Это не прямые, но очень четко передающие слова. Нет, Тадмавриэль не связан с организацией. И да, им действительно занимался какой-то специальный отряд. Интересно, он в итоге был найден или не был? А самое главное, что означает, высшее руководство придумало что-то другое для этого отца. Мне кажется, ничего хорошего. Меня правда пугает фраза «предполагаю, так же будет и с тобой, когда организация поймет, что отвязываться ты не будешь». Вот вроде многое узнали, а лучше как-то не стало. Давайте смотреть, что будет дальше. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы вот-вот закончим эту ветку. Блин, зачем? Да-да, напомню, в этой временной ветке почти не осталось выживших. То есть вообще. Если так подумать, мой временной контракт закончится на последнем выжившем. И что тогда? Я не хочу отвязываться. Малецкий, что означает выбор без выбора? Страшно, черт возьми. Короче, ладно, не будем о плохом. Прямо сейчас у меня 79 тысяч опыта. И да, я могу нормально прокачаться. Стоп. Какая прокачка? Черт. Кажется, действительно приближается момент, когда мне нужно будет принять решение об отвязке. Или не отвязке. Малецкий сказал, что в этой ветке осталась буквально пара выживших. А еще он с такой уверенностью говорит о том, что я обязательно отвяжусь. Но как? Почему? Это все наводит на кое-какие мысли. Либо он буквально знает, что это произойдет, но неужели он тогда видел мое будущее в конце этой ветки? Или ему руководство сообщило? Все еще не до конца понимаю, как отвязанные видят реальность. Что они такого видят, чего не видим мы? Должен признать, мне любопытно. Я бы посмотрел на такое. Но все-таки есть еще один вариант. Если Малецкий не знает, а просто догадывается, это значит, что он железно уверен в том, что организация сможет убедить меня. Убедить, что я не смогу не отвязаться. Обалдеть. Что же это у них за аргументы такие железные? Надеюсь, это будет не просто дуло пистолета у моего виска. Это было бы слишком скучно, что ли? Хотя ладно, чего гадать-то. Видимо, я просто скоро все узнаю. Только надо иметь в виду еще одну важную вещь. Какую? Как только мы с Малецкий зачистим полностью эту ветку, в ней останусь только я и... Вальдхар. Черт. А с ним-то что делать? Предложить ему тоже вступить в организацию? Нет, это бред какой-то. Может быть, переправить его в другую реальность? А возможно ли это вообще? Там же тоже уже никого нет. Или есть, но это полумертвые существа. Как он там один-то будет выживать? Он, конечно, может попробовать соорудить себе там бункер, но зачем? Да и нам с Лай здесь все-таки помощь пригодится. Значит, нужно будет придумать, как ему остаться в этой реальности, если ветка будет уничтожена. Стоп! О чем это я сейчас? Стоп! Я ловлю себя на мысли, что спокойно допускаю для себя возможность отвязки. Как это произошло вообще? Когда и как они успели меня так обработать? Ой, так действительно, ой. Погоди-ка. О, задание. Второе и инструктаж 2. Но, все-таки погоди. Ловлю себя на мысли, что спокойно допускаю для себя возможность отвязки. Типа, самому отвязаться, а Вальдхара оставить. Куда полез с такими размышлениями? А ну-ка давай, задание 2. Номер задания бла-бла-бла. Вид задания ликвидация нескольких выживших. Автор задания Ассистент, отдел учета. Исполнитель Лолошка, отдел исполнения решений. Мир... что-то там. Координаты, по которым находится цель, что-то там. Информация о цели. 3 представительницы вида фей. Подвид зубная фея, фея удачи на экзаменах, фея неловких социальных ситуаций. Что? Известно, что другие подвиды недолюбливают фей неловких социальных ситуаций. В результате действия времени маломобильны. Существа с ограниченной смертностью подвержены наступлению смерти только в результате получения тяжелейших физических повреждений. Самый действенный яд для фей – ординарик обыкновенный. В феевском сленге так называется... нормисная трава, что?
Погоди, я только сейчас понял, это не симуляция, это настоящее задание. Типа прям настоящее. Ой, сейчас инструктаж 2, что тут? Номер инструктажа, бла-бла, вид инструктажа, техника безопасности, инструктор Олли. Тот самый Олли Ящерица. Исследовательский отдел, инструктируемый Лолошка, отдел исполнения решений, место проведения, результат пройден. А, это то, что мы тогда прошли. Ну окей, получается прямо... Господи. А вот, видимо, и Малецкие. Фу, блин, реально немножко испугал. Так, Малецкие, задания, ща, погоди, на всякий случай. Я помню, на задание нужно брать аккумуляторы, немножко еды и обязательно револьвер. А, ну хотя, подожди, это же не симуляция, да? То есть у меня тут материализатора не будет. Самое, черт возьми, настоящее задание. Ладно, кислотный дождь, ненавижу. Опа! Привет, напарничек. Ну чё, как, впустишь? Да, конечно, заходи. Я думал, мне на улицу надо. Так, ну ладно, тогда снимаем. Я помню, что он меня сопровождает. Знаешь, Малецкий, как-то странно. Ты в этот раз так точно подгадал момент. Я только закончил читать сообщение на планшете, и ты как раз постучал. О, блин, наконец-то. То есть, Кацпер, ты молодец, у тебя есть прогресс. У тебя все здорово получается. Чего? Ой, да, наверное, этого лучше не делать при других. Прости, неловко вышло. Это я так себя хвалю, потому что меня Аса научила. Сказала, это очень важно. А то я убивался жутко поначалу, когда ничего не получалось. Расстраивался и винил себя. Говорил про себя очень обидные вещи, вот руки опускались. Я надеюсь, у тебя-то таких склонностей нет? Ну, кстати, нет вроде. Ну, это хорошо. Хотя, впрочем, об этом я поразмышляю потом. Ладно, хорошо, что все хорошо. Так ты уже, получается, прочитал новое задание, да? Угу, прочитал. И это отлично! Насколько я понимаю, это предпоследняя цель в этой ветке, и Лолошка. Тебе придется переместиться по временным координатам в другой момент, скажем, да. У тебя дел никаких нет? Готов отправляться из этой временной точки? То есть я хотел сказать... Потом? Нет, может быть, ты имеешь в виду сейчас? Да, точно, сейчас. Что ж такое-то, блин? Выучил же вроде как. Ай, не выспался, наверное, вот и путаю немного. Хотя обычно не путаю, Ло, не путаю. Я же не путаю, правда? Нет, Каспар, не путаешь. У тебя все нормально с временной терминологией. О, ну тогда и прекрасно. Все, я тогда по координатам отправляюсь и жду тебя там. Стой, подожди секунду. Ты же мне должен помочь переместиться в пустошь, ты помнишь? Блин, ну да, точно. Ты тогда сделай все, что тебе нужно, и я помогу переместиться. Ага, так, да, кстати, одеться. Аккумуляторы, револьверы, патроны, отмычки. Что-то их как будто мало. Новых отмычек у меня нигде не валяется, и это фиговенько. На всякий случай пойду там проверю. Пожалуйста. Отмычки. Погоди. Реально? Я все потратил? Не все. 6 штуковин здесь, итого 15. Далее, наверное, только запасы супа можно еще взять. И вот теперь точно погнали. Че, уже готов? Угу, готов. Так, сейчас. Ага, вот нашел. Ну давай, держись, напарничек. Вот я и здесь. Эй, смотрящий, ты здесь? Пожалуйста, ты не хочешь подсказать мне и в этот раз? Смотрящий? Черт, видимо, не хочешь. Ты... что, ты хочешь, чтобы я сам научился это делать? Или раз мне не нужно в другую ветку, то и подсказывать не будешь? Малецкие... В какой же точке этой ветки сейчас Малецкие? О! Это что такое? Такого мы еще явно не видели. Пустошь не любит нерешительных. И... поехали! Полетел, давай! Опа! Воу-воу-воу! Лолошка, ты в порядке? Да, все нормально, Малецкие. Ага, ну тогда давай пошли, не задерживай, здесь недалеко совсем.
Только самовольно ничего не предпринимай. Я сам разберусь, Лолошка. Ты лучше просто наблюдай и учись. Я не хочу еще одно замечание от начальства получить. Пойдем. И, кстати, знаешь, я тут призадумался немного о том, что ты мне говорил. Ну, что у Асы ко мне особое отношение. Я ведь никогда этого и не замечал раньше. А теперь, блин, теперь не понимаю, как я мог не замечать. Это же настолько очевидно. Вот даже этот ее совет про то, что надо себя уметь хвалить и все такое. Аса никогда в жизни бы ничего подобного никому не сказала. Никому. Кроме меня, Лолошка. Кроме меня. И вот я думал. Это ведь все логично на самом деле. Это же она меня отвязала, если что. Причем еще до того, как ветку мою стерли. Просто, значит, заявилась в комнату ко мне как-то ночью и говорит: «Я добрая фея. Хочешь пойти со мной путешествовать по мирам?» Я вот только, считай, впервые задумался о порядке ее действий. Она же сначала отвязала меня, сама, в моей же комнате. А я даже не совсем понимал еще, что происходит. А потом потащила показывать разные миры. В каком же я тогда восторге был. Не мог поверить своему счастью, что со мной вот происходит все это такое. Как будто я в комиксе или в книжке какой-нибудь. И только потом я подписал контракт. Так-то вообще не делается. Она же тогда вообще все протоколы нарушила. Да и к тому же, кто в здравом уме будет серьезно вербовать ребенка в организацию? Учитывая то, что моя ветка в тот момент даже не была стерта. Так, ладно, что-то я увлекся воспоминаниями. Ты прости за то, что загрузил тебя тут своими моральными дилеммами и все такое. Но в этический отдел я с этим точно пойти не могу. Иначе мне с Асой конец. Вообще-то мы уже на месте, так что давай просто действовать. Погоди, стоп. Ага, вот почему она к тебе так относится. Заявилась в комнату ко мне как-то ночью и говорит: «Я добрая фея, хочешь пойти со мной путешествовать по мирам?» Охренеть! Это же... Вы поняли, да? Она, по сути, просто украла ребенка. В живой ветке. Она у кого-то украла ребенка. И теперь она потакает Малецки, чтобы, не дай бог, он когда-то не подумал о том, что все было зря, и он кому-то рассказал об этом. Это вообще жесть. А мне-то ты зачем рассказал, чувак? Это... Не знаю... Слишком жесткая информация, если так подумать. Неужели ты мне настолько сильно доверяешь? Ладно, Малецкий, ты какой-то противоречивый персонаж. Глюкхен, ты жива? Что? Цанхен, это ты? Где была Цанхен? Ты будешь? Когда? Где ты будешь? Когда я умру? Нормисная трава закончилась. Всю съели. Шанхен, платье изгваздала, пока траву жрала. Изгваздает. Сейчас. Заткнись, Шамхен. Да ну и капец. Лолошка, мне нужно, чтобы ты нашел мне траву эту. Это писец какой-то. Я ничего не понял из этого диалога. Глюкин, ты жива? Это... Ладно, я так понимаю, что он при помощи этой какой-то нормисной травы хочет, чтобы они... Ну того, окочурились, короче. А как в итоге эта трава-то нормисная выглядит? А что там вообще происходит? А, да, вон они лежат. Я реально ликвидирую фей. Это просто трешатина какая-то. Что такое нормисная трава? Как я должен найти ее? По-любому какая-то интеракция. Ну прям миллиарды %. Но на что бы я ни наводил, на Малецкий, кстати, тоже не наводится. Эй, нормисная трава, что ты такое? Может быть, вот сюда? Я вижу, какие-то партиклы иногда появляются. Но это скорее просто с грибочка падают. Давай тогда от Малецки попробуем пойти по тропинке. По идее, меня же никто не увидит, да? Это же просто тропинка. Так, о. Поляна мне нравится. Поляна как-то воодушевляет меня. Потому что как будто здесь может расти нужная трава. Что это? Это жидкость? Ого. Ладно, до свидания. А еще вы наверняка заметили, что... Что это сейчас было? Ординарик обыкновенный? Чего? Стоп, реально? Все настолько просто... Стоп, что это? О май гад.
О май гад. Кажется, я нашел то, что не ожидал найти. Так, еще ординарик обыкновенный. Давай сразу соберем прям много-много этих трав. Уточка в виде дракона? А, у меня, оказывается, замедление. Погоди, а из-за чего у меня замедление? Из-за голода? Если да, то я обязательно как бы с этим разберусь. Не проходит. Видимо, это мир такой. Привет. Утка-дракон, 14 из 100. Блин, мало. Как можно больше травы собираем. Я правда не знаю, сколько надо. Губительно для фей. И на всякий случай давайте вот так прыжками я вроде быстро передвигаюсь, попробуем найти какую-нибудь еще фигню. Может быть, новую уточку или туман смотрящего. Пожалуйста. Я уверен, тут можно что-то еще найти. Пожалуйста. Я молю всех богов, дайте мне еще что-нибудь. Обалденные новости. Да, у меня немного заряда скафандра, но я нашел. Я нашел прямо около тропинки. Найден коллекционный предмет 15 из 100. Это что? Утка-блок травы. Я бы еще поискал, честно. Я уверен, что можно найти какой-нибудь туман смотрящего. Или еще уточку. Все эти сюжетные локации, особенно огромные локации, они кишат этими уточками. Я понимаю, я это давно заметил. Хотя, может быть, 2 это уже много. Ладно, Малецкий, в любом случае, вот я тебе все принес. Как это передать-то? А вот, отдать траву? Ага. А теперь смотри и учись. Ладно. Впервые увидим Малецкий на стелс-задании. Господи. Что? Что это? Что за запах? Это ты. Ты сама пукнула. Как? Откуда? Глюкин, мы можем умереть. Мы умереть? Когда? Сейчас. Что у тебя там было? Будет? У тебя нормисная трава? Дай! Нет, тебе не дам. Короче, эти две подружки, да, я понял. Это вкус смерти. Спасибо. Ага. Да, черт. Придется опять ползти. Ща, ложка, погоди. Ага. Только такое ощущение, что в этот раз все не так гладко пройдет, да? Ой. Черт, блин. Кто это? Что это? Да, вот же ж срань. Что? Выбор? Вы чё? В смысле выбор? Помочь Малецкий выполнить задание, посмотреть, что будет дальше. Так, погоди, в плане помочь Малецкий выполнить задание. Достать пушку, направить ее на фею и... Бам! Так, если я нажимаю посмотреть, что будет дальше, я так понимаю, Малецкий сам ее убивает, скорее всего. Ну да, это как будто очевидно, типа, фея, скорее всего, уже не жилец при любых обстоятельствах. Наверное, если я ему помогаю, то вкупе с тем, что он мне только что рассказывал про Асу, про организацию, про то, как его выцепили, это может помочь нам выстроить какие-то, наверное, доверительные отношения между нами, а после перецепить его на нашу сторону. Просто, понимаете, помочь Малецкий выполнить задание, то если Лолошка убивает, это будет его первое убийство в организации. Но, черт возьми, оно как будто нужно. Я помогу Малецкий, я помогу. О, реально. Это чё сейчас было? О, да, действительно. Охренеть, Даже Малецкий в охренеть. шоке. Я тоже в шоке. Но, опять же, мне кажется, что я сделал правильный выбор. Ну ты, блин, даешь! Вот это реально было круто, ложка! О, не сомневайся. Это будет обязательно отражено в отчете. Но если можно, давай оставим одну маленькую деталь между нами. Ты про то, что ты себя раскрыл сейчас, да? Ну да, я про это.
Главное, что цель ликвидирована. Но все-таки теряешь очки для премии, а мне не хотелось бы. Ты как это, в порядке вообще? Ты просто как будто немного дрожишь, что ли? Да, знаешь, наверное, просто не привык убивать. Ну да, слушай, правда. Я об этом забываю иногда, но ведь не все выросли в таком мире, как я. Да и в организации ты совсем недавно. Но ты ничего, ты классный штурмовик. Я вижу в тебе потенциал, привыкнешь, не беспокойся. Ой. Подожди, в твоем... А что у тебя такого было в твоем мире? Да, ничего особенного. Просто у нас было принято детей с рождения учить убивать. Подожди, прости, что? Да, мне часто говорят, что это дикость какая-то. А для меня, ну не знаю, в порядке вещей было. Детей отбирали у матерей, как только нам исполнялось 3 года. Потом отдавали в военный интернат. И там заставляли проходить разные тесты. И распределяли на отделения в зависимости от результатов. Вот я, например, на киллерский пошел. Да. К маме домой отпускали раз в год. На недельку. Ты даже комнату мою как раз уже видел. Я любил ее, правда. Очень любил. То есть, вот так вот все и было, да. Так что мне было довольно легко приспособиться к условиям работы. Хе-хе-хе. Так, ладно, давай я смерть зарегистрирую и помогу тебе в бункер переместиться. Сейчас. Ага, что ж... Наше первое убийство, блин. Все. Ты как, готов? Да, готов. Ну, погнали тогда. Черт. О, чё это ты? Кстати, Лолошка, я-то тебе сказать кое-что хотел. Организации прекрасно известно, что ты с Лаей видишься. И, видимо, вы там с ней что-то такое замышляете. Это немного неприятно, конечно. Ай. Но, ладно. В какой-то степени я тебя все равно понимаю. Идеи организации бывает очень сложно осознать. Но, Лолошка, если чё, я совсем не злюсь и не обижаюсь на тебя. Я все равно знаю, что ты точно отвяжешься от времени, а значит, в какой-то временной точке этой ветки все поймешь. Хе-хе. Забавно, конечно, немного, когда кто-то пытается пойти против организации. Но, знаешь что? Нет смысла пытаться бороться против тех, кто заранее знает исход всех событий. Подожди, ты сейчас все это так говоришь, как будто хочешь сказать, что ты точно знаешь, чем все закончится для меня. Ну, не совсем знаю. Точнее, я вообще не так уж и много знаю, все-таки полевой сотрудник, хоть и начальник отдела. Но организация знает все. Высшее руководство в курсе буквально всего. Хе-хе-хе. Да ладно, не пугайся только. Ты же на нас работаешь, а это значит, никто не будет использовать эту информацию против тебя. Хотя ты еще и не полностью на нашей стороне. Ой. Ладно, торопить я тебя все равно не буду. Самыми надежными являются рекруты, которые к своим выводам пришли сами. Бла-бла-бла. Что-то такое в методичке написано. Мне Аса 100 раз это говорила, вот я и запомнил. А сам-то ты не имел такой возможности, верно? Да, чё? Ну, я к тому, что у тебя-то не было возможности прийти к выводам и осознанно присоединиться к организации. Ой, да не начинай, нормально все было, ничего страшного. Это гораздо лучше, чем умереть ребенком от времени. Ветку-то мою стерли в итоге. Аса меня забрала перед самым концом времени. Так что, не жалуюсь. Так, короче, ладно, мне возвращаться в Синглит пора. Еще отчет о вылазке писать. Ты в этот раз, если чё, вообще отлично справился. Прям, ну молодчина. Попрошу тебя добавить побольше очков к премии. Давай, пока. Давай, пока, Малецкий. Ага. Что? Черт, и вот как? Как я должен интерпретировать этот диалог? Что это было вообще? Ну, чисто внешне это выглядело как простое дружеское рассуждение. Да и вообще я скорее склонен доверять Малецки. Он действительно похож на честного парня. Тем более его завербовали в таком раннем возрасте. Да еще и родился он в таком жутком жестоком мире. Наверное, это нормально, что он искренне верит в организацию и ее методы. Он мне нравится, правда. И я даже начал воспринимать его как приятеля, что ли. Но вот только что в его высказываниях как будто таилась угроза. И исходила она, наверное, даже не от самого Малецки. Она исходила от организации. Эта организация сейчас разговаривала со мной устами Малецки. Этого искреннего, простого и по своей сути доброго парня.
О, наконец-то решил навестить меня. Знаешь, ты в последнее время здесь не то чтобы частый гость. Ты, кстати, видел, как я сам сориентировался во временной пустоши? Ты гордишься мной? Ледяной взгляд смотрящего ничего не выражает. Ха, ну понятно. Как я мог забыть о том, что ты ни во что не вмешиваешься и не вовлекаешься? Но, видишь, ты все время молчишь, поэтому мне легко начать приписывать тебе какие-то человеческие чувства. Ой. Ой. Смотрящий, это ты сделал? Что-то поломалось, погоди. Ой-ой. Бляха-муха. Ай-яй-яй-яй, чё делать? Куда быть? Куда... Я же не знаю, как починить электричество. Я правда не понимаю. Так, кстати, а еще у меня замедление, утомление, слабость. Надо в медицинский модуль срочно. Где электричество? Я не пойму. Это первый раз, когда в этом модуле, в основном модуле, ломается именно щиток. Но я этого щитка не видел ни разу. Ну-ка, вот если я пройду сейчас сюда, то... Да, у меня, по-моему, постепенно исчезает это электричество. Высоковольтный кабель берем. И нет, здесь все равно электричество поднимается. О, черт, тут еще и механизмы нужны, чтобы двери открыть. Капец, мне нужен медмодуль срочно. Давай сюда. Компоненты, благо, у меня есть. Какой медленный. Гусыня, хочешь пройти? Сейчас пройдешь. Вот, проходи, конечно. Ей вообще пофигу. Да-да-да. Дверь открыта, дверь закрыта, какая разница? Я все равно пройду. О, нифига себе! Если эта штука заряжается, минус 20% заряда у скафандра. Все, я понял. Так, а где? Где? Блин, это здесь, да? Ага, вот, починить. О, и сразу захилялись. Давай, можно мне побыстрее теперь ходить, пожалуйста? Ага. Все, теперь бегаем. Но электричество все еще копится, потому что надо починить другие модули. Вот, например. Чинить здесь. Электричество чинить. Это что, из-за смотрящего реально? То есть он буквально появился и все поломалось. Честно говоря, отказываюсь в это верить. Но слизни ферму тоже чиним. И здесь. Здравствуйте, ребят, что, не подохли? Это приятно. Починить. И все. Да, все, электричество наконец-то падает. По-моему, это был последний модуль. Обязательно снимаем скафандр. Сейчас зарядим и после этого телепортируемся к Лайи. На самом деле, данная серия, она... Блин, она же, получается, меня сломала, вы понимаете? Я же реально по итогу сделал выбор, который думал, что никогда не совершу. Я убил, блин. Но это было... Это выглядело, правда, очень правильно. Ну, типа, вот правильно, вот сейчас Лолошка сам об этом говорит. Малецкий мне нравится, и я даже начал воспринимать его как приятеля. Но в его высказываниях будто была угроза. И исходила она не от Малецки, а от организации. Эта организация говорила устами искреннего, простого и по своей сути доброго парня. На 90% хочется верить, и точнее, у меня уверенность на 90%, что я сделал правильный выбор. Ай, короче, я не буду больше об этом говорить. Сами думайте, в комментариях напишите. В начале серии, напомню, я хотел жестко прокачаться. Сейчас у меня уже почти 90 тысяч опыта. Хотя, погоди-ка, сейчас будет больше. Давай. Тренировочка, да! Боже, у меня почти сатен! 92 тысячи опыта! Гусыня, сейчас ты офигеешь. Кстати, насчет гусыни. А я тебя не кормил, да? Ой-ой-ой. Так а яйцо-то надо взять. Я даже больше скажу, надо съесть. Все, чуть восстановились. Гусыню не обделяем. Ага, гусиный хвостик аж подрагивает от радости. Тут же все это дело кушаем. И, ну, не то чтобы много восстановили, но ладно, спасибо. Напомню, что у меня есть пламя искры. Бутылек с искрой, который, кстати, я не помню, куда положил. А еще утки. Уточки сейчас. Давай сюда. И сюда. Какая красота. Остается всего 3 утки. Так, утка блок травы. I don't look like a Minecraft dirt block. Так, а утка-дракон? Великий и ужасный Крикон. Тень давних веков. Блин, на самом деле, мне кажется, что в этих утках может быть спрятан какой-то спойлер к будущим сезонам. Вот реально, вот посмотрите сейчас на этих уток, вернитесь потом сюда через полгода, или через год, я не знаю, и попробуйте найти спойлер в этих утках. Мне кажется, есть. А теперь, как-таки ни странно, здравствуйте. Сначала посмотрим, что хочу прокачать. Это, по-любому, самый умный. Исследование в исследовательской проходит на 50% быстрее. Бам! Спасибо. А также вот, двойной выход. Руды при переплавке дают двойной выход металла. 40 удачи! А сколько у меня?
10! Подожди, я вообще не качал удачу! Не, сори, я тогда не буду это сейчас качать. По-любому надо сытость. Замедляет расход голода на 30%, а не на 20%. Я заколебался кушать. Вот правда, у меня эти супы уходят только так. Сейчас мы еще немного поедим. И вот у меня уже -3, -4. Остается 21 банка. А для сытости надо прокачать живучесть. Повышение уровня увеличивает здоровье и снижает риск травмы. Давай. Только смотри, сначала один разочек прокачаем. Вот так вот, а? Да, нам дали геном. Потом, наверное, живучесть пока до 15. Я не хочу тратить прям сразу все, ибо каждый новый уровень, смотри, как быстро повышает трату XP. На всякий случай, вот проверим, что я еще могу. Увеличивает насыщение от еды на 10%. Это дешевле и как будто... Да, давай, окей. Я обязательно продумаю цепочку прокачки, но перед этим исследование. Теперь у меня все исследования на 50% быстрее, но... Мне как-то и исследовать-то нечего, да? Я уже будто все, что мог, сделал. Наверное, последние две штуки, которые я бы хотел, это медь, а также высоковольтный кабель, потому что он и правда заканчивается. Потребуется опыт, утиль-сырье и самое тяжелое — пресс-форма-провод. Фига себе, чертеж инженера, а где мне его достать-то? Оказывается, не проблема. И утиль-сырья у меня тоже полным-полно. Так, получается, чертежи меняем. Далее мы, сталь добавляем и кусачки. Все, я хочу металлическая пресс-форма, провод. Теперь исследование, провод, исследовать. Как говорится, надеемся на лучшее, готовимся к худшему. Ребят, я впервые, наверное, попрошу вас прокомментировать. Прокомментируйте убийство Лолошки. Как вы к нему относитесь? Мне правда кажется, что я сделал правильно. Фея бы все равно не жила, ребят, но она бы все равно мучилась. Да и давайте честны, Малецкий бы сам тогда ее убил. Ну вот, зато мы как-то сдружимся там, может быть, потом завербуем его. Я буду бесконечно оправдывать этот выбор. Буду! Также я, конечно же, не забуду попросить вас поставить лайк и подписаться. Ребят, ваша поддержка все еще лучший буст мотивации. Во времена замедления Ютуба, которому уже почти год, это реально офигеть, Ютуб замедлен более полугода. Во времена вот такого замедления это правда лучшая поддержка, поэтому я надеюсь, что вы не пропустите это мимо ушей. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и... убийство. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Да что ж такое-то? Внутри все как будто полыхает огнем. Что? Жарко. Что происходит? Наличие органа межпространственного перемещения негативно влияет на шанс успешной отвязки. В организации же есть мироходцы, да? Я же не буду первым. Да, не будешь, конечно не будешь. Так, ну ладно. Первое убийство Лолошки на посту сотрудника организации. Я много раз пояснил, что мой выбор, как мне кажется, правильный, ибо фея бы погибла в любом случае, а я не упускаю шанса законнектиться с Малецким, например. Вот, напомню, GDH сказал: никогда не сомневайся в своем выборе. Вот я и не сомневаюсь, черт возьми. Как нам это аукнется, посмотрим. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. А еще у меня какие-то партиклы. Что это такое? Ладно, посмотрим. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата, сезон, в котором мы безжалостные убийцы. Нет, шутить мы на эту тему не будем. И да, Лолошка совершил свое первое убийство на посту сотрудника организации. Это и плохо, и хорошо. А вот насколько это хороший или плохой выбор, узнаем потом. Напомню, мы как минимум сейчас должны что-то типа подружиться с синим чуваком и что-то типа перенять его на свою сторону. Учитывая то, как он говорил про долбаную организацию, может быть, попытаем судьбу, может быть, даже получится. А еще нам нужно посетить Вальдхара, а то сидит бедный в гараже, скучает. А что касается партиклов, да фиг его знает. То они желтые, то черные. Я так понимаю, страдаем, ребят. Очень страдаем. Долбаный скафандр. Вроде лечит, а вроде убивает. Мне очевидно, что страдает скорее не физическая форма Лолошки, а искра. И понимаете, как бы много ты не регенерировал, у тебя могут оставаться шрамы. И учитывая, что у Лолошки искра постоянно заживает, а потом снова ранится, а потом снова заживает. Ой, что-то мне кажется, что полная жопа ему. Давай покормим слизней. Все, ребят, покормил, пока. И далее супер быстро покормим себя.
Работа выполнена. Угу. Ой, у меня даже, оказывается, места не было. Обязательно кушаем. А ненужное, если доживет, убираем в холодильник. Так, 64 гнили, это были томаты. Эй, слаймы, новая еда. Все, кушайте на здоровье. Итак, рубрика эксперименты. 2-3 серии подряд я пытаюсь понять, как выбивать пыль с этих растений. И я тут подумал, а что если запомнить, что с чего падает? Например, вот, красный. Красный — это ягода, ага. Далее, например, вот, 2 одинаковых растения, с тебя падает... Подожди, это что? Это пыль? Органический зеленый краситель. Нет, это не пыль. И еще раз зеленый. Ягоды. Ой, да ладно. То есть вы хотите сказать, что она всегда разная падает? Бляха-муха, то есть текстура не важна. Ладно, а с тебя? Это семечки, это опять ягоды. И тут пыль. Ладно, я так понимаю, текстуру действительно не важно запоминать. Главное, что пыль. Самое главное, это некое удобрение. Вот она. Далее, по-любому, редстоуновая пыль. Ее мы тоже забираем. И где-то здесь получается порох. А, нет, подожди, вот, серная пыль, и из нее делается, да, 6 пороха, идеально. Убираем все в мешочек, и, судя по всему, больше всего падает серной пыли, фитогро, нитратной, что из тебя, кстати, делается? А, тоже порох. Ну и, наверное, удобрение. Я точно помню, что оно нужно, чтобы прокачивать данную комнату. Да что ж такое-то? Внутри все как будто полыхает огнем. Хочется расцарапать себе грудную клетку, чтобы туда мог попасть прохладный воздух. Что? Жарко. Что происходит? Ну чё? Эй, ты чего, ложка? Эй! О, черт, да ты весь горишь! У тебя жар! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Да ё-моё! Да перестань ты себе там растирать-то! Ща, я тебе лёд вот! Несу, да-да-да-да! О, блин, Малецкий. Да чё ты, блин, Малецкий-то сразу? Давай ты сначала оденешься. Нехорошо лед вот так, напрямую прикладывать. Ну ты чё, как? Тебе лучше? Да, Малецкий, спасибо. Обалдеть, это... С тобой чё это такое еще было, а? Да... Я не знаю, Каспар. Мне кажется, что все эти переходы через пустошь не проходят для меня незаметно. Ну так еще бы! У тебя в скафандре антискин содержится! Самое сильное вещество для поглощения силы искры! Подожди. А чё ты так смотришь? Да я просто удивлен, что ты о таком знаешь. Штурмовик не значит идиот, ложка! Такое чувство, что ты думаешь, что если мы тебе о чем-то не рассказываем, то... Значит, об этом не знаем. Ой. Ты давай, тоже садись. Подожди, то есть ты реально знал? И ни разу мне не говорил! Так, куда садиться-то? Да не стесняйся ты. Тепло наверх поднимается, а внизу прохладнее. Так быстрее остынешь. Это ты по своему опыту говоришь. Шутить про коротышек — это низко, ложка. Давай, садись. Ладно. Подожди, что это? Пакет воды, если заморозить, снова станет пакетом со льдом. Офигеть! То есть это реально был лед и уже все. Растаял. Сесть? Ну давай. Погляди-ка. Вот мы и узнали еще одну причину, по которой ты рано или поздно отвяжешься. Твое тело не в состоянии выдерживать перегрузки, которые предполагают частое перемещение сквозь время. Тем более, когда ты ослаблен антискинтом. Знаешь, вообще я даже видел ветки, в которых мироходцев пытали антискинтом. Удивительно, что ты продолжаешь функционировать. Ну, я просто... Я же необычный мироходец, забыл? Ну да. Разве же мне кто-нибудь даст такое забыть? Возможно, поэтому организация решила отвязать тебя. Возможно, поэтому... Что ты имеешь в виду? Ну... Так... Ух ты, как бы тебе сказать-то, ложка? Мироходцы сложно отвязываются от времени. Наличие органа межпространственного перемещения негативно влияет на шанс успешной отвязки. Ладно, но... В организации же есть мироходцы, да? Я же не буду первым. Ну... Малецкий? Да, не будешь, конечно не будешь. Ага, но... Но, Малецкий! Ты-то говоришь, как будто есть какое-то но! Да... Но я не знаю этого наверняка, ложка. Мне никто ничего не говорит.
Помнишь инструктаж, где тебе рассказывали, что нельзя пересекаться с самим собой? Да, помню. Ну вот, по той же причине мы перестали вербовать новобранцев из веток. В процессе вербовки результат этой вербовки уже известен, понимаешь? Ай, ну конечно же низшие сотрудники не могут этот результат знать. Потому что если он, например, отрицательный, то есть вот если я сразу после знакомства с тобой узнаю, что ты не пройдешь отвязку, я перестану пытаться тебя завербовать, правильно? Ну да, правильно. Ну так вот и смысл мне тратить свои ресурсы на бесполезного сотрудника. Ага, да, хорошо, это обидно, но я тебя понял. Да, Лолушка, я ж гипотетически говорю, не конкретно про тебя. Так вот, я потеряю интерес к вербовке, в итоге он не будет завербован и не умрет при отвязке, как должен. А результат, который изначально был известен организации, смерть при отвязке. Это парадокс. Парадокс, понимаешь? Ага, то есть от процедуры отвязки можно умереть. О, да ё-моё, ты куда слушал-то, стажёр? Речь вообще сейчас не об этом. Речь о том, что... Да нет, я понял. Что ты не можешь на самом деле быть уверен, что моя вербовка пройдет успешно. Ты просто веришь именно в этот результат, потому что остальные сильно хуже. Да. Я привязался к тебе, Лолошка. Как ты понимаешь, наша работа во многом состоит из рутины. А ты самый интересный и веселый, что случалось в Синклите за последние десятки тысяч километров. И это все я, прикинь, я в эпицентре веселья. Но из-за того, что я в эпицентре, я понятия не имею, чем все закончится. А я от такого, отвык все-таки. На такой работе, как у нас, довольно быстро привыкаешь ни с кем не дружить. Ой. То, что для неотвязанного целая жизнь, для нас это буквально ничего не значит. Я серьезно. Это даже не мгновение. Жизнь любого привязанного для нас окончена еще до того, как она для него началась. Понимаешь, Лолошка? Не особо, Да. но... Ладно, я сам не знаю, что именно хочу сказать, просто... Ой. Ну, да брысь отсюда. Короче, ты спросил, есть ли в организации мироходцы? Да, есть. Но это в основном очень слабые мироходцы. Те, у кого ОМП практически не развит. Сила твоей искры влияет на продолжительность твоей жизни, то есть удлиняет твою линию по оси времени. Чем длиннее эта линия, тем прочнее привязка ко времени. А временная дематериализация предполагает стирание твоей сущности как раз таки по временной оси. То есть, если существо живет, допустим, пару миллионов лет, то для него... Да, ты верно понял. Чем длиннее жизнь, тем болезненнее отвязка. И ты думаешь, я не смогу эту отвязку пережить, правильно? Да вот я-то как раз и не знаю. Остальные сотрудники не имеют права мне даже намекать или посылать какие-то сигналы. Это может привести к временному парадоксу. Но вот размышлять и думать мне никто не может запретить. Так, и что ты в итоге сам думаешь? Да вот я думаю, что с твоим случаем что-то не так, Лолошка. Ну как же, ты забыл? Я особенный! Ай, забей. Прости. Давай, вставай. Тебе как? Лучше? Остыл уже? Все нормально? Да, вообще, кстати, похоже, получше. Угу, ну понятно. А? Короче, Лолошка, запомни еще раз. В организации все всегда построено по протоколу. Без исключений. Но как же я? Ну так... А вот ты-то как раз и исключение, которых не бывает, понимаешь? Ай, настолько исключение, что тебе разрешают работать без отвязки, дают первое задание после одной тренировки, выплачивают зарплату в той форме, в какой ты попросишь. В общем, во все стороны с тобой гнутся. Все из-за того, что ты умеешь попадать туда, куда нам, отвязанным, в общем-то, и не надо. Нет, организация не делает исключений. Тем более столько. Это все заставляет меня думать, что все это время она продолжала действовать по протоколу. Теперь понимаешь? Просто весь этот протокол — это протокол, о котором я не знаю. И Браун не знает. А, я понял. То есть ты хочешь сказать, что специально для меня был создан какой-то секретный протокол? Да, ты совсем не понимаешь сути организации, видимо. Ну так ладно, ну тогда объясни мне. Короче, протоколы создаются для того, чтобы разные ситуации могли решаться одинаково. Да, предполагается некоторая вариативность, но есть идея в том, чтобы в любой ситуации достигать одного результата. Так, к чему ты клонишь? Да к тому, что институции никогда не создают решений под конкретные кейсы. К
тому, что протокол, по которому организация действует сейчас, существовал, вероятно, до твоего появления. Вот так вот. Опа. Хочешь сказать, я такой не первый, да? Ну вот как раз на это я и надеюсь. Потому что тогда это бы значило, что организация знает, что делает, а не пытается на ходу изобрести для тебя решение. Ой, ты как вот, кстати, в порядке уже? Больше не будешь себя царапать? Ну да, кажется, это наваждение прошло. Стоп, Малецкий. А ты как узнал, что мне плохо? Меня что, опять прослушивают, что ли? Да, забей. Безопасники отказались тратить на тебя свое оборудование. Ты его постоянно ломаешь. Они вот просто повесили всю ответственность на меня. По мне лучше так, чем если бы ты везде боялся говорить. Вообще, я просто пришел тебя проведать. Учусь выставлять настройки в телепортаторе. Это, знаешь ли, штука тонкая. Как ты помнишь, у нас теперь есть выходные после выполнения задачи. Я думаю, пока что с отвязкой тебя трогать никто не будет. Я предупредил соответствующие отделы и временные отпечатки выставил, чтобы тебя не дергали. Ты это, вообще подумай о том, что я тебе сейчас сказал. Может быть, поймешь, что для тебя там все предрешено. Ай. Только, ложка, не говори начальству, что я столько с тобой болтаю. Это вообще не по инструкциям. Давай, до следующего отпечатка. Ух ты. Ох, блин, как же много информации. А я так и не понял, какова вероятность, что я умру от отвязки. Если я что-то и понял из всего этого разговора, так это то, что до момента, когда ко мне заявится организация, чтобы сказать, что пора отвязываться, осталось в лучшем случае пару дней, и то благодаря выходным от Малецки. А, черт. Надо рассказать об этом Лае и Вальдхару. Бляха. Подожди, реально? Это отвратительно! Очень плохо! На самом деле, с каждой серии я все больше поражаюсь, насколько круто продумана организация. Остальные сотрудники не имеют права мне даже намекать или посылать какие-то сигналы. Это может привести к временному парадоксу. Это же настолько логично по факту! Смысл мне тратить свои ресурсы на бесполезного сотрудника? Я потеряю интерес к вербовке такого сотрудника, и в итоге он не будет завербован. И не умрет при отвязке, как должен. Смерть от отвязки от времени — это тоже, по сути, заложенный сценарий в жизни какого-то существа. Офигеть! Как же много условий, это так круто рассказывается. Но меня, конечно, зацепило еще вот это. К тому, что институции никогда не создают решений под конкретные кейсы. К тому, что протокол, по которому организация действует сейчас, слово ложкой, существовал, вероятно, до твоего появления. Хочешь сказать, я такой не первый? Надеюсь. Потому что тогда бы это значило, что организация знает, что делает. И вот тут мы не понимаем. Либо я такой действительно первый, либо нет. Ладно, давайте обязательно похилимся. Далее обязательно спустимся. Тренировочку. Ага, спасибо. Сейчас, сколько у меня опыта, интересно? 68 168. Блин, на самом деле прям дофигище. По-любому давайте живучесть, потом еще живучесть и, наверное, еще раза 3. Вот, до 20. Нормально. Плюс 1 очко генома. Спасибо. Теперь хотя бы умирать не будем так резко и стремительно. Короче, надо рассказать об этом Лае и Вальдхару. У меня забитый инвентарь, поэтому сначала чистимся. Ага. Далее одеваемся. И погнали. Не особо задерживаемся, ничего не ищем. Просто летим на своей супер-мега-карете. Нам главное сохранить побольше процентов заряда и как можно быстрее все рассказать, потому что, опять же, у нас 2 дня. Как-то маловато, не? Либо я отвязываюсь, либо не отвязываюсь. Так. Да нет же, ты не понимаешь, о чем говоришь. А, это я? Я не понимаю. Именно ты! Что там? Господи, они уже успели Тебе-то как раз и сложнее всех понять. Для тебя время даже свое значение утратило. Послушай меня сюда, мироходец. Ты можешь думать, что у нас с тобой много общего, и поэтому ты позволяешь себе так со мной общаться, но все сходства между нами иллюзорные. Я отвязалась от времени, чтобы помогать другим, чтобы избавлять других от страданий, пусть даже ценой моей собственной души. А ты просто родился таким. И наверняка всю свою жизнь только и делал, что бедокурил, устраивал проблемы и сваливал. Чё? Уже ты сейчас возьми и повтори мне это в Видишь лицо. ли, я обладаю такой человеческой способностью, как эмпатия. А ты... Так. Ты... Что? Что я? А ты глупый мужик, который только и может что думать о себе и переживать, какой образ он создает в глазах окружения. Ну, принцесса, ну ты даешь.
Такого бреда я еще ни разу в жизни не слышал. Что? Бреда? Э. Ты сейчас правда сказал бреда? Да единственное, что тебе парит с момента, как Лолошка спас тебя, как бы кто ни подумал, что ты слабак и не можешь справиться с последствиями влияния концентрированного времени. И при этом Лолошке пришлось несколько раз объяснять тебе, почему вы не можете отсюда сбежать. Что, мироходец, впервые столкнулся с ситуацией, которую тебе нужно прожить, да? Я... Слышь, как я и говорил, ты не понимаешь, о чем говоришь. Да ты даже не испытывал этого на себе. Ты не знаешь, каково это. Я не знаю, да? А как, по-твоему, происходит отвязка от времени? Думаешь, это так же легко, как пластырь отодрать? Вальдхар, послушай. Я знаю, через что тебе пришлось пройти, потому что я сама проходила через это. И если бы ты перестал упрямиться, как баран, и строить из себя сильного, а прислушался к моим словам, то понял бы, что никто не считает тебя слабаком. Что через этот ужас сложнее всего пройти именно сильным. Потому что время ломает. Оно меняет. И заставляет сомневаться буквально во всем. И нужно быть очень сильным, чтобы этому не поддаться. Самый простой выход в борьбе со временем — сдаться. Позволить ему сделать с тобой то, что оно делает с каждым. Но ты-то не сдался. И сейчас ты должен понять, что ты уже победил. Что это закончилось, и ты вышел победителем в этой схватке. И этот страх и усталость, что сжирают тебя сейчас изнутри, это не слабость. Это твое осознание силы. Да, блин, я... Да, Вальдхар, осознание, что ты оказался достаточно сильным, чтобы преодолеть невозможное. И, как бы иронично это ни звучало, на это осознание нужно время. Так что прекращай себя корить и ругать. Прекращай делать вид, что ты весь такой неприступный, как стена. Да, но я... Прекращай, потому что если ты не проживешь это, ты не знаешь, когда сорвешься снова. Это ставит в опасность всех нас. Ты ставишь в опасность. О, красавица. Когда ты говоришь об этом так, я... Хотя знаешь, я бы мог быть твоей стеной. Стеной, за которой ты могла бы спрятаться от любой проблемы. Что? Да ты сейчас вообще понял, что я говорила? Стоп. Ой. Ты сейчас слышал это? Вальдхар, надень скафандр. Привет? Так, и давно ты здесь? Да нет, вот только подъехал. Чем занимаетесь? Ну, как бы тебе сказать-то... Я принесла Вальдхару еду. Уже собиралась уходить. Стойте, может быть, давайте поговорим? О, да-да-да, мне же нужно рассказать. Точно. Слушай, Ло, ты как дышишь в этой штуке вообще, а? Жарко же, капец. Да, привык уже. Ну, ты о чем поговорить-то хотел? Нам не стоит надолго собираться тут вместе. Ребят, ко мне приходил Малецкий. Он сказал, что мы уничтожили последних выживших в этой ветке. Что? Да, это значит, что... Организация скоро придет. Так, давай, Лолошка. Тебе нельзя отвязываться, ты помнишь это? Да, я помню, ты уже говорила это 100 раз. Надо что-то придумать. Слушай, Малецкий сказал, что после задания мне дадут выходные. Меня пока не будут дергать. О, молодец, Малецкий. Его виртуозное мастерство пользоваться протоколами в своих целях сейчас очень кстати. Да, так, погоди, а я правильно понимаю, что мы сейчас обсуждаем отвязку Ло от времени? Да, таковы были условия его временного контракта. Да... Ну, то есть дела плохи, получается, да? А ты быстро схватываешь. Ну, приходится. Мне ж толком никто ничего не рассказывает. Так, ребят, я думаю, нам придется снова как-то тянуть время. Нет, Лолошка, я не уверена, что получится. Ты должен предложить организации что-то взамен. Что-то, что ей действительно должно быть нужно. Может, отца? Чего? Ты думаешь, сотрудникам не хватает отцовской фигуры? Да, боже. Да нет же, я говорю про отца Тадмавриэля. Если я правильно помню, ты сказала, что организация разыскивает его, не? И до сих пор не нашла, так? Да. Он был целью Малецки и целого специального отряда до появления Лолошки. Ну так... А что если пообещать этим бюрократам, что мы найдем Тадмавриэля и все такое? Стоп! Ребят, подождите. Если Малецкий преследовал Тадмавриэля, означает ли это, что мой бункер
на самом деле это его бункер? Не знаю. Во всяком случае, он таскался в скафандре, очень похожем на твой. Нет, подожди, я не понимаю. Почему Тадмавриэль создал этот бункер? Откуда он знал про конец времени? Да я не знаю, откуда у него эта информация, Лолошка. Но про бункер все предельно понятно. Каким бы бессмертным он ни был, время влияет и на него. А вот как он нашел технологии, которые позволили ему защититься от времени, это загадка. Загадка, которая заставляет организацию пытаться взять его живым. Но нет, подожди. Малецкий пытался убить меня, когда считал, что я Тадмавриэль. Верно. Но когда ты выбрался после обрушения лестницы, уже было понятно, что с тобой что-то не так. В целом, Лолошка, мобильных существ после конца времени почти не бывает. А все эти согласования и подписи потребовали большего количества ресурсов. Так что да, его перестали пытаться убить сильно позже, чем начали за ним охоту. Да не, погоди, это все какой-то бред, блин. Ой, знаешь, Вальдхар, мы уже выяснили. Бред для тебя это все то, что не укладывается в твою картину мира. Но о чем ты на этот раз? Да, ай, блин, я не понимаю, почему ты говоришь так, как будто вы можете получать какую-то новую информацию и... Ну, я к тому, что если у вас есть доступ ко всему времени, вы же все исходы должны уже знать, не? У вас должна быть очень скучная работа. Ну ладно, мыслишь ты неплохо. Лолошка все эти концепты очень долго пытался ухватить. Эй! Не злись, на правду не обижаются. Так вот, это еще одна причина, по которой я считаю действия организации несправедливыми. Они утаивают информацию от нас. Штурмовики получают только информацию по заданию. Безопасники получают только те доступы, которые нужны для обеспечения безопасности организации. А вот тех, кто мог бы получить хоть наполовину полную картину, очень мало. Якобы для избежания временных парадоксов. А мне вот кажется, они скрывают все от всех просто, чтобы нас было проще контролировать. Ладно. Ребята, мне пора. Ты тоже не задерживайся, Лолошка. Тебя отследить проще всего. Если к тебе в бункер явится кто-то из организации из-за того, что они не умеют грамотно работать с отпечатками, их глупая ошибка приведет к концу всей нашей деятельности. Удачи! Ну, пока... Вот так. О, ну какая же она очаровательная, блин! Такая решительная. То есть, ну... Давай, бывай, Ло. Что? Подожди, реально, даже не поболтаем? Ну, ты слышал принцессу. Я вот почему-то не хочу ослушаться царского приказа. А вот вздремнуть бы не отказался. А то потом у меня тренировка, знаешь ли. Расписание, как в детском саду. Или тюрьме. Скорее, тюрьме все-таки. Давай, удачи. Что ж... Ну, кстати, Вальдхар реально крутые вопросы так-то задал. Почему ты говоришь так, будто вы можете получать какую-то новую информацию? Если у вас есть доступ ко всему времени, вы уже должны все исходы знать. И ведь это правда! Данная серия на самом деле так много крутого поясняет. И заметьте, Малецкий и Лая доносят одну и ту же информацию иногда просто разными словами. Но по сути, она сходится друг с другом. Малецкий не пытается от нас что-то увиливать, вот что надо понимать. Малецкий как будто сам пытается разобраться. Хотя он скорее это в открытую говорит. У вас есть доступ ко всему времени. Вы уже должны все исходы знать. У вас должна быть очень скучная работа. Про Тадмавриэля прям дофигища вопросов можно строить. Типа, почему на видеоролике он вот такой? Откуда он знал про конец времени? А также, как он нашел технологии, которые позволили ему защищаться от времени? Это загадка, которая заставляет организацию пытаться взять его живым. Но ведь Малецкий пытался убить меня. Так, ну потом они поняли, что нет, все не так просто, и отменили приказ про убийство. Вот, теперь картинка складывается. Пока что могу сказать, что для меня картинка сложена меньше, чем на 50%. Я думаю, вы знаете, на процентов 20. Но это уже хорошо. Вы знаете, мне приятно хоть в чем-то начинать разбираться. Что же касается телепортации в скафандре, мы поняли, что это полная жопа, и нам бы перестать это делать. Да, на этом мы будем постепенно заканчивать. Ребят, не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки, не забывайте про подписки. Постепенно мы получаем все больше ответов, и мне это безумно нравится. Наконец-то. Не игнорируйте, пожалуйста, мои слова про вашу поддержку. Это всего лишь пара кликов. Ну правда. А вот если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и куча информации, которую можно даже пересмотреть. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Лолошка, вас что-то смущает в формулировке, верно?
То, что из этой ветки остался еще один выживший. Тадмавриэль. О, Всячески способствовать агенту Лолошки в восстановлении местонахождения, пока контракт не потеряет своей юридической силы! Что? Дамы и господа, временная дематериализация, отвязка от времени. Страшная штуковина, которую вроде как мне придется пройти уже через пару дней, но я не хочу. Мне это, как говорится, противопоказано. Напомню диалог. Думаю, нам придется снова как-то тянуть время. Не уверена, что получится. Ты должен предложить организации что-то взамен. И дабы организация приняла это, мы придумали помочь этой же организации найти Тадмавриэля, то есть отца. Да, того самого, кто так и не был найден. Цитирую. Как он нашел технологии, которые позволили ему защититься от времени, это загадка, которая заставляет организацию пытаться взять его живым. Но. Меня кое-что смущает в этой истории. Допустим, отец живой, да. Допустим, он даже владелец этого бункера. Но это не отменяет главного вопроса. А где он, черт возьми? Почему он ни разу не заявился? И при этом мы понимаем, что он не умирал. Короче, будем разбираться. А вообще, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата, сезон, в котором мы должны остаться. Ага, заданий в этой временной ветке больше нет. Другие работники быстро все зачистили, никого живым не оставили, и... Это что же получается, теперь только отвязываться? Ну как-то не хочется, хотя правильнее будет сказать противопоказано. Напомню, Лая сказала, что надо потянуть время и предложить организации что-то, от чего они не смогут отказаться. О да, нам кучу серий намекали на Тадмавриэля. Хотя, какой там намекали? Нам открыто говорили, что его ищут, что он живой, и даже сказали про спецотряд. Наверное, если я скажу организации: хе-хе, ребята, смотрите, я привязанный, я могу попытаться найти отца другими путями, может быть, они клюнут. Также напомню, мы по идее находимся в его бункере, но это бред полнейший. Как можно создать и не пользоваться? То есть, ну прям совсем не пользоваться. Короче, здесь явно что-то нечисто, особенно зная важный факт. Организация в курсе буквально всего. Нет, ну серьезно, она же должна знать как минимум, отвяжусь я или не отвяжусь. Ах, блин, надеюсь, мне дадут какое-то объяснение. Давай сразу обязательно покачаемся. Ага, тренировочка. Не забываем фармить опыт. Это очень важно. 34 тысячи, спасибо. Также убираем все ненужное. Завершаем исследование на высоковольтный кабель, который поставили еще 2 серии назад. Отлично. Консервы тратить не хочу, и начинать серию голодным тоже не хочу. Поехали. Последнее доделываем, запихиваем и обязательно кушаем. Так, ладно. А что мы в итоге имеем-то? Я столько времени считал этот бункер своим домом, а сейчас оказывается, что это дом моего врага. Да, не уверен даже, что я чувствую по этому поводу. Наверное, все дело в том, что когда я сюда попал, этот бункер, он был полностью обезличенным. Все, что показывает, что здесь кто-то живет, по сути, принес я сам. Вспомнить даже про бункер орков. У них там были вещи, игрушки, книги. А тут... Тут было пусто и стерильно. Да, я думаю, я имею право считать этот бункер полноценно своим. И в любом случае, не похоже, чтобы Тадмавриэль на него претендовал. Во, да, я то же самое сказал. Типа, построить и почему-то не использовать, не претендовать. Я ни за что не поверю, и я уверен, вы, зрители, тоже не поверите, что он его построил и такой: ну и ладно, пойду-ка отсюда. Явно что-то произошло, но черт возьми, что? Мне прям очень интересно. Что? Ой. О, доброго времени суток, Лолошка. Слушайте, доброго времени. Когда так в переписке здороваются, меня всего корежит. Но в реальной жизни... Что не так? В реальной жизни все еще хуже. Простите, я не знаю точно, по какому временному отпечатку переместилась, поэтому и получил. Да нет, я понял, правда. Короче, простите, Луиза, я не хотел вас расстроить. О, поняла. Да, просто как у отвязанных есть свои же организмы, так и у нас привязанных есть свои. О, точно. Как здорово, что вы скоро станете одним из нас, Лолошка. И наши жаргоны будут совпадать.
Как вы знаете, в этой временной ветке не осталось других выживших. А это значит... Сейчас... Вот, пора сменить временный контракт на безвременный. Прошу меня простить за такой каламбур. Вот. Это форма согласия на временную дематериализацию. Нужна всего лишь ваша подпись. Подожди, что? А как же выходные? Алло! Я не хочу, я не буду отвязываться от времени, можете убить меня. Во, а как же мои выходные, обещанные малетки, реально? У меня еще это, ну там типа, сколько, 2 дня, день есть. У меня есть контраргумент. Тадмавриэль. Ну давай вот, мои выходные. Точно, точно. Все установленные регламентом бонусы за выполнение задания будут обеспечены в полном размере. Ну вот. Сначала подписание основного контракта. Да что ж такое, что ты мне его суешь-то? Я не буду отвязываться, можете убить меня. У меня есть контраргумент Тадмавриэль. У меня есть контраргумент Тадмавриэль. Что вы сейчас... Да, Луиза, зачитайте мне сейчас, пожалуйста, условия моего временного договора. Да, конечно. Настоящий контракт заключается с агентом Лолошкой и действует с его подписания до момента, вот, пока из этой ветки не останется ни одного выжившего, кроме самого агента. Лолошка, вас что-то смущает в формулировке, верно? Да, Луиза де Саль, смущает. То, что из этой ветки остался еще один выживший. Тадмавриэль. Откуда у вас эта информация? Я сложил 2 и 2, получил 4. Так, стоп! Это к делу не имеет никакого отношения. По нашей информации, Тадмавриэль сумел каким-то образом покинуть эту ветку. А это значит, Лолошка, выживших в ней не осталось, кроме вас. Ну, так-то да, верно, Луиза. Но формально договор составлен так, что устранены должны быть все выжившие из этой ветки, вне зависимости от времени и места их нахождения. Но вы же знаете, Лолошка, вы знаете, что имелось в виду. Мы с вами все обсудили. Ага. Если я что-то еще узнал об организации за время нашего сотрудничества, так это то, что протоколы и договоры составляются не просто так. Ведь организация по сути своей является совокупностью всех знаний. Вообще всех. Хватит, ладно, я поняла вас. Если честно, я не понимаю, почему вы продолжаете отказываться от отвязки? Это же то же самое, что прийти голодным на обед и отказаться от десерта. Нет, я уже и так сыт по горло. Спасибо. Ладно. Возможно, моя метафора оказалась не такой подходящей, как я думала. И что же мне с вами делать, агент Лолошка? О, а позвольте я задам встречный вопрос. Кажется, в нашу первую встречу вы упомянули, что находитесь в совете директоров, правильно? Вот скажите честно, неужели вы сами не знаете, чем и когда закончится эпопея с моей вербовкой? Знаю. Так, тогда почему вы здесь? Ну хорошо. Вы уж простите, Лолошка, я присяду. На этих каблуках совершенно невозможно стоять. Почему-то внутри веток отвязанные теснее чувствуют свою связь с пространством. О, и кстати, прошу прощения. Так наш разговор выглядит неравным. Это некомфортно. Прошу, присаживайтесь тоже. Хорошо. Сесть. О. Итак, начнем по порядку. Как вы знаете, у нас есть доступ ко всему времени, то есть ко всей временной точке. Но, Лолошка, у нас нет возможности наблюдать прямо за любой из них. Так. Пошла важная информация, это очень круто. Очень круто, кстати, что Лолошка задал именно вопрос про «Неужели вы не знаете, типа, буду я привязан или нет?» Например, мы можем пользоваться всеми записями камер, какие существуют, но для этого записи нам нужно еще получить. Кроме того, у нас есть свои камеры, дроны и микрофоны, которые транслируют информацию напрямую в Синклит. Да-да-да, вы можете думать, что мы всесильны, и это действительно в некотором роде так, но, Лолошка, чтобы найти выживших в бесконечности миров одной временной ветки,
требуются колоссальные усилия. Огромные. О, фига. Теперь более-менее понятно. И так далее, и так далее, и так далее. Но, Луиза, а почему об этом не рассказывают на инструктаже? Поверьте, обычно штурмовики, как вы себя называете, не включены в подробности этой работы. Но нет, это не секретная информация. Я рассказываю это вам, чтобы вы понимали, с чем нам приходится работать. Ага. Как правило, отследить любое живое существо после конца времени просто, поскольку, как вы помните, время всех делает маломобильными. Именно поэтому нам хватает зондирования, которое следует вслед за концом времени. Однако, Лолошка, в ситуации, когда существо оказывается способно к передвижению или даже перемещению между мирами, О, все становится намного сложнее. так, то есть получается, Тадмавриэль мог телепортироваться. Намек вроде понял. Если говорить проще, мы не можем позволить себе постоянный запуск зондов по бесконечности мультивселенной. У нас есть своя экономика, хоть и сложная. В общем, Лолошка, что я пытаюсь сказать? Я знаю, чем все закончится. Да. То есть я даже знаю, на каком километре вы окончательно присоединитесь к организации, юноша. И я знаю, что до этого километра еще далеко. Что? Еще раз. Я знаю, на каком километре вы присоединитесь, и до этого километра далеко. Они реально знают! Я... Хо-хо-хо! Впервые за сезон мы получили полноценное подтверждение этому. Ладно, продолжай. То есть, Луиза, вы знали, что я сейчас откажусь? Серьезно? Да, но не знала, как именно. Должна сказать, я впечатлена. Использовать наши протоколы против нас самих — это очень изящно. Но я тогда все еще не понимаю, зачем было заявляться ко мне? Ну-ну-ну-ну-ну. У нас есть особые маркеры, с помощью которых мы отмечаем вневременную активность. То есть на конкретных временных отпечатках мы можем обнаруживать следы отсутствия времени. Это следы сотрудников организации. И на временном отпечатке, в котором нахожусь я, уже... 20 минут. Я думала, это сильно больше. Ну да ладно. В общем, на этом отпечатке был явный след присутствия сотрудника. Именно так я поняла, что должна отправиться к вам, чтобы ход событий не изменился. Вот так. И не возникало никаких парадоксов. Угу. А почему бы просто не послать ко мне кого-то другого? Слушайте, это уже точно те тонкости, которые не просто вас не касаются. Они скучные. Так, стоп. Так а если у вас есть все эти маркеры, почему вы до сих пор не поймали Лаю, например? Агент Каталонос вернется к нам сама. Нам не нужно ее ловить. Давайте лучше вернемся к обсуждению Тадмавриэля, Лолошка. Так. Как вы верно указали, он действительно все еще числится выжившим. Мы не знаем, где и когда он находится. И честно признаться, мы хотели проверить, не покинул ли он эту ветку через вашу отвязку. Что? Но вы же знали, что отвязка не произойдет сейчас. То есть, если вообще произойдет, я имел в виду, если вообще произойдет. Не переживайте, произойдет. Возможно, я сейчас немного забежала вперед, я прошу прощения, да. Мне сложно иногда бывает правильно сориентироваться во времени. Капец. Так и что? Ты хочешь что-то сказать? Что, я встал? В общем, решено. Поиском Тадмавриэля будет поручено заняться вам, Смолецкие. Да-да. Я распоряжусь, чтобы вам предоставили всю необходимую информацию. Поскольку сил нашего отдела контроля не хватает, подключим полевых сотрудников. Прикольно. О, не сомневаюсь, Лолошка, у вас все получится. И вам всего доброго. Писец. Блин, на что я...
Стоп! Но об этом-то, получается, они тоже знают. Что за... Блин, как это работает? С одной стороны, они все знают, а с другой стороны, сотрудники, которые могут знать будущее, все равно этому будущему следуют. Я на временном отпечатке, в котором нахожусь уже 20 минут. То есть, как она поняла, что ко мне нужно прийти? Дело в том, что на временном отпечатке она увидела след присутствия сотрудника, самого себя. Следовательно, в этот момент она понимает: а, мне туда надо. И она идет. Это вообще удивительно, как это работает. Следовательно, она уже заранее знает про этот диалог, но, заметьте самое важное, она не знала, о чем, как конкретно повернется диалог. Я знаю, на каком километре вы окончательно присоединитесь к организации, окей. Вы знали, что я сейчас откажусь? Да, но я не знала, как именно. Писец, это прикольно, но как же это все сложно. Но, черт возьми, прикольного больше. Так, ладно, получается, мне сейчас об этом надо обязательно поговорить с Лаей и Вальдхаром. Но перед этим... Вот томаты, здрасте. Эй, гусыня! Я знаю, ты хочешь кушать. Привет. На, господи, ты меня даже не цапаешь. Что с тобой? Ты заболела? Гусыня вкусно. Супер. Так, искрящееся яйцо. Надо ли мне это сейчас съесть или все-таки оставить? Наверное, лучше оставлю. Пока нормально, живем. На всякий случай, на будущее, я уже 2 серии подряд думаю, надо бы сделать отмычки. Благо, железо есть. Мы создаем железный стержень, объединяем и 4 отмычки получаем. Спасибо. Про гниль не забываем. И, внимание, у меня появилась тактика. Смотрите, 24 томата. Что мне мешает положить их куда-нибудь вот сюда? Они потом сгниют. И все. Таким образом у нас появляется много еды, в будущем переложим. Все, ребятки, в этот раз не погибнете. Да. Эй, агент Лолошка! Привет. Да, в смысле, привет, Каспер. А ты чё грустный-то такой? При проведении процедуры какие-то проблемы, что ли, были? Что? Какой процедуры? Да как это какой? Ты чё, отвязки? Ой. Ладно, погоди, сейчас все расскажешь. Только планшет проверю, тут просто что-то срочное. Так, ну-ка. Агент Малецкий, уведомляем вас о том, что на вас возложено бла-бла-бла внештатной ситуации, связанной с пропажей. Всячески способствовать агенту Лолошке в восстановлении местонахождения, пока контракт не потеряет своей юридической силы. Что? Лолошка, блин! Это что сейчас такое? Ну как это что? У меня был один единственный повод не соглашаться на отвязку. Да, блин. Ну, Малецкий, ну ты чего? Мы же совсем недавно об этом говорили. Да, знаешь, я совершенно потерян. Лолошка, я давно в организации. Я привык к тому, что если чему-то суждено случиться, то оно будто бы, уже случилось, что ли? Или всегда было. Эй, Каспер, ты чего? Я, знаешь, между прочим, для тебя вечеринку-сюрприз подготовил. Уже расставил все. Черт возьми, даже экскурсию репетировал. Я выпросил у онбординг отдела возможность самому тебе все показать. Ты, блин, вот так реально. Просто вот так вот-то. Ну почему я-то так не могу, а? Просто нечестно, блин. Это невероятно, это невыносимо обидно! Надо же... Как же сильно это его расстроило. Хотя ладно, этого стоило ожидать. Он ведь почти никогда не упускал случая про это поговорить. Малецкий хороший друг. Но я не стану совершать такую жертву ради того, чтобы он не расстраивался. Нет. Даже несмотря на наш недавний разговор. Но, блин... Как-то все равно неприятно вышло. Он очень сильно расстроился, очень. Надеюсь, он сможет понять. Просто нужно дать ему немного... времени. Блин, Ло, ты прости, что я так неподобающе себя повел. Блин, все же стоило дать тебе остыть несколько метров, прежде чем говорить. Я за пару километров все обдумал нормально и понял, почему ты так поступил. Да. Если что, Лолошка, я понимаю, я уважаю твое решение. Капец, Каспар! Да, погоди ты, это еще не все. Сейчас. Особое задание по завершению твоего контракта мне назначили с наивысшим приоритетом, Ло. Ой, поэтому хочешь ты того или нет, мы реально должны найти Тадмавриэля. Но подожди, опять же, Малецкий! Да чё? Ты всего пару секунд назад ушел Что? и... Подожди, блин!
Видимо, штамп не тот. Ладно, я вернусь позже. Если надо. Да, прости, я сейчас Да уйду не и... стой, Малецкий! Не надо, не уходи. Да, спасибо, я ценю, но я понял, что сделал хуже. То есть я буквально в моменте, получается, тебе это вывалил, да. Короче, давай так. Я тебе оставлю материалы, которые ты запрашивал у исследовательского, а сам вернусь к тебе, ну, наверное, в более подходящий момент. Черт. Ладно, окей. Окей. А покажи, где у тебя здесь есть место под большое количество бумажных носителей, а? То есть, ты имеешь в виду книги? Да не, ну там еще несколько журналов есть. Ага, окей, тогда... Ты это только не говори, веди. Да нет, просто поднимись и направо, это близко. Да? Окей. Так. Книжки? А, ну да, у нас же полочки. Слушай, вот зачем оно все это. Значит, мы сейчас... Это что-то... Малецкий! Куда? Зачем? Ужас какой! Мусор. Так, и есть еще здесь вся литература Архея, содержащая упоминание Тадмавриэля. Прости еще раз и удачи. Я вернусь в более подходящий момент. И если что, я тоже займусь изучением источников, не переживай. Удачи! Удачи. Нет, я отказываюсь нормально это воспринимать. Как? Как можно единомоментно от истерики перейти к библиотеке? Это как называется? К черту. Даже пытаться читать эти книги я не буду, нет. Лучше сейчас поеду, сообщу новости Вальдхару и Лайе. Подожди, как будто можно взять и реально выделить время на то, чтобы это прочитать. То есть, получается, эти книги были написаны уже... погоди, это же книги из организации. Господи, я уже начинаю думать, что это книги Архея. Нет, литература Архея, содержащая упоминание Тадмавриэля, да, то есть, получается, это именно жители писали. Хотя, думаю, там и то, и другое наберется. В общем, сейчас поеду, сообщу новости Вальдхару и Лайе. Ну, давай, ладненько. Интересные так-то у меня новости. Проверяем погоду. Погода шедевральная, мне это нравится. Еда есть, тут в целом все присутствует. Ну, погнали. Ну, конечно. Самое фиговое, что здесь может быть, это ночь. Ладно, давай тогда мы ключи от машины заводим и поехали. Что? Стоп! Да ты... Этого еще не хватало! Это что такое? Сломалось, реально! Блин, не знаю, что мне сейчас делать. Понимаю, что единственным выходом, чтобы не отвязываться, было сказать про Тадмавриэля, но... Неужели мне действительно снова предстоит с ним встретиться? Не могу перестать думать о том, что я же, можно сказать, жив благодаря ему. Это вызывает у меня желание топнуть ножкой, как Малецкий, и уйти все обдумывать. Но именно в этот момент, когда хочется так сделать, я не могу. Черт, сколько же мыслей-то, а? Может быть, действительно стоило просто согласиться на отвязку и все? Ай-яй-яй. Я бы тогда мог себе позволить все что угодно. В любой момент, в любое время. Интересно, а вот реально, что было бы, если бы я согласился? Это бы сломало Луизу. А эту ветку... О, нет. У меня есть друзья, они помогут, точно. Да и тем более этот Мавриэль уже не тот всемогущий отец. Разделаться с ним не составит сложностей, это точно. Ну, слушай, телепортировался, видимо. Живой. Черт, подожди, а чё я сел-то? Я ведь так и не посмотрел, что с двигателем. Ладно, плевать, вроде едет. Починю потом. Серьезно? Задумался, бедней. Что? 93. 994. Ребят, вы чё тут вообще с ума сошли? Ладно, принцесса, сегодня твоя взяла. Привет, Лолошка.
А у нас тут вот тренировка была. Что? С каких пор вы тренируетесь вместе? Да я тут поспорил с принцессой, что она не сможет 500 отжиманий сделать. Ну, на перегонке. 500? Ну, понятно. Что у тебя? Что-то случилось? Да, случилось. Сейчас расскажу. О. И он рассказал. Ну, вот как-то так получилась идея с Тадмавриэлем. Да, понимаю, братишка, это реально так себе. Не повод раскисать, конечно, но ты прям реально так себе. Вальдхар, ты невыносим. Лолошка, слушай, я понимаю твою фрустрацию. Ты сделал уже даже больше, чем достаточно. Правда. Ты сделал невозможное. Заставил организацию играть по своим правилам. Уже даже не дважды и... Да, и что, я гожусь еще на что-то? Да не, я тоже хотел сказать, ты вообще огонь, парень, Ло! Никто и не сомневался! Спасибо. Ха! Слушайте, а ребятки, давай, прямо сейчас, короче, поедем все в бункер Кло и перероем эти книги. Нет. Я думаю, что лучше дать Лолошке отдохнуть. И выспаться. На него и так много свалилось, посмотри. Вообще, я только что хотел согласиться с Вальдхаром, но ведь действительно, к чему спешить? Так, и что в итоге? Сейчас, потом. Мы понимаем, что раз уж у нас сейчас есть поиск Тадмавриэля, то получается, я могу не отвязываться, значит спешить некуда. Но если я поспешу, то я могу сам себе усугубить ситуацию тем, что я там найду какую-то информацию, потом в итоге мы куда-то попрем, там у меня искра потеряется, короче, мне станет В общем, скорее всего, мне нужно восстановиться, ибо искра у меня прям в говно. Помните, как я царапал себе грудь? Не надо, потом. Чем больше я изучаю эти бумажки, тем дольше могу не отвязываться. Какой бы фатализм Луиза мне не внушала, мне больше нравится думать, что выборы все-таки делаю я сам. Да, Вальдхар, Лая права. Мне нужно немного отдохнуть, знаешь. Ладно, ну не вопрос, конечно. Но это, я уже еще раз говорю, если что, я всегда рад помочь, Ло. Угу. Если что, меня ты тоже знаешь, где искать. Я и так задержалась в этой деревне. Какова принцесса? Ну ладно, я тогда тоже на боковую. Ты заглядывай, Ло. Давай. Сладких снов. Сладких снов. Я никогда не видел, чтобы Лолошка так говорил. Сладких снов. Так быстро вообще. На меня не обращать внимания. Проводил бы хоть, блинский. Блин, стоп. Точно, еще же движок починить. Реально? Чего? Это шутка какая-то! Стальная пластина, железомеханический компонент. Подожди, а я могу ехать? Да, могу, но это капец какая медленная машина. Обалдеть. Да, если что, я говорил, машина может ломаться, но ломается она при условии, что я во что-то врезался. В данном случае я, конечно, не врезался, просто по сюжету, тем не менее. Боже, какая ты медленная. Не волнуйтесь, ребята. Для вас это будет быстро. О, здесь, кстати, оказывается, срезать путь можно. Все это время тут был такой быстрый путь. Офигеть! Я уже устал. Для вас это было несколько секунд, а я еду и еду. Наконец-то, вот оно. Свобода! Не, починить на самом деле правда надо. Глушим. Где тут у меня компонентики? Вот они, компонентики. Далее, стальная пластина. Сталь я, по-моему, могу создать, но в любом случае стальная пластина у меня была. Хотя могу ошибаться, но не ошибаюсь. Хо-хо-хо. Давай, машинка, лечись. Бам! Супер! Все, дымок пропадает. Теперь садимся, заводим и... Вот это скорость! Вот это я понимаю! Фу, ладно, все. На сегодня это точно мой максимум. Как посплю, займусь делом. У меня не так много вариантов, если я хочу найти ответы. Ну да, посмотреть книжки. Вообще, наверное, Малецкий найдет. Типа, у него там явно больше информации. Он может запросить какой-то там секретный доступ и все такое. Но меня правда смущает тот момент, что, казалось бы, организация вроде знает, но не все знает. И в итоге, что знает, непонятно, а чего не знает, тоже непонятно. Но о том, что я буду отвязан, знает. Либо она блефует. Знаете, у меня вот тоже на подкорке есть такая мысль, типа,
А вдруг это блеф? За последние несколько серий мы узнали очень много крутой информации о том, как работает время в организации, все вот эти временные отпечатки, телепортация по временным веткам. Мне безумно это все нравится, мне безумно нравится, как это синергирует друг с другом. И получается, если, например, я встречу самого себя в другой временной ветке, то я превращусь в стул. Это тоже надо помнить. Да и к тому же организации это точно не понравится. Зато мне точно понравится, если вы не забудете поставить лайк и подписаться. Ребят, пожалуйста, не забывайте, что ваша поддержка для меня и для всей команды — это лучший буст мотивации. Мы правда стараемся. Когда я произношу фразу «мы правда стараемся», я скорее ее преуменьшаю. Ну, то есть, мы правда за много чем следим. Это тяжелый проект. И понятно, почему во всем СНГ и даже на западном ютубе к такому не подкрадываются. Потому что энтузиазма в этом деле нужно много. Но мы стараемся, энтузиазма много. И я очень надеюсь, что вы будете подпитывать нас вашей поддержкой. Если вы здесь впервые, кстати, можете также позвать друзей. А с вами были Лолошка и очень много информации от Луизы Десаль. Всем удачи, всем пока. Пока. Скучал я по вам, соплюшки. О, черт, что ты делаешь, господи! Вальдкар? Ой. Что происходит? Это что за нафиг? Да. Ой, так, а ну, слезь, блин. Твою мать! Ну что, получается только один важный вопрос. Где Тадмавриэль? Напомню, данные поиски — это не только моя, но и задача Малецки. А он потянуть время и забить точно не даст. Да и признаться честно, мне самому интересно понять, как так получается, что организация не может или не хочет найти этого последнего выжившего эльфа. Как говорится, давайте смотреть. Всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы помним, кто ищет, тот найдет, а кто не ищет, того заставят. Ага, мне и Малецки выдана суперсерьезная задача — найти Тадмавриэля. Давайте честно, учитывая, что мне тут накидали десятки и сотни книг, где упоминается отец, строить догадки, как мы выполним задание, я, наверное, пока не буду. Но неужели мы реально все это прочтем? Звучит как пытка. А еще напомню, задание как бы само по себе подразумевает, что я буду телепортироваться. А телепортация для Лолошки приводит вот к этому. Да, это жестко. Искра буквально страдает. Чем дольше я буду телепортироваться, тем хуже мне будет становиться. Это очевидно. Короче, я не знаю, насколько это целесообразно, но, наверное, мне надо покормить гусыню. Мне нужны яйца. Поэтому вот, держи. Гусыня считает, что вы хороший мальчик, замечательно. Также обязательно забегаем вот сюда. Ну-ка, тренировка завершена. 37 734. Нормально. Ладно, наверное, прямо сейчас мне нужно просто... Так, погоди-ка. Сообщение от административная дирекция. Тема: оповещение об изменениях технического оснащения команд по исполнению решений. А ну-ка. Вниманию всех сотрудников полевых департаментов. Организация вводит новые дополнительные средства особого назначения для ликвидации объектов в отдельных линиях. Пожалуйста, ответьте на данное письмо, поставив копию своего супервайзера, если ваши полевые задачи предполагают ликвидацию следующих видов существ, включая, но не ограничиваясь: драконы, птерозавры и другие виды летающих ящеров, джинны, находящиеся в отведенных линиях вне ламп, ангелы, демоны, крупногабаритные и быстромобильные летающие божества, киборги, обладающие встроенными летными аппаратами, все виды крупнейших членистоногих при ликвидации группы от 300 особей и больше. В случае подтверждения необходимости использовать дополнительное оборудование, вам будет предоставлен особый доступ к различным видам многоцелевых фронтовых истребителей-бомбардировщиков, а также мануалы по их корректному использованию. Ладно. Киборги, обладающие встроенными летными аппаратами. Звучит, конечно, мощно. Истребителей? Интересно, а танки и корабли у них тоже есть? Кстати, про самолеты. Да, действительно, самолеты. Это же все звучит как War Thunder! Дамы и господа, танки, самолеты и корабли. Все это точно есть War Thunder! Да-да, ребята, вы не ослышались. Это тот самый легендарный и, ко всему прочему, бесплатный онлайн
Экшен! War Thunder, наземная, воздушная и морская техника сталкиваются в захватывающих сражениях на реалистичных локациях. В игре целая куча техники. Каждая детально проработана и играется по-своему. Так что ты точно найдешь машину для разрушений под себя. Каждую технику можно допилить напильником и перекрасить в ангаре. Используй в бою тепловизоры, дымовые завесы, разведывательные ударные дроны и многое другое. В игре широкий простор для тактики. Прорывай линию обороны врага на тяжелом танке, проводи аккуратную разведку на вертолете или нанеси молниеносную атаку с неба на истребителе. В War Thunder все это возможно и зачастую одновременно. Кстати, об этом. Может быть, реально заказать истребитель? А ну-ка. Ой, что такое? Откат с Промалецки, Камулу ложка, копия административная дирекция. Тема истребители. Нет, Лолошка, даже не думай. А, блин. Ну, видимо, не кстати. Тогда еще больше поводов вернуться в War Thunder! Сейчас в игре вышло крутое обновление «Атака шершня». Помимо улучшений визуала карт и масштабной переработки геймплея морских боев, в игре появилась новая топовая техника. Например, истребители Су-30 и FA-18. Качай War Thunder бесплатно по ссылке в описании, и никакая организация тебе не указ. Абсолютно все новые игроки, а также те, кто не заходил в игру полгода и более, получают крутейшие бонусы. Самолет Ла-5, танк Т-34 на неделю, 100 тысяч серебра, 3 премиумные машины, неделю премиум аккаунта и другие подарки. Поспеши, сезон бонусов скоро закончится. Успей воспользоваться. Интересно, какой техникой из War Thunder можно победить организацию? Узнаем по ссылке в описании. Ну и работай здесь. Да, Лолошка, должен сказать, а ловко это у тебя получилось. Давно я так не гордился тобой. Обыграл великую и ужасную организацию, заставив их же собственные протоколы играть против них самих. Не такая уж и безнадежная у нас команда получается, да? Я раньше думал, что надежда в основном на Лаю, но я и сам не промах бываю, да? А Вальдхар, он... Ну, Вальдхар еще как-нибудь проявит себя, да, наверное. Он же все-таки один из первых. Так, короче... Наша первоочередная цель сейчас — найти Тадмавриэля и попытаться каким-то образом вытрясти из него информацию. Он единственный знал заранее о конце времени в этой ветке и каким-то образом смог подготовиться. Ему должно быть известно что-то об организации и о самой природе времени. Вот только организация об этом никак не должна узнать. А поиски Тадмавриэля — это задача явно не на пару часов. Вообще, мы еще не обсудили конкретный план, но наверняка мне придется покидать бункер много и надолго. И, скорее всего, ко мне приставят слежку. Вряд ли организации понравилось, как я обвел их вокруг пальца. Тем более Малецкий говорил что-то в духе «Они в курсе о нашей с Лаей подрывной деятельности, да?» Хм, интересно. А они успели узнать о Вальдхаре? Так, ладно, в любом случае, мы не можем позволить им проследить за мной и таким образом выйти на Тадмавриэля вслед за нами. У них не должно оставаться никаких сомнений, что я безвылазно сижу в бункере и работаю над этими книгами. Но как же этого добиться-то? Как этого добиться? Ты хочешь обмануть организацию тем, что... Типа сидишь и просто читаешь? Я думаю, этот план рушится тем, что к нам могут в любой момент прийти и... Ну вот. Я примерно... ну вот, пожалуйста. Они уже кого-то прислали проверить, чем я занимаюсь. Пипец. Вот это реально совпадение. Ладно, одеваемся, выходим. Надеюсь, это просто Малецкий. Эй, Ло! Здоровенькие! Что за... Вальдхар? Ты что здесь делаешь? Блин, ну... Так, нет, все, заходи скорее. Вдруг тебя кто-то увидит, давай. Да ладно, чё кричишь-то? Ну, алло! Блин, у меня тут даже лагает, заходи. Да ладно тебе, Ло, вроде же не было никакого хвоста. Вальдхар, поверь мне, хвосты организации бывает очень сложно разглядеть. Ладно, давай пройдем. Ой. Что с тобой? Он хромает? Это, Ло, ты прости, что вот так вот заявился. Да, я знаю, я помню, мы договорились, что я без крайней необходимости не буду выходить из укрытия и все такое. Слежка организации, бла-бла-бла. Но у меня это дело срочное. Сейчас. Блин, долбаный костюм. Так, а дело-то какое? Ух, 10%. Короче,
У меня, кажется, нога сломана. Что? В плане, как это сломано? А как ты дошел тогда? Да, ну ногами-то и дошел. Бутылку вина выпил для храбрости и дошел. Но, черт, Вальдхар, это ведь адски больно, нет? И ты с самого Блумколя вот так вот тащился? Кстати, стоп, а откуда у тебя вино? Ну, принцесса иногда бывает ко мне благосклонная. А дотащился сам, да, с самого Блумколя. Я ж не хлюпик там какой-нибудь, могу и сам дойти вообще-то. Да, но ведь ты же мог дождаться появления Лаи, и она бы помогла тебе связать... Лоло, ты вообще слышишь себя, а? Какими глазами на меня будет смотреть принцесса, если увидит в таком состоянии? Да еще если ей придется нянчиться со мной, проблемы решать. Я и так сижу в этом гараже, как клоп какой-то. Она мне еду таскает, как служанка. Ой, блин. Она ведь принцесса! Она не должна заниматься таким! Да какая О чем ты говоришь вообще? Ты же выглядишь нормально! Не пришлось бы ей с тобой нянчиться, это... Ни хрена ты не понимаешь, брат, уж извини. Не хочу я, чтобы она меня таким видела. Ладно, ладно, я понял. Но... раз уж ты здесь, давай лечить тебя. Ну, пойдем. Сейчас давай, наверное, скафандр-то снимем. Как лечить? Блин. А, в медмодуль, ну да. Вообще, конечно, не самые приятные новости, но аптечек у меня, если что, нет. Я так, на всякий случай. Тут у нас крафты, аптечка. Задание клиника реабилитации доктора Лолошки 2 обновлено. Отдать яйцо гусынь. Ой, да ладно! Это мое яйцо, блин! Сейчас, погоди, на всякий случай прочитаем. Накормить Вальдхара энергией искры. Вылечить ногу Вальдхара. Вальдхар сломал ногу. Хорошо, хотя бы не обе. Надо запустить его мирохоческую регенерацию с помощью энергии искры. И чуть-чуть ускорить процесс с помощью медикаментозного лечения. Ага. Ну ладно, теперь понял. Так вот, держи. А ну-ка. Спасибо. Да уж, пожалуйста. Так, задание обновлено. Вылечить ногу Вальдхара. Мне нужна, я так понимаю, аптечка, да? Блин, ну аптечка это так... сложно, черт возьми. Что? Подожди, тут оказывается все это время был какой-то список? Кровотечение, горение, обморожение. Это эффекты, которые мы можем получить. Вау! Оказывается, все это время о них можно было прочитать. Вот, например, электрошок. Возникает при контакте с оголенными проводами, молнией и прочими электрическими сущностями. Воздействие электричества на организм наносит большой урон мягким тканям, а также аккумуляторам защитного скафандра. Моторные функции организма могут нарушиться. Обморожение, горение, что тут интересное? Во, дыхание смерти от призраков. Возникает при контакте с эктоплазмой и прочими продуктами жизнедеятельности призраков. Тяжелое дыхание проникает в глубину тела, действуя также в метафизическом смысле. Длительное воздействие приводит к остановке сердца. Угу. Вот так вот. Короче, аптечка. Нам нужна слизь, прочная ткань. Это что-то тяжелое, я не помню, как она создается, но сейчас проверим. Волокно промышленной конопли и палка. Волокно промышленной конопли я точно выращивал, но, блин, по-моему, я все выкинул. Здесь нет, здесь... О, отлично. Осталось только слизь. Эй, привет, ребят. Я тут немножко заберу. Спасибо. Все, аптечку получаем и отдаем Вальдхару. Задание клиника реабилитации доктора Лолошки выполнено. Ну чё, как у тебя там? Визуально никак не отображается. Обидненько, конечно. Так, это, поболтаем? О, блин. Спасибо тебе, дружище. Чувствую себя просто офигенно. Ну, то есть... не, я вообще и так чувствовал себя нормально, да. Короче. Перелом это вообще ни о чем. Это так, фигня ж, да? Просто хромать не хотелось. Как понимаешь, не вяжется с моим образом ловкого Дон Жуана, властителя сердец юных прелестниц. Вот через пару тысяч лет, возможно, сменю образ. Стану бывалым воином, который здоровье положил ради спасения невинных и слабых. Как думаешь, мне пойдет? Не знаю, Вальдхар. Меня, знаешь, вообще интересует один вопрос. Как вообще так получилось, что ты сломал ногу? Ну, как бы тебе сказать-то? Ну, короче, пошел я пошататься немного по Блумколю, да? Думал, может, еще чего полезного найду. Вдруг там у кого-то из блумкольцев хороший домашний бар был, или типа того. Угу. Хорошего домашнего бара я, конечно, не нашел, но зато нашел бассейн. И подумал, зашибись, теперь мне есть куда прекрасных дам пригласить, если чё. Ну и на радостях с разбега решил броситься в воду. Оу. Вот только воды там не нашел.
Серьезно. В этом весь Вальдхар в целом. Верю, верю. Да уж. Ну вообще это ты еще легко отделался. Тогда? Это потому что меня так просто не сломать. Я готов Тадмавриэля голыми руками ловить, черт возьми. Так, что делать, кстати, будем насчет этого? Ну, видимо, Тадмавриэля ловить. А вообще, знаешь, Вальд, у меня тут проблема кое-какая. Так, что такое? Ну, смотри, раз организация решила поручить мне задачу по поиску Тадмавриэля, а я пообещал прочитать очень много архивных материалов в поисках информации, мне не стоит надолго отлучаться из бункера. Да-да, блин, ты прав. А то еще заметишь, что ты шляешься фиг знает где, когда вроде должен за книжками сидеть. Да, вот именно. Поэтому мне нужно придумать способ, как отлучаться из бункера, чтобы организация этого не заметила. Ну понял. Вот, а еще хорошо бы понять, с чего начинать эти поиски. А то у нас пока и плана-то нет никакого. Ну, я понял, да-да-да, я понял. Вальд, ты что делаешь? Принимаю положение, в котором кровь лучше приливает к мозгу. Ты же вроде сам... Да, я помню. Ты уже говорил, что я так делал. Так, ладно, я, наверное, пойду немного разомнусь. Ты не против? Мне так правда лучше думается. Да, не против. Иди куда хочешь. Но лучше я, наверное, перегляжу за ним, а то мало ли. Что? И как это будет выглядеть? А просто проводить там, не знаю, посмотреть. Ого, здравствуй, красавица! Спасибо вам за ваши искрометные яйца. А просто провести время вместе не? А, ну хотя нет, нам же надо думать там что-то насчет Тадмавриэля и бла-бла-бла. Так, а вот это уже интересно, слаймы. Ай, блин. Скучал я по вам, соплюшки. А вы скучали по мне? Погладить бы вас тоже, что ли? О, черт, что ты делаешь, господи! Вальдхар? Какой же я Ну ты, да? Вальдхар, спорить в принципе не стану. Ты как, ты в порядке? Подожди, а мои слаймы? Да, я огурцом. Только бы смыть с себя теперь эту дрянь-то. Ой. Что происходит? Это что за нафиг? Почему оно двигается? В плане, в смысле двигается? Вальдхар, черт возьми, ну почему с тобой все время что-то происходит непонятное? Да. Ой. Так, а ну, слезь меня, слезь, блин. О. Твою мать! Это что еще за хрень такая? Чё? Валь, знаешь, я думаю, оно безобидное. Это же просто слайм, да? Ну да, ты прав. Офигеть, блин. Вот же оно, вот оно. Что оно? О чем ты? Да вот же! Это твой способ незаметно сваливать из бункера! Если мы слепим из этой мерзкой слизи твоего клона и наденем на него скафандр, возможно, удастся какое-то время пудрить мозги этой долбанной организации. Слушай, а ведь ты прав. Это могло бы сработать, да? Вальдхар, ты гений. Да, это и так понятно было. Офигеть. Слизь может принимать любую форму. Круто! Ой. Подожди, то есть оно ненадолго, что ли, принимает форму? Я не понял, что это сейчас было? Тут еще, знаете ли, проблема. У меня было 2 слизня, а стал 1. Что делать в таком случае? Неужели нового создавать? Давай тогда возьмем слизи. Я помню, что... А, нет, там немного слизи надо. Что такое? О. Ема! Господи, что? Ладно, не такого я ожидал, честно говоря. Привет. Ой. Ну... Да, забавно. А что с таким делать-то? Он явно меня никак не спасет.
Стой, 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 только не воду, только не воду, только не воду. Да господи. Да! Вот умора, блин. Да хватит ржать, слышь? Но опять же, очевидно, что он нам никак не поможет. Да, он будет ходить, а дальше-то что? Если я его ударю, ничего такого. Ага. А, погоди, кстати. Нет, стоп. Если скафандр будет другого цвета, они могут что-то заподозрить. Наверное, я отдам свой скафандр, а себе возьму другой. Я, конечно же, уже сросся с этим, с оранжевым, но это необходимая мера. Так, получается, мне нужно отдать скафандр, да? А, нет, стоп, я понял, мне нужно починить один из этих. Давай попробуем посмотреть, что там надо. По-моему, там какая-то дичь тяжелая. Да, точно, аккумулятор скафандра. Каталитический нейтрализатор временных частиц у меня есть, а вот аккумулятор это... Ладно, он не тяжелый, просто, наверное, у меня тут чего-то уже не наберется. Это забираем, железо, механические компоненты, провода тем более. Это ставим на Ой, сори, я надеюсь, ты не заметил. Это вытащить фильтр скафандра? Что? А, ну да, точно. Блин, как это круто продумано. Типа, здесь же не нужен этот аккумулятор, потому что он буквально будет постоянно здесь. Я бы, честно говоря, не додумался до этого. Улучшение скафандра. Вот, все есть. Так, получается, мы прямо сейчас... Бам. Теперь, получается, он у нас первого уровня. Да, очень слабо, но что поделать. Как долго заряжает, кстати, да? Как будто второго и третьего уровня сильно быстрее заряжает. Так, ребят, я все выяснил. Оказывается, мне все-таки придется прокачать этот скафандр минимум до третьего уровня. Да, только так я могу продолжить. Иначе, ну, сюжетно я просто буду умирать. Вот так мне пояснили. Проверяем, что там надо. О, боже мой. О, боже мой. А, ну хотя не, у меня все есть, кроме последнего. Вулканизированная резина. А, лианы, точно. А, не, погоди, не только лианы. Можно использовать любые цветы. Все, тогда это изи. Супер изи. Не волнуйтесь, томить никто никого не собирается. Мы просто берем и улучшаем. Та-дам! Третий уровень скафандра, да? Ага, да, выглядит вроде как... Ну, как третий уровень скафандра. Так, кстати, пока не забыл, очки генома. Гены выживаемости. Я уже давно хочу кое-что прокачать. Сытость. Замедляет расход голода на 30%. Можно, конечно, прокачать калорийность. Увеличивает насыщение от еды на 20. Но вот у меня проблема именно в том, что еда очень быстро заканчивается. И калорийность стоит прокачивать, если много консерв. А значит, мы замедляем расход голода на 30. Следующее 50%. Нужно 40 живучести и 40 энергии. То есть выносливости. Да, прокачечки здесь, конечно, уже какие-то дикие. Убийство восстанавливает шкалу запаса сил на 50 единиц. Ого, а кого убивать? Я помню, дроны были, но дронов-то сейчас уже нет. Наверное, еще надо прокачать «В чем мать родила». Вы не расходуете запас сил на передвижение, если не носите броню. Для бункера прям идеально. Ну да ладно, насчет всего остального подумаем. Гены боевых искусств вообще не качал. Ну и не нужны они мне. Внимание, вопрос. Теперь-то я могу что-то сделать? Ага, во. Слайм ложка. Надеть. Задание «Мой скользкий хлюпающий друг» выполнено. О, получилось! Ага, я вижу. Блин, это так необычно выглядит. Я же не такой тупой, черт возьми. Да нет, я не такой тупой. Мы с тобой охренительно крутые. Только, что теперь-то делать? Ты теперь можешь уйти из бункера, но куда? Знаешь, Вальд, я пока занимался всякими делами, собирал слайм, лепил своего клона, у меня как раз идея кое-какая возникла. Так, какая? Дело в том, что когда я вытащил тебя из Мисра, ты был в ужасном состоянии. Это не в таком уже ужасном. Ну да. Так вот, мне нужно было где-то достать много энергии искры. И я подумал, что где-то в этом мире еще могли оставаться следы Скинта. Так. Вот. Я попробовал сосредоточиться и найти хоть какие-то его остатки. Мне удалось переместиться в подвал Тадмавриэля, где он хранил ингредиенты для зелий. Оказалось, что там еще оставалось несколько бутыльков с кровью первой матери. Ого! Ну вот. С помощью них я тебя, собственно, и вылечил. Пока что это единственное место в этом современном архее, которое как-то связано с Тадмавриэлем. По крайней мере, из известных мне. Мы могли бы попробовать туда снова попасть. Вот только, Вальд, я не знаю как. И... Стоп! В плане ты не знаешь. Ну, я к тому, что крови первой матери там больше не осталось. А без путеводного Скинта я... Ты же первый, мать его за ногу, Ло! Ты хочешь сказать, что не знаешь заклинание, которое помогает переместиться в место, в котором ты уже был? Так это же элементарно! Ой, ну капец. Ну да, но я ведь уже говорил тебе, что почти ничего не помню. Да. Что?
У меня из-за этого проблемы с тем, чтобы использовать магию. Во-первых, я даже не помню про все свои способности. Не помнишь способности. Во-вторых, если я и помню про какие-то из них, то не помню, как их использовать. Да, забей, я уже понял. Но это же проще простого, блин. Давай я тебе покажу, ты быстро научишься. Искра очень интуитивная. К тому же у нее есть своя собственная память. Твоя искра все помнит, Ло. Ага, ну это мы знаем. Короче, тут все просто. Как всегда, нужна высшая степень концентрации. Закрой глаза. Сосредоточься на 100% на том месте, где ты уже бывал. Стой, И уже... Вальдхар, а что насчет скафандров? Блин, точно. Сейчас бы переместились, прикинь. Итак, на чем мы там остановились? Ты сказал, надо закрыть глаза, сосредоточиться полностью на том месте, в котором хочу оказаться, и в котором уже бывал. Ага, правильно. А вот теперь, когда ты уверен на 100%, что все твое сознание направлено только на это место, нужно произнести заклинание «Реверто». Реверта. Ладно, да, я понял. Давай. А я тогда перемещусь за тобой с помощью преследования искры. Ладно, хорошо. Как ты думаешь, может быть, стоит предупредить Лаю о том, куда мы собираемся? Ой, да ладно тебе, забей. Зачем принцессу зря беспокоить? Мы сейчас с тобой сделаем всю грязную работу, а Лае принесем готовый план. Ну, если там хоть что-то получится найти, конечно, в подвале твоем. Хочешь произвести на нее впечатление, да? Ой, какие ты иногда идиотские вопросы задаешь, дружище. Ну, естественно. Так, чё, ты готов? Да, готов. Реверта! Красава. Концека. Черт. О, блин. О, что-то прихватило аж. Да, Вальд. Использование искры в скафандре со скинтонитом каждый раз приводит к физическим повреждениям. И знаешь, у меня есть подозрение, что не только к физическим. Да, ну и понятно, конечно. Мне пока непривычно, просто... Ох, блин, обычно так все легко дается. Ох, да. Классно быть первым, конечно. Но к ситуации бессилия оказываешься совершенно не готов. Фигня какая-то, мне не нравится. Мне тоже не очень, Вальд. Так, ну что, тебе получше? Вроде терпимо. Так, ну ладно, давай тогда попробуем осмотреться. Найти какие-то зацепки, что ли. Есть! Так, получается, это подвал Тадмавриэля. Блин, ну ладно, я на самом деле еще тогда это понял, просто немножко байтанул на комментарии. Очень много людей реально начали строить догадки, типа, это подвал Сайрисы, или что-то в этом духе. Я думал, просто всем очевидно. О. Чего тем временем? А, блин. Эй, ты куда? Эй. Слайма-ложка, что... Господи, что ты делаешь? Это трешатина. Ой, тихо, так, гусыню только не надо это. Теперь будет повторять за ней. Это трэш. Так. А как бы кто не пришел из организации? Так. Эй, стоп, а ты будешь... О, да нет, малец! Да что ж такое, а? Стучи, значит, без стука входить нельзя, так не делается. А сам при этом никогда не открывает. Эй, агент Лолошка! Ай. Ну блин. Агент Лолошка! Подожди. Чё, нету что ли? Ну куда он подевался-то, а? Прохлаждается что ли? Ой, блин. Это писец какой-то. Ты не проверил самую нужную комнату. Ой. Ложка? У тебя все нормально? Эй, ты что делаешь? Да что с ним такое происходит-то? А
А может быть, он что, настолько погружен в работу, что просто не отдает себе отчета? Да. Я что-то такое слышал об этом. Когда люди достигают такой степени сосредоточенности на своих мыслях, что вообще перестают замечать, что вокруг них происходит. Блин, а почему в скафандре-то? Наверное, выходил недавно за едой или внешнюю обшивку бункера проверить, да? Но так погрузился в размышления о своей цели, что даже забыл снять. Тогда понятно. Какой же ты все-таки необычный, ложка. Как нам с тобой повезло. У тебя большая карьера впереди. Ну, ладно, я тогда пойду, наверное, да? Не хочу случайно помешать и прервать такой интенсивный мыслительный процесс. Пока. Это что за бред? Ну хотя бы показали, что будет, если реально придет Малецкий. Круто. Так, блин, Ло, слушай, ты говорил, мы в подвале, да? Да, в подвале. То есть, типа, окон здесь нет, верно? Ну, конечно нет. Какие окна в подвале? Да, да, и правда. А выход отсюда есть какой-то? А? Ну, в тот раз я не нашел. Может быть, где-то и есть, но вряд ли он рабочий. Слушай, Вальд, вообще это очень древний подвал. Так что над ним уже наверняка нарос толстый культурный слой. Мы сейчас глубоко под землей. Глубоко под землей? Ну да. Черт. Эй, что у тебя там падает? Черт. Вальдхар? Глубоко. Вальдхар, ты в порядке? Так. Эй, Вальд, ты чего? Вальдхар, что с тобой? Эй, тихо, прости. Прости, пожалуйста, я не хотел тебя напугать. Вальдхар, тебе плохо, да? Да, блин, Ло. Фигня какая-то. Я не понимаю. В груди болит сильно так. Чего такое? Ты думаешь, это из-за перемещения? Не знаю. Мне здесь очень не нравится. Это ж как пыточно. Я хочу обратно в бункер, Ло. Да, хорошо, конечно, давай вернемся. Давай ты попробуй сначала, а я за тобой. О, черт, я не могу. Я не понимаю. Где пол? Где потолок? Башка кружится. Твою мать! Как это снять? Я не могу дышать. Нет, Вальдхар, нет, не снимай шлем. Он наоборот тебя защищает, ты помнишь? Вальдхар, послушай меня. Мы с тобой недалеко от бункера. Нам не нужно перемещаться ни между ветками, ни даже между мирами. Ты прекрасно владеешь своей искрой, несмотря на антискин в составе фильтров твоего скафандра. Помнишь? Ты первый, как и я. Сейчас тебе стало плохо, и ты не можешь переместиться в бункер. Но я тебя здесь не брошу. Ты ведь это понимаешь, Вальдхар? Если будет нужно, я схожу в бункер, принесу тебе дополнительных аккумуляторов. И буду носить их тебе столько, сколько нужно будет. С нами Лая, она тоже сможет помочь. Мы всего лишь в старом подвале чокнутого, зазнавшегося эльфа. Но мы отсюда без труда можем выбраться. Давай. Вальд. Да, ты прав. Да. Что-то я сейчас не понял. Что это было вообще? Меня как будто в тиски схватили. Сердце сжали, легкие сжали. Стрёмно так стало. Я думал, что вот сейчас умру, короче. Глупость какая, да? Вот так вот просто резко накрыло. И так же резко отпустила. Бредятина какая-то. Так, хорошо, но тебе же лучше, правда? Да. Ло, спасибо тебе. Ты меня сейчас прям спас. Ты только это не рассказывай принцессе, пожалуйста. Я не хочу. Не хочу, чтобы она волновалась, вот. Да, конечно, без проблем. Ты хочешь, чтобы мы в бункер вернулись? Да не, я в норме уже. Не хочу, чтобы из-за меня наша вылазка провалилась. Ща, дай мне минуту отдышаться, да? Я тут все переворошу в этом подвале чертовом, все переворошу. Ага, хорошо. Опа! Ну вот мы наконец и встретились, Лололошка.
Тварина! А сын твой тоже для тебя был букашкой, да? Ну, не такой, конечно. Питательной букашкой. Да черт, вот! Да хватит уже, Ло! Да я ему глотку вскрою, блин! И еще чуть-чуть, блин! И я Стоп! же... Держись, Вальдхар, держись, пожалуйста. Но, дамы и господа, тот, кто придумал скафандры и фильтрацию времени, тот, кто хотел поработить меня, и тот, благодаря кому я и Вальдхар все еще живы. Встречайте, Тадмавриэль! Ну все, брысь отсюда. Последний выживший во всей временной ветке. При этом скажу честно, мое первое впечатление: он не особо-то и скрывается. Как ты еще живой, зараза? Короче, серия закончилась на непонятном резком плохом самочувствии Вальдхара. Он даже сам не понял, что происходит. Далее появление Тадмавриэля и бам! Продолжение следует. Неужели мы наконец узнаем все и даже больше? Как говорится, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата, сезон, в котором мы встретили Тадмавриэля. Да-да-да, некогда великого, а теперь фиг знает какого эльфа. С предыдущего сезона Сердца Вселенной мы знаем, да, отец умный эльф, умный, но сошедший с ума. Напомню, из-за некой лихорадки он потерял свою жену, пообещал сам себе, что найдет способ воскресить ее, начал поиски и... ну, у него ничего не получилось. Далее сила матери, искушение, заражение, запечатывание, распечатывание, наш побег с GDH, и вот оно, спустя невероятно много лет, мы видим его перед собой. Не буду тянуть, серия закончилась на резко плохом самочувствии Вальдхара, появлении отца, и бам, продолжение следует. Что там за продолжение, узнаем через 3, 2, 1. Ну вот, мы наконец-то и встретились, Лололошка. Какого... Тадмавриэль? Какая поразительная проницательность, Лолошка. Слышь ты! Да я тебя сейчас урою, блин! Это черт возьми, Вальдхар! Ло, мать твою, ты что делаешь? Ну ты же знаешь! Он же убил Играсу, блин! Нет, это не совсем так, Вальдхар. Ты же знаешь. Да знаю я, Ло! Но это не важно! Виноват-то во всем этот ублюдок! Я знаю, Валь, знаю. Но сейчас нам нужно подумать о другом. Чё? Да о чем тут думать? Он же последний мразота, черт возьми! Он убил нашего друга, нашего Играсу, своего сына в конце концов! Играса умер из-за него! О чем тут можно думать, Ло? Да, Вальдхар, я понимаю, что ты зол, это нормально, клянусь. Но подумать надо вот о чем. Играса хотел бы, чтобы мы сделали все, чтобы спасти невинных существ. Так? Так, да. Ну вот, ты знаешь, что мы должны разобраться с этой организацией. И мы уже говорили о том, что Тадмавриэль наш единственный шанс. Да, я знаю, что мы договаривались, но... Ло... Да я просто смотреть на него не могу даже. Это... Да, понимаю. Все, давай, попробуй не смотреть. Иди. Ладно. Ну вы как, закончили? Признаюсь, одиночество сделало меня чрезмерно мягким. Сидишь себе в своем бункере карас за карасом, работаешь в теплицах, читаешь, разрабатываешь свои изобретения, но... все-таки не хватает иногда присутствия живых букашек, вроде вас. Раньше-то я сразу давил таких, как вы. Вы меня раздражали. Вас было слишком много. А теперь... даже как-то забавно за вами наблюдать. Тварина! А сын твой тоже для тебя был букашкой, да? Вальд. Ну, не такой, конечно. Он для меня был... питательной букашкой. Да черт, вот! Да хватит уже, Ло! Да я ему глотку вскрою, блин! Я убью эту тварь, я убью его, я убью Успокойся, его! Вальд, он бессмертный, ты плевал забыл? мне на это! Я его голыми руками сейчас, тварь-то такая! А я смотрю, ты все такой же неотесанный мужлан, Вальдхар.
От тебя всегда были одни проблемы. Правильно я делал, что запрещал Играселю с тобой общаться. Да плевать ему было! Плевать ему было на твои запреты, ты понял? Так, Вальт, иди, успокойся, пожалуйста. Тадмавриэль, почему ты здесь? Так я ведь сказал уже. Одному в бункере бывает очень скучно. Что? Серьезно? То есть тебе цирковых представлений не хватает? О, в точку. Ладно, плевать, хорошо, допустим. Но вообще, знаешь, нам от тебя тоже кое-чего нужно, а именно информация. Давай так, мы обеспечим тебе возможность поглумиться над букашками, а ты расскажешь нам то, что мы хотим узнать. О, какой неравноценный обмен получается. Впрочем, ладно, от меня не убудет. Вы мне все равно ничего сделать не сможете, а я хотя бы развлекусь. Позвольте пригласить вашу цирковую труппу в мое имение. Что? Как это в имении? Ну, что же тут непонятного? Я переоборудовал свое старое имение, давно ушедшее под землю, в бункер. А ты что думала, ложка, что бункер у меня только один? Тот, который ты оккупировал, да? В моем поместье мы сможем поговорить в более спокойной обстановке. Без скафандров. О, реально? Зная Тадмавриэля, я понимаю, что, скорее всего, у него что-то произошло, и на самом деле я ему нужен. Скорее всего, мы об этом узнаем уже сейчас. Ты серьезно думаешь, что мы на это купимся? Нет, давай лучше у меня в бункере. Ладно, мы последуем за тобой. О, блин, интересно, а где он живет реально? Мы последуем. Вот и отлично. Жду вас там. Магия заражения? Эй, Вальт, ты в Ой, порядке? не надо, Ло, только не надо. Нормально у меня все. Давай быстрее за ним, пока след не потеряли. Консека. Ладно. Консека. Так. О. Какая... Утка! Я сразу вижу утку. Чё, никто не появляется? О. Ага. Так. О, что? Нифига себе, у него тут зарядок! Обалдеть! Вот это, я понимаю, серьезный уровень. Ну чё, поболтаем? Так, и чё? Ты уверен, что скафандры снимать безопасно? Ну, ты сам говорил. Пока не проверим, не узнаем. Ладно. Если этот урод снова заставит меня ощутить на себе действие времени... Я... ну ладно. Вроде все в порядке, Ло. Так... Ой, хорошо, блин. Ну-ка. Что, 0? А почему у меня, кстати, 100%? Так, давай я, наверное, тоже снимаю. Не знаю, поговорить? Чё, я так понимаю, эта тварюга вонючая где-то поджидает нас, да? Ну... Да, наверное. А, пойдем. Офигеть. Так, я могу поставить? Ну, у меня почему-то 100%, ладно. Кожа. Кожа, кроличья шкурка. В смысле... О, господи. Трон? Эй, да ладно, заходите, заходите. Садитесь. Нифига, блин, он себе... Обалдеть, то есть у тебя еще и с магией все в порядке? Серьезно? Ну давай, расскажи нам, чего ты можешь. Итак, мои букашечки, что же вы узнать-то хотели? Мы бы хотели узнать, как тебя совесть не замучила, а? Как ты каждый день продолжаешь жить, зная, что твой сын... Вальдхар, пожалуйста, я тебя очень прошу. Ради Играсы. Да ладно. Спасибо. Так вот, Тадмавриэль. О, офигеть, я могу задать вопросы. Я так понимаю, он реально ответит, да? Спросить, что случилось с Археем и отцом. Спросить про организацию. Спросить о церкви и его последователях. Наверное, первые два интересно. Третье, ну, так себе. Спросить, что случилось с Археем и отцом. Вот типа отцом не в плане Тадмавриэлем, а его величеством, если так можно сказать. Реально, что произошло? Мы хотели бы узнать, что произошло в Архее после того, как мы с Джоном ушли. Ты-то вот до сих пор живой, но ни воплощенных, ни скин-то в Архее уже много веков как нет. Это интересная история.
и я с удовольствием вам ее поведаю. Подожди, реально поведает? То есть он как Лая не будет тянуть? Офигеть! Как бы я не был гениален, все-таки в одном месте я просчитался. Мать. Я не смог предугадать, что она все еще будет в состоянии помочь вам. Если же говорить точнее, я не предусмотрел, что она будет готова использовать свою последнюю каплю света, чтобы помочь удрать вам. После того, как я потерял сытную подпитку в виде моего наивного Эгроселя, я планировал использовать вас, но она оставила меня без источника силы. Мне оставалось только одно — питаться от своих же собственных питомцев. Таким образом, они начали заметно ослабевать. И Сайриса! букашки вроде вас начали постепенно развоплощать себе подобных. Они начали лишать своих собратьев отцовского благословения. Глупцы! В итоге они все давным-давно мертвы. Ха. А могли бы жить целую вечность. Вечность в царстве отцовом. О, блин, все старые персонажи. Ой. Да, и такое бывает, получается. Беренгарий! Блин, нам сейчас всех покажут. Но да, они, получается, уже все мертвы. Да, как тебе самому известно, я не мог дотянуться до них, пока они прятались в сонном измерении твоего брата. Или же... Кто он там тебе? Прикольно. Вот как оно все было-то. Сколько? Эва, как? Так, получается, кто-то еще был живой, несмотря на то, что зараженный. Чем больше становилось развоплощенных, тем меньше у меня оставалось питомцев, которых я мог бы использовать как источник силы. В какой-то момент они обнаглели настолько, что начали основывать поселение вне сонного измерения. Развоплощенные распространялись как чума. Да, я сильно ослаб, но я был все так же бессмертен. Ага. О, Любой другой на моем месте сломался бы, принял бы решение умереть. Но нет, только не я. Тогда-то я и решил уйти в бега и дождаться момента, когда сменится несколько поколений, чтобы никто из архейсов не смог меня узнать даже по рассказам. И не захотел узнать. Нужно было дождаться поколения, которое почти не будет вспоминать об отце. Вам может показаться, что это очень много карасов. Но для меня это время пролетело как 2 капли. Да, я понимал, что мне придется вновь учиться жить так, как я жил раньше, до воплощения. И я был готов к этому. Мне всегда хорошо удавалось использовать свой интеллект, чтобы подмять под себя букашек вроде вас. Достаточно быстро я понял одну очень важную вещь об архейцах. Умнее они не стали. Как только большой страшный враг, то есть отец, исчез, они расслабились. Исследования Скинта велись очень вяло. И тогда я понял. Вот же она! Вот она, моя золотая жила! Я основал компанию по добыче Скинта, которая скоро превратилась в огромную корпорацию.
А, то есть это ты создал, нифига себе! Скинт превратился в товар с абсолютной ликвидностью, то есть, по сути, в деньги. Я добывал деньги и торговал деньгами. Вы можете представить себе более успешный бизнес, а? На протяжении веков я был самым влиятельным, самым богатым существом в Архее. Стой! То есть погоди, это из-за тебя в Архее больше нет Скинта? Еще раз, из-за тебя были все эти межрасовые войны в попытках заполучить Скинт? Ты мне льстишь, Лолошка. Войны были не из-за меня, а из-за жадности тех, кто эти войны начинал. Архейцы сами с радостью проливали кровь соседа по малейшему поводу. Они отвергли мое благо, вечная жизнь без войн и страданий, и продолжили терять свои короткие бессмысленные жизни в борьбе за какие-то стекляшки. Ну да, это мы уже слышали. Сохранить всем жизнь путем порабощения. Благодаря их глупости и алчности, я еще несколько веков жил, наслаждаясь своими запасами богатства. А, и вот оно, это то самое место. Твой трон. Но, как вам известно, никакие богатства не бывают неисчерпаемыми. Поэтому я понял, что снова настало время для игр. И тогда я основал компанию Уткар. О! Это ты! Постепенно я стал убеждать всех в том, что нужно обязательно построить себе бункер, на всякий случай. Что бункеры компании Уткар приспособлены для защиты от всех возможных бедствий. А после, стоило всего лишь пустить слух о том, что некая катастрофа неминуемо надвигается на Архей. Конечно же, я получил с этого неплохую прибыль. Но нет, Лолошка. Главной моей целью было даже не это. На тот момент мне нужно было построить для себя самого несколько бункеров, не вызвав ни у кого подозрений. Ибо я знал, что эта ветка скоро может быть стерта. Да, я сделал вид, что хочу нажиться на доверчивых архейцах, в то время как сам готовился к настоящей катастрофе. Это трешатина какая-то. Получается, ты тысячелетиями жил в Архее и ни на секунду не перестал быть конченным ублюдком. О, я помню, что ты мне говорил про Играсу, что все это ради него и так далее. Но я реально еле держусь сейчас. И еще чуть-чуть, блин. И Стоп! я же... Держись, Вальдхар, держись, пожалуйста. Да, Так, ребята, Принцесса. это что? Это где? Лая? Что ты здесь делаешь? Реально, что? Да нет же, это вы что здесь делаете? Вы что, Тадмавриэля пошли искать без меня? Ну, не совсем, нет. Мы не рассчитывали найти его. Мы всего лишь пытались найти какие-то зацепки и... Стоп! А как ты нас нашла? Повесила маячок на Вальдхара, чтобы знать, если он куда-то далеко будет из своего гаража выходить. Я не очень поняла, сколько времени его не было, но решила на всякий случай проверить, все ли в порядке. Чё за... слышь, принцесса, тебе, конечно, много позволено, но не настолько, что маячок. О, Вальдхар, все такой же неудачник. Да я тебе сейчас, Вальд, блин... да черт, ну, успокойся. Ну да ладно. Лаэтанна, добро пожаловать в мой бункер. Хотя тебя никто не приглашал. Что? Ты знаешь, как меня зовут? Ну конечно. Как можно не знать, как зовут человека, которому поручено тебя убить? Но я состояла в целой поисковой группе. Не то чтобы прямо мне нужно Ой, было... Лаэтанна, не стесняйся. Все свои. Откуда он все это знает, я не понимаю. Объясни, блин. Ну давай. Садись, раз уж пришла. Я смотрю, ты тут себе нескромный такой бункер отгрохал. И что? Ты теперь собираешься тут сидеть целую вечность один, да? Ну нет, сидеть я здесь не собираюсь. Это временная мера. Я знаю, что организации доступны самые мощные передовые технологии и субстанции. Лая... Ладно. У меня, Лаэтанна, есть основания предполагать, что у них
есть нечто, способное убить даже меня. Даже самое бессмертное существо во вселенной. И да, я понимаю, что мне нужно каким-то образом скрываться от них. Поэтому сначала я попытался сходить в другие ветки, найти себе новое пристанище. Стоп, что? В другие ветки? Хотя бы не Но начинай. это же... Да, это же... да, но в каждой из существующих живых веток уже есть свой Тадмавриэль. Такой же могущественный и непреклонный, как я. То есть просто убить кого-то из них и заменить собой я бы точно не смог. К тому же встречи с самим собой из других веток всегда приводили... к очень неприятным для меня последствиям. Тадмавриэль, слушай, я могу задать вопрос? Задавай. А в других ветках ты чем-то ведь все равно отличался от себя здешнего, правда? Нет, вообще ничем. Хотя нет. Одежда иногда была другая, да. Но в остальном это буквально были мои клоны. Хорошо. А про какие неприятные последствия ты говоришь? У тебя что, вот тело как-то деформировалось, да? Ну да, наверное, можно и так сформулировать. Оно совсем немного деформировалось и сразу же восстанавливалось. Довольно неприятное ощущение, должен сказать. Но главная проблема это то, что я вступал в битву сам с собой, чтобы прикончить другого себя и занять его место. Но никто из нас не мог победить. Мы настолько идентичны и силы наши настолько равны, что пытаться победить просто бессмысленно. Поэтому-то я и понял, мне придется вернуться и придумывать, как жить в своей собственной ветке. Вот только... мне здесь совершенно не нравится. С тех пор, как исчезли все букашки, мне больше не с кем играть. Какой смысл быть самым могущественным существом, если ты единственное существо в этой ветке? Даже то, что пала завеса, не дало мне никаких преимуществ. Все миры банально пустые. Поэтому, дорогие гости, я хочу и хотел сделать вам предложение. Предложение о сотрудничестве. Я думаю, оно станет для нас взаимовыгодным. Так. Чё, реально? О сотрудничестве? Думаю, с таким моральным уродом, как ты, да никогда Начинается... не... Вальдхар, успокойся! Мы же... уже говорили об этом. Да. Ну так... что? Офигеть. Блин, это никак не отвечает на вопрос, а... как ты узнал? Вот реально, как ты узнал о том, что ветка будет стерта? А самое главное, что это за сотрудничество такое? Тебя что, развлекать надо? Отказаться, попросить время подумать, согласиться. А подожди, а спросить, типа, что за сотрудничество мы не можем, да? Ну тогда попросить время. Знаешь, Тадмавриэль, я думаю, нам нужно время, чтобы рассмотреть твое предложение. Мы можем встретиться через какое-то время. О, ну конечно. Могу дать вам время. Я приду в твой бункер через Карас. Я просто охреневаю. Охреневаю с того, что ты все еще пользуешься этой убогой системой. О, А я вот поражен тем, что ты до сих пор так и не научился элементарным манерам, Вальдхар. Да ты... тварь-то такая, Черт. блин. Ладно, тогда до встречи, Тадмавриэль. Да, до встречи. Ага. Вау. Это и есть основатель компании Уткар. Ну а блин, а реально, а кто же еще мог быть? На самом деле, теперь если так подумать и посмотреть назад, это же как будто, черт возьми, так очевидно было. Ну ладно, не прям чтобы очевидно, но офигеть. А я вот никогда бы не подумал, что ты и был основателем. Да, типа построил бункер, окей. Но так, чтобы основать целую компанию? Ого! И получается, он выкопал весь Скинт. Вся его жизнь построена на мании величия. Он бесконечно находит себе новую цель, чтобы просто поиграться с букашками. Ну, опять же, это я прям цитирую. Просто жесть. В этом весь Тадмавриэль. Классика. Наверное, я могу здесь порыскать, что-нибудь попытаться найти. О, стоп! Туман смотрящего, вселенная. Вот тебе и нашли. Плотно закупоренная стеклянная бутылка. Содержит отголосок сущности, называемый смотрящим. Так, давай-ка, наверное, знаете, что сделаем? Не знаю, скажет он мне что-то или нет, но я все-таки взломаю вот это. Так. Давай. Последнее. Ну же.
Отлично. О, сюда. Отмычка. Экстренный аккумулятор. Мембрана фантомы, не знаю, насколько крутая штука, но давай возьмем. Здесь у нас сердце моря, осколок призмарина. Это все не надо. Дайте... О, канистра с бензином, замечательно. Дайте мне, пожалуйста, побольше аккумуляторов. А бункерная обшивка, тоже хорошо. Это... не прочитать. Герметик. Ну, я бы, наверное, взял все это, да. Ну и все остальное также продолжаем забирать. Ух ты. Фига себе. Короче, наверное, самое главное, что нужно понять, Тадмавриэль явно знает куда больше. Намного больше. Он рассказал мне такую офигеть какую крутую информацию и даже глазом не повел. То есть для него эта информация была явно какой-то пустышкой. Откуда ты знаешь про организацию? Откуда ты знаешь, что линия будет стерта? Я думаю, как-то в будущем. И вот самое главное, что за сотрудничество? Так, тут у нас это не надо. Это явно не интересно. Давай вот это взломаем. Сюда 16 аккумуляторов. Ой, я самый богатый, да. Я надеюсь, что здесь сейчас не будет уток. Я на полном серьезе надеюсь. Хотя нет, подожди, я же видел одну. Вот она. Это что, подожди, утка Тадмавриэль, что ли? Или подожди, это утка Эграса. Сейчас, ну-ка. Утка-эльф. Похоже на Эграсу, но ладно, просто эльф. Здесь у него какие-то ультра дорогие штуковины, киноварь, апатит. Ё-моё. Так, блин, ну я, наверное, не знаю, могу ли я потом сюда вернуться? У меня просто места нет, вообще просто по нулям. Ребят. Так, сейчас, подождите. Может быть, еще уточка? Какая-нибудь там королевская тадмавриэльская уточка, нет? Уверен, что можно еще что-то найти. Вот прям на миллиарды процентов уверен. Сейчас внимательно смотрим во все углы, ребят. Это не утка. Так, здесь у нас не утка. Здесь мы нашли туман смотрящего, следовательно, можно попробовать найти... Вот! Вот я нашел! Люциус! Офигеть! Утка-джентльмен. Не-не-не-не-не, это не просто джентльмен. Это утка Люциус. Посмотрите на нее внимательно. А теперь посмотрите на Люциуса. Такие отсылочки мне прям нравятся. Здесь, ну, наверное, больше ничего, кроме еды, мы не можем взять. Поэтому... Чё, одеваемся, да, наверное? Текс. Забираем и... с кем бы поговорить-то? Давай, Вальдхар. Да? Чё? Так, ну что, ты готов? Да, я готов. Жду вас в гараже. Угу. О, точно, у нас же появилось новое заклинание. Я не помню, как оно там называется, что-то на R. Сейчас, наверное, как раз узнаем. Вспомним. Блин, ну почему ты вслух не сказал? Ну скажи вслух. Блин. Искра. Ой. Чёрт. Так. Тут, ё-моё, откуда у тебя алкоголь? Слушай, я думаю, ему нужно немного успокоиться. Сейчас мы ничего нормально обсудить не сможем. Да, я согласен с тобой, Лая. Я сейчас уговорю его лечь спать, а ты... иди в мое измерение, да? Угу, хорошо. Позовешь, когда можно будет что-то адекватно обсудить. Окей, договорились. О, странная телепортация. Да, и уговаривать не пришлось. Ну и прекрасно. Пойду, наверное, сам тоже отдохну. Не знаю, правда, смогу ли заснуть. Одна мысль не дает мне покоя. Я был в параллельной реальности, и в этой реальности был Джон. Совершенно другая версия меня самого. А Тадмавриэль в разных ветках одинаковый. Что же такое эта временная ветка? Почему их так много внутри одной реальности? И для чего они существуют, если между нами нет никаких принципиальных отличий? Рано, конечно, судить, какие-то отличия наверняка все-таки есть. Но если Тадмавриэль везде один и тот же, то как минимум это не такие отличия, как между параллельными реальностями. И если в параллельной реальности, откуда пришел Вальдхар, тоже произошел конец времени, значит ли это, что в моей и его реальностях одинаковое количество веток, и каждая из веток моей реальности является той же веткой в параллельной реальности?
Так, ладно, это очень тяжело на самом деле для понимания, но в то же время очень прикольно, что все это не забывается. И каждая из веток моей реальности является той же веткой в параллельной реальности. А, так погоди, но это то же самое, что я говорил, помните? Типа, вот, есть две реальности, и, допустим, в этой реальности вторая ветка, и в этой реальности вторая ветка. И если в моей стирается одна, то в другой параллельной реальности, так как время одно, стирается тоже та же самая временная ветка. Получается, где-то в других ветках этой реальности все персонажи, то есть даже Лолошка, абсолютно одинаковые. А вот в параллельной реальности там уже может пойти совершенно другая жизнь у персонажа. Если что, опять же, тысячный раз повторяюсь, это мои догадки. Не нужно на этих догадках строить теории. Но в целом, пока что вы видите, моя догадка даже подтверждается. Блин, интересно встретить реально Лолошку из другой ветки. Вот типа из другой реальности мы уже поняли, это Джон. А вот из другой ветки, как интересно, блин. Кто ты там такой? Вполне возможно, я буду просто носить другую одежду. То есть, например, не вот такую одежду, а, например, из сезона «Последняя реальность». Вот эта весенняя курточка. Короче, не могу не обратить внимание на то, что у меня тут как бы уточки появились. А если у меня появились уточки, то надо бы поставить бам! Ба-бам! Проверяем. Так, утка эльф. Честь X, пиво X. Не понял. Так, ладно. Утка-джентльмен. Владеет контрольным пакетом акций утиных бизнесов. Ну да, это реально, вот он на Люциуса смахивает. Капец как смахивает. Далее, туман смотрящего вселенная. Звучит прикольно. Так, что скажешь? Холодный взор смотрящего устремлен в бесконечность. Так, кстати, знаете, что мне нужно сделать? Мне, наверное, нужно снять скафандр, прямо сейчас его быстренько зарядить и пойти полечиться. Ой, какая у меня жопа. Я вот про вот это. Так, плохо все с искрой. Всякое ненужное пока что убираем. Ой, блин, 16 экстренных аккумуляторов. Я в таком кайфе. Мне прям реально это нравится. Так, самое главное, консервы не тратить. О, господи. Привет. А я сначала думаю, какого черта? Я уже и забыл про тебя. Привет. Слайма-ложка. Так, ну, взаимодействовать никак не могу. Слушай, ладно, я, наверное, лучше оставлю тебя. И теперь, когда более-менее чистый инвентарь, погнали обратно. Хочу сейчас проверить, как много процентов заряда уходит, если ты идешь и вообще ни на что не отвлекаешься. Вот прям ни на что. %4,5%. Так мало? Фига, у меня получается 3-й уровень, так-то, ну, хороший. Вальдхар, получается, все еще спит. Мы не можем его никак... мы не можем даже положить его, беднягу. Это пипец. Ладно. На этом, я думаю, стоит постепенно заканчивать. Моя искра в полной заднице. У Вальдхара наверняка тоже все не так радужно. Но, Тадмавриэль, что думаем? Если он мне хотя бы расскажет, в чем его планы и в чем там его сотрудничество заключается, ну, наверное, даже согласимся. Как минимум, это не отвязка от времени. Посмотрим, что будет дальше. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки. Не забывайте про подписки. Невероятно надеюсь, что вы не забываете нас поддерживать. Это правда важно для меня и команды. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка, и Вальдхар, и Тадмавриэль, и огромная история про Архей, про то, что он основал компанию Уткар. Офигеть! Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. У нас нет никаких средств для уничтожения буквально бессмертного существа. Да блин, ну я понимаю, но ты ж... Опа. Черт. Это он? Лолошка, я вхожу. Обалдеть, настоящая история Тадмавриэля. Настолько настоящая, что рассказана самим Тадмавриэлем. Как он жил после моего и GDH побега, как скрывался, чем питался, а самое главное, каким образом тешил свое неугомонное эго. Основатель компании Уткар, создатель корпорации по добыче скинта. История невероятно большая, крутая, пересказать кратко будет очень тяжело, но давайте подумаем, что самое ужасное для того, кто играет чужими жизнями. Одиночество. Какой смысл быть самым могущественным существом в этой ветке, если ты единственное существо в этой ветке? Поэтому, дорогие гости, я хотел сделать вам предложение о сотрудничестве. Я думаю, оно станет для нас взаимовыгодным. На этом моменте Вальдхар взорвался, мы никаких пояснений не получили, попросили время на подумать, а также мы не узнали, откуда Тадмавриэль в курсе про конец времени. Да, вопросов дофигище, становится капец как интересно, и всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Смотрим дальше. Поехали!
И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата, сезон, в котором мы поболтали с Тадмавриэлем. И это звучит как шутка. Да, на самом деле его история действительно большая, напрямую пересекается с тем, что мы живы только благодаря ему. И самое интересное, что он в курсе про организацию. Он даже в курсе про Лаэтанну. Каким образом, черт возьми? Откуда ты это знаешь? Короче, козырь в рукаве у него явно имеется. И пока Вальдхар не взорвался, отец предложил нам даже некое сотрудничество. А что это за сотрудничество, увы, пока не знаем. Но, примерно представляя манию величия отца, ведь он даже пытался убить самого себя в другой временной ветке, ощущение, что сотрудничество будет примерно такое. Эй, ребята, давайте я буду стрелять в вас лазерами, а вы будете бегать, кружиться, и мне будет весело. Йоу. Так, ладно, если серьезно, мы узнали, что временные ветки работают так. В каждой из них существа практически ничем не отличаются от других временных веток. Для полноценного отличия нужны именно параллельные реальности, типа Лолошка и GDH. Меня правда радует, что нам наконец-то начали объяснять разницу всего этого временного мироустройства. Но, как говорится, будем посмотреть. Такую информацию надо переваривать постепенно, иначе я сам запутаюсь. Кстати, смотрите, какое обновление. Я открываю дверь. Проходит какое-то время, и она сама закрывается. Прикольно. Так, короче, мистер Флафферти на месте, Вальдхар на месте. В целом ничего не потеряно. И давайте поговорим. Эй, Вальдхар. Эй, Вальдхар. Просыпайся. Черт. Вальдхар, уже утро. Да, ну ща я стану. Ладно, наверное, он слишком устал. Опять у меня это странное ощущение дежавю. Пусть спит. Обсудим все позже. Сейчас у меня есть дела в бункере, да и полечиться не помешает. Костюм зарядить, кстати, тоже. Ага. Так, ну, по поводу лечения вроде бы все нормально, но я бы, наверное, съел яйцо. Или оставил, или съел. Или оставил. Наверное, пока не будем кушать. Заводим колымагу, одеваемся, садимся. Так, и нам, получается, в бункер надо, правильно? Вальдхар пусть пока отдыхает. Так, стоп. Черт. Все еще тяжело осознать, что я наконец-то нашел отца. Как-то странно это звучит, когда вслух произносишь. Я, конечно, понимал, что он останется таким же, но все эти миллионы лет в Архее, конец времени и так далее практически не изменили его сути. Он все такой же самовлюбленный и жестокий. Почему-то я уверен, что все эти его слова про одиночество основаны только на желании кого-то подчинить себе. Фу. Ага. Действительно фу. Не, ну это по сути то, что я сказал в начале. Да. Даже предыдущая серия, где он 1000 раз произнес слово «букашки», оно о чем-то договорит. Он относится к любым живым существам как к букашкам. Машину заглушаем. До свидания, красотка. В бункер забегаем. Здравствуйте. О! Слайма-ложка, привет! Снять скафандр. Эй, так. Стой! Приятель, знаешь, мне кажется, ты свою роль уже выполнил. Это не значит, конечно, что ты не пригодишься мне снова, но нельзя, чтобы нас с тобой тут застукали вдвоем. О, блин, кстати, точно. Вот, что ж, ладно. Видимо, вопрос решился сам собой. Вау. Это было действительно просто. Так, скафандр. Ну, он, конечно, теперь у меня бесполезный. Я буду пользоваться, видимо, зеленым. Обязательно заряжаем. Так, и вот насчет кормежки. Да-да-да, кормежку обязательно не забыть. Томаты, привет. Эй, гусыня. О, держи, покушай. Гусыня выглядит довольной, шикарно. Лолошка сказал, что надо полечиться, поэтому давай. Также обязательно сюда пройдем, тренировочка. У меня сейчас будет примерно, по-моему, 55 или даже 56 тысяч. Да, почти 56 тысяч, офигеть. Я уж даже не знаю, куда мне идти. 83 уровень, капец, я тут качаюсь. Что мне вот прям надо позарез? Медицинские расходники восстанавливают больше, увеличивает скорость передвижения на 15%, когда в обеих руках нет предметов. Наверное, это не то, что мне подходит, потому что я факел часто ношу. А вот это имба. Вы передвигаетесь на 70% быстрее, если не носите броню. Надо 40 выносливости, и у меня 29. Блин, ну я могу немножко прокачать. О, очко генома, спасибо. Далее еще примерно на 3 уровня, потом еще на 2. И все!
У меня опыт закончился! Как же быстро это все тратится, я в шоке! Ладно, мы еще обязательно прокачаемся, но у меня шикарные новости. Оказывается, в нашей теперь уже библиотеке можно посмотреть стопка книг. Какая-то интеракция. Ну давай. Теперь даже интересно почитать, что тут написано. Так. Ну-ка. Надо проверить, насколько это расходится с реальным положением дел. Нет. Не то. Не, это все не то. Интересно, какой вообще в итоге у Тадмавриэля план? Что конкретно он собирается делать? После всех этих разговоров с Малецки и Луизой... Так, может быть, здесь... Так, а что ты пытаешься обнаружить? У меня ощущение, что никаких планов у отца быть просто не может. Зачем он предложил нам сотрудничать? Это все не то. Может быть, здесь... Действительно ли отец считает, что для него от этого будет какая-то выгода? Почему он так уверен, что мы поможем ему спастись от организации? От нее же нельзя спастись. Так, ладно, все. Такое мы не думаем. Интересно, что даже сам отец считает, что у организации есть способ от него избавиться. Как Лая планирует остановить организацию, которая способна на такое? Ладно, обсужу с ней напрямую. Не помешает как раз зафиксировать все, что он рассказал нам вчера. Так, получается, ты имеешь в виду Прунус. Не, ну знаешь, ты 4 книжки полистал, или сколько, 3 книжки. Маловато информации, надо вот эту, и все вот эти. Правда, я так и не понял, что ты решил проверить, насколько это расходится с реальным положением дел. Ну, я не думаю, что тут надо это перепроверять. То, что рассказал Тадмавриэль, в целом немножко походило на то, что рассказала организация через искусственный интеллект. Перепроверять это еще и через книги, наверное, с ума сойти можно. Так, это мы надеваем. Прописываем Прунус. Ну конечно, понятно. Надо будет попробовать рассчитать, с какой вероятностью я на нее попадаю. Ее нет, да? Блин, что такое, кстати? Это похоже на какие-то, ну, явно гаджеты. Я бы хотел сказать, что это рация, но нет. А также радиоприемник. Все. О! Так. Блин. Ну, давай. Да что такое? Почему она его вечно тут оставляет вот так? Она не понимает, что надолго оставляет что-то личное без присмотра? Или она просто доверяет мне? Считает, что я не посмотрю? Ну, скорее всего, первое, конечно. Поэтому я не буду смотреть. Я хороший друг. Тут есть кнопочка прочитать. Блин, а подожди, я реально могу не смотреть, да? Давай на всякий случай вот здесь все проверим. Может быть, какие-то штуки новые крутые появились. О, электронный компонент это я заберу. Механический компонент тоже. Здесь Лая вроде бы не прячется. Я не знаю, просто я могу реально прочитать. Ну давай. Ну ладно, я одним глазком. О, да, я могу. 357 километр в организации. Последние 100 километров регулярно обедаем с Зет вне заданий. Зет рассказывает много разных вещей про мир, откуда он родом. Говорит, что он считался там странным, потому что глаз у него было сильно меньше, чем у других. На мой же взгляд, глаз у него достаточно. Даже больше, чем в среднем по Синклиту. А еще мне нравится в них смотреть. Но это я ему говорить не стала. Очень устала из-за последней вылазки. Ликвидировать детей тяжело, но Зет сказал мне, что испытывать жалость к детям это нормально. Было бы ненормально, если бы мне наоборот нравилось это делать. Также Зет сказал, что всегда мечтал о своих детях. После этого мне почему-то стало грустно, и я ушла. Ага. Кто такой Зет? Надо вспомнить любого... Нет, все, хватит. Я не должен это читать, это слишком личное. Да блин, ну, могли бы прочитать, ё-моё, Лолошка, ну что ж ты такой-то? Короче, надо вспомнить, кто у нас есть на букву З. Я помню, что есть Олли, у него фамилия Зарт. Ну или это не фамилия, там отчество какое-то, не знаю. Короче, Зарт. Но мы помним, у него 2 глаза, поэтому он точно не подходит по описанию. И... ну, как будто все. На З больше никого. Давай-ка, наверное, сюда подойдем. Угу.
Сейчас быстренько все напишем. Как раз можно будет прочитать, что там написано. Замечательно, спасибо. Так, доска у нас, конечно, стала огромной. Что случилось с церковью очищения? Скин. Скин. Исчерпаемый ресурс. Закончился. Тадмавриэль в Архее. Тадмавриэль боится организации. Тадмавриэль смог переместиться через ветки. Ой, кстати, да! А ведь получается, он делает то же самое, что и я. Тадмавриэль знал про конец времени. Вот это меня интересует больше всего. Каким образом? Мало того, что он знал про организацию, он еще и знал про Лаю. Он буквально назвал имя того, кто должен был убить его. Иоганнес видел отца. Вот, кстати, про Иоганнеса. Про вот эту вот церковь и фанатиков. Надо бы, наверное, как-то потом спросить у него, что здесь. Нет, это все уже невозможно. Практически ничего нельзя разобрать. Надо подумать, как это получше все упорядочить. А то пользы от этих досок уже никакой. Может быть... Тоже начать вести дневник? Так, слушай, а что мешает просто удалить какие-то лишние штучки? Типа, как будто это идея, не? Временные парадоксы. 3 восклицательных знака. В параллельных реальностях время тоже заканчивается. Время одно на все реальности. Догадка, которую подтвердили в предыдущей серии, ну, так, более-менее подтвердили, но при всем при этом я догадался еще примерно в 40-й серии. Луиза придет, когда ветку зачистят. Что делать? Привязаться обратно нельзя, это уже было. Забастовка. Лая была с ними. Недовольные организацией. Ветки страдают от конца времени. Это как-то связано? Смотрите, вот они пересекаются линии. Не выдержавшие отвязку. Есть в Синклите. Кстати, недовольные организацией, вот так ведем цепочку, не выдержавшие отвязку. А реально, а что происходит с теми, кто не выдержал? Причем, заметьте, не просто те, кто не выдержал, но еще и не погибли от отвязки. Так, а об этом-то нам ни слова не говорили пока. Обязательно все это, конечно, держим в голове. Я постепенно забываю какие-то моменты, но, блин, очень круто, что есть такая доска. Могу ли я... Нет, я не могу снова прочитать дневник. Она тут что-то пьет, в ноутбуке не посидеть. Ну, ладно, видимо, здесь больше ничего интересного, поэтому... А, нет, железо забираем. Вот теперь прописываем Малун. Заряжаемся. И получается прямо сейчас... Интересно, что еще можно построить в этом бункере? Что? Построить? А тебе настолько это... Черт. Они что, уже узнали про Тадмавриэля? Так, тихо, без паники. Куда ты сразу про Тадмавриэля? Давай только не вслух. Блин, серьезно, еще и выйти. Ну, ладно. Что там? Закрытая дверь? Давай за мной. О, блин, у меня ж залагало. Пипец. Ребята, вы зачем сюда пришли? Вас же могут заметить и... Знаешь ли, не заметили. Эй, Ло, вообще это она меня сюда притащила. Я спал, реально спал. Тадмавриэль уже приходил. Что? Лая, прошла только 1 ночь. Он же сказал, что придет через Карас. Вы зачем пришли? Ну, извини уж. Мне тяжело ориентироваться в этой терминологии. Ты не представляешь, сколько этих карасов, суток, квет, смутов и прочих вещей я уже слышала. Ладно, он пока не приходил, это хорошо. Так, я ничего не пропустил? Нам нужно убедить Тадмавриэля не высовываться, чтобы дать тебе возможность... тянуть время. А ты правильно сказала. Да, есть такое выражение. Заткнись. Ну ладно. Блин, ребят, вы, кажется, не понимаете. Мне кажется, Тадмавриэль и сам никуда высовываться не хочет. То есть, что вы ему сказали до того, как пришла я? Что он знает, Лолошка? Ответь. Да успокойся ты, мы ничего ему не говорили. Много чести. Слушай, Ло, ты же просто так ему ответил, что хочешь подумать, да, и все такое. Ты же не планируешь с ним сотрудничать? Не, я пока не знаю, в чем суть сотрудничества, поэтому было бы, конечно, прикольно узнать. У нас нет другого выхода, мы должны с ним сотрудничать. Ну, конечно, нет, ты чего? Как ему вообще можно хоть в чем-то доверять? Я пока еще не принял решение, хотел с вами обсудить. Ну да. Правильно. Да не, ну, а чё тут думать-то вообще, а? Тадмавриэль самый Да конченый... тихо ты! Лолошка, Тадмавриэль и правда очень опасен. Мы, точнее, организация очень долго не могла с ним справиться. И объективно не может до сих пор, раз пока что его не нашли.
Я понимаю, что вас с ним связывает какая-то очень личная история. И очевидно, что вы оба в полной мере осознаете мощь такого существа. Та-та. Но, давайте обозначим еще раз. Он признался нам, что мог перебираться в другие ветки. Самостоятельно. Ого. Количество случаев, когда это могли бы делать не сотрудники организации, исчисляется единицами. Если точнее, я таких случаев знаю только 2. Тед Мавриэль крайне силен. Так, и что мы делаем с этой информацией? Да, реально. На моей памяти это самая сложная цель. Организация не смогла ликвидировать его так же просто, как ликвидировала каких-нибудь там богов, магов, мироходцев и... Чего мироходцев? Ой, извини. Ах, ладно. Ребят, я просто хочу сказать, что Тед Мавриэль принесет нам больше вреда, чем пользы. А это значит, что... Вот это другое дело, согласен, родная. Лолушка, мы точно не можем сотрудничать с Тед Мавриэлем, что бы это ни значило. Он хочет нас прикончить, но перед этим поразвлекаться с букашками. Как он сам и сказал. Ну да, было. Я уже опять же даже в начале про этих букашек говорил. Я понимаю, о чем ты говоришь, Вальдхар, и полностью с тобой согласен. Давайте просто будем от него скрываться и все. Не хватало нам еще одной проблемы. Скрываться от Мавриэля? Что? Чего? Погоди, как? Это буквально его бункер. Слушай, а тебе не кажется, что он просто сразу бы с нами расправился? Не будь мы ему действительно нужны. Знаете, у меня есть кое-какое стойкое ощущение, что местами Тед Мавриэль блефует. В том плане, что сил у него явно стало меньше. Нет, даже не так. Он сам это лично сказал. И я понимаю, что теперь, сразись мы с ним, наверное, битва пошла бы немного по другому исходу. Напомню, как это было в сердце вселенной. Мы пытались его победить, но... Бам! Нас оттолкнуло, и после мы сбежали. Так что вот этот выбор кажется, ну, таким, резонным. Не будь мы ему действительно нужны, он бы с нами просто расправился? Да я ему там... Тихо, тихо. Знаешь, Лолошка, мне кажется, он держит вас за идиотов, которых сможет использовать в своих личных целях, которые нам так до конца и не ясны. И рассказывать ему что-то о наших планах, это... О, так и я то же самое. Вообще-то предельно ясны его цели, Ло. Этот старый маразматик просто нашел новую батарейку. Ну, да. Ему только одно и надо. Если ты не забыл про батарейку, Ло. Ладно, я поняла. За идиотку тут держат меня, видимо. То, ну знаешь, моя хорошая, ты нам тоже многое не рассказываешь. Все, что необходимо, я рассказываю. И, во-первых, ты достал меня перебивать, а во-вторых, я тебе никакая не хорошая. Ребят! Давайте не будем сейчас срываться друг на друга, хорошо? Ладно, ладно. Да не, ну я просто хотел сказать, что что Лая, она дело говорит. Этому ублюдку доверять нельзя. Клянусь, Ло, нельзя. Да ладно, Вальдхар, никто ведь и не говорит про доверие. Никто не говорит про сотрудничество или там дружбу. Для начала его нужно просто выслушать. Зачем отказываться, если мы даже не знаем, что он предлагает? Да блин, плевать, что он там хочет. Вообще плевать, понимаешь, нет? Ты же слышал его, Ло. Он ничуть не изменился, ничуть. Да что с тобой происходит, Вальдхар, ты чего? О, действительно, что это я? Ты-то из Глазгарфа. Вы с Эграссой позже познакомились. А я-то видел. Я видел, как он с ним уже тогда обращался. Я молчу про какие-то рядовые случаи по типу постоянного игнорирования, скотского отношения и прочие проявления отцовской любви. Ложка. Однажды Эграсса пришел ко мне с перебинтованной рукой и радостно сообщил, что папа изобрел средство для сращивания костей. Представляешь? Средство, блин, не сработало, ложка. Эграсса 20 карасов ходил в перевязке. Потому что этому выродку взбрело в голову протестировать свое изобретение. Вальдхар, пожалуйста, не надо, не продолжи. А знаешь, откуда он брал эльфийскую кровь для своих исследований, а? Знаешь или нет? Я догадываюсь, Вальд. Ну так и что же ты тогда несешь, а? Неужели непонятно, с кем мы имеем дело? Ни хрена себе, бедный Эграсса. Реально, блин, мне так жалко стало, понимаете?
Я просто помню сердце вселенной и как же он на самом деле любил своего отца. Если что, давайте я немножко напомню, как это в сердце вселенной вообще было. У нас есть Тадмавриэль, и у него есть сын Эграсель. Опуская весь бэкграунд Тадмавриэля, мы вспоминаем, он сошел с ума в тот момент, когда потерял свою жену. В то время с ним связалась мать. Она сказала, что выбрала его, чтобы он передавал силу и свет другим существам. Но он, собственно, ее не послушал и начал это использовать для того, чтобы дальше пытаться искать способы воскресить жену. Постепенно эксперименты заходили все дальше, глубже, становились страшнее, и в это время он тотально игнорировал Эграсу. Но, как мы сейчас понимаем, не то чтобы игнорировал, а скорее использовал. Уже потом мы узнали, что мать связалась с Эграселем, даровала ему точно такую же силу, и... Дальше там запечатывание, Тадмавриэль высасывал силы из Эграселя. Да, это мы все проходили, но сам факт, офигеть, какой же отец, ну, такой. Вальдхар, сейчас не время думать о мести. Конец света уже наступил, и Тадмавриэль может быть нам полезен. Ну вот это, кстати, правда. По сути, все ужасное уже произошло, и сейчас мы боремся за жизнь, за выживание. Вальдхар, я знаю, я видел, как Тадмавриэль уничтожил мой родной мир. Из-за него мне пришлось убить лучшего друга. Но сейчас я хочу послушать голос разума. Мы должны выслушать Тадмавриэля. Это наш шанс все исправить. Да, ты прав. Забудем об этой идее и попытаемся справиться своими силами. Ну, как будто второе. Я хочу послушать голос разума. Да, я не понимаю, правда не понимаю. Неужели все сошли с ума? Скажи мне, Лая, ну скажи ты хотя бы. Ну неужели все настолько плохо, что нам придется работать вот с этим? Да черт возьми, отвали от меня! Мы не друзья, чтобы ты мог меня так трогать. Ребята, пожалуйста, хватит. А чем что не так? Опять перебивать. Да дай ты уже сказать мне хотя бы раз. Ложка, мы не можем подпускать Тадмавриэля слишком близко и... Во, ну послушай ты ее. Правильно же, да? Поэтому нам стоит избавиться от него, а организации сказать, что Ло его пока не нашел. Правильно? Что? Ты предлагаешь убить его за спиной организации? Хотя при этом это то, что Лолошка должен сделать по работе? Зачем? И самое главное, как? Ну так же, как обычно. Мы тоже, знаешь ли, не последние. Да что ж такое? Нам нужно просто избегать контактов с Тадмавриэлем и продолжить следовать нашему изначальному плану. Нет, я не согласен. Нам нужно прикончить выродка. Это никуда не годится. Они просто кричат, ссорятся, и каждый настаивает на своем, что просто по-разному означает отказаться от контактов с Тадмавриэлем. Но ведь мы же изначально хотели найти его ради информации. Боже, как поступить-то? О, блин. Настоять на своем? Согласиться с ребятами? Привести аргументы. Хо-хо-хо. Аргументы. Лая, Вальдхар! Ребят, пожалуйста, давайте для начала вы прекратите спорить и послушайте меня. Ладно. Сначала послушайте, а потом, если не договоримся, продолжим, хорошо? Вот и хорошо. Итак, давайте рассмотрим позицию Лаи об опасности Тадмавриэля. Что мы знаем? Тадмавриэль бессмертен. Тадмавриэль знал о конце света. Тадмавриэль умеет перемещаться между ветками. Так? Ну да. Ну и какой тогда смысл пытаться от него увиливать, а, Лая? Если бы он захотел, он бы уже давно прикончил нас. Мы сейчас в его бункере. Он мог заявиться сюда, когда я спал. Или даже не спал. Я бы все равно не смог его одолеть. Согласны с этим? Ну да. Супер. Теперь позиция Вальдхара о сущности Тадмавриэля. Как я уже сегодня говорил, ребят, Тадмавриэль причинил и мне, и моим друзьям, и моему родному миру бесчетное количество боли. Но не стоит забывать о его главном качестве. Ублюдочности, да? Ты заткнись. Спасибо, Лая. Нет, о его невероятной адаптивности, Вальдхар. Адаптивности. Да, он смог пережить уже 2 конца света и смог столько времени скрываться от организации. Я
Вальдхар, я понимаю, ты предлагаешь его убить, скрыв это от организации, чтобы я мог никогда не отвязываться от времени. Ну да, вот оно. Но в твоем плане тоже есть один большой минус. Чё? Мы не сможем этого сделать. У нас нет никаких средств для уничтожения буквально бессмертного существа. Ну так а если... Да тихо ты! Есть ситуации, где нужно уметь признать свое бессилие и мыслить головой, а не сердцем, Вальдхар. Да блин, ну я понимаю, но ты ж... Опа! Нежданчик. Это он? Черт. Это он, да? Эй, Лолошка, я вхожу. Надеюсь, ты там. Бляха. Фрунус, быстрее, Фрунус, сваливай! Надевай, ну! Быстро повторяй. Да. Это было сильно. Да, Лолошка. Слушай, ты, конечно, молодец, но... Ты серьезно считал, что сможешь обхитрить меня этой подделкой из слизи? Ну так смог же. Ну... Ну да, смог. Ты зачем творишь всякую вакханалию постоянно, ты мне скажи? Тебе повезло, что к тебе не приходили коллеги из других отделов. Ай, во-первых, они бы точно подумали, что ты идиот. Да, и оказались бы правы, кстати. А во-вторых, тебя ждали бы санкции, пожестче депримирования или выговора. Да, Кацпар, я понимаю. И вообще, знаешь, Лолошка, я думал, мы друзья. Блин. Ой, сложно. Так, получается, ты раскусил, что это был слизень в скафандре, да? Слушай, Малецкий, мы друзья, честно. Просто я не хотел разбираться в этих книжках. Решил работать сразу с практикой, а не с теорией. Малецкий, ничего личного. Просто бизнес. Мне нужно было заняться другими делами. А с чего ты взял, что мы друзья? Ты ни разу со мной об этом не говорил. Не спрашивал, что я об этом думаю и так далее. Слушай, я просто не хотел разбираться с книжками, вот. И? Наработал что-нибудь? Как там, задачка продвигается? Ну, да, продвигается. Пока что медленно, но есть прогресс. И какой прогресс? Да что ж ты пристал ты ко мне, блин. Ладно, я тебя обманул. Пока что прогресс примерно нулевой. Я уже почти нашел его. Уже совсем скоро приведу его в этот ваш синклит. Я, кажется, знаю, где он может находиться. У меня есть подозрение, что он все еще в этой ветке. Вообще, чисто в теории, конечно, если ты хочешь грамотно тянуть время, то ты не должен говорить, что прогресс нулевой. Надо дать что-то, чтобы продолжалось ожидание. Так что, да, у меня есть подозрение, что он все еще в этой ветке. В этой ветке, говоришь? И почему же ты так решил? Ну, изучил пространственный ландшафт, поискал всякое... Ой, реально, пространственный ландшафт, Лолошка. Не общайся так больше никогда, пожалуйста. От тебя это очень странно слышать. Ай. Скажу тебе честно, задача с Тадмавриэлем из-за всех этих сопутствующих сложностей постоянно откладывалась. Это важная задача, да, и было бы здорово его ликвидировать. Но сейчас для нас все-таки более приоритетно разобраться с тобой. С Тадмавриэлем мы рано или поздно все равно бы все разрешили, Ло. Но сейчас эта ветка страдает преимущественно из-за тебя. Просто потому, что ты постоянно отказываешься делать то, что правильно. Ой, блин. Давай ты просто его уже найдешь, отвяжешься наконец-то, и мы уже завершим эту линию, а? Давно, блин, пора. Слушай, Кацпар... Ой, не-не-не, вот не надо. Я знаю, что ты сейчас будешь говорить. Просто, блин, я уже устал за тобой вот так вот ходить, если честно. Да и ты сам наверняка устал тоже. Кацпар, я делаю все, что в моих силах, клянусь. Да я понимаю, что ты взялся за эту задачу, чтобы дать себе возможность тщательнее все обдумать и так далее. Но обдумать тут и правда нечего. Ой. Ладно. Дела-то у тебя как хоть? Ничего рассказать мне не хочешь? Нет, вроде бы нет. Все уже рассказывал. Ну-ну. Так. Ну ладно, слушай, если нужно будет больше архивных материалов, ты, говори. Но ты, я так понимаю, и с имеющимися пока что не разобрался. Да, то есть хорошо. Ага, укажу в отчете, что работа ведется надлежащим образом. Давай, да... Стой, Малецкий, подожди. А ты про техника узнавал? Какого еще техника? Ну,
которому пенсию из-за меня отсрочили, помнишь? А, да, было что-то такое, помню. Слушай, я передал этот вопрос дальше, но ответа пока не получил. Я тебе обязательно скажу, как только что-то узнаю, ладно? Но у тебя и так уже есть выговор вообще-то. Ты поставил в неудобное положение Луизу. И вообще являешься такой аномалией в нашей работе, что вряд ли тебе уже захотят хоть как-то пойти навстречу. Ну так это же не для меня. Это для того работяги. Да ладно, я короче не знаю. Давай, как только получу новости, я тебе сообщу, лады? Лады. Ну же, Ло, найди этого эльфа. Чао. Пипец. Да уж. Надо, наверное, пойти к ребятам. Найти, а как я это могу сделать-то? Ну, типа, я понимаю, что Тадмавриэля я нашел, а как я могу его не найти для организации, не совсем понятно. И при этом обязательно найти. А, сложно. Скафандр тогда надеваем, прописываем Прунус. Да все потому, что не всегда все можно решить силой, Вальдхар. Потому что не всегда все можно решить силой, Вальдхар. О, очень остроумно. Вау. Ребят, поговорить? Ха! Вот так тебе. Чё? Блин. Да в скафандре просто играть неудобно. Да, мы заметили тебя, Лолошка. Спасибо. Ну, зачем Малецкий приходил? Хотел узнать, как обстоят дела с поисками Тадмавриэля. Так, и чё ты ему сообщил? Да ничего. Отлично. А теперь давайте продолжим на том же месте, где остановились. А я уже закончил. Просто еще раз скажу, Ох, ну ладно, все, не надо. Слушай, хватит. Лая мне тут уже зачитала лекцию. Да, Лолошка. Мы обдумали все, что ты сказал. Даже Вальдхар прислушался к твоим доводам. Хоть и нехотя. Мы согласны. С Тадмавриэлем определенно нужно будет встретиться. О, спасибо, Лая. А вот все дальнейшее будет зависеть от того, что именно он от нас хочет. Но, да, сотрудничать с ним действительно выгоднее, чем быть его врагами. Ну знаешь, он много чего утаил от нас, моя хорошая, я в этом уверен. У него точно... есть какой-то козырь в рукаве, о котором он явно умалчивает. Ну так и у нас тоже, Вальд. И этот козырь, Лолошка. А? В плане, что ты имеешь в виду? Ты сотрудник организации, хоть и временный контрактник. Твоя задача сейчас найти Тадмавриэля, чтобы его уничтожить. При любых его попытках как-либо нас обмануть, ты сдашь его организации, и она его ликвидирует. Так а ты на 100% уверена, что они действительно знают, как это сделать? Если бы не знали, Тадмавриэль сейчас бы не прятался. Да, блин, черт, как же жестко. Не ожидал. Не ожидал, что наша принцесса настолько жестокая. Нет, и ничуть это не жестоко. Это просто наш способ себя обезопасить. Ну да. А ты что думаешь, Ло? Ну а что я думаю? Что спорить закончили наконец-то? Вот слава богу. А вообще да, это ведь действительно козырь, Лая права. Если Тадмавриэль как-то захочет нам напакостить, мы сможем просто сдать его организации. Я наоборот после разговора с Малецким подумал, что лучше сразу сдать Тадмавриэля, отвязаться от времени и подрывать работу организации напрямую из Синклита. Ну, я думаю, если я сейчас это скажу, то тут Лая скажет, что я конченый и все такое, поэтому это бессмысленно. Я рад, что мы пришли к единому мнению, потому что я с таким планом согласен, вот. Вот ты славно. По рукам. Наконец-то, блин. Так, ладно, мне домой пора. Не знаю, правда, где это домой, в бункере или в гараже, но мой костюм скоро сядет. Слушай, отведи его, а? Да, конечно, отведу. Чё? Погнали? О, дневник пропал. Погляди-ка. А куда это твой дневник делся? Что? О, я могу поговорить. Очень надеюсь, что мы сделали правильное решение, Лолошка. Главное не упустить момент, если что-то пойдет не так. Ага. Ну, справедливо. Так, поговорим. Слушай, давай уже пошли. Да, идем. А теперь повторяй за мной. Малус. Мал. О, ну наконец-то. Так. Сейчас, погоди-ка. Вот так вот, а.
Хорошо. Так, а ты не дашь мне зарядиться, получается, да? Куда ты пошел? Ну-ка. Книжки читать! Про Тадмавриэля, получается? Может быть, что-то выцепит? Ай, как обычно, мою кровать займет. Что ж ты такой? Пошел бы там в медкойку. Да. Сейчас зарядится скафандр, я пойду к себе. Ну, точнее, ты меня отвезешь. Ты же отвезешь? Пожалуйста. Да, ладно, отвезу. Слушайте, кстати, знаете, что я заметил? У нас последнюю утку сюда можно запихать. Вопрос, а куда потом уток запихивать? Сюда? Сюда? Типа, я понимаю, что, наверное, могут быть какие-то новые коллекции. Вот здесь туман, вот здесь утки, а здесь... маски первых, представляете, да? Ну, типа такие трофейчики маленькие. Привет, гусыня! Поспала! Все, уже радуется. Слушайте, а вот если она поспала, может быть, ее можно покормить? Давай-ка томатики сюда. Я понимаю, что есть какая-то перезарядка у этой кормежки, и... Нет, вот сейчас я не могу. Вот никак. Как говорится, обидно, досадно, но ладно. На этом моменте, когда мы все поняли насчет Тадмавриэля, что мы будем с ним сотрудничать, но очень аккуратно, и то, что у нас есть козырь в рукаве, чтобы он нам палки в колеса не вставлял, мы постепенно будем заканчивать серию. Мне так нравится химия между этими тремя персонажами, Лолошка, Вальдхар и Лая. Оно, ну, прям реально круто прописано. Ни в одном другом сезоне... Не, ладно, в последней реальности мне еще очень нравилось, как химия была прописана между Лолошкой и Диланом. Но вот конкретно в этом сезоне мне прям мега нравится, как это сделано. Я, конечно, не говорю там про Лолошку и Джона, но это уже слишком глобальная история. В любом случае, на этом мы будем постепенно заканчивать. Супер-мега надеюсь, что вы поддержите меня и команду лайком. Не забывайте, пожалуйста, подписываться. И... если вот как-то мимо ушей прошла эта фраза, я ведь повторю. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться. Понимаю, легко пропустить, легко забить фиг, но вы как-то постарайтесь уж не забивать. Ладно, не буду затягивать, простите. И если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и... планы. Я бы даже сказал, единый план. Всем удачи, всем пока. Пока. Не смей разговаривать со мной так, будто мы на равных! Ты жалок, Лолошка! Та-та-та, ладно, надо срочно понять, что мы имеем. Первое, Тадмавриэль, предлагающий сотрудничество, что-то связанное с организацией. Второе, Лая, говорящая, что Тадмавриэля надо игнорировать, ведь у нас есть козырь. Козырь, позволяющий не дать Тадмавриэлю напакостить нам. Дело в том, что я сотрудник организации, следовательно, могу сдать его. Это и есть наш козырь. Звучит логично, но... все равно бред какой-то, да? И, наконец, третье. Вальдхар, говорящий, что отца нужно попытаться уничтожить. Самый радикальный, самый мстительный и, скажу честно, не то чтобы помогающий нам выбор. Поэтому есть четвертый вариант. Лолошка говорит всем успокоиться и понять одну простую истину. Я и Вальдхар живы только благодаря нашему общему неприятелю. И этот неприятель явно может быть полезен. Надо хотя бы узнать, чего он хочет. Мы до сих пор не знаем его цели. Короче, всем привет, дорогие друзья. Я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы решили поговорить. Да, повторяюсь, не игнорировать, не тем более отомстить, а просто поговорить. Понять, чего конкретно хочет Тадмавриэль. Вальдхар правильно сказал, у отца есть какой-то козырь. Но и Лая права, у нас тоже есть козырь. И этот козырь Лолошка. Лолошка, ты сотрудник организации, хоть и временный контрактник. При любых его попытках как-либо нас обмануть, ты сдашь его организации, и она его ликвидирует. Напомню цель. Мы хотим жить. Жить в обычной, не мертвой временной ветке. Не бояться, что она рано или поздно уничтожится, или уничтожит тех, кого мы знаем. А самое главное, мы не хотим бояться, что организация придет за мной, как за каким-то беглецом. Короче, да, я реально согласен, Тадмавриэля не надо игнорировать, не тем более убивать. Надо хотя бы поговорить. Но, прежде чем что-либо делать, у нас две нетривиальные задачи. Первая, почистить инвентарь. И обязательно немного покушать. В этот раз ягоды. Наверное, обязательно не забываем про гусыню. Эй, привет, подружка! Привет, кушать! Не забываем кушать!
Гусы невкусно, замечательно. Так, 2 яйца. Наверное, можно съесть, но чуть попозже. Вальдхар, привет. Зарядился, наконец? Зарядился. Ну вот и супер. Тогда давай, убираемся отсюда. Пока опять не явился кто-нибудь из организации, мы не... Так, где я? О, братан, я тебя как раз ищу. Слушай, ну я вообще, конечно, офигел. Ты такую тему провернул, жесть! Ну... Да, привет? Да, здорово. Слушай, я... Стоп. А чё, тоже твой друган, что ли? Здравствуйте. Ну да, типа того... Ну ладно, не мое дело. Слушай, брат, спасибо тебе, удружил. Ну прям, я не знаю, что ты им там сказал, что там сделал, только штрафные километры-то мне реально убрали. Да и к тому же кружку корпоративную подарили. В качестве компенсации морального ущерба. Прикинь, оказывается, когда на тебя направляют пушку, это негативно сказывается на ментальном здоровье. Простите, а это кто? Я? Ты... ну да, мы же так и не познакомились, точняк. Ну, давай. Пожать руку? Питер де Орос. Но меня все называют просто Старина Пит. Ты это, друг, ты, ну реально, прости, что я так нагнал на тебя тогда. Я-то откуда мог знать, что ты нормальный чувак, оказывается. Я ведь таких, как ты, штурмовиков, то есть, недолюбливаю, как и все остальные. Ты сам знаешь, как у нас к вам относятся. Я с кем не встречался из ваших, все себя пупами земель считают. Нас, обычных работяг, ни во что не ставят. Я пару сотен километров назад, прикинь, столкнулся с типом одним. Меня послали поковырять пару суперкомпьютеров в другом мире в этой ветке. А я, ты знаешь, ненавижу в миры выходить. Особенно... после встречи с тобой. Но это еще... Кстати, до нашей встречи было, по-моему... Или нет уже... Короче, я-то по метке перехожу, думаю расквитаться с этой ерундой и обратно, бухгалтерам компы чинить. Только вот переместился, так на меня один из ваших падает. Придурок этот начинает орать на меня, затирает что-то. А он, брат, когда прыгнул на меня, я же рухнул, блин. Головой-то не слабо приложился о пол. Ничего вообще не понимаю, что он мне там несет, в глазах звезды. Я даже не понял сначала, чё к чему. Оказалось, придурки из контроля послали меня по его метке. Я там должен был раньше быть, ну, когда бы его цель уже устранили. Но этому идиоту же невдомёк, что не я решаю, куда отправляться. Это у вас, штурмовиков, там есть возможность ваши прыжки настраивать и все такое. У него, естественно, был я сразу виноват. У него, видимо, извилин в башке столько же, сколько и носов на роже. 2. Ой, слушай, ты прости. Я не подумал тут о твоих коллегах, болтаю и все такое. Но ты не парься, к тебе у меня предъяв больше нет никаких вообще. У меня теперь этих кружек целых 2, прикинь. Я теперь Стеллу могу позвать как-нибудь в комнатку к себе, да, чайку-то попить. Ну, если ты понимаешь, о чем я. Он не понимает. Ло и девчонки — это не просто разные миры. Это параллельные реальности. Вальд! Ну, короче, как бы то ни было, братан, спасибо, услужил реально. Я теперь в долгу перед тобой. В долгу, говоришь? Блин, чувак, капец ты горластый, я просто в шоке. Но то, что тебе плевать на Вальдхара, я в еще большем шоке. Ему, кстати, еще помните, тогда было плевать на гусыню. Типа он ее просто кыш-кыш-кыш, и все. Даже не удивился. Да ладно, забей, Старина Пит. Главное, что разрешили все. В долгу, говоришь? Знаешь, есть у меня пара идей, как бы ты мог мне отплатить. Да без проблем, брат. Заходи ко мне как-нибудь, поболтаем, посидим. О, блин, тут либо 2, либо 3. Смотри, мы можем в лоб сказать, либо давай типа подружимся, да? Давай, наверное, сначала типа подружимся. Заходи ко мне как-нибудь посидим, поболтаем. Да, ты чё? Ты прям реально мне сейчас дружбу предлагаешь? Ну да, мы не с той ноги начали. Но не обязательно же так продолжать, да? Обалдеть! Я чё, задружусь с настоящим штурмовиком, что ли? Извиняй, брат, слушай, мне возвращаться надо. Я просто буквально на метр заскочил. Но, да, конечно, я еще загляну, не сомневайся. Пока! Пока. Да. Слушай, я его вообще не смутил, да? А ты говорил... Да, я говорил, но... Я вообще не понял, что это было.
Знаешь, у меня ощущение было, будто ботаник какой-то с капитаном футбольной команды поболтал. Я таких, как ты, недолюбливаю. Офигеть, я подружился с таким, как ты. Не, ну реально ботан завистливый. Ой, да ладно тебе, брось, Вальт. Этот ботан нам может быть очень полезен. И нам очень повезло, что Пит решил не обращать на тебя внимания. И очень зря он так решил. У нас с ним интересов явно побольше, чем у тебя с ним. А, это ты про девушек, да? Слышь, а ты чё думаешь, девушки это мало? Ладно, идем. Нам реально пора. Понятно. Ну, да, у вас есть общая темка, скажем так. А у меня... Ну, у меня гусыня. Господи. Так, все, погнали или что? А, господи, мне тоже одеться надо. Туплю. Все? Вперед! Угу, приехали. О! Оу, принцесса! А тебе не кажется, что ты немного торопишь события? Что? Но я не знал, что мы с тобой уже съехались. Так, ладно. Да ладно, тебе не обижайся. Ой, задолбал этот скафандр. Ой, поверь, я не обижаюсь. Я удивлена, как быстро ты вернулся к своим изначальным манерам. А я уж думала, что твой вид способен на какую-то эволюцию. Не знал, что мои манеры вызывают такое большое сомнение в дамском сердечке. Ах. Короче, Лолошка, вы долго. Серьезно? Ты же могла просто другую временную метку выбрать, разве нет? Не могла. Я стараюсь минимизировать межвременные перемещения. Это небезопасно. Можно сказать, что я теперь, как вы, живу во времени. И как же это сложно! Больше времени для нас с тобой, красавица. Ложка, что вас так задержало? Ну, как бы сказать, моя миссия по задабриванию техника была успешна. О, так это же отлично! Да, типа того. Только я не стал пока что на него давить, просто дружбу предложил, вот. Держу пари, он чуть в штаны не наложил от радости. Да это еще мягко сказано. Он из этих штанов чуть не выпрыгнул, Лая. Стоп. Ой, только не говорите мне, что он тебя видел. Ну, ладно, не скажем, но факт от этого не изменится. Так, еще раз. Ложка, о чем говорит этот сумасшедший? Ну, техник видел Вальдхара, но сказал, что это не его дело. Мне кажется, он не сдаст нас, Лая. Особенно учитывая, что я предложил дружбу, помнишь? Ладно, никакого желания разбираться с этим. Все равно уже случилось. Однако есть кое-что, о чем мы должны поговорить с вами. О, да конечно, Лая, принцесса Лая! Ваш голос — музыка для моих ушей. Что вы хотите обсудить со мной? Молодец, имя запомнил, осталось только от принцессы избавиться. Ложка, слушай, когда ты только рассказал мне про своего друга, я думала, это какая-то шутка. Потом расспрашивать было как-то некогда, но теперь, когда наши планы под угрозой срыва из-за этого наглеца... Эй! Тихо. Расскажите мне, откуда он взялся? Только давай без всех этих сказок про параллельные реальности от Вальдхара. Слышь, ты знаешь ли, сама часто с нами не делишься информацией. Что? Это было между мной и Ложкой. Ты-то куда лезешь? Ну, было же. Слушай, Вальдхар вообще-то прав. Ты много от меня скрывала и все еще продолжаешь скрывать. Вот. Честное слово, всю значимую информацию я вам уже выдала. Неужели ты не понимаешь, Ложка? Многое из того, что я от тебя скрывала, я скрывала для твоей же безопасности. Еще когда я увидела тебя в музее, забившегося в угол, я поняла, что должна спасти тебя. И... с тех пор я чувствую ответственность перед тобой. Ведь если бы я тебя тогда не спасла, ты бы спокойно и быстро умер. А теперь... теперь тебе угрожают вещи пострашнее смерти, Ложка. Ну, как много переживаний из-за нашего Ло. Да мы с ним ситуации хуже смерти ели на завтрак, а потом еще на обед и ужин. И полник, блин! Да, Лая, спасибо, я правда очень ценю твою заботу обо мне, правда. Но мне нечего рассказать про происхождение Вальдхара. Кроме того, что ты и так уже знаешь. Да черт возьми, ну хватит меня держать за дуру! Да нет же, нет.
Никто и не рискнул бы, красавица Лая. Подожди, она не верит, что он из параллельной реальности? Давай еще раз, Лая. Мы с Вальдхаром являемся так называемыми первыми, или междумирцами, если угодно. Мир, в котором мы сейчас находимся, это мир, где появились первые мироходцы. Тадмавриэль был первым, кому настоящая Междумирка подарила силу Искры. Этот дар был ошибкой, которую Междумирка исправила, дав силу сыну Тадмавриэля. И от сына Искра досталась группе самых близких его друзей. Да, это правда. Грассель был эльфом, начисто лишенным эгоизма. Прикинь, когда он передавал нам силу, он вообще ничего не оставлял себе. Вот именно поэтому-то мы и первые. Лая, мы первые, потому что в нас течет чистая кровь первой матери. Ты что за бред? Я ничего про это не знала и ни разу не слышала. Видимо, это произошло когда-то настолько давно, что... я даже не бывала в таком времени. Да тихо ты, тихо, ну это не конец истории, принцесса. Так вот, эти двое стали лучшими друзьями, потому что они оба были помешаны на открытиях. Ло мечтал делать жизнь всех вокруг лучше, а Играса он стремился превзойти своего отца и загладить его ошибки. О, интересно. Они смогли построить особый портал, который открыл проход в другие мультивселенные. А потом Лолошка создал маски, которые помогали уменьшить цену перехода. В результате при телепортации через отправление мы теряли совсем мало силы Искры. Конец! Ага. Ну, в целом ничего не потерял. Так, стоп, я все равно не понимаю, чем параллельная реальность отличается от просто другого мира. Ну, тут фишка в том, что все слова по-разному используют. Они ж слишком общие. Но я тебе расскажу, как все на самом деле. О, конечно, великий гений Вальдхар просвещает глупую принцессу. А чё так много сарказма в голосе? Так ведь по сути и есть глупую принцессу! Ай! Блин, больно же! За Давай что? рассказывай уже. Блин, ладно. Короче, ну представь себе, вот есть мультивселенная, да? Это совокупность всех вселенных, то есть миров или скоплений. Архей вот это самостоятельный мир, это одна вселенная. А миры с 1, например, по 12 это совокупность миров, это другая вселенная. Да, как мультивселенная устроена, я знаю. И ты знаешь, что мультивселенную иногда называют вселенной, хотя технически это неверно, да? Да знаю, я знаю. Сама так иногда говорю, потому что какая разница? Из контекста понятно, что имеется в виду. Да, ну да, вот я тоже так делаю. Мы такие, блин, букашки в этой мультивселенной, что даже один мир для нас это уже много. Ну так вот, а теперь представь, что кроме твоей мультивселенной, то есть совокупности всех миров или скоплений миров, есть параллельная мультивселенность, которая никак не пересекается с твоей. Это, конечно, не совсем так, ведь есть отправление или схождение, и там... Если по-особому поймать момент, то можно перейти из одной мультивселенной в другую, вообще-то. Но общий принцип такой. В параллельной реальности миры могут быть такие же, или похожие, или даже прям совсем другие. Все первые происходят из этой реальности. Именно отсюда пошел дар мирохождения. В Архее, кстати, нас называли междумирцами, а не мироходцами, как раз из-за того, что мы ходили между реальностями. Способность к мирохождению была в те времена у всех жителей Архея. О, блин, как он подробно все объяснил, круто. О, черт. У меня не так хорошо с визуальным мышлением, как мне бы хотелось. Так, еще раз, если ты пришел из другой реальности, но ты говоришь, что все первые из этой, значит, ты не первый? Ну, это сложная тема. Мы всегда были как семья, всегда приглядывали друг за другом, ходили друг к другу в гости, даже когда некоторые из нас ушли жить в другие реальности. Но после того, как Играса затащил себя с Тадмавриэлем и закрыл Архей завесой, наша связь вот оборвалась. О, ты садись. А, да. Так, почему оборвалась? Ну, сложно, блин. Мы все чувствовали вину друг перед другом и перед собой. Мы начали винить друг друга в произошедшем, начали ссориться. Ло, я не знаю, помнишь ты или нет, но мне правда тогда очень стыдно за все, что я тогда тебе наговорил. Ой. Короче, мы вот все разошлись по разным реальностям и заперлись в них. Настолько, что даже вибрации этой мультивселенной больше не совпадают с моими.
Вибрации моей родной реальности больше не попадают в такт с моими, понимаешь? Так вот оно что. Вот почему Лолошка уверен, что организация не сможет обнаружить тебя при зондировании. Да, ну, наверное. Ничего про это не знаю. Но подожди. Вальдхар пришел в эту реальность из другой, потому что... Да, Лая, да. Время в параллельных реальностях, похоже, одинаковое. И возможно, что ни в одной другой реальности организации не существует. О, и все существа, все боги, все полубоги. Угу. Обречены на нескончаемые страдания. Ну вот теперь-то я поняла, Лолошка. Почему ты заговорил об уничтожении организации, когда я изначально всего-то думала просто рассказать всем правду? Мы должны спасти всех. Мы должны найти способ это остановить. Ну так, получается, мы сделаем это! Мы точно сможем, клянусь! Но, кстати, а знаете, о чем я подумала? А Карас? Карас-то это сколько? Ну, это где-то сутки... Один цикл, как ты говорила. Чуть-чуть больше. Так, а разве этот Мавриэль не обещал явиться через Карас? О, кстати, да, было такое. Точно. Мне нужно срочно в бункер. И я пойду туда один. Ничего страшного, подождет, он терпеливый. Идем в бункер вместе и быстрее. Так, мне нужно срочно в бункер, я пойду туда один. Все, больше мы не палимся, там еще Малецкий придет, жопа полная. Я один, да. Ты что, охренел? Да я черта с два тебя одного отпущу! Пардоньте, мадемуазель. Не, Ло, ты реально думаешь, что я соглашусь оставить тебя с этим ублюдком одного? Да, Вальдхар, именно так я и думаю. Я в состоянии держать свои эмоции под контролем, в отличие от тебя. Лая, я прошу тебя, останься с Вальдхаром, чтобы он глупости не натворил. Да ты, блин, принцесса, ты же не согласна с ним, да? Ты же не согласна? О, если бы я не слышала и не видела, как ты вел себя при виде Тадмавриэля, то... я бы не согласилась. Но я видела и слышала, Вальдхар. И Лолошка прав. Тебе лучше туда не соваться. Чё за... В смысле, а Куда делась-то? А? Вот так вот, а. Теперь ты никуда отсюда не денешься. Да... Это ведьма! Прекрасная, невероятная, но черт возьми, ведьма! Да, Лолошка, иди. Только детально запомни разговор. Все формулировки, все фразы, чтобы пересказывать нам. Да, ладно. И ни в коем случае не принимай никаких решений без нас. Ты понял? Мы команда. Любое твое решение будет влиять на всех нас. Да, я постараюсь. Это не тот ответ, который я хотела услышать. Но это единственный ответ, который я могу тебе дать. Понятно. Ага. Понятно. Так, ну скафандры я не снимал, получается... Блин, а машина-то здесь? Сейчас, подожди-ка. Я не могу зайти. Блин, а чё так? Может быть, я там, не знаю... посмотреть на вас хотел. Главное, что машина здесь. Заводимся, садимся, поехали. Интересно, будет какой-то монолог или кат-сцена? Не? Просто спокойно доедем? Окей. Так, привет, тут кто-нибудь есть? Так, ладно. Надо быть готовым вытерпеть все, что он может выкинуть. Ситуация вообще не располагает к тому, чтобы вступать в схватку. Нужно быть выше этого или хотя бы очень постараться. Ну, я понял в целом. Если будет какой-то выбор, я выберу самые спокойные варианты. Здравствуйте. Так. Да, а ты неплохо здесь поработал, погляжу. Не думал, что тебе хватит мозгов самому улучшить даже базовый модуль. Что за... Тебя стучаться не учили? Что? У эльфов не принято стучаться в собственные дома. Это мне нужно тебя спрашивать. Почему не постучался? Он опять начинает играть со мной. На эмоции вывести, да, Это хочешь? все-таки мой бункер, не забывай. Как ты можешь называть этот бункер своим? Все в нем сделал я сам. Не, это мы точно не нажмем ни в коем случае. Слушай, давай без всей этой вот показухи, а? Пожалуйста. Хорошо, это твой бункер. Прости, что зашел без стука. Ну, наверное, что-то среднее, да? Слушай, давай без всей этой показухи, пожалуйста. Ох ты ж! Черт возьми! Не смей разговаривать со мной так, будто мы на равных!
Ты и твой дружок-придурок считаете, что вы первые, хотя вы даже не третьи. Ты считаешь, что ты столького достиг, столького добился, конечно! Но при этом ты даже не знаешь, почему в твоем костюме антискинт. Ты ездишь на моей машине, живешь в моем бункере, носишь мой скафандр. Ты жалок, Лолошка! Даже смотреть на это мерзко. И все-таки тебе нужна моя помощь. Тебе, такому великому и всесильному, нужна помощь жалкого Лолошки. Да. Я начинаю сомневаться, что ты подойдешь на эту роль. У тебя нет выбора, Тадмавриэль. И вот в этом, черт возьми, полагаю, ты прав. Если ты хочешь, чтобы мы помогали друг другу, ты будешь делиться со мной информацией. Ясно? Ну, тю-тю, ты не в том положении, чтобы диктовать мне условия. Какой у тебя план? Что тебе нужно от нас? Скажи! А ты не понял? Мне скучно. Я хочу, чтобы у меня была своя временная ветка. Ты... что? Да-да-да, ты все правильно услышал. Временных веток бесконечное количество, ты знаешь это. Я хочу, чтобы у меня была своя. Живая. Взамен я поделюсь с тобой информацией, которая тебя так интересует. Подумай. Одна ветка из бесконечности. Это же ничто, капля в море. Я бы мог обсудить все детали с тобой сейчас, но... Что-то мне подсказывает, что ты ни одного решения не можешь принять без своих прихвостней. Поэтому поговорим позже. И не смей делать никаких глупостей. Поверь мне, я могу превратить твою жизнь в ад. Если не хочешь проверять мои слова на деле, будь паинькой. Черт. Ну вот и что нам с тобой теперь делать-то? Вау. Да. Думал, поговорим. Ну, знаете, может быть, Лая была права насчет игнорирования, но как его можно было бы игнорировать? Никак. Тадмавриэль буквально диктует свои условия. Своя живая временная ветка. Ну да, в этом весь Тадмавриэль. Похоже. Так, ты тут что-то, значит, делал. Давай сразу проверим. Модули. Ничего не поломано. В целом те же уровни. Кстати, некоторые задаются вопросом, почему у Тадмавриэля фиолетовая, магия. Почему она фиолетового цвета? Если вы не смотрели Сердце Вселенной, то поясняю. Это зараженная сила матери. То есть, по сути своей, это сила матери, это сила искры, но в какой-то степени зараженная и таким образом пересозданная Тадмавриэлем. В Сердце Вселенной он делал много опытов, и из буквально предыдущей серии мы узнали, что он делал опыты даже при помощи крови Эграселя. Я не думаю, что Тадмавриэль слабый. Знаете, по какой причине? То же самое можно было бы сказать про Лолошку, типа, ну смотрите, у Лолошки нет подпитки, значит он должен был давно быть супер-мега слабым. По сути, так и есть, да, мы действительно сильно слабее, чем предыдущий Лолошка. Просто в этот раз мы знаем заклинания и можем их использовать. А у Тадмавриэля немного другое. Он постоянно искал подпитку. Он даже сам рассказал, что съедал своих собственных порабощенных. Давай-ка обязательно скафандр на зарядку поставим. С гусыни мы... Блин, у меня гниль. Ну, покормить я, наверное, ее не смогу. Обязательно восстанавливаемся и супер-мега обязательно прокачиваемся. Да, честно говоря, я думал, что Тадмавриэль будет бояться нас, ибо мы сотрудник организации, а он вроде как боится организацию. Но нет, у него реально есть какой-то козырь. Но что я точно могу сказать, это то, что очень круто, что наконец-то в сегодняшней серии нам рассказали, как устроены все эти вселенные, мультивселенные, скопления миров и так далее. Короче, не будем разглагольствовать, просто одеваемся, выходим. И машина, благо ты здесь. Прямо сейчас нам нужно доехать до Лаи и Вальдхара. Угу, здравствуйте. Открываемся, заходимся. А, я не могу зайти, да ладно! Блин, серьезно? А подожди, а что мне нужно? А что? Мне нужно, чтобы Лолошка что-то сказал? Почему я не могу зайти, блин? Я, походу, что-то пропустил. Так, супер быстро возвращаемся. Снова здравствуйте, мистер Бункер. Ага.
Привет, гусыня. Это мы снимаем. В итоге здесь у нас ничего не происходит. Блин, ну да, наверное, какой-то просто временной промежуток должен пройти. В любом случае, прямо сейчас смотри. У меня 19 тысяч опыта. Я собираюсь взять и прокачаться до 85-го. У меня откроется новое очко генома. И да, как обычно, супер круто прокачаемся. Может быть, гены боевых искусств — это круто? Проверка. Броня защищает лучше. Непонятно зачем. Любое оружие наносит больше. Опять же, непонятно зачем. А вот это прикольно, кстати. Следующий. После убийства врага следующая атака нанесет двойной урон. Да, то есть тут есть какие-то прокачки, которые реально годные, но с момента, как у меня кончились дроны, я даже не знаю, куда мне это прокачивать. Сейчас, наверное, самое необходимое — это все еще сытость. У меня сейчас первый уровень замедляет расход голода на 30%. Бам! Замечательно. Вы передвигаетесь на 70% быстрее, если не носите броню. 40 выносливости требуется. У меня 29, ну давай до 31 прокачаем. Супер, очко генома, спасибо. Сейчас мы, конечно, это не прокачаем, но найдем что-нибудь другое. Увеличивает насыщение от еды на 20%. Сюда. Спасибо. Давай теперь даже проверим, как это работает. Где мои ягоды? Дайте ягоды. Черт, ни одной ягоды. Ладно, хотя бы пыль сложим. Тогда пробуем супчик и... 3... ну, кстати, за 3 супа насытились. Вроде как уже неплохо. Самое главное, что мы теперь еще и тратим меньше, да? Потому что прокачали сытость. Замедляет расход голода на 30%. Я очень надеюсь, что мы это заметим. Также обязательно скушаем искрящееся яйцо. Немножко восстановились. Ой. Мне же даже немножко поплохело. И на этом мы будем постепенно заканчивать. Тадмавриэль — говна кусок. Все-таки не изменился. Это реально один из тех персонажей, которому все мало и мало. Ему уже нужна целая живая ветка. Не, такое либо останавливать, либо... Ну, с этим надо мириться и жить, а мы не хотим с этим мириться и жить. Очень надеюсь, что вы не забудете поставить лайк, очень надеюсь, что вы подпишетесь. Напомню, что ваша поддержка — это наилучший буст мотивации. Сейчас я данную фразу произношу чуть реже, потому что, да, у меня по пятницам перестали выходить серии, но я правда надеюсь, что вы поддержите меня. Могу сказать, что зрение мне точно сказало спасибо, ибо я теперь работу немножко... размазываю, распределяю. Короче, ребят, спасибо вам большое за поддержку. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и... чертов Тадмавриэль. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Знаешь, что я нашел в первой же главе древнейшей истории, Лолошка? Твое имя! Это ведь не ты, правда? Так, что мы имеем? Огромное-преогромное спасибо от Пита, синего чувака из организации, угрозы Тадмавриэля, благодаря которому, кстати, напомню, я живой, а также очень крутое повторение того, как появились первые. Плюс достаточно подробное описание того, что такое вселенные, мультивселенные и параллельные реальности. Наконец-то. Да, предыдущая серия богата на информацию и события, но... А чё делать с Тадмавриэлем-то? Ты погляди-ка, хочет живую временную ветку в личное пользование. Обалдеть запросы. Давайте смотреть, что можно с этим делать. И всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы падали и опять вставали. А потом опять падали и опять вставали. Короче, предыдущую серию тезисно можно описать так: дружба, угрозы, информация. Учитывая, что каждый из этих тезисов имеет достаточно ощутимый вес для истории, выделить определенный будет тяжко. Но, я напомню, запрос Тадмавриэля все еще жопа. Хочу временную ветку. Живую. Да ты чё, офигел? Пёс. Якобы за эту помощь он мне даст такую информацию, которая мне и не снилась. Что за информацию? Почему я всю жизнь ношу такие очки? Знаете, я очень... Не так. Я очень-очень верю, что Тадмавриэль правда обладает невероятно секретной информацией, даже про Лолошку. Ведь напомню, он откуда-то знает про то, как фильтровать время, или знал, что конец времени вообще наступит. Как бы мне не хотелось оскорбить или там принизить, опустить Тадмавриэля, мне тяжело не признать. Свои знания он использует не как кретин. Напомню, в предыдущей серии мы попытались приехать в гараж Клаи и Вальдхару, но дверь почему-то не открывалась. Я подумал, наверное, надо подождать, и совершенно забыл. Мы же можем Прунус прописать. Сейчас обязательно все это сделаем, но перед этим давай-ка поедим. Поехали.
Последнее докладываем, обязательно кушаем. Ненужное сразу выкидываем, спасибо, не понадобится. И да, само собой не забываем про гусыню, которая где-то ходит. Так, еще обязательно прокачаться. Ну-ка. Спасибо, спасибо. Блин, опыта у меня на самом деле прям мало. 7000. А еще здесь постоянно пробирается ржавчина. Капец. Эй, гусыня. О, привет. На-на-на, немножко покушай. Вот-вот-вот. Гусыня вкусно, это замечательно. Остальное не понадобится. И, наверное, сразу съедим. Черт. До сих пор губа побаливает. Ай. Быстро же с него слетел фасад вежливого аристократа. Стоило произнести буквально одну фразу, которая ему не понравилась, так на тебе! Я уже летаю по всему бункеру и шишки набиваю. Черт. Мало того, что он конченый ублюдок, так еще и совершенно неадекватный. Ну, ладно. Видимо, когда ты бессмертенно обладаешь такой неприлично огромной силой, это попросту неизбежно. Слишком много власти для одного существа. От этого совсем крыша едет. Он же буквально безумен. Стоп. Безумен. Вполне возможно, что это его единственное слабое место. То, насколько его разум затуманен собственной безграничной властью. Да, конечно, очень сложно поставить себя мысленно на место такого существа. Невозможно даже представить себе, что он думает и чувствует. Однако точно нужно постараться это сделать. Потому что это именно то, что могло бы дать нам какое-никакое преимущество. Надо срочно обсудить его предложение с Лайей и Вальдхаром. Тадмавриэль не сказал, когда вернется. А это значит, что вернуться он может в любой момент. Нам нужно быть готовым. Ага. Вот чертила, блин. Губу мне разбил. Как мне теперь кушать-то? И насчет покушать, кстати. Да, у меня остается 12 консерв, здесь 4. Запасы стремительно тают. Но ладно, пока что живем. Обязательно одеваемся. Прописываем пронус. 146, 147. О, да, сейчас, ложка, подожди секунду, сейчас. 150. Да, привет, Лая. Да, привет. Что-то с каждым разом все тяжелее становится. Ну ладно. Возможно, это из-за того, что я теперь питаюсь как попало. Ой, ничто, конечно, не сравнится со столовой Синклита. Так, ладно, что это я? О чем я говорю? Про самое главное ты не спрашиваю. Тадмавриэль приходил? Да, приходил. О, вот оно как. Угу. Я, собственно, поэтому и здесь. Ладно. Так, и что же он сказал? Подожди. Давай, может быть, встретимся у Вальдхара в гараже через полчаса и там все обсудим. То есть, через 30 миллиметров? Чего? Сантиметров? Как это мило. Ты пытаешься освоить синклитовскую систему ради меня? Можешь не пытаться. Она не понадобится тебе. Отвязываться ты все равно не будешь. А я уже в любом случае привыкла подстраиваться под вас. Но все равно спасибо. Ладно, беги в гараж, я скоро буду. Ты серьезно, что ли? У тебя что, тренировка, блин, каждый час? Ну погоди тогда уж, сейчас мы сходим в этот гараж, там получается Вальдхар. Здесь написать ничего не можем, на всякий проверим тут. Ничего. Тогда Малус. Замечательно. Но я прежде чем поеду, наверное, все-таки заряжусь на все 100%. Потому что я понимаю, мало ли мы куда-то пойдем, куда-то телепортируемся. Блин, мне все еще непривычно, что у меня скафандр не оранжевый, а зеленый. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь мы поменяем цвет. Да, гусыня? Я пошел, если чё. Погода нормальная, по еде есть. В целом, наверное, больше ничего не понадобится. Ну, поехали. О, ну серьезно. Стоило только сказать, что погода нормальная. Ладно, в любом случае садимся. И аккуратненько, не ломая машину, едем. Эй, ребятушки, я к вам. Аккуратненько, если что, здесь. Я так понимаю, Лая уже, скорее всего, будет здесь. Постучать. Заходи, Ло, заходи. Угу. Здорово. Привет, а ты как понял, что это я? А кто же это еще может быть, а? Если меня вычислили сотрудники этой вашей организации, стучаться бы они точно не стали. Ну а как же Лая? Ну,
У принцессы нет привычки стучаться. Она просто телепортируется посреди комнаты. Да, вот. Один раз даже неловкий моментик у нас Да, произошел. ладно, я понял. У сотрудников организации действительно есть с этим проблемы. Но они быстро учатся, кстати, если им все объяснить. Ты не сделал этого, да? Ты серьезно? Зачем? Меня-то все устраивает. Какой кошмар, Вальдхар. Ты бы у Лаи спросил, устраивает ли ее хотя бы. Ну блин, вот когда ты вот так вот об этом говоришь, ну да, чуть не подумал я как-то. Наверное, ты прав. Надо будет спросить. Да, уж, пожалуйста, сделай это. Кстати, а Лая еще не приходила? Нет, не приходила. Ага. И это при том, что я еще и задержался. Значит, моя теория оказалась неверна. Чё? Какая? Короче, слушай, я не знаю, сколько нам с тобой придется ее ждать. Ну, здравствуй. Опа! Привет, радость моя! Понятно. Слушай, все в сборе, да? Давай уже выкладывай. Что там тебе сказал Тадмавриэль? В смысле? Этот говнюк в итоге приходил в бункер, что ли? А ты мне еще что-то про стук в дверь затираешь, ты погляди! Тихо, тихо, успокойся, Вальдхар. Если честно, мне просто лень 2 раза одно и то же рассказывать. Да, конечно. Блин, ты иногда вредный такой, знаешь, это просто... Может, Ладно, начнем? давай рассказывай уже. Так, а почему я могу еще и выбрать, что рассказать? Рассказать все как было, рассказать о том, что сказал Тадмавриэль, но не рассказывать о драке, типа то, как меня избили. Рассказать только о предложении Тадмавриэля, не упоминая ни о драке, ни о словесных угрозах. Вот на самом деле, если бы сейчас здесь была только Лая, я бы, наверное, все рассказал. А учитывая, что передо мной Тадмавриэль... О, господи, Вальдхар, который явно вспылит, наверное, мне о драке не надо рассказывать. И вот о угрозах можно, а вот о драке не надо. Типа, главное, что мы все понимаем, Тадмавриэль будет и дальше угрожать, и с этим нужно что-то делать. Поэтому драки, короче, не было. Итак, Тадмавриэль готов предоставить необходимую нам информацию в обмен на... собственную живую ветку. Да это... Что, Вальдхар? Это... Ты хочешь сказать, тебе это было не очевидно? Да, короче, продолжай. Он сказал, что ему здесь скучно. Ну, естественно, он, по сути, всю власть потерял. Самую главную его власть над живыми существами. Способность управлять предметами или природой его интересует лишь опосредованно. Поэтому от его всемогущества в пустом мире ему пользы почти никакой нет. Ему нужны жертвы. Классический случай психопата. Ну, не знаю, можно ли назвать его классическим. В смысле? Ну, просто ни у одного психопата в истории ведь, наверное, никогда не было так много ресурсов, чтобы всецело предаваться своей психопатии в таких масштабах. Ну да, наверное, ты прав. А больше он ничего не сказал? Понятно, что мы действительно можем многое выиграть, если будем с ним сотрудничать. Или делать вид, что сотрудничаем. Мы ведь это уже обсудили, но... Хотелось бы понимать, во что мы действительно ввязываемся, лол-ложка. Ну вот, с этим как раз проблемы. Он ничего конкретнее особо-то и не сказал. Только то, что он хочет себе одну живую ветку в безраздельное пользование. Вот как. И да, что готов за это предоставить нужную нам информацию. Так а где гарантии, что этот ушлепок не рассуждает точно так же, как и мы? Мы будем делать вид, что помогаем ему заполучить живую ветку, а он будет делать вид, что предоставляет правдивую информацию. Лая! Да, ты прав, Вальдхар. Информацию, предоставляемую Тадмавриэлем, нужно будет по возможности проверять. Либо, если ее невозможно проверить, не полагаться на нее в действительно опасных ситуациях. Я думала, это и так понятно. Ты же вроде уже согласился. Да ну, блин, да конечно я согласился, да! Но скорее из безысходности, Лая, ты уж меня извини! Если эту информацию можно проверить в каких-то других источниках, почему бы не получать эту информацию сразу оттуда? И не связываться с Тадмавриэлем? Вальдхар, это не так работает. Мы не знаем того, чего мы не знаем. Другими словами, Тадмавриэль может сообщить нам нечто такое, о чем мы бы сами вообще не подумали. Просто потому, что у нас нет никаких зацепок, которые как-то подводили бы к этой мысли. Ну, ладно, допустим. Ну вот, пример тебе. Тадмавриэль расскажет нам о том, как устроено оружие организации. Да-да, то самое оружие, которое служит для убийства бессмертных существ. Ну-ка.
В организации доступ к такой информации есть только у высшего руководства и нескольких высокопоставленных сотрудников исследотдела. От них эту информацию мы точно никак не получим. А у нас самих слишком мало информации. Нет, они точно бесполезны. Чисто внешне невозможно определить, что там за субстанция содержится в этих пулях. Ну, белое и белое, и что с того? Мало ли на свете белых субстанций. К тому же, самим что-то предпринимать, например, попробовать смешать ее с другими веществами, это может быть слишком опасно. Нет, не годится. Ага. И вот теперь конкретно на этом примере, Вальдхар. Если Тадмавриэль нам скажет, что это за субстанция такая, то мы сможем изучить всю информацию об этой субстанции, которую сможем найти в других источниках. Потому что уже будем знать, что именно нужно искать. И на практике проверить, действительно ли это та самая субстанция или нет. Ну, ладно, твоя взяла, конечно, но... Ну а как мы можем быть уверены, что он не предаст нас в любой момент? Не убьет, как только мы ему там надоедим? Блин, Ло, ты же прекрасно знаешь, до каких низостей может опуститься Тадмавриэль. Да, Вальдхар, я знаю это прекрасно. Поверь мне, я ни на секунду не забываю об этом. Да и он не дает мне это забыть. О чем ты? Чертила. Ну, когда мы разговаривали, он посчитал необходимым напомнить мне, что мы с ним не равны, а также, что мы не в том положении, чтобы диктовать ему условия. Понятно. Ну и напоследок пригрозил, что если я сделаю что-то, что ему не понравится, мне придется за это ответить. Да, классное получается сотрудничество. Ну все, Ну, Вальдхар. не, ну а чё? Мы обязаны делать все, что он от нас хочет, иначе он нас просто прихлопнет как комаров, да? При этом информацию, которую он будет давать взамен, придется еще и перепроверять. Блин, возможно, вся она еще и кажется полной брехней. Ладно, Да все, не, нам... ну, Ло, серьезно, чё это за бред-то? Да, ты снова прав, Вальдхар. Блин, черт, я ведь снова начинаю сомневаться. Бляха-муха, ребята, ну шо там, я уже не помню, что я говорил, чтобы вас как-то вразумить. Высказаться однозначно в пользу сотрудничества, если условия будут более ясно оговорены, сомневаться. Более ясно оговорены, да. Слушайте, ребят, я вас полностью понимаю. И все же, Тадмавриэль признал, что ему нужна помощь. И скорее всего, правда, скорее всего, это не ложь. Я думаю, он уже пытался, и не один раз, заполучить живую ветку в свое владение. Ведь Но правда. у него не получилось. Я напомню, ребят, он противостоял сам себе. Очевидно же, что такое противостояние закончится ничем. Два Тадмавриэля не смогут убить друг друга. Блин, да, я вот забыл об этом. Однако, если кто-то поможет Тадмавриэлю из этой ветки, возможно, эта лишняя крупица силы, направленная против другого Тадмавриэля, позволит этому Тадмавриэлю победить. Ну, это логично все звучит. Вот зачем мы ему нужны, кстати, да, возможно. Да. Я так я и представляю себе отца. Так что у нас есть все основания полагать, что Тадмавриэль от нас действительно зависит. И других вариантов у него нет. В этой ветке же больше никого не осталось. К тому же, где он найдет себе помощь лучше, чем двое первых? И при этом бывшую сотрудницу организации. Ну, короче, вы меня поняли. Он до сих пор нас не убил и не убьет, пока мы не поможем ему добиться своего. И, кстати, насчет этого мы не поможем. Мы будем помогать, но только до определенного момента. Как только мы почувствуем себя в опасности, мы сдадим его организации. Да, именно. Но единственное, мы должны очень четко проговорить условия нашего сотрудничества. Да, ты прав. Пока что он толком ничего нам не сказал. Он готов предоставлять информацию, но в каких количествах? На любые ли темы? Короче, Вальдхар, я согласна с Лоложкой. Нужно выяснить конкретные условия. Можно еще поторговаться, например, выбить для нас более благоприятный сценарий. И тогда уже можно будет согласиться. Так а чё, если мы не успеем, и он убьет нас быстрее? Нетушки, я просто не понимаю, как вы не видите? Здесь же явно какой-то подвох. Наверняка он пытается заманить нас в какую-нибудь ловушку, чтобы потом питаться нашими силами. Да, Вальдхар, мы от этого действительно не застрахованы. Так? Ну, есть риски. Но напомню, мы будем предельно осторожны. Если станет понятно, что что-то идет не так, мы могли бы попробовать снова установить завесу. Завесу? Ну, я не уверен, но
скорее всего, завеса есть во всех ветках, правильно? Это можно, кстати, проверить. Если это так, значит мы тогда создали завесу, сами того не понимая, одновременно во всех ветках. Теперь понимаешь? Угу. Я тогда вообще ничего ни про какие ветки не слышал. И Грасса ничего такого не говорил. Значит, возможно ли, что силы двух первых будет достаточно, чтобы снова запечатать одну единственную ветку? Разве нет? Думаю, это возможно, да. Какая к черту завеса? О чем ты говоришь? Он слишком опасен, Лол-ложка. Если что-то пойдет не так, его нужно будет сдать организации. И они его просто прикончат. Так будет гораздо спокойнее. Принцесска-то наша продолжает жестить. Да. Хотя, если честно, я скорее с Лай соглашусь. Вот. Я был бы просто счастлив увидеть, как убивают Тадмавриэля. Ну, вот смотрите, получается у нас как минимум один рабочий план по избавлению от отца и один непроверенный, но вполне вероятный. Значит, что? Мы готовы с ним сотрудничать? Да, да. Да. Вальдхар, мы готовы сотрудничать? Да, на наших условиях. Нет, я боюсь, на наших не получится. Но да, хорошо. Окончательное решение мы примем после того, как обговорим подробно условия. Так, и что же мы предложим ему? Каким образом мы якобы будем помогать ему? Да, я, кстати, тоже думаю. Вряд ли у нас получится убить Тадмавриэля из другой ветки. О, стоп. А что если мы просто поменяем их местами? Заманим другого Тадмавриэля в ловушку, переправим в эту ветку, вы ее запечатываете, а этот Тадмавриэль спокойно сможет быть там, в живой ветке. Обалдеть! Принцесса, ты такая умная! Ха, Лая, а план-то действительно отличный. Но выполнять мы его, конечно, не будем. Предложим Тадмавриэлю, я думаю, ему точно понравится. Ну давай, теперь твоя работа. Плодотворно провести переговоры с Тадмавриэлем. Сможешь? Ну я постараюсь. Угу. Слушайте, если что, я не знаю, когда он придет, поэтому я просто постараюсь из бункера особо не выходить. Хорошо. Приходи, как только что-то выяснится. Да блин, ну... А я уж думал предложить ей прогуляться под звездами. Хотя, я не уверен, что там сейчас ночь, правда? Понимаю это чувство. Ладно, Вальдхар, мне нужно вернуться в бункер. Тадмавриэль может появиться в любой момент. Да, Ло, я понимаю. Все-таки тяжело мне с этим смириться. Эх. Ну, да, видимо, придется. Пока. До скорого. Давай. Ну, конечно, куда без миски? Куда эти маленький? Обгоревший Мишка. Ты бы его, не знаю, почистил. Или там гарь никак уже не смыть, не убрать. Ладно, на самом деле мы прям хорошо поговорили. И то, как мы завлечем Тадмавриэля, это годится. Еще раз, что мы придумали? Заманим другого Тадмавриэля в ловушку, переправим в эту ветку, вы ее запечатаете, а наш Тадмавриэль спокойно сможет существовать в той, живой. Опять же, на всякий случай, для невнимательных зрителей, это то, что мы предложим, а не то, что мы сделаем. И вот на этих условиях с Тадмавриэлем уже можно будет как-то торговаться. Ну ладно, сейчас нам, получается, нужно до дома, наверное, да? Слушайте, я бы, честно говоря, по Блумколе немножко порыскал, походил. Мало ли здесь спавнятся какие-то новые предметы, которые я раньше не находил. Например, вот, сразу железо, сталь. Да, смотри, оно как будто заново иногда появляется. Типа, Лолошка в закрома залазит куда-то вот туда поглубже и находит. Но тут что-то уже больше ничего нет. Шерсть. А, стоп, пластина, это мы точно берем. Железо, как говорится, экономим. О, а вот это прям супер круто. Да, я бы нашел побольше еды. Еще, спасибо. Так, по-моему, кстати, кубок я могу переделывать в золото. Да, с помощью молотка, поэтому тоже берем. Ну и ладно, все, поехали. Меня прям телепортировали, спасибо. Обязательно ставим костюм на зарядку, хотя он и так в целом был заряжен. Так, и Это что, Тадмавриэль? Хотя было бы странно. Вряд ли бы он стал стучаться. Это правда. Так, давай сначала здесь попробуем. Угу. Ладненько, тогда, наверное, нужно выйти. Одеваемся. О, Лолошка, привет. Привет, Малецкий. Ты заходи. Да, заходи. Слушай, блин, подожди, А что мы вообще с Малецким в последний раз обсуждали? Он меня отчитал за то, что я использовал слайма-ложку, да? Ну что, как у тебя дела? Как продвигается задача по поиску Тадмавриэля? Да так, знаешь,
я решил все-таки побольше почитать. Угу. Так ты же хотел подойти к делу более там практически, не? Да. И изучение пространственного ландшафта помогло. Но вот затем я зашел в тупик. Надеюсь найти какие-то зацепки в истории Архея. Угу. Ну хорошо. Слушай, я теперь не очень понимаю, как с тобой разговаривать. После того, как ты меня решил вот обмануть. Да нет же, Каспар, я не тебя обмануть хотел, я... организацию. Бла-бла-бла, не тебя, конечно. Да что? Ко мне ведь кто угодно мог заглянуть, ты же понимаешь. Ты что, забыл? У меня в бункере уже 6 или 7 сотрудников ваших побывало. На, и ты хочешь сказать, что потом бы мне все рассказал, если бы я сам тебя не поймал, да? Ну... соврать? Конечно рассказал бы. Именно это я и собирался сделать, Малецкий. Не уверен, что верю тебе, Лолошка. Да, таким поступком ты, конечно, подорвал мое доверие. Надеюсь, ты сможешь заслужить его обратно, честно говоря. Потому что я бы очень не хотел терять такого друга. Я бы тоже не хотел, Каспар. Я постараюсь снова заслужить твое доверие. Ну постарайся уж. Я, кстати, пришел, чтобы тебе одну вещь сказать. На меня в Синклите уже начинают давить из-за того, что ты почти не продвинулся в поисках Тадмавриэля. Ты давай уже там грозятся целую команду тебе в помощь прислать, если дело не ускорится. Я попросил дать тебе еще пару десятков километров хотя бы, и пообещал, что помогу, прослежу. Типа, дело там под моим контролем. Ну, чтоб, короче, от тебя отстали. Погоди, а разве не нам обоим поручили это задание? Ну да, обоим. Но мне-то пришлось всю ответственность взять на себя, чтобы от нас отстали. К тому же у тебя это единственная задача, а у меня еще помимо этого куча другой работы. А, я понял. Ну тогда да, Каспар, спасибо за помощь. Да не за что. Не понимаю, почему я это делаю вообще. Ладно. Я решил, кстати, тоже немного войти в курс дела, раз уж ответственность взял на себя. Взял вот в архиве Синклита историю мира Кси-01 Сет Фета 51А Эпсилон 72 Фи 9 Тет и стал читать. И представляешь, знаешь, что я нашел в первой же главе древнейшей истории, Лолошка? Твое имя! Там упоминается некий Лолошка. Оказывается, он был другом Играселя, сына Тадмавриэля. Это ведь не ты, правда? Да нет, конечно. Как это могу быть я? Я тоже, кстати, это прочитал и удивился. Хотя, мало ли лошек по разным мирам и веткам раскидано, правда? Ну да, наверное, ты прав. Но может ли быть, что ты просто об этом не помнишь, а? Ты ведь говорил мне, что многое забыл из своей предыдущей жизни. Ну, не знаю, Малецкий. Может быть, ты и прав. Но это нельзя никак проверить, ведь правда? Видимо, ты прав. Ну, ладно, пойду я тогда. Уж очень любопытно было, поэтому вот сразу решил спросить. Но а так у меня еще куча дел. А ты давай, за работу, иначе мне еще прилетит опять. Окей, Каспар, я тогда постараюсь предоставить какие-то результаты в ближайшие... километры? Угу. Постарайся и будь добр. Только этого не хватало. Нужно любыми способами отсрочить участие других сотрудников организации в моем задании. Значит, надо все-таки им что-то предоставить. Так, ладно, сейчас как раз подходящий для этого момент. Мне нужно сидеть в бункере и просто ждать появления Тадмавриэля. Значит, начну читать библиотечные книжки. Вполне возможно, что-нибудь там найду. Если не по-настоящему полезное, то хотя бы такое, что можно будет показать организации. В качестве, ну, типа, результата моей работы. А еще, пожалуй, хорошо бы запросить материалы из архива Синклита, как это делал Малецкий. Почему он реально мне принес книги из библиотек Архея? Ведь наверняка же информация, хранящаяся в Синклите, гораздо достовернее. Хотя, может быть, Малецкий этого не понимает, он же просто штурмовик. Если же они пришлют что-то из архива организации, я наконец смогу проверить версию истории Архея, рассказанную Тадмавриэлем. Ну или во всяком случае проверить достоверность информации, которой располагает организация. Вау. Ну, кстати, да, помните, я еще об этом говорил, типа, они принесли мне какие книги? Типа, из самой организации, из архива, или же где-то из этого города? Типа, из самого Архея. Как оказывается, моя догадка о том, что это все из Архея, была наполовину верной. Потому что я верил, что здесь что-то все-таки из Синклита. Но нет, из Синклита здесь ничего. Взял в архиве книгу и стал читать. И знаешь, что я нашел в первой же главе?
твое имя. Там упоминается некий Лолошка. Он был другом Играселя, сына Тадмавриэля. Да, сильно. Но, судя по всему, в этих книжках это тоже написано. Потому что, почему бы это не должно было быть написано, да? Лолошка явно статная фигура здесь. Если смотреть по сезону Сердца Вселенной, то мы явно заложили туда огромный пласт истории. И про меня еще долгое время прям помнили. Короче, мы теперь знаем, что сказать Тадмавриэлю. Мы будем вытягивать из него информацию, якобы по чуть-чуть помогать. Но при всем при этом надо также оттягивать задания организации. Потому что Тадмавриэля сдавать пока нельзя. Черт возьми, а я еще и Малецкий вру. А он так говорит, типа, надеюсь, ты мне не врешь. А я, блин, реально вру. Я ему прям просто на каждом слове только так вру. Это жесть какая. Ладно, посмотрим, что будет дальше. На этом буду постепенно заканчивать. У меня ощущение, что вот все держится на каком-то тонком льду. Мы пытаемся контролировать все, чтобы никто ничего не заметил, никто там не заподозрил. И этот лед скоро треснет. Вот реально треснет. Если говорить проще, я уверен, скоро жопа. Но на этом мы действительно заканчиваем. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и подписываться. Я правда надеюсь, что вы не пропустите эту просьбу мимо ушей, как бы она вас, наверное, не задолбала, но все-таки это клик, а я всего лишь напоминаю, и все зависит действительно только от вас. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и... черт возьми, тонкий лед, как будто скоро вот-вот треснет. А также понимание, что говорить Тадмавриэлю. Всем удачи, всем пока. Пока. Вот и все, кажется, все саженцы у меня. Надо срочно приступать к высадке. Опа. Стоп, что? А почему у них как будто магия пустоты с листьев? Окей, давайте коротко, что надо нашему Тадмавриэлю. Все очень просто. Два Тадмавриэля не смогут друг друга убить, но и жить в одной ветке не смогут. Им обоим нужна безраздельная власть. И это, кстати, правда. Однако, если кто-то поможет Тадмавриэлю из этой ветки, возможно, эта лишняя крупица силы, направленная против другого Тадмавриэля, позволит нашему победить. Короче, если проще, наш отец хочет свою собственную временную ветку, но при этом живую. Взамен даст нам некую информацию, которую может не знать даже Лая. Интересно, что же это за информация такая? А самое главное, как мы докажем, что типа согласны с ним? На самом деле здесь все придумано. Заманим другого Тадмавриэля в ловушку, переправим в эту ветку, вы ее запечатаете, а наш Тадмавриэль спокойно сможет существовать в той, живой ветке. Напомню, само собой, делать мы этого не будем. Нам самое главное завлечь отца. Типа, да-да-да, мы такое думали, мы такое придумали, мы готовы сотрудничать. Короче, да начнется торговля информацией. Всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы придумали план. Реально план. Короче, завлекаем Тадмавриэля, осыпаем его опять же продуманным планом, понимаем, что он на крючке, а так как мы его единственная живая потенциальная помощь, начинаем торговать информацию. Да, я напомню, мы до сих пор без понятия, откуда он знает про организацию, откуда знал про конец времени, но я думаю, разберемся. Тут главное понимать, у меня опять же от организации есть все еще задание. Задание найти Тадмавриэля. Получается, мы их тоже должны обманывать, да так, что дело вроде продвигается, но нам нужно больше времени. Ах, куда же я залез? Я уже даже Малецкий обманываю, капец. Ладно, давайте так, без лишнего, просто берем немного томатов, немного кормим гусыню, приветусики. Звук, который издала гусыня, наверняка означает спасибо, благодарю. Далее тренировочка. Сейчас у меня будет... Да, 10 тысяч уже, нифига, нормально. И последнее, покушать самому. Нет. Пожалуй, что-то я устал читать. Уже буквы перед глазами прыгают. Не понимаю, сколько я просидел за этими книгами и газетами. Уже давно пора было бы сделать перерыв. А вообще, изучать литературу Архея — это дело довольно неблагодарное и почти бесполезное. Чем дальше от нашего с Джоном ухода, тем меньше правды. И упоминаний Тадмавриэля в качестве отца тоже все меньше и меньше. О, зато, кстати, появляются упоминания в качестве крупного бизнесмена. Сначала владельца компании по скинтодобыче, затем владельца компании по строительству бункеров.
Вот только интересно, что чем позже материал был написан после тех событий, о которых отец рассказывает, тем больше в нем ошибок или, не знаю, даже откровенного бреда, что ли. При этом газеты, сообщающие о последних новостях своей эпохи, там-то как раз все совпадает с рассказом Тадмавриэля. Таких газет буквально пара штук. Интересно, откуда Малецкий их взял? Неужели в живые ветки ходил? Они явно слишком новые, как будто вот-вот из-под печатного станка. Может быть, поэтому их так мало? Слишком опасно добывать? Это он что, ради меня на такой риск пошел? Или все-таки в организации какой-то отдел занимается подобным? Так, ладно, короче. На данный момент всю возможную информацию из данной литературы я уже извлек. Думаю, настало время запросить материалы из архива организации. Так, подожди, то есть получается большинство книг это все бред, как ты говоришь, да? Чем позже материал был написан после событий, о которых рассказывает отец, то есть получается после того, как мы с Джоном сбежали, тем больше в этих книгах бреда и ошибок. Но при этом пара газет, которые как будто только-только напечатаны, совпадают с рассказом Тадмавриэля. Я пока не совсем понимаю, к чему здесь клонится, но получается большинство книг бред. Окей. Настало время запросить материалы из архива организации. О, кстати! А ведь Малецкий-то говорил, ты если что, обращайся ко мне. Это что, получается, планшет? Так, задание. Номер задания 475 бла-бла-бла. Вид задания, локализация и ликвидация выжившего. Автор задания Луиза Десаль, совет директоров. Исполнитель Лолошка, мир наш. Координаты, по которым находится цель, не установлены. Это задание Тадмавриэля. Ой, блин, а я так и не прочитал. Информация о цели. Самое бессмертное из всех существ. Эльф, обладающий силой зараженной искры. Знает, как обезопасить себя от действия концентрированного времени. Имя Тадмавриэль, да, вот оно. Очень-очень древний эльф. Хитер, надменен, жаден. Ради мирового господства готов на все. Характер мерзкий, не женат. Вот это самое главное. Короче, на всякий случай решил уточнить, правильно ли я понял. И да, я правильно понял. Мне правда нужно написать сообщение. И, по всей видимости, Малецкий, да? Так, он подписывался Кацпер Малецкий. Окей, новое сообщение. Кацпер Малецкий. Тема... Подожди, а чё там, господи, он говорил? Запросить материалы из архива организации. Так, ну получается просто архивные материалы, как-нибудь вот так. Далее само сообщение. Привет, Малецкий. Мне нужны те самые материалы. Вообще, наверное, плевать, что я напишу. Главное, чтобы контекст был. Отправить. О, привет, Кацпер. Я понял, что из книг и газет мне многого не узнать. Хотел тебя попросить прислать мне архивные документы организации по Тадмавриэлю. Ну, или обратиться в нужный отдел, чтобы мне прислали. Я просто совсем не знаю, как это делается, а информация мне правда нужна для работы. Было бы славно, если бы ты помог. Ну да, короче, тут оно все само написало. Окей, ну, я был прав. Архивные материалы. Ну что ж, получается, теперь ждем. Я думаю, нет никакого смысла сейчас возвращаться к архейским источникам. Лучше дождусь материалов из организации. В них наверняка более достоверная информация. Так. О, Да, это Пит. то место. Опа! Здорово, друган! да... Ну чё, давай рассказывай, как дела-то у тебя? Да, привет, Пит. Слушай, да нормально все. Только вот я, если честно, очень устал читать. Читать? Но, погоди, зачем ты это делаешь? У меня, Пит, важное задание от организации. Извини, но я не могу рассказывать детали. О, Да, я просто нахожусь на стадии сбора информации. Поэтому вот пришлось обработать очень много источников за последние, не знаю, там сколько часов, правда. Или метров, километров. ну да, ну да. У меня, знаешь, кажется, от этого мозг разжижается и... Ну да, очень хочется на что-то отвлечься. Да не, брат, конечно, я понимаю. Правда, знаешь, вот очень странно, что сбором информации тебя заставляют заниматься. Это, по идее, работа отдела учета, а ты-то штурмовик. Ай, блин, вот я ненавижу, когда начальство вешает на тебя задачи, которые не входят в твои обязанности. Правда, они ведь заплатят в двойном размере, правда? Это у тебя в контракте должно быть прописано. Проследи, чтоб заплатили обязательно. Кстати, я как-то даже не задумывался об этом. Да, спасибо, что предупредил, Пит. Прослежу обязательно. Ну, туда их, правильно! А иначе ради чего корячимся-то? Пашем-то ради чего? Чтоб было на что потом отдохнуть.
Я, кстати, собственно, поэтому-то и пришел. У меня выходной. Так что вот я и подумал, а чего бы мне с новым друганом не зависнуть? В Синклите уже так-то задолбали все, если честно. Сотни, тысячи, миллионы километров, и в основном все те же кислые рожи. Я как бы понимаю их, понимаю, правда. У меня тоже рожа кислая, когда я в Синклите. Бывает, конечно, что новички появляются там свежие, румяные. Но, насмотревшись на наши кислые рожи, их рожи тоже окисляются за какие-то там, пару тысяч километров. Ой, блин. Есть у меня, конечно, кореша, да. Но так, прикольно побазарить с кем-то не из Синклита. Так что ты, раз уж сам говоришь, что тебе нужен перерыв, я тебя беру в охапку, и мы идем с тобой куда-нибудь, где можно классно по-мужицки зависнуть. Господи, как же мне нравится старина Пит. Такой обычный работяга, знаете. Извини, Пит, но у меня все еще очень много работы. Я не могу уходить надолго. Отличный план, Пит. Не хочешь забраться на крышу высотки и полюбоваться видом? Отличный план, Пит. Я знаю неплохой бар здесь, в этом городе. Давай... Я знаю неплохой бар. О, вот это по-нашему. Ну погнали тогда, чё булки просиживать, правда? Выходной-то не резиновый. Справедливо. Так, в целом сейчас надеваем. Как это все резко произошло? Чё, реально дружить будем, блинский? Чё? Ждешь меня, да? Чё у нас по погодке? По погодке все нормально. Поговорить? Ну чё, давай, веди. Так, ой, уровень радиации 2. Блин, ну какой 2? Это много. Где мы? Ой, даже не знаю, что это за место. Я знаю, что это за место. Мы тут печеньковую уточку нашли, я помню. Ой. Ох, ну давай, ты себе тоже что-нибудь возьми. Подожди, это все для одного тебя? Ладно, хорошо. Сейчас. Так, мы, что мы? Назеритовая монета, медный слиток, безалкогольное пиво. Отлично! С цитрусовыми нотками. Идеально. Кубок. Нет. Ну, наверное, это все, что мне понадобится. Икста, захвати еще стаканы, а? Мы все-таки культурно сидим. Мы же не гопники там какие-нибудь, да? Блин, ну да, получается. Давай осматривать все, что есть. Опа, молоток инженера. Это когда-то я оставил, возьмем. И я... бокал. Может быть, имеется в виду бокал, да? Нет? Что, мне стаканы именно нужно взять? Где я те стаканы найду? Так, железо возьмем. Даже салфетки можно. Опа, стакан. Вот оно. Все, садимся. Держи. А ну? Культурно сидим. Брат, а чё ты как-то скромно, не? Взял бы еще, это же стертая ветка. Пивас ничейный вообще. Так, а при чем тут это? Да, ты прав, сейчас возьму еще. Нет, мне же еще работать надо. У меня не выходной, Пит. Нет, я вообще не пью. Не-не-не, вот этого я точно не скажу, потому что мало ли он там типа, ну ты скучный, бла-бла-бла. Короче, у меня не выходной. Ну да, вот в чем дело. Согласен, ты прав. Лучше в рабочее время палку-то не перегибать. Слушай, мне вот вообще все интересно было спросить у тебя. А каково это, быть привязанным-то, а? Я вот вообще не помню. Так, ну как тебе сказать? Так и говори. Просто я хоть и привязанный, но все-таки мироходец, Пит. Поэтому живу гораздо дольше, чем большинство существ. И могу по мирам путешествовать. Ну да, это, конечно, круто. Погоди, то есть тогда и в отвязке особого прикола для тебя нет, получается, правильно? Строго говоря, нет прикола, ты прав. Но несмотря на свою долгую жизнь и способность к мирохождению, мне кажется, я все равно совсем иначе смотрю на мир, чем отвязанные. Ну, короче, это сложно объяснить. Ай, да уж. Спорить с тобой вообще не буду, конечно. После отвязки реально сдвиг по фазе у многих происходит. Особенно у штурмовиков, кстати. Я их еще, кстати, поэтому недолюбливаю. Ну, то есть, не, к тебе-то претензий не, мужик, само собой, не. Хотел, кстати, еще раз спасибо сказать за то, что с наказанием моим разобрался. За тебя. Не знаю, какие там кнопки понажимал, вот реально. Но так смешно было выслушать от Цербера уведомление об отмене штрафа. И извинения от лица организации. И что ее корёжило в этот момент, а как корёжило! Не думал, что когда-нибудь такое увижу. И все благодаря тебе, брат, тебе! Начальство вообще ненавидит штрафы отменять. Да, ты добился нереального. Так что, респект, братан.
О, понятно. Вспомнишь солнце, вот и лучик, блин. Спокойно вообще отдохнуть не дадут, да? Чё им там надо? А, это у меня пришло, блин. Сейчас. Штрафное задание? Чего? Номер штрафного задания номер 993 Лололошка. Вид задания добыча ресурса. Автор санкции Констант Грамблер. Совет по организации работы персонала команд по исполнению решений. Исполнитель Лололошка. Информация о ресурсе. Необходимо высадить 12 экземпляров древа жизни в стертой ветке? Зачем? Подожди, это же звучит как бред. Дождаться эффекта концентрированного времени, то есть смерти дерева, и собрать ресурс, эссенцию жизни. Сроки выполнения 12 километров. За каждый просроченный километр будут налагаться дополнительные санкции. Особые указания. Саженцы деревьев будут доставлены в ваш бункер. Офигеть. Это... А, и вот еще новое какое-то. Совет по организации работы персонала по исполнению решений. Копия Кацпер Малецкий. Тема дисциплинарное взыскание. 2. Выговор 1. А, это вот поэтому мне дали это задание, да? Так, ну-ка, и за что же мне дали задание? Дорогой Лолошка, до нас была донесена информация о вашем ненадлежащем поведении в отношении другого сотрудника организации, Питера Деороса, технический отдел, имевшим место в вашей линии на километре 13 и ЛЛ-4. Наш контракт предполагает, что вы обязуетесь соблюдать этический кодекс организации, а также устав организации, в том числе его разделы «Нормы поведения в отношении других сотрудников организации», который устанавливает, что сотрудникам организации воспрещается применять физическое, вербальное и психологическое насилие по отношению к другим сотрудникам организации, дискриминировать других сотрудников по видовому признаку, а также по признаку способа размножения и по признаку принадлежности к определенному отделу организации, заниматься энергетическим вампиризмом по отношению к другим сотрудникам организации. Новая норма, введенная на километре 13 и ЛЛ 4Х96. Также известная как «Не будь как Стелла». Напоминаем, у вас уже имеется одно дисциплинарное взыскание по причине участия в подрыве жилого помещения на территории деревни Блумколь. Согласно уставу организации, при наличии 2 дисциплинарных взысканий сотруднику объявляется выговор и налагаются санкции, предусмотренные соответствующим разделом устава. Необходимость подключения к беседе специалиста по персоналу, пожалуйста, обозначьте в ответном письме. С уважением, Совет по организации работы персонала команд по исполнению решений. О, блин, вот это письмецо, да? То есть, получается, пока я не был сотрудником Чё у тебя с лицом? Чё там такое-то? Да-да, я договорю. Получается, пока я не был сотрудником организации, они на меня повесили это взыскание, этот штраф. То, что я угрожал Питу. Помните? Это трешатина какая-то, но я не был сотрудником. Слушай, Пит, кажется, мне штраф выписали. Чё? Ты чё, серьезно сейчас? Так, блин, а ну дай посмотреть. На. Так. Штрафное задание. Да они чё там совсем охренели, что ли, блин? Это... На. Такая махина, эта организация, у них там такое бесконечное количество этих ресурсов долбаных. Ну нахрена им от тебя эти 12 единиц эссенции грёбаной? Если у них склады и так битком набиты, это... Блин, я охреневаю просто. Ну вот не могут они просто взять и списать один жалкий штраф. Один всего лишь-то! Какие же они все конченые там! Конечно, им в удовольствие кровь сосать у простых работяг, конечно! А высшее руководство сидит в своих кабинетах, нифига не делает целыми циклами! Им лишь бы наказывать, да наказывать, наказывать, да наказывать! А их кто-то накажет за их скотство, блин! Да, Пит, я согласен с тобой. Но, если честно, мне бы не хотелось узнать, что за санкции на меня наложат, если я не сдам штрафное задание вовремя. Да, понимаю, братан. Вот всегда так, блин, вот когда-нибудь они за это ответят, когда-нибудь. Да, обязательно, Пит, обязательно. Ты, слушай, извини, но мне нужно идти. Да, иди, друган, иди. Я к тебе еще как-нибудь зайду, если что, когда выходной будет. Ага. Все, взять планшет. Пока, получается. Поговорили? Вот так вот. Я еще не был сотрудником, а на меня уже тут реально бочку накатили. Офигели. Так. Ой-ё. Это что такое? Это саженец древа жизни, да? Ну сейчас, погодите, давайте зарядимся. Там говорилось что-то про 12 эссенций жизни. Получается, должно быть 12 саженцев, правильно? Угу. Вот и все, кажется, все саженцы у меня.
Надо срочно приступать к высадке. Срочно, вот прям срочно, да? Ладно, зарядились, надеваем. Подписи у этого саженца никакого нет. И вопрос только, а где мне это все сажать-то? Понятное дело, что не в бункере. Так, кажется, я знаю, где мне сажать. У меня тут партиклы есть. Окей. Все, давай тогда аккуратненько поехали. Нам, получается, нужна какая-то поляна. Вот, футбольное поле. Ха, окей, посадить. Хорошо. Блин, супер странное задание, но мне еще сказали, нужны именно эссенции жизни. Главное, чтобы у костюма здесь не было 3 или 4. И... Опа. Задание «Виноват ли я» обновлено. Собрать ресурсы, передать ресурсы в организацию. Мне выдали штрафное задание. При всем при том, что я даже не являлся сотрудником организации в момент совершения этого проступка. И вообще, у меня не было другого выхода. Да, действительно. Бюрократический аппарат организации — это огромная бездушная машина. Но... Ладно, задание выполнить все-таки придется. Не хочу, чтобы мне выписали еще больше штрафов. И каким образом? Что, мне нужно именно дождаться? Мне костная мука, наверное, нужна. Конечно! Я прямо сейчас нашел магазин сантехники. Это тот самый магазин, где был подвал. Где Малецкий когда-то пытался убить меня, да? Ну-ка. Да, засыпанный подвал. Я могу здесь пройти, кстати. Хе-хе-хе. Блин, тот самый. Ну ладно, это, конечно, не то, что мне нужно. Мне прямо сейчас ускорить бы как-то этот процесс. Может быть, удобрения использовать? Ну да, я вот примерно об этом-то и говорил. Только единственное, что партиклы тут какие-то. Куда эти партиклы ведут? Видимо, надо сесть в машину и поехать. Да, смотри, партиклы опять ведут, походу, в сторону бункера. Не в сторону бункера. Это... Точно, ботанический сад. Ты хочешь, чтобы я здесь нашел какие-то удобрения, что ли? О, реально. Удобрения действительно есть. 8,3. Ну-ка, может быть, здесь будет еще? Да, спасибо. И еще немножко. Факел забираем. Все, погнали. Я так понимаю, что мне еще нужен топор, а для этого нужно железо. Ну ладно, железа у меня полным-полно. У меня, наверное, даже алмазы найдутся. Поэтому это не будет огромной проблемой. Так, обязательно заряжаемся. Железные слитки берем. Далее немного палок. И, внимание, внимание, по-моему, это первый наш топор за весь сезон. Ну или даже если не первый, то хотя бы второй. Костюм одеваем. Черт. Они что, уже пришли за ресурсами, что ли? Неужели 12 километров это так мало? Серьезно? А я же ничего и не успел бы! Какого черта? Так, ладно, кто это может быть? Малецкий? Если Малецкий, то в целом, наверное, можно будет поговорить... Это ты, Лая. Ты стучаться научилась? Да, привет. Вальдхар мне рассказал, что у вас так заведено. Я сначала вообще не поняла, зачем это нужно, но потом... Он объяснил. Оказывается, это не такая уж и плохая практика. Да, Лая, это неплохая практика. Кстати, слушай, ты извини, но у меня сейчас срочное штрафное задание от организации, поэтому Стоп. За что тебя штрафовали? Да, за применение насилия к другому сотруднику организации. Ну вот помнишь ту историю, когда я Питу, технику нашему, приставил пушку к виску? Да, помню. И они тебя за это оштрафовали? Да. Это просто гениально. Ты же даже не был тогда сотрудником. Так вот именно, я об этом же. Может быть... Нет, лучше не стоит. Ты бы мог попробовать обжаловать выговор, но вся эта бюрократия займет очень много километров. И за это время у тебя накапает нереальное количество штрафных. Которые, кстати, не факт, что отменят. Дисциплинарный суд организации иногда выносит совершенно абсурдные решения не в пользу сотрудников. А наоборот, почему-то никогда не бывает. А что ты должен сделать, кстати? Да, вот какие-то деревья высадить. Хочу их удобрить, чтобы побыстрее выросли. Хочешь, помогу? Ну, если ты сама не против, то буду рад, конечно. Ну тогда давай, за дело! Такие странные деревья. Никогда таких не видела. Ну, в описании задания от организации было сказано, что это какое-то древо жизни. Впервые слышу такое. Древо. Вообще непонятно, зачем им нужны эссенции жизни. Слово «жизнь» меня цепляет. Ох, ты даже не представляешь, я так рада поговорить наконец-то с нормальным человеком. Что еще раз? Я говорю, Вальдхар меня окончательно достал. Ну знаешь, я не то чтобы удивлен. Не смейся, лол-ложка. Мне вот совсем не смешно. Он болтает все время фигню какую-то.
Вот как вообще можно понять его поведение? Чего он прицепился-то ко мне? Лолошка, вот скажи, я ему разве сделала что-то плохое? Что, Лая? В смысле плохое? Чего, по-твоему, Вальдхар пытается добиться? Так я знаю, что ли? Он почему-то все время пытается меня поддеть как-то и довольно жестко подкалывает. Я такого обидного сарказма ни от кого ни разу не слышала. А потом вдруг начинает нормально общаться и, знаешь, даже как-то дружелюбно, что ли? Но после сразу же очень быстро возвращается к своим подколкам. Короче, задолбал уже. Она не понимает. Слушай, Лая, ты меня извини, конечно. Скажи, вы, штурмовики, все такие несообразительные в плане отношений с другими людьми? Это ты о чем? Ну, Малецкий тоже не замечал, что у Асы к нему особое отношение, пока я ему не рассказал. А? Стоп, ты сейчас серьезно? Как это можно было не замечать? Ну вот, не знаю, у Малецки получилось не замечать. И Лая, у тебя с Вальдхаром то же самое. Что? В смысле? Да я хочу сказать, он вовсе не пытается тебя поддеть. Нет, и никакой это не сарказм. Просто ты нравишься ему, и он с тобой так вот флиртует. Что? Флиртует? Ну да, ухаживает за тобой, если можно сказать. Пытается тебя очаровать. Ну, в романтическом смысле. Подожди, ты сейчас реально в этом уверен, да? Да, абсолютно. О, какой ужас! Лучше бы он просто издевался. Да ладно тебе, Лая. Просто игнорируй его и все. Неужели ни разу с тобой ничего такого не происходило раньше? Было у меня такое раньше, было. Это не твое дело. И игнорировать такое довольно сложно, вообще-то. Это очень сильно мешает нормальному общению и ставит меня в неловкое положение. Ладно, прости, ты права. Да, ладно, Вальдхар действительно ужасно навязчив. Я попробую с ним поговорить. Спасибо, Лолошка. Вообще, может быть, я и сама попробую. Так, что в итоге с Ладно, моей... давай, я, наверное, пойду. Тут самое легкое осталось. Да, Лая, конечно. Спасибо тебе за помощь. Не за что. И вообще, спасибо тебе тоже за разговор. Не за что. Ну все, давай, пока. Пока. Какой неловкий разговор получился. Так, что у нас в итоге? А, ну да, мы удобрили, получается, просто ждем. Опа. Стоп, что? А почему у них как будто магия пустоты с листьев? Это интересно, это очень интересно. Погоди. Нет, не может быть. Что же это такое? Вы хотите сказать, эти деревья живые? О нет! Черт, а что ж делать-то тогда? А как помочь-то им? Блин, а правда, что это? Эссенция жизни. Офигеть! Живые деревья, которые еще и с магией пустоты. Ладно, насчет магии пустоты я ошибаться могу, но просто вот эти зеленые партиклы, они соответствуют именно магии пустоты. Писец, вот как добывается эссенция жизни. Придает волю к жизни, положительно влияет на искру. Тогда, может быть, действительно это мироходческие деревья? Ну, это я так уже, знаете, брежу. Сейчас, надо будет добыть все эссенции. Пока что 8. Ага, вот вижу 9-ю, 10-ю, 11-ю. И где-то последняя 12-я. Эй, 12-я эссенция, выходи. Я знаю, что ты где-то здесь. Черт. Подожди, а реально, где она? А, вот она. А вообще, такое приятное ощущение в теле, когда подходишь близко к этой эссенции жизни. Но что это вообще такое? Нет, я понимаю, что все растения живые, но это древо жизни, оно как будто одушевленное. Да, точно, вот совершенно точно одушевленное. Обычные деревья и растения не подвергаются действию времени, а древо жизни растет, и когда полностью вырастает, обретает сознание. Видимо, любое разумное существо страдает от времени, а обычные растения нет. Хотя ведь все животные тоже пропали в Архее. Значит, не просто разумные, а одушевленные, обладающие чувствами. Значит, эти деревья страдали, когда умирали. Они издавали такие жуткие звуки. Черт.
Получается, организация меня буквально обманом заставила убить все эти деревья. Я же... Черт, я же не знал. Значит, я не виноват, верно? Какое ужасное чувство. Да, трэш. Я убил 12 живых существ. Я ведь, получается, им и жизнь одновременно подарил. Ладно, я не буду об этом думать. Просто спокойного Здравствуйте, агент Лолошка. Привет. Я Стэн Боллер, сотрудник отдела ресурсов. Вы готовы сдать эссенцию жизни в количестве 12 единиц, как указано в вашем штрафном задании? Ну да. Вот. Угу, замечательно. Хорошего дня, агент Лолошка. До свидания. Задание «Виноват ли я» выполнено. Пипец. Ну чё, Лолошка, скажешь что-нибудь? Давай поставим на зарядочку. И никак не могу прийти в себя. В ушах стоит крик этих умирающих деревьев. Это ведь я их убил. Да, по незнанию, но все-таки. И... Черт. Еще одно воспоминание теперь перед глазами. Фея неловких социальных ситуаций. Почему я вообще сейчас о ней вспомнил? Неужели у меня есть какие-то переживания из-за ее смерти? Я сделал это, потому что у меня не было варианта спасти ее, да. И я спас Малецки. Так почему же мое, черт побери, сознание теперь подбрасывает такие мысли? Неужели это все влияние организации? Незаметно для себя мне становится все проще убивать невинных существ. Они из-под тишка делают меня такими же, как они. Толкают меня на совершенно ужасные поступки. Такие, которых я сам от себя совершенно бы не ожидал. Или же я опять ищу какие-то подтексты, которых вовсе нет. Что если я опять добавляю смыслов, которые вообще даже не закладывались? Как там говорила Браун? Ты подписал рабочий контракт, так что теперь ты должен выполнять свою работу. Интересно, они все так оправдывают свои поступки? Да. Может быть. Может быть. Ну, кстати, да, я замечаю, что задания становятся все более какими-то... подталкивающими к убийству. Вот... Проще говоря так. Это, кстати, первое задание, в котором не участвовал Малецкий. Следовательно, да, они сделали так, что я бы узнал об убийстве только после того, как убил. Тварюги такие. О, кстати, а еще у меня искра восстановилась. Прикольно, эссенция жизни помогает. Эй, гусыня, ты что, застряла, что ли? Господи, бедненькая. Дабы на будущее не забыть, сразу на всякий случай покормим слайма. Все, 64 гнили. Кушает он, конечно, медленно. Етить, сколько у меня желе! Я просто в шоке, куда мне столько? Легкий перекус, не портится. Да, типа я могу таскать и кушать. Ну-ка, вот давай посмотрим. Сейчас я съем сколько? 2, 3, 4, 5. Ну... Это, короче, очень много нужно съесть, чтобы хоть как-то восстановиться. Я думаю, самый нормальный вариант — это ягоды кушать. И вот, я 10 штук съел и восстановил чуть меньше половины сытости. Трэшатина. Чисто в теории, если у меня прям много слаймов, то тогда это прикольно. Но у меня немного слаймов. Давай-ка, наверное, сделаем. Насколько я помню, нужен кристалл, 8 слизи. И да, яйцо слайма, здравствуйте. Вальдхар мне тут одного слизняка убил, но ничего, сейчас восстановим. И надо будет еще третьего создать, но у меня кристалла больше нет, поэтому пока что бомжуем. Каждый раз, когда мне дают вот такие задания, в которых Лолошка кого-то даже невольно убивает, трогает, задевает и все такое, я вспоминаю слова Луизы де Саль. Ты отвяжешься, точно отвяжешься. Неужели Лолошка реально постепенно приходит к этому? И ведь на самом деле это заметно, постепенно, вот так по чуть-чуть, отрывают по кусочку. Но ничего, пока живем. Пока все нормально, у нас есть Лая, есть Вальдхар, вон даже старина Пит, который, может быть, как-то поможет в освоении планов. На этом я, само собой, буду постепенно заканчивать. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и подписываться. Ваша поддержка — это наилучший буст мотивации. Много раз произносил и еще раз произнесу. А я надеюсь, что вы много раз не пропустили это мимо ушей и еще раз не пропустите. А если даже пропускали до этого, вот конкретно сейчас возьмете и такие: да, сегодня тот самый день, когда можно не пропустить мимо ушей. Еще раз спасибо. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и 12 убийств. Всем удачи, всем пока. Пока. Зет никогда так сходу не поясничал. Он всегда... Да, видимо, она не дописала. Опа. А ты что здесь делаешь? Просто сделай уже нормальную интерактивную доску. Балбес. Короче, Малус. Да.
действительно балбес. О, да, конечно, непредумышленное убийство. Как говорится, для организации все средства хороши, даже если это разом заставить уничтожить 12 живых деревьев. И ведь напомню, единственное, что меня спасает от отвязки от времени, наличие задания по поиску Тадмавриэля. Это пипец, даже непонятно, что в моей ситуации лучше, отец или организация. То и то зажимает и постоянно донимает. Надо делать какой-то выбор. Но перед этим нам нужна информация от Тадмавриэля. Логично? Логично. Всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы меж двух огней. Да, тут у нас организация, которая в шаге, чтобы уже насильно и одновременно по контракту отвязать меня. А тут у нас Тадмавриэль, который не стесняется в выражениях, не стесняется своей силы. При этом живой и не отвязанный я только благодаря ему. Благодаря тому, кто гасит меня. Я так подумал, единственное стопроцентное, с кем у меня было положительное взаимоотношение, это Гусыня. О, слышу. Привет! Вот ты самая лучшая. Никогда бы не подумал, что буду любить гусей. О, господи, как это плохо звучит. Короче, раз уж заговорили, давай реально покормим нашу красотку. И как же это сложно-то, а? Спать, когда все мысли занимают высокоморальные вопросы, почти не получается. Одно дело убивать для самозащиты, и совершенно другое убивать ни в чем не повинных существ. Даже если они сами хотят умереть. Всю ночь эти феи летали перед глазами. Черт. Да, ладно, сейчас. Вот, держи. Ладно. Видимо, это знак, что сейчас лучше заняться более приземленными делами. Я так и не обсудил с Лайей, что нам делать с этим Питом. Пожалуйста, Лая, пусть в этот раз ты будешь в моем измерении, и мне не придется тебя искать. Так, хорошо. У меня, кстати, 3 яйца. Ну, хорошо, хоть покормить успели. Ладно, мы одеваемся. Всякое ненужное убираем. И прописываем Пронус. Угу, благодарю. Итак, Лая... Нет, только не говори, что тебя здесь не будет. О, ну да, конечно, как обычно. Раздражают эти хаотичные пересечения с ней. Может быть, мне на нее тоже маячок повесить? Ладно, все, да? Монолог закончился и... То самое. Наверное, все-таки ничего плохого не случится, если я вот так аккуратненько подойду и... Опа! Новая страница Лаи. Здесь Л? В? Подожди, Лолошка и Вальдхар? А еще Эл сказал, что В так пытается выстраивать со мной романтические взаимодействия. Не понимаю, что я должна при таком ощущать. Это очень неловко и неприятно одновременно. Наверное, лучше сделать вид, что я до сих пор ничего не понимаю. Возможно, в какой-то момент он отстанет. И надеюсь, это никак не повлияет на совместную работу. Это действительно то, что мы обсуждали в предыдущей серии. Типа, мы говорили про Вальдхара и сажали деревья. Действия В так не похожи на Z. Они такие вульгарные, будто бы меня снова окунают в грязь. Но не для тренировок по нахождению в агрессивной среде. Да, я стараюсь напоминать себе, что В просто пережил много неприятного, но... это не помогает мне оправдать его действия в собственных же глазах. Z никогда так сходу не поясничал. Он всегда... И на этом конец. Да, видимо, она не дописала по... Опа. А ты что здесь делаешь? Ничего. Вот жду тебя. А я вот была у Вальдхара. Еду ему приносила. А, да? И как у него дела? Да в порядке у него дела. Жалуется, что ты про него забыл. Серьезно? Я же не был всего лишь 1 день. Лолошка, сколько бы это ни было, мои уши это не спасло. У тебя что, какие-то новости есть? Ты что-то хотел обговорить? Так, подожди, я дневник взял. О, господи, он у меня в руках. А что мне делать? Обсудить Тадмавриэля, обсудить старину Пита. Нет, новостей нет, просто хотел увидеться. Ну, мы хотели Пита обсудить, получается, что мне делать с этим синим чуваком? Вот я с ним подружился, а дальше-то чё? Пит. И как успехи с ним? Да вот, пересекался с ним.
Забыл, кстати, рассказать об этом. Он был рядом, когда мне выдавали штрафное задание. Мы ходили с ним выпить. Так, я, конечно, рада за вас, но полезно это ты что-то выяснил? Да, конечно. Например, он не особо хорошо относится к руководству. Ты бы видела, как он злился, что мне этот штраф выписали. Думаю, нам это может помочь, Лая. Ну да, ты прав. Это хорошо. Это поможет нам, если придется уговаривать его заниматься странными для него вещами. А нам придется уговаривать Лолошка. Ладно. Так а что будем делать дальше? Я его к себе уже довольно сильно расположил и... Да-да-да, поняла сейчас. Он же у нас техник, верно? Значит... Это, конечно, зависит от его разряда, но... Если он уже близок к пенсии, то доступов у него наверняка достаточно. Лолошка. Он работает с большим количеством секретных данных, системами и оборудованием различных отделов. Ну да, и Да, что... это вряд ли напрямую нас приведет к работе кого-то из руководящего состава. Я про больших руководителей, если что, не про обычных начальников команд. Но все-таки косвенными путями мы сможем добыть много полезного. Блин, Лая, слушай. А может быть, давай сначала посмотрим, что мы вообще знаем? Иди-ка за мной. Куда? А, доски, кстати! Смотри, у нас тут реально много полезного. Бумажки. Если честно, я перестала их разглядывать. Они заполнены большим количеством ненужных вещей. И весьма хаотично, кстати. Например, вот тут. Ты сам-то пробовал здесь прочитать? Ты зачем-то пытался выписать оргструктуру. Непонятно только зачем. Эй! Вообще-то я не знал, как и что у вас в Синклите работает, ты забыла? Я выписывал все, что потенциально может быть полезным и... И как? Полезно? Ну... Немного... Вообще... Короче, Лолошка. Рекрутеров у нас тоже называли сиделками. Они в поля выбираются только... Ну, для рекрутинга. И то уже практически не выбираются. Короче, нет. Тебе бы упорядочить тут все. А еще, кстати, это... Ты сам-то это перечитывал? Вообще непонятно, зачем это... Ой, не надо, Лай, это нужно. Всю информацию нужно фиксировать. Это полезно. Ой-ой-ой, уж ты-то должна это знать. Тогда систематизируй ее лучше. И в следующий раз вообще-то... Да ну что нужно-то? Я знаю, Лая. Черт, я понимаю. Я и сам уже в этом всем начал путаться. Блин, я так долго их собирал, тщательно все выписывал, чтобы не забыть. И все впустую. Я ведь все и так это прекрасно помню. И ничего между собой вообще не связано. Никаким новым выводом они меня не приводят. Просто впустую время тратил. Как же я это ненавижу. Пиши, не пиши. Сколько можно? Эй! Слушай, это нормально, такое бывает. Систематизировать информацию — это нужно уметь. Чего? Ну какой же ты дурень! Как же долго до тебя доходило. Лолошка, в этих идиотских досках нет совершенно никакого смысла. Еще и кичился, что твой способ лучше моего. Нет, что за... Иди отсюда! Эй! Ну как же ты не додумался? Уходи! Ты в моей голове, ты не настоящий! Это я не настоящий. Что ж, тогда давай вместе подумаем. Кто все время спасает твой зад, если не я? Знаешь, Лолошка, на твоем месте я был бы повежливей. А что насчет твоей глупости? Вон там. Разобраться очень-очень легко. Просто сделай уже нормальную интерактивную доску. Балбес. Ну? Приятно было увидеться, красавица. А с тобой в этот раз не очень. Чао. Ну, так и чего ж ты задумался? Зачем ты используешь такие устаревшие способы хранения данных, когда в твоем распоряжении целый бункер с кучей высокотехнологичного оборудования? Да, Лая, я уже... Стоп. Слушай, а ты сейчас слышала что-нибудь? Ты что-нибудь чувствовала? Чего? Короче, Малус. Да. Действительно, балбес.
О, стоп, что? Погоди, еще раз. Он сказал балбес, и она говорит... Действительно балбес. А, Лолошка вслух это все произносил или как? Или же это Лая что-то говорила, а Лолошка интерпретировал это в качестве подсознания в виде Джона? Нет, слушайте, кажется, что это Лолошка вслух произносил. Как это странно, да? Короче, в любом случае заряжаемся. И что же в итоге Лолош... Опа... Что в итоге Лолошка придумал? Но давай сначала задание. А, нет, это сообщение. Совет по организации работы персонала команд по исполнению решений. Копия Кацпар-Малецки. Тема: дисциплинарное взыскание 2, выговор 1. Результат выполнения... О, штрафного задания. Это с деревьями получается. Ну-ка. Сообщаем вам, штрафное задание было выполнено удовлетворительно. Напоминаем, подобные задания не оплачиваются. Их успешное выполнение не предоставляет сотрудникам организации дополнительных привилегий. Информация о дисциплинарных взысканиях не удаляется из вашей персональной документации. А самое главное, наличие дисциплинарных взысканий влияет на оценку вашей работы, которая проводится раз в 2 синклитовых цикла, и от которой зависит пересмотр вашей заработной платы, а также повышение по рангу. Однако, успешное выполнение штрафных заданий может уменьшить ваш штрафной коэффициент. Смотреть корпоративный глоссарий. На усмотрение руководителя. При наличии дополнительных вопросов по регулярной оценке работы персонала, пожалуйста, обратитесь к своему непосредственному супервайзеру. Пожалуйста, не отвечайте на это письмо. Спасибо. Угу. Ну, то есть, короче, это хорошо, да? Ну, наверное, это хорошо, да? Интересно, какой у меня уже успел накапать штрафной коэффициент? О, так, погоди-ка. Что? Еще сообщение. От Кацпар-Малецки. Тема: локализация и ликвидация выжившего, задание Дес... Погоди, это про Тодмавриэля, что ли? Эй, Лолошка, привет! Как твои дела, как успехи? Если есть чем поделиться, ты сообщи, а? Найду возможность к тебе наведаться. Если же поделиться нечем, напоминаю, что время идет. Пожалуйста, поторопись. Жму руку. А, блин, да хватит меня торопить! Ну не сейчас! Вообще ж не до этого! Я, блин, даже не придумал, что сказать вам. Ладно, отвечу потом. Так, я хотел сделать интерактивную доску. Эй, а ты чего это так резко ушел? Мы же пока вроде ничего не обсудили толком. Лая, да и нечего вроде пока обсуждать-то. Я хочу прояснить всю картину целиком, и потом уже действовать. Ладно, раз ты думаешь, что это поможет, я принесу сюда твои доски, принесу. Прунус. Открыто новое исследование, интерактивная доска. Чего? Чего мы собираемся делать с этими досками? Подожди, исследование где? Здесь? Нет. Ну очевидно, что исследование это в этой комнате, поэтому приветствую. Исследование. Вот оно. О-хо-хо! Интерактивная доска. Неужели мы как-то упорядочим всю информацию, которую собрали? На ней можно рисовать и писать все, что только захочется. Так, делается... Ну, кстати, все ресурсы у меня есть. Да, у меня даже конденсатор, я помню, где-то был. Но нам требуется... О, базовая схема управления. Я не помню, есть у меня такое или нет, но надо бы узнать. Да, 3 штуковины присутствуют, поэтому не проблема. Замечательно, ресурсы собраны. Исследовать. И всего будет 2,5 минуты. Найс. Заметил, что на это тратится опыт, поэтому забежим. Угу, обязательно потренируемся. И, блин, у меня вопрос. Где мне опыт брать? Вот, типа, я очень мало его коплю. То, что я хожу на тренировки, это, конечно, спасибо, это круто. Гусыня, может быть, если я покормлю тебя, то мне дается? Давай-ка я пойду проверю. Я, по-моему, правда ни разу не проверял. Или просто забыл. Если я кормлю, то... Ну-ка, вопрос. Гусиный хвостик аж подрагивает от радости, но опыт не дали. Капец, у меня уже 4 яйца. Я так-то силен. Так, и смотрим. Стальная пластина, стекло. Мне, наверное, нужно только... Ну, стальная пластина. С молотком инженера объединяем. И вроде как все. Исследование завершить. И раз уж исследование сделано, остается только соединить. Я сейчас по памяти, ребят, вот прям по памяти это все делаю. По-моему, как-то вот так, вот так. Потом стекло слева. И да, интерактивная доска. О. Катсцен? Что? А ты быстрый, однако. Ну не надо, Лай, отстань. Только не напоминай, что я мог это сделать давным-давно. Ну... Хорошо, ладно. А где ты поставишь ее? Что? В каком это смысле? Ну, организация-то про эту доску не должна знать. Черт. Ну, у тебя поставим.
О, нет, слушай, я очень тебе благодарна, что ты меня поселил в этом своем месте, но давай, пожалуйста, мы начнем соблюдать и мою приватность тоже. Я не хочу, чтобы ты так часто у меня бывал. При всем уважении, конечно. В отличие от Вальдхара и тебя, ко мне стучаться не получится. Ладно, я придумаю что-нибудь. Так, интересно даже что. Привет. Ой. Так, ладно, если серьезно, то что делать-то? В отличие от Вальдхара, бла-бла-бла. Ладно, я что-нибудь придумаю. Что ты, блин, придумаешь? Доска... Фига, она прям такая высокотехнологичная. Короче, мне нужно что-то такое, где организация не появится, но при этом я смогу легко записывать информацию. Где это может быть? Чисто теоретически это может быть Вальдхар и его гараж. Как будто это нормальное место, правда туда ездить придется. Но ничего, собственно, открываем. То есть мне нужно здесь что-то сделать? Так, ладно, это тяжелее. А что я могу сделать-то? Мне, значит, нужно в пределах бункера понять, как я могу спрятать эту доску. Эй, Уткар, может быть, построить что-нибудь? Исследовательский модуль. Не, ну улучшать-то вряд ли мне что-то надо. Видите. 1. Построить новую комнату. Что вы хотите сделать? Ой, давно я не слышал этой фразы. Ну, допустим, построить новую комнату. Видите. 1. Секретный модуль. Что? Секретный модуль? Это откуда такое? Ладно, секретный модуль. Что? Это что такое? Незадокументированный модуль. Внимание, проектировка данного модуля аннулирует гарантию. Секретная комната, оборудованная потайной дверью и резервным источником питания. Идеально для того, чтобы собираться с друзьями и строить секретные планы. Ой-ой-ой, 12 тысяч опыта надо. У меня ровно 12. Ладненько, значит, отследить. И что у нас? Ну-ка. Задание секретный модуль обновлено. Все, получается, вы тут будете общаться, а я в этот момент батрачить. Правильно понимаю? Ну так-то, наверное, все есть, кроме алмазный кристалл. Я не знаю, есть или нет. Давай сразу здесь проверим. No, тоже нет. Да, 1. Фух, слава тебе, господи, я все собирал. О, а теперь можно выйти. Оу, Задание секретный модуль выполнено. Итак, 12 тысяч опыта. Все присутствует, все ресурсы собраны. Скажешь что-нибудь? Сколько можно пялиться друг на друга, я не понимаю. Ладно, тогда мы... Что? Секретный модуль. Это мне нужно опять через вот эту утку, да? 1. Построить новую комнату. Что вы хотите сделать? Хочу построить новую комнату. Видите. 1. Секретный модуль. Да, секретный модуль. Итак, построить! Ну-ка. Что же это за секретный модуль такой? Причем он огромный получается, потому что столько ресурсов надо было на него потратить. Давненько мы фоточки не использовали, да? Алай, ты посмотри, мне прям нравится, как я это все делаю. Да, я такой крутой, это правда. И? Чё скажешь в итоге? Красота, да? Ух ты ж, батюшки. Так, ладно, давай вернемся к вопросу. Что мы имеем? Пит работает в техническом отделе. Мы уже обозначили, что у него есть доступ к другим командам. Доступ к их оборудованию, материалам, которые они используют в работе. Поэтому нам нужно выведать у него, с какими именно командами он регулярно взаимодействует. Что думаешь насчет этого? Блин, ну я бы хотел доску сначала посмотреть. Надо понять, кто стоит за всем этим, глобально. Откуда вообще исходит решение по стиранию веток? Это, кстати, хороший вариант. Надо понять, действительно ли организация работает над другим способом помощи выжившим в стертых ветках. Если работает, мы должны им помочь. Ну не знаю, как будто не то. Если честно, я даже не знаю, с чего начать. Что ты предлагаешь? Ну, как будто очевидно первое. Надо понять, кто стоит за всем этим глобально. Откуда вообще исходит решение по стиранию веток? Вот. Ах, Лолошка, ну нет же. Какая нам сейчас до этого разница? Что? В плане, ты к чему это? Нам нужно получить больше информации о работе полевых отрядов. Найти способ подорвать ее. Что? Лая, зачем?
Они же просто буквально выполняют данные сверху задачи. Так, короче, мы работаем вместе с Вальдхаром. Он тоже должен участвовать в этом разговоре. Я приведу его. Типа, мы что, голосование будем устраивать? Не совсем понимаю, зачем она хочет подорвать работу штурмовиков. Какой в этом смысл? Навсегда-то эту работу мы все равно приостановить не сможем. По крайней мере, пока не разберемся в сути проблемы. Да, вот, кстати, я тоже не совсем понял, зачем нам подрывать работу штурмовиков, если нам нужно сделать так, чтобы штурмовики не работали в принципе над этим. Ой, кстати, а вы это видите? А почему у меня тратится заряд? У меня кислорода здесь нет, господи! Ой, что-то поломалось уже, а чё так быстро? Ща, на всякий случай, подожди. Хотя нет, давай пойдем сразу чинить. Как выйти отсюда? Йо, как это прикольно! Я никогда бы не подумал, что здесь секретный проход. А как надо? Получается, вот главный модуль. Мне пойти сюда, тут открыть, и все. Круто! Да, вот только у меня тут уже опять что-то поломалось. Сейчас мы проверим. Слизни ферма, медицинский модуль. Ну, в целом, как будто это изи. Только я ненавижу, когда вообще что-то ломается. Скажу честно, меня правда напрягает то, что сказала Лая. Зачем нам пакостить штурмовикам? Типа, зачем нам подрывать их работу? Это настолько нелогично и одновременно идет вразрез с нашим планом. Ну, типа, порешать проблему стирания веток. Мы-то хотим, как бы, чтобы ничего не стиралось, и мы после этого ушли в живую ветку, помните? Если мы подорвем работу штурмовиков, это вообще не решит проблему самой организации. Так, здесь мы, значит, все чиним, продолжаем. И остается только секретный модуль. Ну-ка, вот здесь, да? Починить. Все. Ну что? Лая, Вальдхар, вы там собираетесь приходить или нет? Пока что непонятно. Они в итоге телепортируются... Понял, не телепортируются. Надеюсь, это они. Я надеюсь, это не какой-нибудь там Малецкий или Луиза де Саль. Блин, на самом деле, скорее всего, Малецкий. Потому что он мне написал, помните? Вот. А я ему так и не ответил. Всякое ненужное быстренько убираем, выкидываем. Далее одеваемся. И кто у нас? Ну-ка. Да, Лолошка, а я думал, ты про меня совсем забыл. Блин, Вальдхар, извини, я просто был занят другими вещами. Да. Долбаный костюм. Ничего, просто не делай так больше, а? Окей. 10%! Капец, как ты так быстро все это тратишь? Нет, ты не представляешь, как мне тоскливо одному сидеть. Мистер Флафферти считает, что мне нужно чаще чувствовать себя полезным. А когда сидишь один, полезность свою как-то не особо ощущаешь. Мистер Флаффер... А что такое? Кстати, где наша девочка? Эй, милая, ты где? Сюда! Окей, так, а мне, блин, зарядиться не получится, правильно? В секретную комнату. Чё ж мы будем обсуждать-то в итоге? О, погляжу, комнату новую сделал. Угу, это секретный модуль, про который организация не должна знать. Угу, понял. Ну... Так и... Чё в итоге-то? Чё делаем? Лолошка подружился с одним из сотрудников организации, у которого должен быть доступ ко многим отделам. Мы вот хотим обсудить, как мы это используем. А как мы это используем? Ну блин, пока еще не решили, предлагай свои идеи. Лая хочет подорвать работу штурмовиков. Я считаю, что в этом нет смысла. Лая хочет подорвать работу штурмовиков. Я подумал немного, наверное, я с ней согласен. Не знаю, зачем ты тут нужен? Блин, ну... Я считаю, что в этом нет смысла. Угу. Я считаю, если полевые задачи перестанут выполняться, это заставит их пересмотреть большинство процессов. Потому что главная функция всей организации подорвется. Ну вот как-то так. Ты вообще к чему это? Ло хочет добраться до руководства совета директоров. Но, во-первых, это не такая уж и простая задача, потому что ни у кого в организации нет доступа к такого рода информации о персонале. Угу. То есть самый главный на верхушке пирамиды никому не известен. Во-вторых, даже если каким-то волшебным образом мы это сделаем, это потенциально может подорвать работу других отделов, не связанных с вылазками в поля. Нарушение работы руководства поставит на стоп вообще все, не только ликвидацию выживших. А мы не можем допустить, чтобы отдел учета и след отдел контроля и прочие
не работали. Подожди. А чё такого? Почему мы не можем сделать так, чтобы они не работали? Да потому, Вальдхар, ветки все равно должны зачищаться. Подрыв работы штурмовиков это замедлит, но не до конца. Подрыв работы всей организации может замедлить это окончательно. Неужели вы не понимаете? Подожди, я не понял, ты чё вообще несешь, принцесса? У нас тут вообще-то все реальности ломаются из-за стирания веток, если ты не забыла. Нахрена нам просто приостанавливать то, что надо остановить? Ты не понимаешь, Вальдхар. Ветки не могут не стираться. Это необратимый процесс. Они стираются независимо от того, хотим мы этого или нет. Так это же вы решаете, что стирать, а что нет. Ну как ты не понимаешь? Ло, скажи ему! Подожди, я не понимаю сам, какого черта? Мы же вроде как реально хотели подорвать вот это вот все, чтобы не было стираний. Ладно, я помню, она серии 20 назад говорила, что она согласна с тем, что стирания должны продолжаться. Она скорее была возмущена тем, что об этом не знают сотрудники, и она хотела рассказать правду. Но она никогда не говорила, что хочет, чтобы организация именно перестала работать. Блин, а ведь реально, что-то никогда даже не задумывался об этом. А что сказать-то? Я сам не знаю, как лучше. Это вы мне говорите? Я согласен с Вальдхаром. Нам действительно нет никакого дела до штурмовиков. Они просто исполнители. Я согласен с Лаей. Подрыв работы полевых отрядов имеет смысл. Это как минимум остановит убийство хотя бы ненадолго. Я вообще ни с кем из вас не согласен. У нас даже доказательств нет, что что организация сама решает, какие ветки стирать и зачем это делать. Вот, буквально то, о чем я только что сказал. Короче, я ни с кем из вас не согласен. Да, это брехня какая-то. Все и так же очевидно, Ло. Если ты хочешь найти доказательства тому, что ветки не стираются только из-за простого желания организации, уверена, ты найдешь их, Лолошка. Мой план такой. Мы мешаем работе штурмовиков. Отдел контроля на это реагирует. Передаем информацию совету директоров. Директора идут искать проблему. Понимают, что это саботаж. Процессы меняются, и система наконец-то становится нормальной. Блин, она говорит так, как будто хочет вернуться в организацию, но с другими устоями, правилами. Чьих? Иди ты. Лолошка, не слушай его. Просто ответь, как тебе моя идея? Блин, знаете, что я сейчас вспомнил? Как Луиза де Саль сказала, агент Каталонес, ну то есть Лая Каталонес, она вернется в организацию. Она... А Лая-то знает о том, что она вернется в организацию? Ладно, окей, твоя взяла. Делаем так, как ты скажешь. Хорошо, давай начнем с малого. Подорвем работу штурмовиков, а потом обсудим другие отделы. В том числе вышестоящее руководство. Вальд, я ничего не понимаю. Ответь ей ты, пожалуйста. Ну ладно, чё, подорвем работу штурмовиков, а потом обсудим другие отделы. Нам-то нужно именно вышестоящее руководство. Да, реально? На кой хрен вы меня сюда позвали, если даже выслушивать не стали? Не бубни, ты еще поймешь, что я была права. Как обычно. Да идите вы, блин. Лолошка, спасибо, что решил поддержать меня. Что? Это не была поддержка! У меня буквально выбор-то такой себе был! Слушай, я понимаю, что мой план может казаться тебе неправильным, но поверь, другого выбора у нас просто нет. Слушай, Лая, а как конкретно мы будем подрывать работу команд исполнения решений? Ну, вариантов достаточно. Сначала нужно узнать, к чему именно есть доступ у твоего Пита. Разберешься с этим, хорошо? Сейчас я хочу кое-что подготовить. Постараюсь вернуться быстро. Давай, пока. Да. Тут как будто надо, знаете, немножко вчитаться. Мой план такой. Мы мешаем работе штурмовиков. Окей, ладно, с этим я еще как-то более-менее согласен, но если после этого будет продолжение. Пока что Лая вроде согласилась на продолжение. Отдел контроля на это реагирует, передает информацию совету директоров. Директора идут искать проблему, понимают, что это саботаж. Процессы меняются, система наконец-то становится нормальной. У меня складывается вывод, что либо она до сих пор не верит в параллельной реальности, хотя мне кажется, более чем поверила, либо в эту фразу «процессы меняются, система наконец-то становится нормальной» она заложила что-то другое. Самое главное, даже Вальдхар об этом говорит. Ты за чьих вообще играешь? Вот реально? Я сейчас чувствую себя каким-то использованным. Так, Вальдхар, ты где? Ты куда ушел? Вальдхар! Костюм не забрал, здесь его нет. Так, доски нам не понадобятся пока что. О! Вальдхар?
Ты что делаешь? Да вот, решил тоже начать поддерживать свою физическую форму. А еще я злюсь, потому что не вижу смысла во всей этой фигне. Вот. Спасибо, что мотивируешь. Да иди ты. Да. Ну, я согласен с Вальдхаром. Вот честно, если вы хотите мое мнение, я согласен с ним. Вот прям реально согласен. Лая вроде как и не отказалась от нашей идеи, но скорее сначала продвинула свою. Типа, она сначала хочет попробовать вот так, а если, видимо, не получится, то попробуем вот так. На это все мы получим ответ 100%, а пока что давай-ка сюда зайдем. Ну-ка. Процессы. Ух, нифига! Вау, какая красота, блин! Процессы. Главная задача — ликвидация живых в закончившихся временных ветках. Как и почему заканчиваются ветки, знает только высшее руководство. Знает ли руководство, что временные линии в параллельных реальностях также заканчиваются? Пытается ли руководство решить эту проблему? Во, да-да-да! Нам именно это еще нужно понять. То есть, по сути своей, все вопросы, которые мы сейчас можем задавать, на самом деле уже задавались в этом сезоне. Просто их нужно напомнить самому себе, и вы просто поглядите, сколько их. Это просто жесть. Так, где? Я потерялся. О, кстати, у меня же все это время дневник Лаи. Надо бы вернуть. А мои мысли прочитать... А, не могу. Блин, ну, это обидно. Надо бы вернуть, имеется в виду, что я могу прописать прону. Угу. А далее... Что, прям реально вернуть? Я же не могу? О, реально, смотри! Хи-хи-хи. А если бы я не вернул? Давай вернем на всякий случай. Обидно, что Лолошка в целом не хочет это читать, потому что я бы прочитал. Далее прописываем Малус. И прямо сейчас, помимо того, что мы обсудили с Вальдхаром и Лаей, у меня еще один вопрос. А чё там с Тадмавриэлем-то? Мы скажем ему что-нибудь? Мы как-то его там задобрим? У нас же вроде как план. Со всем этим, скорее всего, будем решать уже в следующей серии, а на этом будем постепенно заканчивать. Очень надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и подписываться. Напомню, что ваша поддержка — это наиогромнейший буст мотивации. Ну так, знаете, чтобы в одно ухо влетело, в другое ухо влетело, потом... Оно как-то вот так стукнулось друг от друга, и вы такие, а, да, может быть, лайк поставить. Ребят, сори, я уже просто выдумываю всякое, чтобы вы не пропустили мимо ушей. Супер-мега надеюсь на вас, не забывайте подписываться. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и более-менее план действий, с которым я немного не согласен, Вальдхар полностью не согласен, а Лая... Ну, а Лая просто Лая. Всем удачи, всем пока. Пока. Я настроился один подумать. Давай, может быть, позже, окей? Какую игру ты ведешь, Лолошка? Некоторые ветки должны стираться, Лолошка. Я не уверена до конца, но мне кажется, по своей сути организация не злая. При текущем уровне внешнего воздействия ресурс фильтров расходуется в 1900,5 раз быстрее нормального. Пойдем проверим. Че это за погодка такая? О май гад. О да, секретная комната, секретные разговоры и секретные планы. Планы по тотальному разрушению организации. Во всей этой истории камнем преткновения выходит Лая. Она, как член организации, не разделяет лишь часть действий организации. А у меня и Вальдхара планы более решительные, разрушительные и, признаться честно, вообще не продуманные. Ни капельки. А чё, тут еще думать надо? Напомню план Лаи. Мы мешаем работе штурмовиков, отдел контроля на это реагирует, передает информацию совету директоров, директора идут искать проблему, понимают, что это саботаж, процессы меняются, система становится нормальной. Чё? В плане нормальной. Это все звучит как бред, потому что, напомню, Лая не против стирания веток. Это мутная история, о которой выразился даже Вальдхар. Он сказал, что это брехня и добавил: у нас тут вообще-то все реальности ломаются из-за стирания веток, если ты не забыла. Нахрена нам просто приостанавливать то, что нам надо остановить? Ты не понимаешь, ветки не могут не стираться. Я, честно говоря, не понимаю. Лая, ты кто? Ты чё несешь-то? Как можно продолжать стирать ветки и не затрагивать параллельные реальности? Лая, какую систему ты хочешь поменять? Ай, ну давайте думать, смотреть. Всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали!
снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы должны понять, что контролирует Пит. Да-да, тот самый старина Пит. Если мы начинаем делать хоть что-то, чтобы уничтожить или, как говорит Лая, изменить систему организации, то сначала нужно понять, к чему есть доступ у Пита. А вообще, давайте так, какие бы мутные, странные и, скажу как есть, непонятные диалоги с Лаей не происходили в предыдущей серии, нам также нужно не забывать про Тадмавриэля. Да, это не тот персонаж, с которым я бы хотел вести какой-то задушевный диалог, но нам он нужен только чтобы продолжать жить и начать получать информацию. Хотя правильнее будет сказать торговаться на информацию. В общем, скажу честно, перед этой серией я небольшой спойлер получил. Дабы продолжить сюжет, надо спать лечь. Поэтому давайте не будем бегать, не будем где-то там ходить, а просто возьмем и ляжем. Так. О, какая-то катсцена, да? Черт. Ну нет, нельзя так. Мы ведь так и не определились с планом. Черт. А я больше увлекся проектированием и сборкой доски, нежели сосредоточился на наших идеях. Что в итоге? В итоге у нас нет ни конкретного плана, ни сформированной позиции. Ничего. А еще этот Тадмавриэль со своими заскоками, как заноза в заднице. О, я хочу свою ветку. Тоже мне соловей. Да, на самом деле даже завидую немного такой самоуверенности. Джон вот явно бы за словом в карман не лез. А я почему-то решил терпеть это все. Такая, блин, ситуация сейчас. Все от меня чего-то ждут, даже Лая. Хотя, казалось бы, Лая все это время работала самостоятельно и, наоборот, не хотела меня посвящать в эти свои дела. Да. А еще этот Вальдхар, который... Ну я-то за любой движ! Ага. Если этот движ заключается в том, чтобы со всеми поспорить и, не найдя аргументов, пойти грушу лупить, то... Ай, черт. Ладно. Что делать-то, собственно? Мне кто-то подскажет, как правильно поступить? Какой план придумать? Как жить-то? Ладно. Сейчас придумаем. Будто бы есть выход. Ага. А Вальдхар получает... да, Вальдхар в бункере. Мистер Флафферти, где же ты? Почему ты бросил меня в столь трудный час? Ты же первый, как и я. Мы должны вместе держаться. Ты не помнишь клятву, неужели? Здесь не расскажешь же ложь, что я его помидоры подъедаю, а? Ну, расскажешь, вот так, значит, да? Ну, смотри, мистер, разделаюсь, да? Понятно. Ну, зато Вальдхар ест овощи. Это полезно. Остальное даже комментировать не хочется. Как-то жалко его. Надеюсь, когда-нибудь его отпустят воспоминания о концентрированном времени. Пойду отсюда. Привет, Гушиня. О, да ладно. Не я кормлю, а сам Ложка. И уснула. Люблю вот такие катсцены, на самом деле, когда ты можешь ничего не делать, а персонаж как бы выполнит всю роль за тебя. Это приятно. Что еще? Это выглядит так, как будто он думает, раздумывает и тянет время. Но как будто бы лучше это делать где-то у доски, потому что там куча всего написанного, и надо бы там почитать, не? Вот что тебе этот модуль? Зачем? Кажется, что ты явно там ничего не найдешь. Понятно. О, вот этим я уже не пользовался десятки серий. Так, ладно, все, нельзя больше откладывать. Я готов. Больше дел буквально не осталось. Я уже даже на утиль обломки поперерабатывал. Пора заняться планом. Да, все-таки он тянул время. Лая? А ты что тут делаешь? Да-да-да, привет. Я тут пытаюсь понять, с чего начать. Но в голову вообще ничего не лезет. Очень уж непродуктивный был наш последний разговор, помнишь? Согласен.
Я тоже сюда пришел с этой целью, кстати. Так, получается, вместе подумаем? Блин, ну не ожидал я тебя здесь увидеть. Мне почему-то кажется, что если мы сейчас снова начнем думать с Лаей, то это фигня полная, и она опять сведет к своему. Поэтому это будет тот момент, когда я нажму «Отказаться». Нет, прости, Лая. Я настроился один подумать. Давай, может быть, позже, окей? С чего это? Какую игру ты ведешь, Лолошка? Да нет, я ничего такого не имел в виду. Я знаю, что у нас типа команда и все такое. Просто... мне так проще сосредоточиться, Лая. А потом обсудим, само собой обсудим. Да ладно, тебе не волнуйся. Все нормально. У меня нет причин тебе не доверять. Давай, думай. А я потом тоже поделюсь мыслями. Есть у меня парочка. Удачи. А, нифига, она прям так. Ну что же, будем думать. Начнем, пожалуй. О, и начинаются одиночные рассуждения. По-моему, это, кстати, первый раз за десятки серий, когда Лолошка думает над планом один. Не по наставлению там Лаи, и уж тем более Вальдхара. Ну, давай посмотрим, что из этого получится. Итак... Нифига себе. Я даже не успел ничего из этого прочитать. В любом случае, продолжай. Ну что ж, я придумал применение сладкому желе слаймов. Создал чертежи для гаража, что давно пора было бы сделать. Подумал, что неплохо было бы заправлять салат ореховым маслом и... А что еще-то? Ну, помимо важных и нужных мне размышлений о том, что надо делать дальше, банальная правда в том, что я даже не знаю, как с Питом связаться. Не говоря уже о том, захочет ли он в открытую помогать. Потому что одно дело за стаканом пива хаять организацию, а вот саботировать ее деятельность — это совсем другое. Поэтому не знаю, о каком плане может идти речь, если весь план должен строиться на Пите. Надо бы сначала придумать, как с ним связаться. А вообще забавно будет, если он уже на пенсию вышел, а я даже не понимаю, как эти километры работают. Думаю, что я могу просто у Малецки спросить насчет Пита, чтобы с ним увидеться еще разок и так далее, а там решим. О, и еще кое-что. Надо бы спросить у Лаи, почему она вообще считает, что ветки должны завершаться? Еще что-то в голове крутится. Вот прямо уже готово сорваться в виде мысли, но... Ладно, это бесполезно. Надо идти к Лае. Надеюсь, она в Прунусе. Так, подожди, ты прям реально сам это сказал? Надо спросить у Лаи, почему она считает, что ветки должны завершаться. Лолошка, я тебя прям обожаю. Он сам до этого допер. О боже, я-то думал, что, знаете, будет примерно такое, что мы, как зрители, думаем об этом, а Лолошка такой... плевать. Мне правда надо понять, почему Лая так уверена, что нельзя завершать процесс стирания веток. Может быть, это приведет к чему-то более страшному? На всякий случай, давай-ка знаете, что еще прочитаем? Структура. Мы в предыдущий раз не посмотрели, нифига себе она большая. Структура. Самый главный — это кто? Совет директоров. Луиза де Саль. Межфункциональные отделы. Отдел контроля исполнения решений. Аса Браун, приемная мать Малецки. Штурмовики, команды по исполнению решений. Лая, бывший штурмовик. Кацпер Малецки. Тут еще, знаете, не хватает этого скримера. Сиделки, административный персонал. Техотдел. Старина Пит, почти пенсионер. Этнический отдел. Ой, господи, как тут много всяких отделов. Процессы, это мы уже читали. Синклит маленький. Для измерения используются километры. Окей, мне нужно одеться. Вообще, прежде чем куда-то телепортироваться, мне, наверное, в Вальдхар нужен, типа, вместе пойти, не? No. Видимо, это не командная работа, я понял. Обязательно забежим сюда. Да, не забываем про тренировочку. У меня всего 200 опыта было, а сейчас 3280. Ну, собственно, прости, Вальдхар. Я пошел, видимо, без тебя разберусь. Прунус. Ну что, поразмышлял? О чем думал? Ты зря смеешься, Лая. Я понял, что нам пока рано строить масштабные планы. А? Почему это? Почему? Да потому что мы даже не знаем, как с Питом связываться. Не говоря уже о том, согласится ли он с нами работать. А ты тоже думала об этом? Ну так это же логично. Лолошка, первый пункт в нашем плане очевидно. Вербовка Пита. Ну знаешь, не то чтобы очевидно. Вчера ты об этом даже не сказала. Ну вообще никто не сказал. Но шпилька засчитана, хорошо. А теперь давай. Какой второй пункт? Подскажешь?
Блин, ну а чё ж ты не можешь просто сказать? Вот Лая, она всегда такая. Вечно какие-то загадки, недоговорки. Блин, ну просто скажи этот второй пункт и все, бога ради. Чё там? Сбор дополнительной информации с помощью Пита. И вот что бы я сейчас не выбрал, вот просто давайте я немножко на будущее погляжу. Лая любит делать фейспалмы. Она не любит, когда другие тупят. Устранение главы отдела штурмовиков с помощью Пита. Ой, ну нет, это точно не то. Мелкий технический саботаж с помощью Пита. Сбор дополнительной информации с помощью Пита. Ну да, информации. Ой, зачем, Лолошка? Ну что ты еще там хочешь узнать? Нам надо просто парализовать работу отдела Малецки. А для этого... Возразить, дать Лае договорить. Блин, на самом деле, парализовать работу Малецки я все еще не понимаю зачем, потому что нам, по сути, нужно отказаться от стирания веток, поэтому возразить. Погоди, Лая, почему именно это? Зачем парализовывать? Я как в прошлый раз не понял, так и сейчас. Почему именно штурмовики? Вальдхар прав, что стирание веток влияет на все реальности, а это куда более серьезная проблема. И я не понимаю, почему ты думаешь, что это заставит организацию, которая существует уже миллиарды лет, ну или там что, километров, пересмотреть свою систему? Почему, Лая? За этим что, кроется что-то еще, да? Нет, конечно нет. Я уже сказала в прошлый раз, что стирание веток существует не просто так. Понимаю, что это страшно, что это делает сама организация и что, по сути... Да нет же, Лая, не по сути! Это же такое убийство, как и добивание выживших! Нет, я так не думаю. Ты ж, в смысле? Ты ж сама мне это сказала в качестве аргумента о том, что организация это зло! Черт, я не понимаю тебя! Нет, я не вижу тут никакой логической несостыковки, Лолошка. Если организация знает, как стереть ветку, то может стереть их все, верно? Если бы организация это делала со злым умыслом, против всего мироздания, то стерла бы все и не парилась. Организация точно делает это не просто так. Некоторые ветки должны стираться, Лолошка. Когда я спрашивала об этом у разных отделов, все говорили, что это необходимость для нормального функционирования времени. Понимаешь ли, я не уверена до конца, но мне кажется, по своей сути организация не злая. Просто существа, которые оказались в ее главе, слишком полюбили вкус власти и контроля. Ой, блин, что-то аж похолодало здесь. Эй, ты куда уставился? Да так. Что-то мне подсказывает, Лая, что ветки не должны стираться. Но аргументов у меня нет, да, я знаю. У тебя тоже, кстати, особо нет аргументов. Именно поэтому нам нужно раздобыть как можно больше информации об этом. О ветках, о настоящей задаче организации, о причинах и всяком таком. О, и как же ты собираешься это все узнавать через простого техника? Вот, видишь? Вдобавок, почему мой вариант это отличный старт, я уже говорила. Мы остановим убийство Да и... нет, Лая, ну хватит это постоянно говорить. Не остановим мы убийство, если ветки продолжают стираться. Еще раз, Лолошка. Убийство мы остановим, потому что если есть те, кто в стертых ветках выживает, значит так и должно быть. И наша задача помогать естественному ходу вещей, а не идти против мироздания. Черт. Я понимаю, я бы рассуждал так, но... Да тихо, дай договорить, ладно? Спасибо. Мы остановим ненужные убийства. Мы попробуем наши силы. А также, что самое важное, мы покажем, насколько несовершенна система организации. И таким образом мы заполучим больше сторонников и сможем получить доступ к информации и всему остальному. Но... как мы дадим о себе знать, не подвергая себя риску? О каком риске речь, Лолошка? Все сотрудники организации, кроме одного, отвязаны. Отследить нас невозможно. Оперативно ликвидировать большую группу существ тоже. О, ты посмотри. Видишь, я все еще вполне себе жива и здорова. А значит, у организации нет инструментов. О, а вот на этом моменте я бы поспорил, кстати. То есть она говорит, что отследить невозможно только за счет, что она жива и здорова. Но я помню, Луиза де Саль сама говорила, агент Каталонес вернется сама. Лая, в этот момент ты, мне кажется, супер-мега не права. Ну ладно, продолжай. Ну звучит логично. То есть ты согласен с моим планом начать со штурмовиков, да? Блин, Ладно, на самом деле ее план, вот
я так поверхностно прочитал, мы как минимум перестанем убивать тех, кто выжил в мертвых ветках. То есть, например, Хэтентеп или те феи, они бы не погибли, потому что штурмовики бы не работали, а ветки при этом продолжались бы стираться. Я не совсем, правда, понимаю, а разве это не звучит как-то по-садистски, что ли? Разве все эти существа не будут мучиться, как и в других параллельных реальностях? Но, ладно, знаете, что меня привлекает даже вот в этом сообщении? Начать со штурмовиков. Именно начать. Я так понимаю, она хочет не убивать, а наоборот спасать тех, кто остался в мертвых ветках. Но с самими ветками-то что делать? А что делать с параллельными реальностями? Я очень надеюсь, что мы еще об этом, ну, типа, подумаем, вернемся к этому. Да, согласен, так и будем действовать. Пойду расскажу Вальдхару. Согласен, конечно, но есть одно но. Вальдхару ты сама объяснишь. Нет, я не согласен, давай думать дальше. Ну да, хорошо, это норм план, но вот просто меня постоянно будоражит вот эта тема с параллельными реальностями. Там-то мы никому не помогаем. Ну окей, да. А чего это я расскажу, а? Ну, мне не хочется с ним спорить. Хотя бы потому, что я с ним согласен, Лая. От этого стирания страдают существа, которые никак не пересекаются с организацией. У меня нет ни информации, ни нужных аргументов в защиту этой позиции, поэтому... Ладно, пока что я с тобой согласен. Вальдхару все это не нужно. Ему достаточно факта, и он уже готов все разнести. Я переубеждать его не хочу, так что это ложится на твои плечи. И если тебе удастся это, то я соглашусь следовать твоему плану, так и быть. О, ты меня недооцениваешь, Лолошка. Малус. Не, я рад, что Лолошка тоже придерживается этого же мнения. Вот прям я обожаю. Понял. Ага. Да-да-да, я очень рад, что сейчас Лолошка не начал в духе: ну ладно, может быть, Лая права, может быть, она действительно знает, что делает. Не-не-не, это бред все. Но так как у нас буквально нет другого пути, с чего можно начать, приходится соглашаться. Приостановить смерти — это уже какой-то первый шаг. Короче говоря, прописываем Малус. Да. О, его уже нет. Оперативность отвязанных от времени поражает. Что же это означает для меня? Ну, то, что мне надо заниматься делами. Пойду запишу наш план для начала. Я так понимаю, у Лаи получится Вальда уболтать. Ну да. Кстати, вообще, если так подумать, Лая может уболтать кого угодно. Она ж типа может вечно переходить во время. Ну, пойдем. Получается, мне сюда? Ага. Интересно, что напишет. Угу, ну вот, неплохо. Осталось дождаться, пока Пит сам заявится, как в прошлый раз. Это намного безопаснее, чем активничать самому. Так что да, отдамся воле случая. Самое эффективное и незаметное. А если вдруг Малецкий решит заглянуть, то попробую аккуратно узнать у него. Так, а теперь мне... О, черт. Ломается бункер, видимо. Подожди, а что произошло? О, господи, нет. Нет, 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 погоди, стоп, стоп, стоп. Боже. Сначала прочитать план, надеть скафандр. Так, проверяем. Да, смотри, у меня появилась иконочка план. Вербовка Пита, саботаж отдела штурмовиков, вербовка сомневающихся, информация... Победа? Ну, знаете, это не звучит как победа, от слова совсем. И опять же, я в третий раз повторюсь, рад, что и Вальдхар, и Лолошка думают так же. Но в любом из вариантов вербовка Пита присутствует, поэтому начнем действительно с нее. А теперь что у нас за проблемы-то? А ну-ка! Не надо мне тут это проблем. Ща, Уткар, скажи что-нибудь. Внимание! Обнаружена аномальная электромагнитная активность. Из строя выведены приводы наружных гермозатворов, а также метеомодуль. При текущем уровне внешнего воздействия ресурс фильтров расходуется в 1900,5 раз быстрее нормального. Рекомендуется провести восстановление гермозатворов. Ага. Я понял. Что, аномальная какая-то хрень? Починить двери, починить антенну. О, блин. Походу я столкнулся с какой-то новой погодной аномалией. Почему все в Архее пытается убить меня? Так, без паники, без паники, без паники. Сейчас, здесь надето, здесь все есть. Пойдем проверим. Че это за погодка такая? О май гад! Какая, блин, красота! Только у меня при этом скафандр не работает и... Ой-ой-ой, что тут происходит? Привод гермозатвора, это что, дверь, да? Электронная лампа, поршень. А еще антенну. Это вот это. Ага, стальной стержень, листовое железо, высоковольтный кабель. По сути, у меня все есть. Сразу же возвращаемся. Ой, блин, какая
Какая задница-то? Не, ну аномальные погоды это прикольно. Значит, стальной стержень берем, листовое железо присутствует. А еще нам нужна какая-то лампа. Вот, электронная. Требуется... пластина и полированный розовый кварц. Изи. Работа выполнена, все, починить. Задание импи обновлено, далее. Починить. Супер. Скафандр, конечно, у меня от этого не починился. То есть, получается, с этой аномальной погодой нормально не разгуляешься. Офигеть. Кстати, машина, как она себя чувствует? Так. Она сразу глушится! Обалдеть! Ладно, все. Пора вернуться. Я не знаю, как у меня там скафандр тратится. О, вот это да. Надо бы добавить информацию об этом погодном явлении в журнал метеомодуля. И задуматься о том, как этому противостоять. Потому что перспектива остаться без электроники и фильтров меня вообще не радует. Ага. Сейчас как раз прочитаем, что это такое. Так, тут разобрался. О защите подумаю чуть позже. А где Лая и Вальдхар? Кстати, реально. Так, сейчас. Палящее солнце, гроза. Электромагнитная буря. Пока что самое коварное явление. Напрямую на организм не воздействует, но отключает всю электронику, а также выводит из строя метеомодуль. И, вероятно, двигатель автомобиля. Неприятно. Да, реально, автомобиль также не работал. А ну-ка. Вальдхар, Лая. Вы где? Давай на всякий случай здесь все проверим. Нет. Ну там, кстати, скафандра не было. Получается, да, мы одеваемся. Прописываем прунус. Угу. И что делать? Погоди, здесь их тоже нет? Ладно, это уже странно. Я бы даже сказал необычно, потому что места, где они обычно бывают, это эти места. Прописываем малу. Ну-ка. Ну ладно. Видимо, остается только ждать. На самом деле, я уже так вымотался за сегодня, что с удовольствием бы вздремнул. Угу, понял. Ладно. О, мне опыт дали! 13 тысяч, ну наконец-то! Все, я могу нормально снять, верно? Ага, вроде ничего не пытается меня убить, ничего не поломано. Но вот эта электромагнитная буря, это дичь. Это пока что реально самое дичевое. Так, кстати, меня тут немного аномальная погода отвлекла. Давай сразу проверим. Лолошка написал план, но написал ли он что-то еще? Допустим, вот, процессы. Организация не может найти Тадмавриэля. Тадмавриэль уверен, что они знают, как его убить. Главная задача — ликвидация живых в закончившихся временных ветках. Организация ищет другой способ помощи выжившим в закончившихся ветках, вот. Но пока не нашла. Действительно ли организация ищет другой способ помощи? Вот, наверное, если бы мы знали ответ, то дискуссия с Лаей была бы сильно проще. Еще она была бы проще, если бы мы знали вот здесь ответ. Знает ли руководство, что временные линии в параллельных реальностях также заканчиваются? Пытается ли решить эту проблему организация? Вальдхар об организации в другой реальности не знал, так что, скорее всего, даже если они знают, попасть туда не могут, ибо это как-то связано со временем. Думать об этом бессмысленно, я уверен, что все это раскроется, и давай-ка, знаете, что посмотрим? Исследование. Вот оно! Нам открылись какие-то... Что это? Слизни-бусты. Небольшое лакомство из сладкой слизи. Ненадолго повышает прыгучесть. Ага, а здесь? Ненадолго повышает сопротивление организма внешней среде. Это звучит как... типа просто сопротивление и все? В том плане, что мы меньше урона будем получать. Также у нас есть желтый, ненадолго повышает скорость работы инструментами. Здесь очищает организм от патогенов. Убирает плохие эффекты. Вот это, наверное, пока что самый приятный. И есть красный. Ненадолго повышает физическую силу. Это самое неинтересное, честно говоря. Так и быть, давайте чисто на будущее. Желтый слизни-буст исследовать. Да, ненадолго повышает скорость работы инструментами. Я не знаю, правда, зачем мне сейчас это нужно, но может быть в будущем. Просто я уже сам начинаю замечать, как у меня постепенно заканчиваются запасы. Я 30-40 серий назад сделал эти запасы, и вот они только сейчас начали подходить к концу. И то не все. Нам как раз показали, что утиль сырье можно делать, а из него металлы. То есть получается, да, я сделаю сейчас слизни буст желтого цвета, смогу супер быстро копать, добывать много всякого говнеца. Я напомню, что у меня кирка копает сразу много блоков. Давай покажу. Оба! Вот так вот, да. Оба! Удобненько. И с этим самым говнецом я могу брать и создавать много-много металлов. Да, вот только в эту погодку это какая-то плохая идея. Я даже не знаю, сколько у меня заряда. Ну нафиг, вернусь лучше. Кстати, я еще помню, что у нас открылся новый модуль. Видите. 1. Гараж. Угу, гараж. Этот незарегистрированный в основной базе модуль содержит лифт-подъемник с гермозатворами для удобного хранения автомобиля.
Непосредственно в бункере, что? Также имеется возможность установки мастерской для работы с характеристиками автомобиля. Ой, слушайте, кажется, у нас с этим автомобилем будет еще много всякого. Запчасти в комплект не входят и воруются в автомастерских отдельно. Окей. Сколько? 25 тысяч. Серьезная задачка, если так подумать-то. 25 тысяч я не накоплю сейчас. А ну-ка подскажите мне, пожалуйста, я могу сейчас потренироваться? Пожалуйста. О, да. Фу, блин, ну хорошо, сейчас у меня будет примерно 16 тысяч. Да, 16 429. Костюм обязательно заряжаем. Работа выполнена. Надеваем. Привет, дурацкая погода. Я хочу просто проверить, как... А, стоп! Тут даже опыт не показывается. То есть я не только заряд костюма не могу узнать. Это пипец. А каким образом я тогда должен это делать? Ну, то есть, да, хорошо, я вот так вот немного добыл. А, подожди, может быть здесь? Да, вот здесь могу. 16 444. Немножко подобывали. Еще подобывали. 16 452. Да, это медленно, но это не основной способ добычи, не. Напомню, что у нас есть величайший способ под названием булыжные ступеньки. Вот, сразу много получаем. Итого 16 522. Ну, где-то 100 опыта мы получили, и это за меньше, чем стак булыжника. Блин, ну 25 тысяч. Думается мне, что легче как-то выполнить какое-нибудь задание. Здесь самое главное понять, как часто я смогу посещать тренировку, потому... Что? Подожди, а сколько времени прошло? Я, походу, понял, как это работает. Оно обновляется... Ну, давайте вот представим, что, короче, есть таймер. Вот, полоска, 30 минут таймер. И каждые 30 минут происходит обнуление. То есть я снова могу посетить зал. И я могу, например, прийти в зал примерно за 2 минуты до конца этого обнуления. Потом подождать еще 2 минуты. И снова прийти в зал. То есть я сейчас попал прям под самое начало, и у меня уже 19 тысяч опыта. Приятненько. На данный момент это то самое время, когда я не хочу строить какие-либо теории, потому что я понимаю, сейчас заканчивается вот это затишье, и как бабахнет какая-то буря. Поэтому перед этой бурей я не буду делать никакие выводы. Понятное дело, что лично у меня и Вальдхара плана не особо-то и нет. Мы не знаем, что такое Синклит. Мы не знаем, как устроена организация. Так что в любом случае Лая нам помощник. Как бы мы ее там ненавидели. На этом я буду постепенно заканчивать. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки и подписки. Не забывайте не пропускать это мимо ушей. Можете даже вот прямо сейчас нажать, почему бы и да. А если вы здесь впервые, то вы можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и План, в котором не учитывается много других факторов. Всем удачи, всем пока. Пока. Ваш новый агент, это Ложка. Как-то к нему случайно-то ты телепортировался, а у него там в бункере еще какой-то мужик был такой, лысый такой. Просто слушайте. Охренеть. Пора действовать! Либо я сегодня получаю информацию о том, помогает ли нам Пит, и мы начинаем очень быстро и стремительно ломать организацию, либо я тупой и вообще не понимаю, о чем мы вели диалог с Лаей и Вальдхаром. Как говорится, нет, не тянем время, берем и проверяем. Долой затишье, ребята, нужна буря! Всем привет, дорогие друзья, я Лолошка! Добро пожаловать в точку невозврата! Да начнется погром! Поехали! Снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы готовы, черт возьми. О да, планы, как обмануть организацию, планы, как обмануть Адмавриэля, как действовать, какая вербовка Пита. Мы обсудили банально все. Да, может быть не максимально подробно, но в нашем случае остается только одно — рисковать. Признаться честно, я думал, что жопа начнется уже в предыдущей серии, но нет. Зато к этой серии моя уверенность только выросла. Сейчас я понимаю, что Лая, по идее, рассказывает план Вальдхару, а также нам нужен Пит, который, надеюсь, придет. Пожалуйста. Ах, блин. В каком же дурацком положении я нахожусь? Я буквально ничего не могу сейчас сделать самостоятельно. Я не могу нормально поговорить с Адмавриэлем, вынужден ждать, пока он сам соизволит явиться. Не могу пойти поговорить со стариной Питом, потому что, опять же, должен ждать. А еще это организация, из которой в любой момент может поступить требование отчитаться о прогрессе. Потому что я же типа отца ищу. И опять же,
Я даже не знаю, когда они решат меня дернуть по этому поводу. Я, конечно, могу сейчас сходить к Вальдхару и проверить, как он там, посмотреть, насколько Лая преуспела в его убеждении, но... как-то не горю желанием. Возможно, они там до сих пор орут друг на друга. К тому же, мне лучше далеко из бункера не уходить. Так, вот я все это наговорил, и что же получается? Мне просто сидеть и ждать? Не-не-не, так не пойдет. Я внезапно проникся пониманием к Вальдхару, который хочет быть полезным. Побуду-ка я полезным для самого себя. Малецкий сколько угодно может меня убеждать в том, что я обязательно отвяжусь, но... Опять же, нет. Я никуда из этого бункера уходить не собираюсь. Ну или, по крайней мере, мне нравится так думать. Поэтому займусь-ка я хозяйством. Ага, подожди, стоп, а еще раз. Я не могу пойти поговорить со стариной Питом и вынужден ждать его появления. Погоди, а написать Малецкий, не? Что-то в духе: «Эй, Малецкий, мне нужен Пит, он может мне починить какую...» О, не думал, что мне кто-то напишет. Кацпар Малецкий, тема «Архивные материалы от Адмавриэли». Блин, нифига ты вспомнил. Напомню, я ему сообщение написал еще 3-4 серии назад, а он только сейчас ответил. Окей, давай. Эй, привет, напарничек. Рад, что ты проявил инициативу и сам запросил материалы для выполнения задания. Это похвально. Слушай, ты, если что, прости, что не отвечал. Я пока оформил заявку в архив, пока ее рассмотрели, пока то да сё. Ну, в общем, ты понимаешь, да? Но если что, я получил для тебя разрешение ознакомиться с этими материалами. Так что пересылаю их тебе. Все будет в прикрепленных файлах. Наслаждайся. История мира нашего, это, если что, я уже запомнил, 1.51.72.9, это Архей. Биография от Адмавриэля, вау! Репрезентация от Адмавриэля в СМИ мира, этого мира. Как вычислить местоположение выжившего, инструкция для стажеров отдела учета. Так, что мне, нажать или как... ничего себе. Я уже успел даже забыть про это. Так, ну ладно. Все равно делать-то особо нечего. Надеюсь, это хоть написано интересно. О, ща узнаем информейшн, наконец-то. Экс. Через несколько часов. А, погоди, нам не покажут? О! Старина Пит, ты мне нужен. Ты мне нужен. Лолошка сейчас где? Да, в исследовательской. Сейчас, старина Пит, пожалуйста. А ну-ка, иди сюда. О, Привет. здорово, братан, а вот и ты. Да, привет, Пит. Ты прикинь, а у меня снова выходной. Мне в качестве компенсации за моральный ущерб начислили целых 2 дополнительных отгула. Вот я и подумал, раз мы с тобой в прошлый раз не закончили, надо продолжить, где остановились, а? Как тебе идейка? Реально, ты как, свободен сейчас? Я не знаю, потому что вот сколько времени прошло, мы изучали документы. Извини, Пит, но у меня много работы. Давай как-нибудь... Не-не-не-не-не. Пит, останься. Отлично, давай поболтаем, но далеко из бункера уходить не могу. Отлично, давай вернемся в бар. Наверное, лучше в бункере остаться, как будто здесь что-то может произойти. Да. А? А чё это ты не можешь-то? Да, на мне все еще висит то самое задание. Помнишь, для которого я кучу книжек читал? Ну да, помню. Только, блин, я все еще не понимаю, почему этим должен ты заниматься, а не отдел учета, а? Да, блин, Пит, ну я вот тоже не понимаю. Так вот, слушай, мне буквально только что прислали новые материалы из архива, и мне нужно в ближайшее время заняться их обработкой. Да ты, блин, ну, чтоб их всех там! Не знаю, что на это ответить. Заступиться за организацию? А, я понял! Типа вот он тот самый момент, когда мы можем Пита немножко на свою сторону склонить, да? Извини, Пит, но у меня много работы, давай в другой раз. Пожаловаться об эксплуатации со стороны организации. Да уж, знаешь, Пит, Да я очень переживаю. Мне дали это задание, а оно, во-первых, не входит в мои компетенции. Мне очень-очень сложно справляться самому. А во-вторых, мне катастрофически не хватает времени. Ну, то есть этих метров, километров. Понимаешь же, о чем я, да? Да, конечно, брат, понимаю, брат. Ну вот. А я единственный неотвязанный сотрудник в организации, и я знаю, что отвязанным очень трудно понять течение времени. Но вот они не дают мне совсем никаких поблажек, понимаешь? Никаких! Так. Нет, ты не подумай. Я, конечно, не жду, чтобы ради одного единственного сотрудника целые отделы перетруждали себя Да и... нет, да чё ты говоришь, блин? Это же их работа!
Начальство буквально нужно только для того, чтобы организовывать работу подчиненных. И организовать ее лучшим образом, чтобы у всех условия были... Ну как это... Блин, как это... комфортными, комфортными! Это я тут недавно с одной коллегой обсуждал начальство и... Мы косточки им там поперемалывали, ну как обычно. И она меня этому слову научила. Комфортными, ага. Оказывается, комфортные рабочие условия — это базовое требование на любом рабочем месте, прикинь! А у нас, блин, про такое большинство сотрудников даже не слышало! И они сначала тебя заманивают к себе на работу, обещают, значит, вечный рай, да? Заставляют отвязываться и все! Ты уже не уволиться не можешь, ни место работы сменить! Это, блин! Ты навсегда привязан к этой гребаной организации! Вот они и думают, что могут с нами как угодно обращаться! Мы ж от них никуда не денемся, да? Ой, блин... Блин. Ай. Слушай, брат, мне реально очень жаль, что они так с тобой поступают, правда жаль. Я даже немного удивлен все это время. Обычно первое время они как раз типа добренькие, там прикидываются и все такое. А тебя уже и выговор назначили, и обязанности на тебя чужие вешают. Да блин, еще и требуют от тебя выполнения за нереально короткие сроки. Офигеть. То есть, да, Пит, это правда все ужасно. Но, видимо, особо ничего не поделаешь, верно? Ну да, на официальном уровне вряд ли получится что-то сделать. Пока ты направишь там запрос, пока его рассмотрят, пока слушание... Не, смысла нет никакого. У тебя уже пени жуткие накапают за невыполнение задания. И не-не, я вообще даже не думаю, что тебе их спишут, прикинь. Именно поэтому, дружище, у нас народ никогда на официальном уровне даже не пытается ничего протащить. Если что-то нужно, то мы так, типа, друг другу помогаем. Много чего делается за спиной у начальства. Хе-хе. Главное, чтобы не спалили, ага. Но я-то вижу, что ты наш человек вообще. Да и мозги у тебя на месте. Я готов тебе помочь, не парься. Но я должен быть уверен, что ты меня не сдашь. То есть, да, конечно не сдам, Пит. Ну, отлично. В таком случае ты чё? Что тебе помогло, скажи? Нифига себе! Я вот чего-чего вообще не ожидал такого. Пит, ты прям реально такой работяга-трудяга, который ненавидит свое начальство. Знаете, это прям типичный работяга, вот прям супер-мега типичный. Ты можешь сделать так, чтобы начальство не смогло попасть в мой бункер? Чего? Не смогло, чтобы принять задание, да? О, кстати, это прикольно! Ты можешь взломать систему моего отдела и вписать в мой файл новые условия выполнения задания? Это прикольно звучит, но знаете, почему это не работает? Потому что о моем задании знает Луиза Десаль. Ты можешь сломать систему учета километров в Синклите? Ну, это вряд ли. Если бы кто-то мог, то он бы уже не работал. Так, получается, ты можешь сделать так, чтобы начальство не могло попасть в бункер? Ну, вообще, идея так-то немного странная, да, но... Для того, чтобы запретить конкретные координаты для перемещения, мне в систему залезть надо. А у меня не. Я же специалист по внутренностям, да? Я не по софту. Но зато знаешь чё? Я могу сделать так, что из Синклита вообще никто и никуда не сможет переместиться. Что? Никто из Синклита? Это сильно звучит. Слушай, я не знаю, в курсе ты или нет, но в Синклите есть специальный вагон. Никто из сотрудников не может так просто взять и переместиться куда-то из главного штаба. Это можно сделать только из специального вагона, в котором у каждого сотрудника есть свое личное место. Это нужно для того, чтобы сотрудники не путались в километрах при возвращении. А система Система могла зарегистрировать, сколько километров сотрудник отсутствовал при выполнении задания. Фига, как у них там все устроено. Ну так вот, я могу вывести из строя работу всех сидений. Возможно, это, конечно, радикальное решение, так-то не знаю даже. Блин, вот это ты мне, конечно, сказанул. Может быть, радикальное, да. Но начальство не оставляет нам другого выбора. Да, Пит, ты прав, это слишком, лучше забей. Но начальство не оставляет другого выбора. Да, вообще ты абсолютно прав, не оставляет. А учитывая, что я самый опытный сотрудник в своем отделе, починку, скорее всего, поручат тоже мне. Так что я еще резину смогу потянуть, да? Да, блин, Пит, слушай, ты нереально крутой. Я даже не знаю, как тебя отблагодарить за это. Ой, да ладно тебе, да ладно! Я же тоже был когда-то стажером в организации, тоже боялся за свои права постоять. Так что да, я все понимаю, брат. Буду рад помочь тебе. Ты тогда давай, за дело берись, чтоб дистанцию лишнюю не терять.
А вот разобраться с организацией предоставь мне. Мы им так просто не дадимся, да? Писец. Нет, он, конечно, раз 10 уже упомянул, что ненавидит организацию, но настолько, что готов подсобить мне. Как же его задела моя история о том, что я выполняю работу отдела учета. Это прям весело. Так, а в итоге что, мне ждать кого-то? С кем-то, может быть, поговорить? Вау, ну и дела. Если так подумать, это было так просто. Мне даже не пришлось рисковать и раскрывать все карты. Он буквально сам предложил нарушить работу всего отдела штурмовиков. Видимо, мне тут еще помог тот факт, что он их очень недолюбливает. Надеюсь, все пройдет гладко. Пит ведь профессионал, он знает, что делает. Да и к тому же он сам предложил. Если бы он думал, что это для него слишком опасно, предлагать бы точно не стал. Правда же? А, черт. Теперь вот я начинаю сомневаться в принятом мной решении. И вот так всегда. А что, если это приведет к нехорошим последствиям? Так, ладно. Пока что рано судить, рано. В конце концов, это всего лишь рядовая поломка. Подумаешь-то. Хватит загоняться, Лолошка. Иди лучше вон, про Тадмавриэля почитай. А, ну да. Продолжим. О. Это будет супер удобная поза для чтения, да? Я так и понял. На животике. Блин. Ну ты чё, за 2 часа вообще ничего не узнал? Что? Так, ладно, там супер веселуха. Тем временем... Или на том же километре. О! Ой. Блин, так стрёмно немного все-таки-то. Фу, ладно. О, реально в поезде. Офигеть, там столько мест. И это получается какой-то ультра-мега-бесконечный поезд? Что-то в этом духе? Келвин, Сэрон, Танлор, Эвиан. Там много всяких имен. Ну-ка. Ой. Что? Бляха-муха, какой красавчик! Это крабовая палочка! Чё? Ты же сам предложил, чё ты боишься? Ага. Ля, круто на самом деле. Вот мне нравится каждый раз узнавать всякие разные новые факты о том, как работает организация, Синклит, как вот это время устроено, вселенные, мультивселенные. То есть постепенно до нас доносятся вот эти клочки информации, и мне доставляет удовольствие все это впитывать. Ну-ка. Будут знать, как перекладывать ответственность. Ой. Питер Деорос? Да, я. Привет. Ну-ка поведай, что ты здесь делаешь? У тебя какое-то задание? Что-то неисправно в вагоне? Черт, я же не могу сказать ей, что у меня задание. Она легко может это проверить. Питер. Черт, что же Питер. делать? Да не. У меня вообще выходной сегодня. Так, тогда что ты забыл в вагоне для штурмовиков? Ну я... Вот тебя искал как раз, Аса. Да. Меня? Я-то тебе зачем? Ну вот, я просто не знаю, а кому реально обращаться по такому вопросу тогда? Я хотел всего лишь утащить кое-какую информацию там. Какую информацию? Это касается работы отдела исполнения решений? Да, напрямую, конечно. Тут это дело такое. Ваш новый агент, это Ложка. Продолжай. Да, я вот это... Как-то к нему случайно телепортировался. Ну, не на те координаты нажал, да, я не на те. А у него там в бункере еще какой-то мужик был такой, лысый такой, и... Какой-то мужик? Что такое? Я еще удивился тогда просто. Вроде не знаю такого сотрудника. Ну, так и вряд ли же это выживший-то, да?
Да, вот и я, в общем, просто уточнить хотел-то. Он как-то зарегистрирован-то там, чтобы в курсе, или не зарегистрирован? Нет, организация не в курсе. Да, что? Не в курсе? Нет, не в курсе. Спасибо, Деорос, что доложил. Тебе совсем скоро на пенсию, а хватки не теряешь. Так держать. Мне кажется, это не лучшая Да. информация, которую он смог Блин, выдать. а как это не в курсе-то? Как это, мать его, не в курсе? Блин, это чё, я только что кореша своего сдал, что ли? Черт. Блин, грёбаный Цербер! Ну почему именно ты? Ну, блин, не мог, что ли, кто-то другой зайти? Черт, я бы просто соврал, что там гуляю, и все. О, всем было бы пофигу. Нет, но только не тебе. Ой, ты, друган, блин, тоже хорош. Как это у тебя какой-то лысый прыщ в бункере? Так еще и не зарегистрирован. Ну, капец, блин. Ну как? А я-то откуда мог знать-то? Так, надо предупредить тогда. Надо срочно предупредить его. Чаще точно. Ой, блин. Ну, а я все еще смотрю. Новые уведомления. Давай, читай, чувак, там вообще все плохо, это просто жесть! Нас спалили! Встать. Так. Планшет, обязательно читать. Где? Питер, вот, Деорос, планы на выходные. Эй, мужик, здорово! Тут такое, блин, произошло! Блин, я, даже не знаю, как рассказать тебе. Короче, я классно провел свой выходной вообще. Сходил в боулинг, короче, как и обещал тебе, вот, сбил все нужные кегли. Так что о моих страйках-то ты не переживай, не. Но ты переживал бы лучше о том, что протоколы не соблюдаешь и своих гостей не регистрируешь, блин. Все в порядке, Аса уже в курсе, она поможет тебе все зарегистрировать как надо. Мне нужно выпить. Жесть. Просто жесть. Так, блин. Лолошка, спокойно, без паники. Надо срочно сообщить об этом Лае и Вальдхару. Надо, да, мы вместе что-нибудь придумаем. О, блин. Реально, блин. Это писец. Это не то, чего я ожидал. Это вот помните тот самый момент, о котором я говорил 2 серии назад. Нам нужно одновременно врать и организации, и Тадмавриэлю, и Малецке. Это просто трешатина. Вот рано или поздно во всем этом вранье можно тупо запутаться. Супер-мега обязательно сразу же восстанавливаемся. И блин, не знаю, прунус, наверное, нужно сначала попробовать. Да, еда есть. Надеваем скафандр, прописываем прунус. И... Лая? Вальдхар? Нет? Блин, никого здесь нет. Хорошо, тогда мы прям даже не будем медлить. Малу. Немножко подзарядимся. 100%. Сразу же выходим снова. И вообще не тянем время. О, блин, нет. Нет. Только не эта дурацкая погода. Ну хотя мне не то чтобы жарко, как будто не. Все нормально. Ладно. Садимся. Погнали! Ой, как тарахтит-то, блин! Что там, с движком что-то не так? Ладно, вроде едет и на том, спасибо. Все хорошо. Тихонечко. Да сколько ж тебе можно повторять, что я... Не надо мне повторять, не надо, я говорю тебе. Я наслушался уже. О, он наслушался. Но так и не услышал, черт возьми. Ты все пропускаешь мимо ушей. Ребят. Заходи, Ло. Привет. Ребят, вы чего? Привет. Да, здорово, Ло. И вам привет. Ну и что? Блин. Что, ты будешь Когда всем я говорил, говорить, что они, наверное, до сих пор друг на друга орут, я вообще-то шутил. Ты думаешь, мне Но сложно, что ли? не стоило их недооценивать. Лолошка, помоги мне. Этот ненормальный Да просто... заткнись! Нет, Ло, это ты мне помоги! Она просто не... Стоп! Давайте мы все друг другу просто поможем и ненадолго замолчим. Послушаем важные новости. Ладно. Ну говори. Тадмавриэль приходил? Нет, ребята. И вряд ли вы вообще когда-либо догадаетесь. Просто слушайте.
Спустя пару минут рассказа. О, блин, да, там жопа, вообще жопа. Охренеть. Вот, честно говоря, я тоже не понимаю, как так получилось. Видимо, пока он где-то там копался, зашла Аса. Ага. А он не нашелся, что сказать, и выдал первое, что ему пришло в голову. Иначе я просто не знаю, как это объяснить. Погоди, Ло. А ты уверен, что он это не специально сделал? Да, блин, Вальт, ну конечно я уверен. Если бы он был подставным лицом организации, он бы информацию передавал лично. Лично им. Не сообщая мне об этом. Ну да, ладно, наверное, ты прав. Блин, ну как же так получилось-то? Блин, ну вот и я не понимаю. Так, ладно. Какой вариант им предложить? Я считаю, что Вальдхара срочно нужно где-то спрятать, возможно, даже в другой реальности. Кажется, нам срочно нужен новый секретный бункер. Я думаю, лучше дождаться реакции организации. Да блин, ну какая это может быть реакция? Ну очевидно! Мы буквально спрятали другого чувака из другой реальности, которого не могли отследить из-за, как напомню, вибраций. Типа Вальдхар перенял вибрации другой реальности. Походу вот это реально. Нужно срочно спрятать Вальдхара, возможно, даже в другой реальности. Может быть не реальности, а просто где-то там, где-то в Прунусе, например, таскать зарядки. Да, Ло, ты сейчас что, серьезно? Какой, блин, другой реальности? Не-не-не-не-не, я туда никогда не пойду, ни в коем случае. Ло, ты, блин, с ума сошел сейчас такое предлагая. Ты хочешь, чтобы я один там в другой реальности окочурился? Тихо. Давайте взглянем на ситуацию ясным взглядом. Во-первых, тот факт, что организация была до сих пор не в курсе про Вальдхара, говорит о том, что мы все делали правильно. Так, то есть... То есть да, у тебя действительно какие-то другие вибрации, которые в этой ветке не отслеживаются. Ложка. По сути, если бы Вальдхар не заявлялся так часто в бункер, то никто бы так и не узнал о существовании незарегистрированного выжившего. Блин, ну да. Мы действительно как-то пренебрегали безопасностью. Именно. Поэтому вполне закономерно, что в итоге спалились. Но, во-первых, мы убедились точно, что организация не может отследить Вальдхара. А это значит, что не нужно прятаться ни в каких других реальностях. Сейчас нам нужно всего лишь вести себя осторожнее. А во-вторых, наш план сработал. Теперь осталось только дождаться официального подтверждения от организации. Но Пит профессионал, так что я уверена, что благодаря ему удастся действительно приостановить работу всего отдела. Да уж, все еще непонятно ради чего, ну да ладно. О, ну я же 100 раз уже объяснял, что... Стоп, ребят, давайте не будем спорить, окей? Я сегодня слишком перенервничал, чтобы опять все это выслушивать. Но я согласен с Лаей. План действительно сработал. К тому же сработал куда проще и быстрее, чем мы этого ожидали. Пит буквально сам предложил это решение. Да вы чё, блин, реально? Вас вообще это ни капли не смущает, что ли? Вы все еще уверены на 100%, что этот техник наш союзник? Ну, когда имеешь дело с организацией, никогда нельзя быть уверенным на все 100%. Но в данном случае уверенность максимальная. Да, Вальдхар. Мы даже не успели начать его вербовать. Лолошка всего лишь пожаловался на плохие рабочие условия, а Пит давно уже известен своим недовольством по поводу начальства. Ой, блин, ну ладно. И чё теперь? Я чё, просто продолжаю сидеть в этом треклятом гараже, что ли? И мы ждем реакции организации. Все согласны? Да. Ну да. Я, если что, сообщу вам, если мне поступит какое-то уведомление от организации. Прунус. Блин. И опять мне тут сидеть целыми днями. Да, Вальд. Ты прости, но тебе правда лучше пореже выходить отсюда. Да блин, ну а куда реже-то? Дай ну вас. Эх, дружище, только ты-то меня и понимаешь. Что бы я делал без тебя? Иди сюда. Спокойной ночи, Ло. Да, серьезно? Что бы я без тебя делал? Это он медведю говорит. Вальду не угодишь. Предлагаю спрятаться в другой реальности, не нравится. Говорим остаться, тоже не нравится. Хотя ладно, отчасти я его понимаю. У меня тоже поначалу жестко мозги расплавились из-за одиночества и скинтонита в фильтрах. А он еще и пережил действие времени. Мне кажется, у него психика от этого серьезно пострадала. Ладно, спи, Вальд. Мы как-нибудь выкарабкаемся. Писец. То есть, получается, мы спалились, про Вальдхара знают, и ко мне очевидно заявятся с вопросами, где он прячется. То есть, все,
Я не знаю, понимаете вы или нет, к чему это приводит, но сюсюкаться со мной уже не будут. Ко мне уже даже Малецкий с подозрением относился. То есть сейчас он явно мне вообще не будет доверять на все 100%. Мне на самом деле нравится, как Пит завуалированно передал мне информацию. Ты бы лучше переживал о том, что протоколы не соблюдаешь и своих гостей не регистрируешь. Все в порядке, Аса уже в курсе. Она поможет тебе все зарегистрировать. Да, я даже не знаю, какая реакция может последовать. Первое, о чем я думаю, вот первое. Они отменят задание по Тадмавриэлю и насильно меня отвяжут. У меня почему-то ощущение именно такое. Сейчас у организации реально появился очень большой козырь с этим знанием, и... я не знаю, как они этим воспользуются, но точно воспользуются. Они бесконечно хотят, чтобы я отвязался. Непонятно до сих пор зачем, но им зачем-то это надо. На всякий случай здесь все посмотрим. Медный провод. О, экстренный аккумулятор. Ну ладно, воровать я, наверное, не буду. Отмычки. Вот это я сворую. Железная пластина сюда. Это не надо. Давай. Спокойной ночи. Обязательно едем в бункер. На всякий случай сейчас проверим, изменилось тут что-то или нет. Мало ли, как говорится. Прошло уже там и времечко. Какая-то временная метка, бла-бла-бла. Нет? Черт, а вот как можно теперь готовиться к саботажу? Я правильно понимаю, что, по сути, Пит сейчас все поломал? То есть, получается, штурмовики теперь не могут телепортироваться. Также, судя по реакции Асы, когда она его, типа, поблагодарила, она не поняла, что он что-то делал с вагоном. Следовательно, Пит выкрутился, но вот это вот его выкрутился для нас... мало чего хорошего дает. Ладно, я уверен, плохое нас еще только ждет. Обязательно забегаем. Тренировочку завершаем. Сейчас у меня будет примерно 22 тысячи. Замечательно. Пытаемся найти ягоды. Дайте мне немножко поесть. Семена, семена, семена. И ни одной ягоды. Офигеть, это антивезение. Тогда немного супа и, внимание, вопрос. Что по плану? Давай проверим. У нас была вербовка Пита. Скажем, ну типа сделали. Далее саботаж отдела штурмовиков. Типа сейчас они, по идее, не могут телепортироваться. Значит, у нас получилось. Правильно? Здесь я пока немного сомневаюсь. Уверен на процентов 60-70, что все получилось. Далее вербовка. И вот тут вопрос. Кого мы вербуем? Скорее не так. Как мы вербуем? Да, Лая много раз говорила, и Малецкий даже говорил, что сомневающихся в Синклите действительно полным-полно. Но как мы будем их вербовать? Как? Потом мы получаем информацию и победа. Да, план реально полное говно. Но, во всяком случае, первое сделали, и на том спасибо. О, погоди, так у себя в профиле я, оказывается, могу смотреть очки организации. Стаж неизвестен, выговор 1. Да, это мы помним. А вот очки организации, что это? Я так понимаю, от этих очков зависит зарплата? Но какая к черту зарплата? Мы скрывали Вальдхара, мне... кажется, не до зарплаты сейчас будет. Короче говоря, посмотрим, что будет дальше. На этом я буду постепенно заканчивать. Я на 90% уверен, ничего хорошего не ждем. А вот что это нехорошее, опять же увидим. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки, не забывайте про подписки. Вся ваша поддержка конвертируется в улучшение и мотивацию. Кстати, небольшой спойлер. Сейчас мы готовим кое-что, во что смогут поиграть все. Это немного связано с сюжетом, но это все, что я могу сказать. Не забывайте, опять же, про ваши лайки. Это правда нас сильно мотивирует. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и... черт возьми, саботаж, а также скрывание Вальдхара. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Так, сообщение. Административная дирекция. Это по поводу штурмовиков, по поводу вагона, да? Ой, все-таки явился. Отстань ты! Куда? Отстань, кому говорю! Нет, что-то ты долго не приходил, Тадмавриэль. Какое-то уж больно удивительное совпадение. А что ж тут удивительного? Я буквально получаю все твои сообщения с рабочего планшета. Да, пипец, Вальдхар капут. Это даже не догадка, это буквально предыдущая серия. Старина Пит, который, чтобы хоть как-то не спалить поломку вагона организации, перевел тему на Лысого. Ну, на Вальдхара. Правда, не учел одного маленького но. Нам бы очень не хотелось, чтобы о Вальдхаре кто-то знал. Винить Пита здесь не за что, он тупо был без понятия, но давайте подытожим. Первое, вагон организации поломан. И второе, ко мне 100% придут расспрашивать о Вальдхаре. Что я им скажу? Мне даже нечем крыть себя. Короче, всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали!
И снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата, сезон, в котором мы немного спалились. Да-да, Вальдхар, персонаж, о котором организация даже не знала, спалился. И так уж получается, что из-за этого наши планы могут пойти по жопе. Это плохо. Не надо быть пророком, чтобы понять, да, к нам скоро придут, и да, нам будут задавать самые неудобные вопросы, на которые мы не сможем защищаться. Конец. А если проще, то полная задница. Короче, напомню, Пит все рассказал мне, мы рассказали все Лае и Вальдхару, и прямо сейчас договорились ждать реакции организации. Реакцию на поломку вагона и... Лысого. Что ж, интересно, что будет. Пока что, наверное, одеваемся. И вот опять... подвешенное состояние. Жду, пока появится этот Мавриэль, а сам при этом ничего сделать не могу. Или жду, пока напишут из организации, которые... Кстати, если честно, я уже даже начинаю переживать. Почему они так долго не сообщают о поломке вагона? Может быть, Пит все-таки просчитался, и они сумели устранить проблему? Или дело в другом? Может ли быть такое, что они обеспокоены проблемой, и поэтому им нужно, ну, типа, больше километров на обдумывание... Решают, как это преподнести сотрудникам и бла-бла-бла. Лая вроде бы говорила, что наш план в идеале должен привести к росту недовольства. Там, в Синклите. Поэтому, да. Долгое молчание — это либо знак того, что наш план все-таки провалился, либо... свидетельство нашей победы. Хотя, конечно, да. Более вероятен провал, учитывая масштабы организации. Молодец, Ложка. Сам себя успокоил и обнадежил. Да. Куда мне в итоге деть-то себя? Не уверен, что смогу сосредоточиться на чтении. Хотя, кстати, литература из архива организации явно гораздо ближе описывает реальные события, чем литература Архея. Из того, что я прочитал, пока что все точно совпадает с рассказом Тадмавриэля. Есть даже некоторые дополнительные детали. Ну-ка... О, про Тадмавриэля. Оказывается, Тадмавриэль, когда уже стал богатым скинтовым магнатом, завел у себя во дворе воплощенную собаку и парочку воплощенных крыс. То есть все-таки да, ему было очень скучно. Без подпитки от Играселя у него уже не было сил, чтобы поддерживать огромную армию. Но почему-то он все-таки решил завести таких питомцев, хотя реальной пользы от них ему явно было никакой. Может ли быть такое, что ему все-таки было немного одиноко? Или я просто выдумываю? Ну нет, кстати, я не думаю, что выдумываешь. Вообще, скорее всего, ему просто нравилось иметь напоминание о том, что он все еще может контролировать других. Не только с помощью денег и манипуляций, но и с помощью своей силы. Да не, мне кажется, одиночество. Но оно у кого угодно сведет с ума, не? О, господи. Да. Кажется, вот этот вариант был бы куда больше похож на правду. Не знаю, правда, что мне делать с этой информацией. Но, по крайней мере, из этих архивных материалов я получил доказательства. Доказательство того, что Тадмавриэль рассказал правду. Можно было бы попробовать почитать еще, вдруг там что-то найдется, но... Нет, я уже сказал, не могу сосредоточиться на чтении. Есть вещи поважнее, например, вот, Вальдхар. Теперь ему точно опасно появляться у меня в бункере. Ну а вдруг что-то произойдет? Вдруг ему понадобится лечение, или у него там, не знаю, бункер поломается? Наверное, я могу спрятать Вальдхара в секретном модуле, но для этого нужно сначала как-то попасть в бункер незамеченным. И вот на этом моменте, наверное, пригодится гараж. Нифига себе цепочка мыслей. Так, давай сразу проверим задание. Дилемма конспирологов. Построить гараж, улучшить секретный модуль до 2-го уровня. О, это столько ресурсов наверняка. Что тут написано? Короче, мы с Вальдхаром, в основном, конечно, Вальдхар, излишне пренебрегали собственной, особенно его, Вальдхара, безопасностью. И теперь организация в курсе о его существовании. Неизвестно, как она на это отреагирует, но нам совершенно точно необходимо предпринять меры, чтобы Вальдхара не смогли обнаружить. Понятно, что на данный момент мой бункер — это единственное надежное укрытие. Если что-то случится, Вальдхару может понадобиться укрыться у меня, но это должно пройти абсолютно незаметно для организации. Ага, то есть, опять же, построить гараж. Мы это уже вроде читали. Видите. 1. Построить новую комнату. Да, построить новую комнату, бла-бла-бла, первый гараж. И тут требуется 13 тысяч опыта, бляха. Ох, ну... На самом деле все это у меня есть, наверное, все кроме дерева. А нет, самое тяжелое — это гладкий камень. Нам понадобится просто накопать много-много обычного булыжника и... Не буду тянуть, поехали.
Работа выполнена, все ресурсы собраны. Построить. А ну-ка, что же в итоге это за гараж такой? Мы типа будем в лифт загонять машину, и она будет спускаться? Куда бьешь? Откуда у тебя, кстати, конусы? О, да, реально, смотри, прям лифт. Задание дилемма конспирологов обновлено. Да, сейчас на всякий случай проверим. Здесь ничего не появилось. Как это работает в итоге действительно? Подняться в гараж лифт, подняться в гараж тоже лифт. Знаешь, я, наверное, попробую действительно, а почему бы и да. Нажимаем. О, прикольно. Ой, тут даже немножко подлагивает. Что мне? Как это открыть? Наверное, ключи от гаража нужно использовать. Сюда! И плевать, что это другие ключи. Где я? Офигеть! Это то самое здание! Это все это время можно было переоборудовать в гараж. Круто придумали. То бишь я могу заехать, спустить машину в бункер и чисто по бункеру там гонять. Вот это что-то новое. Давай сразу проверим секретный модуль. Мне нужен 2-й уровень, материалы. Блин, настолько просто. Ну, это на самом деле хорошо. Новое уведомление. Сейчас проверим. Так, сообщение. Административная дирекция. Тема: приостановка всех внешних процессов. Это по поводу штурмовиков, по поводу вагона, да? Вниманию всех сотрудников полевых департаментов. В связи с поломкой в распределительно-телепортационном вагоне отдела исполнения решений, Совет директоров постановил полностью приостановить все внешние процессы организации. В силу того, что все внешние процессы напрямую или косвенно связаны с деятельностью отдела исполнения решений, осуществлять которую на данный момент представляется невозможным, распределительно-телепортационные вагоны остальных отделов временно деактивированы. Получается, все не работают, даже остальные отделы. Ух ты ж, нифига себе! Департаменты, выполняющие функции внутреннего обслуживания, продолжают осуществлять свою деятельность в штатном режиме. О любых изменениях в режиме работы полевых департаментов все сотрудники будут немедленно уведомлены по корпоративной почте. Пожалуйста, не отвечайте на это сообщение. Окей. Да ладно, серьезно? Это реально получилось, что ли? Вот это новости. Так, ладно. Надо срочно рассказать об этом Лайи. Погоди, а как же секретный модуль? О, привет. Хотя ладно, плевать, наверное, на секретный модуль. Надеваем, далее прописываем пронус. И Лая. Пожалуйста. Ну нет, ну как всегда. Черт, вернусь позже. Или, стоп, нет. Я мог бы дать ей понять, что заходил сюда, чтобы как только она вернется, она сразу пришла ко мне. Сейчас никто из организации все равно не сможет заявиться в бункер. Так что, да, риска для нее никакого. О, точно! У нас же вагон поломан. Интересно, а вот организация, она ж получается, если может следить за ходом времени, она это все предвидела? Или не предвидела? Я не понимаю, на самом деле, как это все у них устроено по времени. Господи, зачем ты книги-то уронил, гений? Ну-ка. Положить записка. Какая записка? Здесь была ложка. Этой записки бы хватило. Зачем книги? Зачем арбалет швырять? Который, кстати, где? Куда ты арбалет кинул? Короче, положить. Далее сразу маус. Шикарно. Так, и, наверное, сразу не будем тянуть. Не будем. Нам нужно улучшить секретный модуль. Какие там вещи? Книга, шерсть, доски. Ну, это прям супер изи. Сейчас все будет. Оу, задание секретный модуль 2 выполнено. По факту очень простое задание, но пока что не обольщаемся. Материалы улучшить. Ну-ка, как это будет выглядеть? Это будет выглядеть мило. О, господи. То есть я понимаю, тут кухня появилась, что-то в этом духе. Типа здесь можно жить. В этой секретной комнате теперь как в гараже где-то там в Блумколе. Цветы. Ну, конечно. Вальдхару только цветы и подавай. Задание дилемма конспирологов выполнено. Кстати, здесь у нас ничего не поменялось. План все точно такой же. Тут, получается, тоже ничего нового не записывалось. Остается только Лаю дождаться. Наверное, я лучше Что это такое? телепортироваться. Эй, ты! Ты что, уже окончательно обнаглел? Ну, привет, Лай. Да какой там привет?
Ты мне зубы-то не заговаривай! Ты что устроил у меня в укрытии? Да блин, ну прости, ладно. Я не думал, что ты так это воспримешь. Это была всего лишь шутка, Шутка, да? Да успокойся. Я хотел дать тебе знать, что я тебя искал, чтобы ты пришла ко мне. А просто оставить записку «Приходи в бункер» тебе в голову не пришло? Ох, с кем только не приходится работать ради высших целей. Вот тебе бы понравилось, если бы я к тебе в бункер заявилась и все вверх дном подняла. Да нет, ну ладно, я понял, нет. Так я и думала. И вообще, почему ты зовешь меня сюда, когда гораздо безопаснее было бы поговорить в моем измерении? О, поверь, у меня есть на это причина, и она тебе очень понравится. Лая, показать сообщение. А, погоди, у нее нет планшета или что? У нее не доносятся эти уведомления? Ну да. Престон. Это то, о чем я думаю, да? Угу. Так это же получается... Получилось! Получилось, Лолошка! Да, выкуси, Господи. выкуси, организация! То есть, вот, это твое. Как мы это так ловко, да? Я даже не думала, что получится настолько легко и быстро. Нам, конечно, очень повезло, но повезло нам, потому что мы удачно выбрали сотрудника для вербовки. Мы молодцы, Лолошка! Да стоп, успокойся, Лая. Теперь-то нам что делать? Я думаю, пока что мы ничего особо не можем сделать. Не стоит писать Питу. Таким образом, мы рискуем подставить его. Можно было бы, конечно, написать как можно более непонятно, но нет. Все-таки с каждым таким сообщением вероятность вызвать подозрение увеличивается. Ну, тут есть доля правды. Именно, дело уже сделано. Так что остается только ждать, чем все закончится. Ждать волнений в Синклите и изменения процессов со стороны руководства. Тем временем, раз никто из сотрудников организации не может телепортироваться, мы могли бы спокойно заниматься проблемой Тадмавриэля. Помнишь о таком? Ага. Но естественно, он не появится тогда, когда было бы самое время. Я предлагаю вот что, Лолошка. Ждем еще немного, а если он не появляется, сами идем к нему в бункер. Да, слушай, Лая, мне кажется, ему это не понравится. Ой, да мне пофиг, что ему там не понравится. Он зависит от нас так же, как мы зависим от него. Так что потерпит. А пока расслабься, Лолошка. Сейчас самое время просто отпраздновать нашу небольшую победу. Пойду расскажу новости Вальдхару. Заодно занесу ему еды и проверю, как он. Бывай. Да ё-моё, куда ж ты так быстро уходишь? О, через несколько часов. Вау, прикольно. Люблю, когда вот так вот... Так, уже приехали, да? Короче, люблю, когда вот так вот быстро все пропускается. Не надо никакие модули создавать, не надо там что-то крафтить. Взял, чуть-чуть посидел, подождал, и вот мы уже можем выходить. Ну-ка, на-ка. Долго, если так подумать, она... Эй, Ло, здорово! Да, привет, Вальдхар. Лая тебе все рассказала, верно? Ага. Ну вот я и подумал, слушай, раз никто в бункер к тебе точно не заявится, грех не воспользоваться ситуацией и не затусить нам с тобой, дружище! А то я там у себя совсем уже с ума схожу. Я понял. Ты же и не собирался сюда ехать, то есть Лая бы просто рассказала, а ты подумал, ну ладно, приеду. А вообще, да, конечно, заходи. Забегай. Кстати, заметили, да? Ни разу бункер не поломался тогда, когда кто-то кроме меня в нем был. Вот бы увидели, как я все это чиню, как я тут страдаю, таскаю все провода, трубы и так далее. Давай, раздевайся. Я, получается, не буду заряжаться. О, господи. Вот кого я вижу, приветики, красавица моя. Ну, конечно, вот тут. Ой, молодец. Эй. Поговорить. Ой. Ну чё, как дела-то у тебя? Чем займемся? Я тут, слушай, гараж построил. Теперь, если вдруг что-то случится, я смогу привезти тебя на машине. И с улицы будет не видно, что со мной приехал кто-то еще. О, ну вот это реально классно! Ло, ты прям реально крутой! А еще я улучшил секретный модуль. Так что теперь там можно жить, Вальдхар. Жить! Да, какое-то непродолжительное время. Повторюсь, не все время, не все. Только в случае экстренной ситуации. Ну, да, конечно, хорошо, я понял. Ну что, покажешь мне, что ты тут успел наворотить-то? Да, давай, пойдем. Так, о чем же я ему сейчас поведаю? Получается, о секретном модуле? Не нравится мне эта катсцена, честно говоря. Вот знаете, когда такие катсцены, как будто сейчас будет жопа какая-то. Ну, секретный модуль ты уже видел. И, по всей видимости, мы сейчас, короче, не дождемся Тадмавриэля.
и сами к нему телепортируемся. Ну, я уверен. Блин, слушай, реально отвал башки. Ай-яй. И кровать тут, и цветочки. Ну ты постарался. Ой. О, круто. Блин, Ло, ты всегда заботишься о моем комфорте. Матрас такой удобненький, прям вообще шик. Ну да. Ой. Все-таки явился. Блин, и Вальдхар у меня в бункере. Ой, Чёртова скотина. ой. Господи. Отстань ты. Куда? А! Отстань, кому говорю. Нет. О, он услышал. Лу, чё там? Сиди тихо, Вальдхар. А, да, точно, закрыться. Тадмавриэль-то, получается, вообще ни слухом, ни духом об этом, о том, что тут есть какая-то секретная комната. Ну какая же вонь, а? Эй, привет, Тадмавриэль. Погляди на это, превратил мой бункер в какой-то питомник. Смотрю, ты добавил модуль, не предусмотренный изначальными чертежами. Я... Да, не такой уж плохой гараж получился. Я даже удивлен. Ладно. Знаешь, кстати, что-то ты долго не приходил, Тадмавриэль. А как только в организации сломались все внешние перемещения, ты сразу заявляешься. Какое-то уж больно удивительное совпадение. А что ж тут удивительного? Нет никакого совпадения. Я буквально получаю все твои сообщения с рабочего планшета. Как? Не переживай, организация это не сможет засечь. Да нет, не в этом проблема. Я... Молчать. Теперь мы говорим о делах. Вы думали о моем предложении? Да, мы подумали насчет этого. У нас уже есть план действий, чтобы помочь тебе заполучить живую ветку в свое пользование. Но в первую очередь мы хотим прояснения условий. Что конкретно ты готов дать нам взамен? Ну я же говорил тебе, Лолошка, информацию, как вы и просили. Нет, Тадмавриэль, это не ответ. Какую информацию? Любую, которую мы попросим? Ну, разумеется, нет. Ваше любопытство должно ограничиваться какими-то разумными пределами. Ах, ну хорошо, и как понять, разумны эти пределы или нет? У нас с тобой могут быть разные представления о разумности. Ты можешь говорить конкретнее? А ну-ка, давай-ка ты сначала мне расскажешь, что вы можете мне предложить, а я, в соответствии с вашим предложением, определю достойную с моей точки зрения цену. Ну ладно. Короче, мы предлагаем найти подходящую ветку, общими усилиями затащить того Тадмавриэля в эту ветку, а тебя переправить в ту, чтобы ты смог его заменить. То есть, поменять вас местами. А для того, чтобы тот Тадмавриэль не смог вернуться в свою ветку, мы с Вальдхаром можем запечатать его в этой. То есть ты не знал, что завеса пала под действием концентрированного времени, да? Да знал, я знал. Но ничто не мешает нам запечатать его внутри твоего бункера, например. Сделать завесу прямо внутри. Нам, знаешь ли, так будет даже проще. Меньше силы понадобится, и двоих первых точно хватит. Так что? Как тебе? На наш взгляд, это единственный рабочий вариант, Тадмавриэль. Ну, допустим. Не такой уж и плохой вариант. Очевидно, я и сам об этом думал. Скажи мне только одну вещь, Лолошка. Каким это образом ты собираешься того Тадмавриэля перетаскивать в эту ветку? Он настолько же силен, как и я. Ну так в плане мы будем втроем. Ты, я и Вальдхар. Ты себя в этот список включил? Очаровательно. Ладно еще, Вальдхар, но ты толком ни магией, ни искрой своей пользоваться не умеешь. Эй, я... Да и Вальдхар этот сомнительный экземплярчик. И потом, ты думаешь, тот Тадмавриэль не найдет кого-то, кто мог бы помочь ему? Нет. Ваша сила по сравнению с его и моей силой — это капля в море. Я не смогу превзойти его с помощью других существ. Поэтому я сам должен стать сильнее. Так, и как ты собираешься это сделать? А это не очевидно. Мне нужен скинт. Что? Откуда я возьму тебе скинт? Ну, вообще-то это твои проблемы. Но так уж и быть, подскажу.
Я вижу, что тебе приходит сообщение из отдела кадров организации, где у тебя спрашивают, что именно ты хочешь в качестве зарплаты. Делов-то, попроси скинт. Знаешь, а если я не хочу? Тогда сделка отменяется. Предоставление скинта с вашей стороны — это обязательное условие сотрудничества. Черт. Ну, допустим. А где гарантии, что ты дашь нам информацию взамен, а не сбежишь с этим скинтом? Я не думаю, что тебе сразу заплатят достаточно. Мне нужно много скинта. В зависимости от того, сколько скинта ты принесешь, столько информации я тебе и дам. Черт. Ладно. А как я могу быть уверен в том, что буду согласен с оплатой? Никак. Объем оплаты определяю только я. Оф, как прямолинейно-то. Согласиться на условия от Адмавриэля, возразить и настоять на своем варианте оплаты, возразить и предложить заранее прийти к соглашению об оплате. Блин, ну... Я не хочу так просто соглашаться. Давайте предложим заранее прийти к соглашению об оплате. Предложим. Нет уж, Адмавриэль. Давай заранее условимся, какое количество информации и за какое количество скинта ты предоставишь. Ну давай, попробуем. Информацию вообще-то сложно измерить. Да, я понимаю, но все-таки. А черт, ничего не слышно. Из организации-то никто не мог прийти, да? Если бы это была Лая, они бы уж давно пришли сюда. Это значит... Черт, да, остается только одно. Это Адмавриэль. Умный, догадался. Стоп! Бляха-муха! Что ты делаешь? Вальдхар! Мне кажется, это очень плохая идея. Ох, блин, реально он. Допустим, за один кристалл скинта я могу ответить на один неважный вопрос. Какое твое любимое дерево или в чем секрет твоей идеальной кожи? Все в таком роде. Блин, реально, за целый кристалл скинта? За 3 кристалла скинта я отвечу на вопрос, ответ на который поможет тебе в борьбе с организацией, но не будет затрагивать серьезных тайн мироздания или твоей истории. За 20 кристаллов скинта я уже готов рассказать одну маленькую деталь о том, как устроены миры. А вот если ты хочешь узнать что-то про себя, тебе придется заплатить гораздо дороже, Лолошка. Насколько дороже? Ну, думаю, тебе придется расплатиться целым состоянием. Условия менять я не собираюсь. Это окончательный вариант. Вот так вот, а. Блин, это очень интересно. Попросить время для обсуждения с Лай и Вальдхаром, отказать... Ладно, я в этом сезоне слишком много всегда просил время, давай просто согласиться. Вот прям сходу, согласиться. Ладно, хорошо, мы согласны. Хотя определение цены вопроса все еще не до конца ясно. Например, вот если я спрошу тебя об Иоганнесе, это будет вопрос из первой или второй категории? Об Иоганнесе? Это настолько неважная информация, что я тебе расскажу ее бесплатно. Я так понимаю, ты нашел его бункер, верно? Да, и дневник тоже. И здание церкви староверов. О, этих интеллектуальных инвалидов. Слушай, я подозревал, что церковь с тобой вообще никак не связана, но... Иоганнес! Он же верил тому, что ты говорил о конце света. Купил у твоей компании целый бункер. Он знал, что отец это ты. О, фига себе, это было 40 серий назад. О, Лолошка. Иоганнес был не совсем обычным сектантом. В его душе было искреннее желание по-настоящему прикоснуться к великому. Это мы помним. Он был самым настойчивым, глубоко верующим из всех них. Это мы тоже помним. Тогда-то он и поставил себе цель — найти меня. Несмотря на то, что доступная ему литература почти не давала никакой правдивой информации, он перечитал ее всю и все-таки смог найти какие-то зацепки. О, вот же оно! Он выдумал свою версию истории и удивительным образом во многом угадал. Но самое главное, он угадал, что отец все еще в Архее и все еще среди них. О, так Иоганнес вот какой был. Он был в этом абсолютно убежден, пытался убедить остальных, но нет, ему никто не поверил.
Иоганнес догадался, что отец — это наверняка один из самых могущественных людей в Архее. И тогда начал обращать внимание на реальность вокруг себя. Например, смотрел новости, искал информацию. И вот однажды он увидел интервью со мной на одном из главных телеканалов. И сразу узнал во мне многотысячелетнее могущественное существо. Ну-ка, что будет дальше? Представляешь, Лолошка? Он начал настойчиво добиваться встречи со мной. Но, естественно, это было не так просто. Никто не впустит человека с улицы в кабинет генерального директора важной компании. Справедливо. Но он приходил снова и снова. Снова и снова. Действительно, много раз приходил. А после снова и снова. И однажды ему повезло, Лолошка. Как только он вошел, я как раз выходил из своего кабинета. О, отец! Наконец-то! Что? Что здесь делает этот сумасшедший? Нет, я не... Отец, прошу, мне нужно благо твое! Очищение наступит! Призадумался. Именно тогда я решил приблизить его к себе. Тебя это может удивить, Лолошка, но мне не хватало друга. Лукия со мной больше не было, и никто не мог мне его заменить. И вот, наконец-то, появился кто-то, кто по преданности мог бы сравниться с моим старым другом. Ну да, другом, которого ты сам и убил. Знаешь, какое-то время мне даже казалось, что я нашел себе нового Лукия. Но нет. Довольно быстро выяснилось, что преданность Иоганнеса — это его единственное хорошее качество. Я не смог долго терпеть его непроходимую тупость и навязчивость. Вот как. И поэтому ты просто позволил ему умереть от конца времени? Ты даже не поделился парочкой фильтров с твоим единственным, как ты его там, другом? О нет, поверь, я жалился над ним. Я убил его раньше конца времени. Охренеть. Что? Но смерть от конца времени, она же моментальная. По крайней мере, для обычных людей. Ты вовсе не жалился над ним, Тадмавриэль. Ну, думай как хочешь. По поводу сотрудничества, Лолошка, мы с тобой договорились. Так что ждем первого уведомления о зарплате. И тогда-то ты принесешь мне мой скинт. Вау. Это было Это просто, блин. Вальдхар? Да, я... Но я же просил тебя не выходить из укрытия. Нет, ты просил меня сидеть тихо. Я вот и сидел. В коридоре. Да, блин... Это было очень сложно, Лолошка. Твою же мать. Как же этот ублюдок меня выводит из себя, Ло, это... Я бы его убил просто. Да, я понимаю тебя, Вальд. Но раз уж ладно, мы можем получить от него хоть какую-то полезную информацию. Я изо всех сил сдерживался. Вот, Вальдхар, ты молодец. В этот раз, гляди, получилось. Ну, да, типа. А вообще, знаешь, он не перестает меня удивлять, Ло. Он этого парня своим другом назвал. Это вот такие у него представления о дружбе, реально. Чё там в голове у этого толпанутого эльфа, а? Он же реально психопатина получается. Ну да, тут ты прав, Вальдхар. Вообще, знаешь, я спросить у тебя хотел. Слушай, можно я у тебя в бункере останусь, пожалуйста? Ну, пожалуйста! У тебя тут так классно, а в моем бункере так тесно и, блин, одиноко. Пока из организации никто не может прийти, пожалуйста! Пожалуйста, дружище! Блин, ну да, ладно, хорошо, наверное, можно. Мне с тобой тоже будет веселее. О, блин, спасибо тебе, дружище! Пойду опробую новую кровать. Хорошо, но знаете, у меня один вопрос все это время. А чё с Гусыней? Гусыня? А, привести в чувство. Гусыня. Эй. А, серьезно? Все нормально? Реально, ты просто уснула? Господи, тебя магией просто откинули!
Это жесть! Черт, я даже не знаю, как это комментировать, это сюр. Что ж, а вообще могу так сказать. Очень прикольная история про этого Иоганнеса, про это очищение наступит и так далее. То есть, получается, мы закрыли тот самый вопрос, а что же произошло с Тадмавриэлем после того, как Джон и Лолошка сбежали из... ну, по сути, оттуда, куда прибежала Лолошка. А вот это, конечно, уже поинтереснее. Допустим, за 1 кристалл скинта я могу ответить на один неважный вопрос. Какое твое любимое дерево? В чем секрет твоей идеальной кожи? Блин. За 3 кристалла скинта я отвечу на вопрос, ответ на который поможет тебе в борьбе с организацией, но не будет затрагивать серьезных тайн мироздания или твоей истории. Вот это интересно. За 20 кристаллов я готов рассказать одну маленькую деталь о том, как устроены миры. Я бы правда хотел это знать. Самое главное, мне очень интересно до сих пор понять, как это знает Тадмавриэль. И кстати, погоди! Я вижу, что тебе приходит сообщение из отдела кадров организации. А каким образом? Я только сейчас понял, что получается у него есть доступ к сообщениям организации. Чего? То есть он мало того, что знал про конец времени, но он настолько был прошарен в организации и о том, как это устроено. Ё-моё! И ведь, опять же, я напомню, в сердце вселенной они с Лукием, ну, в основном отец, знал о том, что было со мной в сезоне «Голос времени». Почему я попал в башню ведомния? Блин, как же я хочу узнать ответы. Я уверен, что мы, конечно, все это получим, но это очень интересно. С каждым разом нам дают все больше подтверждения, что да, отец это не просто чел, который типа знает и все. У него есть конкретно доступ к какой-то информации самой организации. Что ж, а обо всем этом мы будем, наверное, думать уже в следующих сериях. Для меня история, то, чем занимался Тадмавриэль, в целом закрыта. Наверное, если будет еще какая-то доп. Информация, то интересно, но в целом закрыта. А теперь пора думать о том, как достать скинт. Мне, получается, нужно сообщение в организацию, да, написать? Зарплату получить. Сделаем мы это обязательно уже в следующей серии. Надеюсь, вы не забудете поставить лайк и подписаться. Ребят, ваша поддержка — это лучший буст мотивации, повторюсь в 1000-й раз. Надеюсь, вы это не забудете, не пропустите мимо ушей. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и... Гусыня моя маленькая бедненькая, а также история Тадмавриэля. Всем удачи, всем пока. Пока. Бей! Чего ты ждешь, а? Прикончи меня, как они просят! Это будет честная схватка! Защищайся! Что? Черт, Вальд! Пожалуйста! Да. Дополненная история Тадмавриэля. Бизнесы, одиночество, как в этом замешан Иоганнес. Многое узнали, многое опять же дополнили, но самое главное — это данные. Данные, на которые может и наконец-то будет торговать Тадмавриэль. За 1 кристалл скинта я могу ответить на один неважный вопрос. За 3 кристалла я отвечу на вопрос, ответ на который поможет тебе в борьбе с организацией. А за 20 кристаллов я готов рассказать одну маленькую деталь о том, как устроены миры. Черт возьми, да откуда ж ты все это знаешь, а? И ведь самое главное, он не врет. Да, опять же напомню, в начале предыдущей серии Лолошка благодаря архивам организации подтвердил: слова отца не пустышка. А это значит план такой: у организации просим зарплату скинтом, отдаем все это Тадмавриэлю и взамен получаем какую-то говёную или не говёную информацию. Вот так вот. Всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы врубаем самого лютого торгаша и идем торговать. Да, выбить скидку у Тадмавриэля. Звучит как шутка, но попытаться точно придется. Напомню, отец дополнил наш план, где мы меняем Тадмавриэля местами. А если коротко, отказался, но не полностью. Как минимум, он хочет не нашей помощи в магии, а нашего скинта. Любого скинта, который получится добыть где бы то ни было. Чем больше даем, тем больше информации получаем. Откуда он все это знает, как он перехватывает мои сообщения от организации, пока что ничего не известно, но как раз, может быть, спросим. Осталось только получить зарплату в виде скинта. Мне же не откажут, правда? Короче, на всякий случай напоминаю, прямо сейчас в бункере мы не одни. С нами Вальдхар, который наверняка в секретном модуле, да? Ой, блин. Очень надеюсь, что я вчера не совершил ошибку, согласившись на условия Тадмавриэля. А еще... надеюсь, это сотрудничество действительно будет полезным. Должно быть, иначе никак.
послушать про мой родной мир, это, конечно, интересно, но самый главный вопрос сейчас, как победить организацию? Если Тадмавриэль смог так долго скрываться от нее, если он вообще изначально смог подготовиться к концу времени, то он должен обладать куда большими знаниями. Надо как следует подумать, что бы я мог спросить у него. Информация у него слишком дорогая. Но, конечно, этого следовало ожидать. Угу, да, верно, верно. Наверняка у нас будет какой-то выбор, мы наверняка сможем что-то спросить, за что-то заплатить и... Привет. О, подожди, Вальдхар поговорить. И Гусыня тоже. Да, Гусыня, конечно, влюбилась в Вальдхара. Ну давай поговорить. Эй, привет. А ты не хочешь уже вставать? Ой. Она не отстанет, Вальдхар. Блин. И все, диалог не продолжается. Ну, ладно, я понял. Походу не встанет. Здесь, кстати, никаких взаимодействий вроде как нет. Сундук пустой. Доска... Ой. А, господи, я подумал, у меня вылетело. Пипец. Ну-ка, что ты хочешь? Что-то новенькое написать, да? На самом деле я не против, потому что надо бы уже разобраться, что мы делаем там, какую информацию имеем и все такое. Так. Ребят, а ну ладно, давай сначала прочитаем. И, о, Тадмавриэль, а это... Нет, мне сейчас не до рисования. Что? Это рисовать? О, прикольно. Так, ладно, еще раз. Структура. Здесь, ну, наверное, что-то появилось, но непонятно. Я помню, это было. Вот это тоже все было. Окей, далее, процессы. Вот здесь... Вроде бы тоже все это было. Синклит не поменялся, но интересно, Тадмавриэль. Завеса пала после конца времени. Почему Тадмавриэль не ушел в другой мир? Тадмавриэль был в других ветках и видел разные версии себя. Как Тадмавриэль смог перемещаться в другие ветки? Почему во временных ветках он видел таких же Тадмавриэлей? О, а вот тут новое. Тадмавриэлю нужен скин, чтобы стать сильнее. Как Тадмавриэль становится сильнее с помощью скинта? Как он нашел способ скрываться от организации? Как организация может его убить? Что Тадмавриэль знает про организацию? Очень крутая информация, конечно, но... Ну, вроде бы окей, все понятно. Надеюсь, эти вопросы, что я выписал, стоят по 3 скинта, а не больше. А, это вопросы, которые ты хочешь задать. Ну, кстати, логично. Эй, Вальдхар. Так, а ну-ка. Ты за что, блин? Ну что ты, блин, а что эти... Да... Бога ради, отстань! Тупая ты гусыня! Бога ради, нет! Защищает Вальдхара! А меня? Это я тебя спас! Сейчас, вот, просто возьми! Гусиный хвостик аж подрагивает от радости. Боги! Как же... Меня бы так защищало! А ну-ка, могу еще раз? Да, поговорить. Эй, Вальдхар, ну какой же ты засоня! Вальд, организация про тебя знает. Мы могли бы подготовиться к этому как-нибудь, ты понимаешь? Ты не хочешь встать? Понятно. Спасибо. Тогда позже поговорим. Блин, ну, на самом деле, на всякий случай, давай еще план проверим. Я сюда не заходил, но нет, ничего не поменялось. Организация про тебя знает. И ведь правда? То есть они как только починят все эти телепортаторы и все такое, они же... Блин, как же тревожно ждать, когда организация придет ко мне с вопросами про Вальдхара. Может быть, я, не знаю, поговорю с Асой, как-нибудь снова договорюсь. Они же столько всего мне уже позволяли. Гусыню, кстати, вот разрешили оставить. А она в каком-то плане даже более полезная, чем Вальдхар. Надеюсь, Вальд этого не слышал. Может быть, действительно Асе написать? Попробовать спросить про регистрацию эту. Да, наверное, так и... О, новое уведомление. Что? Это кто такой? Аса Браун, да ладно. Копия Луизы де Саль, Уоррен М, Кацпер Малецкий. То есть, получается, еще 3 человека это прочитали. Тема задание. Стоп, что? Типа я единственный, кто может выполнять задание сейчас? Ну-ка. Мистер Лололошка, до представителей организации, меня лично, были донесены сведения о том, что вы обладаете информацией о неликвидированном существе. Не только в вашей линии, но и в непосредственной близости к локации вашего нахождения. Организация информирована, что вы находитесь в прямом контакте с данным существом. Это недопустимо! Напоминаю вам, что любая информация о неликвидированных существах в линиях вашей ответственности
должна направляться сотрудникам отдела учета. Вы не должны взаимодействовать ни с какими видами неликвидированных существ. Вышеизложенное обязательно отразится в вашем личном деле и повлияет на наше дальнейшее сотрудничество. Ввиду невозможности коллег из вашего отдела покинуть Синклит до следующего распоряжения управляющего состава, задание по ликвидации выжившего поручено вам. Незарегистрированный субъект, Лолошка, необходимо устранить. Нет. Нет, нет. Нет! Приступите к выполнению направленного задания сразу же после получения данного письма. Нет! Новое уведомление? Что? Опять? Задание 4. Вид задания, локализация и ликвидация выжившего. Автор задания Аса Браун, отдел контроля исполнения решений. Важность задания высокая! Координаты, по которым находится цель, Архей. Предположительно, ваш бункер, Лолошка. Информация о цели, человек мужского пола, волосы отсутствуют, мобилен. Черт! Подожди. Я, конечно, ожидал какой-нибудь выговор за все это, но не это. Блин, они хотят, чтобы я убил собственного друга? Черт! А что делать-то в таком случае? Что будет, если я откажусь от этого задания? Они же наверняка потребуют доказательства, потребуют регистрацию смерти, заполненный отчет. Так, нет. Если я откажусь, они же просто ликвидируют Вальдхара сами. А потом и меня... Что делать? Что делать? Эй! Знаешь, у тебя плохо получается думать самостоятельно. Особенно в подобном состоянии. Ну попробуй же так не делать. Нет, ты не... Успокойся. Я здесь не для того, чтобы помогать тебе. Для этого у тебя есть другие. Блин, спасибо, Джон. Это, как всегда, было очень полезно. Сюда. Ладно. Это тоже сюда. Надо сказать ребятам, что я получил от организации уведомление. Но что делать-то? Сначала, наверное, обсудить с Лай или все-таки сразу пойти к Вальдхару. О, блин, это ни хрена себе задание, ё-моё! Идти будить Вальдхара, сначала поговорить с Лайей. Да-да-да, сначала поговорить с Лайей, очевидно. Да, точно. Лая должна знать, что бывает за невыполнение таких заданий. Вот, кстати, да, точно. Что бывает? О, нас сразу сюда телепортирует. Лая! Да ну блин, ну вот где ж ты постоянно пропадаешь-то? Это хороший вопрос. Хотелось бы тоже знать. Точно, записку оставить. Кстати, это гениально. Мы в предыдущий раз об этом договорились, и... Лая, срочно приходи в бункер, это важно. Все, окей, записка оставить. Далее здесь делать нечего, поэтому малус. Супер. И давай-ка, наверное, сразу поставим костюм на зарядку. Эй, Вальдхар, ты уже проснулся? Все еще спит. Наверное, имеет смысл хотя бы подготовить Вальдхара к этому разговору. Да, я согласен. Вальдхар, поговорить? Да, бляха-муха, ну какое новое уведомление, вы издеваетесь? Что там? Кацпромалецкий, задание. Эй, Ло, вот ты скажи мне, вот ты отбитый совсем, не? Почему я из-за тебя должен получать очередную взбучку от начальства? Ай, блин. Поздравляю, в этот раз мне вставили по полной. С тебя причитается, Ло. Я не знаю, что у тебя там происходит, но если бы мог к тебе заявиться, дал бы тебе под зад. Так дела не делаются. Просто ликвидируй этого мужика и все. Отчет сдашь лично. Ой. Черт. А что у тебя там? Вальдхар? Да, здорово. А что это за письмо вообще было? Это они про Тадмуреля, что ли? Вальд, я... Да что такое? Что такой бледный-то? Ну, я не буду говорить правду. Нет. Зачем? No. Предложить дождаться появления Лаи. Мне кажется, она как-то сможет, если что, там, переиначить, подсказать. Она же знает организацию. Так что да, ждем. В общем, слушай, это будет серьезный разговор Ты или... чё? Нет. Стой, давай, может быть, дождемся Лаю, окей? Не, погоди. Настолько серьезный разговор, что ты не можешь пояснить, что происходит, что ли?
Я не хочу дожидаться Лайло. И я не идиот. Нет, Прекращай. это... Они про меня написали, да? Пипец, ну, Вальдхар, сказать правду. Вальд, я... Да, можешь не продолжать. И так все понятно. Ну и чё? Чё делать-то будем? Ты уже решил или как? Блин, я не знаю, что делать, Вальдхар. Да, в плане ты не знаешь, Лолошка. А чё тут вообще можно не знать, а? Эй! Как ты можешь не знать, что делать? У тебя есть только два варианта, Лолошка, разве нет? Ты реально не знаешь, какой из этих двух вариантов выберешь, что ли? Да, блин, Вальд, Да, понятно. Тьфу, блин. И чё? Ты реально меня просто прикончишь, что ли? Да о чем ты вообще говоришь, Вальд? Да о том, что ты очевидно сомневаешься в своем решении, Ло! Ну давай тогда! Чё стоишь, ну? Прикончи меня, если ты так хочешь этого! Да, Вальд, с чего ты вообще взял, что я собираюсь... Заткнись! Чё, думаешь, я вообще ничего не понимаю, да? Я знаю, что ты сам об этом думаешь. Тебе же так будет проще, разве не? Наконец-то не нужно будет со мной вечно нянчиться. Думаешь, я не замечаю этих ваших слайв взглядов? Думаешь, я сам не хочу, чтобы все это просто наконец закончилось, Вальдхар, Давай! Избавься от меня, раз нам обоим этого хочется. Какого хрена, Вальдхар? Убить? Не убивать, очевидно. Так, слушай меня, Вальд. Как ты вообще смеешь говорить мне такое? Ты же знаешь, что я не могу тебя убить. Я никогда даже не подумал бы, что... Разве? Потому что вот я полностью уверен в обратном. Да боже, Вальд, что ты несешь? Нам просто нужно тебя где-нибудь спрятать. Увезти из Археи, чтобы организация тебя не нашла. Я скажу, что не нашел твой след. Не смог выполнить это задание. Блин, Вальдхар, это моя ошибка. Я не был осторожен, Но уверяю тебя, ты будешь в безопасности. Нужно просто переждать. Мы же уже так много сделали. Мы уже подорвали работу организации. Никто из них не может заявиться сюда, чтобы тебя найти. Да, у нас будет время, чтобы тебя спрятать. Да разве ты не слышишь какой-то бред? Ну где ты собираешься меня прятать? Ложка! Ты же сам говорил, что эта хрень со временем, она везде! Какой смысл уводить меня из Архея? Думаешь, в других мирах есть такой же бункер, да? Нет, но мы можем... Ну что тогда? Что мы можем-то? Новый сделать, что ли? Нет, Конечно, я всего лишь... конечно, это же так легко и просто! Вальдхар, ну да... Ты вообще хоть когда-нибудь думаешь, когда говоришь? Ай, плевать на тебя! А хотя нет, не плевать! Какая же это все у тебя там ерунда, а? Все эти планы, все эти продумывания... Черт! Так и знал, что это случится! Ло, ну скажи мне, какой смысл вообще прятаться где-то, если эта организация может меня найти? Ты сам это прекрасно понимаешь! Понимаешь ведь? Я знаю, почему ты изначально не хотел со мной говорить. Все эти твои попытки убедить меня, что все будет нормально, звучат просто жалко! Ну давай же! Бей! Чего ты ждешь, а? Прикончи меня, как они просят! Нет, Вальдхар, я не буду тебя убивать! Это не обсуждается, запомни уже! Понятно. Обсуждается. Фу! Ты будешь! Потому что знаешь, что выбора у тебя нет. Не будь размазнёй, ложка! Раз уж хочешь по-правильному, это будет честная схватка. Защищайся! Что? Вальдхар? Черт, Вальд! Пожалуйста, я тебя прошу, одумайся! Одумайся! Это ты одумайся! О, нет! Не Да надо! хватит уже убегать, зло! Я в шоке просто! Я в Будь шоке! мужиком! Какой к черту мужиком, Вальдхар? Да ты с ума сошел! Давай, дерись как мужик! Ты чёрт просто возьми! психопатина! Ты Вальд! Я тебя прошу еще раз! Перестань! Не нужно этого делать! Давай поговорим! Да, действительно, давай поговорим! Да, О, я могу его убить, достал но ты я не со своими буду! разговорами! Они ни к чему не приводят! Какая же ты психопатина, а! У тебя нет выбора, ложка! Не будь тряпкой, бей в ответ! Я все равно заставлю тебя это делать! Ты не сможешь бежать вечно! Вальд, ну твою ж-то мать! Одумайся! Ай, блин! Так, ладно, мне кажется, нужно просто нафиг отсюда валить.
О, да, кстати, реально. Вальдхар! Черт, Вальдхар, пожалуйста! Ну что ты вообще творишь-то такое? Это что ты творишь? Я предлагаю тебе честную битву. Я все равно должен умереть. Так дай же мне умереть достойно. О, черт, он реально! Реально! Ты же сам хвастался, что сильнее меня. Когда? Что? Когда я хвастался? Забыл? Забыл, да, ты знаешь, что я забыл! Ну так я напомню тебе. Блин! Да блин! Вальд, это ненормально! Куда мне? Так, мы же можем все решить иначе! Прошу тебя! Да ничего мы не можем решить иначе. Вальд, пожалуйста, ну успокойся ты уже наконец! Я не буду тебя бить! И уж тем более убивать! Так, да, я, кажется, должен тянуть. Заткнись и дерись давай! Я все равно заставлю тебя это делать! Заставлю! Ты не сможешь вечно убегать! Ах. Да слушай, ну как будто смогу. Как же я надеюсь, что рано или поздно что-то произойдет. Мне что, его правда надо бить? Я не буду! Я уверен, тут два сценария заложено, где мы деремся и где мы не деремся. Я не буду. Это очень круто, что сделали выбор, где не просто ты нажимаешь две кнопочки сделать убить или не убить, а где у тебя есть действительно решение. Решение затянуть битву, чтобы вот эта тварь, вот эта тварь выдохлась. Да ладно. Я не дам тебе отвертеться от этого Лагерь. выбора, Ло. Что за... Я просто хочу, чтобы это все наконец-то закончилось. Поняла. Ой. Черт. Ведь если я покончу с Вальдом сейчас, он даже не узнает об этом. Что? Ты... Не убивать! Нет, Какой же он идиот! Да, это правда. Просто трэш. Что за чертовщина? Ужасно себя чувствую. Все тело будто снова горит. Голова кружится. Я же... не использовал искру. Черт, что-то поменялось. Что-то... случилось. Что именно? О, ё-моё. А что происходит? Эй, Лая, поговорить. Лая. Эй, Лолошка, что это вообще было? Блин. Организация сказала мне ликвидировать Вальда. Это была его реакция. Поняла. Иди, приди в себя. Я его положу куда-нибудь. Да. И идем в медотсек, пожалуйста. Угу, да. Так, а что в итоге это за эффект на мне? Я первый раз вижу этот эффект. Сейчас, погоди, Лая, на всякий случай проверим. Кровотечение, горение, обморожение, электрошок. Это вообще ни на что не похожий эффект. Здесь значок организации. Что-то случилось. Что-то поменялось, но что именно? Я же не использовал искру. Это... Так, ладно, Лая. Черт. Я чувствую себя просто отвратительно. Выглядишь так же. Он сильно тебя отмудохал, да? Ну... Да, судя по всему, слишком сильно. Из-за чего он вообще так разошелся-то? Хотел, чтобы я его прикончил. Что? Как бы ты смог его прикончить, если он уже почти прикончил тебя? Эй, Лая! Ладно, извини. Короче, я сказал ему, что ему лучше переждать в другом мире, и он рассвирепел. Ясно. Я понимаю, что ему тяжело, что его типа нельзя винить во всем этом, но даже если я понимаю причины его действий, все равно не могу не осуждать. Да, хорошо, а что ему сказать-то? Ну, когда он начнется? Что нам вообще делать с ним? Ну я не уверена, стоит ли прятать его где-то вне Архея. Они все равно не смогут его отследить. Ага. А что обычно бывает за невыполнение задания? В твоем случае, думаю, ничего хорошего. Отметь как выполненное. Что? Да, я сама за тебя все заполню. Все равно отследить не смогут, забыл? Дай мне свой планшет. Ладно. Интересно, ты придумала? То есть мы опять же просто спрячем его. Ну, Вальдхар, конечно, псих. Не придумал слово. Поговорить. Да, сейчас, я в процессе. Подожди. Кстати, вижу, ты не писал Питу.
Я напишу ему, спрошу, как дела. Надеюсь, намек он поймет. Ага, окей. Делай там, что хочешь. А я тем временем, опять же, замечу, что здесь нет этого эффекта. Лолошка это никак не прокомментирует, что немножко обидно. С другой стороны, он-то не видит эту иконку. Это мы как зрители видим, как игроки. Так, здесь... А, мы не можем потренироваться. Эй, ложка! Сейчас. Что такое? Вот, забирай. Угу. Не волнуйся, я все сделала. Посижу пока тут, с вами, пока Вальдхар не очнется. Ладно. Угу, ну понятно. Получается, мы сейчас втроем в бункере О! Уже подружку себе нашла. Что ж, неплохо, неплохо. Так, а в итоге что ты написала? Ой, сообщение от Каспара Малецки пришло. Сейчас, погоди, вот. Получается, мне нужно от Лололошка, кому Питер де Орос. Тема боулинг. Эй, привет, Питер. Как ты? Может, в боулинг сыграем, когда сможешь ко мне в гости забежать? Давненько твоих баек не слушал. Да, это хорошо, она написала. Здесь в целом больше ничего. От Каспар Малецки, тема задания, обратная связь. Вау, Ло! Слушай, честно, я ожидал, что ты будешь противиться. Рад, что все прошло без каких-то перебоев. Попрошу тебя, чтобы не штрафовали. Думаю, отделаешься только дисциплинаркой. Отчет, кстати, заполнен прям хорошо. У тебя прям природный талант, я посмотрю. А вообще, очень тупо, что я не смог с тобой это задание выполнить. Тут в Синклите такая тоска, блин. Когда ж ты уже отвяжешься, а? С тобой хотя бы не так уныло будет. Блин, вот... Знаете, мне не нравится вот это. Что это за эффект? Это как будто эффект, который как будто О, блин! Мне опять хреново стало. Это эффект буквально значка организации. То есть, меня это немного напрягает, но ладно, хорошо. Что там еще? Сообщение. Кстати, прикинь, я даже к некоторым вещам пристрастился, которые раньше вообще не одобрял. Ходил смотреть, как коллеги тренируются. Потом, если что, покажу. Не знаю, понравится ли, но я прям что-то увлекся страшно. Если что, Ло, спасибо тебе за проделанную работу. Ты извини за мое последнее письмо, просто Аса мне тут такое устроила, ты бы видел, и это 6. Но я на тебя больше не обижаюсь. Жму руку и надеюсь на скорейшую встречу. Да. Ну, что я могу на это сказать? Вальдхар-то все еще живой. Ой, блин, как мне кушать-то хочется, пипец. Сейчас. А, вот еще от чего тьма была. Мы можем поговорить. О, поговорить. Чего такое? Ты в состоянии хоть что-нибудь обсуждать сейчас? Нет, кстати, не думаю. Угу. Вот и мне так кажется. Что? Что? Почему ты впервые посмотрел не на меня? Он посмотрел на Вальда. Что это значило? Это намек, я не понимаю. Смотрящий. Сейчас давай-ка сразу, наверное, возьмем какие-то запасы еды. Покушаем прям тут, прям здесь. Не буду никакой лучок собирать, какую-то там еду готовить. Не до этого. Меня что-то прям сильно беспокоит, что сказала Ложка. В момент появления эффекта он сказал, все тело будто снова горит. И голова кружится. Но я же не использовал искру. Что-то случилось. Что-то поменялось. Но что именно? Знаете, я, конечно, могу сейчас об этом думать и так далее, но... Я хочу поблагодарить самого себя за терпение. Вот реально. Рома, спасибо тебе за то, что не начал гнобить Вальдхара руками, бить его в ответ. Признаюсь, в один момент я уже думал, что сюжет не продолжится, если я не буду его бить. Но он продолжился! И это вот прям очень круто, что я его не убил. Столько раз мне прям так намекали, так хотели, чтобы я его отмудохал, но я держался до последнего. Короче, я тут уже попробовал всякое. И полежать, и постоять, и посидеть. Чего бы я ни делал, этот эффект вообще не убирается. Он не растет и не убирается одновременно. Вот бы, блин, понимать, что это такое. Ладно, давай-ка, знаешь, что попробуем? Быстренько сюда подойти. Ну-ка, напиши что-нибудь. План, Тадмавриэль. Ну да, очевидно, ничего нового не появилось. Вот по поводу рисования. Мне сейчас не до рисования. Окей, это я понял, но... Что это значит рисование? Мне так хочется попробовать, блин. Кстати, на всякий случай, у меня тут все это время есть очки генома, и я вот думаю, надо бы, наверное, постепенно дойти до самого-самого конца, потому что здесь самое лучшее. Прикол в том, что все требования у меня давно выполнены. Вот, тут, например, 15 выносливости и 10 удачи, тут 50 выносливости и 30 удачи, это что? Когда здоровье игрока опускается ниже 30% от максимального, накладывает на него регенерацию, сопротивление и огнестойкость.
Нет, это на самом деле мне не то чтобы надо. Я точно хочу дойти до рабочего стажа. Разрушение блоков при недостатке запаса сил больше не несет риск повредить руки. Я наконец-то могу копать бесконечно. Так, короче, искусный медик прокачиваем. Медицинские расходники восстанавливают на 20% больше здоровья. Далее надо прокачать неутомимый добытчик. Добыча блоков расходует на 20% меньше запаса сил. Вот, кстати, это тоже прикольно. На данный момент, конечно, опыта у меня хватит только на 2 уровня, а мне нужно до 90-го дойти, чтобы очко генома открыть. Поэтому простите, перки, но пока не до вас. А еще не знаю, заметили вы или нет, но с этим эффектом у меня просто капец как быстро тратится еда. Я только что поел, а у меня уже голод больше половины. Видимо, придется все-таки поготовить. И поехали! Последнее. И меня попросили приготовить прям очень много вареного риса. Обалдеть. Я понимаю, что эта еда очень скоро испортится. Мне бы вот реально консервы. Если сейчас окажется, что из-за этого эффекта я буду постоянно голодать, то... Блин, а где? Как я могу решить этот вопрос? Консервы 9 штук. Все, это прям последние запасы. Обязательно будем их хранить до талого. Пока что тратим только то, что наготовили. Овощной суп, здравствуйте. Супер. И, наверное, также мы будем на этом заканчивать. Что будет дальше, непонятно. Когда Вальдхар очнется, я уверен, он снова станет в адеквате. Просто на него вот действует так вот концентрированное время. Он очень легко сходит с ума, он очень легко паникует, он очень легко тревожится, сердится. Ну, я думаю, вы и так это заметили. Но эта драка была что-то с чем-то, это было сильно. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки, не забывайте про подписки. Я очень надеюсь, что вы поддержите меня и команду своими маленькими нажатиями, которые в будущем сделают нечто большее. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и... О, какая драка, черт возьми. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Здравствуйте. В качестве аванса хотел бы получить скин. Мне нужна вот эта штучка. Спасибо. Стоп, ты чего творишь? Да, капец. Бой с Вальдхаром это тот еще трешачок, но, внимание, что за эффект мы получили сразу же под конец предыдущей серии? Чё это? Эффект организации? Значок времени? А еще вот эти слова: что-то случилось, что-то поменялось. Давайте разбираться, черт возьми. А еще нам нужен Тадмавриэль и зарплата в виде скинта. Всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата, сезон, в котором мы живые и здоровые. Да-да, то же самое можно сказать и про Вальдхара, живой и здоровый. Несколько раз мне прям ярко, очень ярко кричали: да, ты можешь нажать убить, сделай это, черт возьми, исполни задание организации. Но нет, Вальдхар живой, Лолошка живой, Лая следит за нашим лысым другом, а вот у нас что-то поменялось. Появился неизвестный и никуда не пропадающий эффект. Понять бы, что он означает, блин. Ну и, кстати, напомню, 2 серии назад Лолошка выписал некоторые вопросы. Что? Привет, Лая. Можем поговорить? Я думал, она там. Короче, вопросы, связанные с организацией и Тадмавриэлем. Например, вот эти. Как он нашел способ скрываться от организации? Откуда Тадмавриэль знал про конец времени? Как Тадмавриэль смог перемещаться в другие ветки? Да, рано или поздно поймем, постепенно цепочка сложится. И, Лая, привет. Да-да, привет. Пришел в себя. Угу, есть немного. Знаешь, я не ожидал, что ты тут останешься и... Что? Я просто не хотела, чтобы Вальдхар закончил начатое, пока ты спишь. Ну, кстати, я с ним еще не говорил. Да, я тоже. Он и говорить-то особо не хочет. Впрочем, как обычно. Ах. Кстати, порылась тут, увидела твои заметки про Тадмавриэля. Ты думаешь, он ответит на такие вопросы? Я очень на это надеюсь. Лолошка, пойми, помни, самое главное, что нам нужно узнать у него, это про организацию. Есть у меня стойкое ощущение, что он знает намного больше, чем только то, что организация способна убить его. Что-то мне подсказывает, что не самостоятельно он прыгает через ветки. И не сам догадался, что эту ветку будут защищать. Думаешь? Да, не знаю. Просто вот такое у меня предположение.
Ну, кстати, на самом деле это складывается с тем, что он откуда-то перехватывает мои сообщения, не самостоятельно прыгая через ветки, и не сам догадался, что эту ветку будут зачищать. Получается, ему кто-то донес. Ну, опять же, это предположение, как и у Лаи. Кстати, еще раз Ой, поговорим. слушай, Лолошка, иди проверь, как там Вальдхар. Лучше поговорите 1 на 1. А если что-то пойдет не так, я буду рядом. Хорошо. Блин, что это в итоге за эффект такой? На всякий случай давайте съедим искрящееся яйцо. Мало ли поможет. Искра восстановилась, окей. И даже больше скажу, начала постепенно снижаться. Что? Погоди, еще раз. Восстановили, давай еще раз. Хорошо. Быстрее уходить не начало, но... Да, ладно, ответа у меня нет. Эй, Вальдхар, привет, гусыня. Че, поговорим? Да, блин. До сих пор в голове гудит. Угу. У меня, кстати, тоже. Ты как? Поговорить ты не хочешь? А о чем? О чем тут говорить? Ха, действительно. О чем же тут говорить? Ой, блин. Слушай, Не, извиняться я не буду. Да, я все еще на тебя обижен. Что? Ты? На меня обижен? Да, на тебя. Ты хотел убить меня. Да, Вальдхар, ты вот ничего сейчас не путаешь? Это ты хотел, чтобы я тебя убил. Это ты на меня напал, и я ничего не делал. Я хотел нормально все обсудить, как взрослые люди. Да ничего ты не хотел обсуждать. Не-не-не. Я видел, как ты замешкался, видел. Блин. Знаешь, мне кажется, ты давно хотел от меня избавиться. Просто не знал, как именно это сделать. Обалдеть, знаешь, это самое странное и неприятное, что я слышал за последнее время. А я на минуточку с Тадмавриэлем общался, если ты не забыл. Да. Трэш. Такого сравнения я уж точно не ожидал. Ну так, да, я тоже много чего от тебя не ожидал. Ну ладно, я признаю. Возможно, я немножко там погорячился. Немножко, да? Да ну, Ло, я видел, что ты задумался об этом, видел! Ты реально рассматривал вариант меня убить! Я чувствовал это! Чувствовал, понимаешь? В нас с тобой одна кровь, ты не забыл? Я и так здесь ощущаю себя максимально бесполезным, а тут еще и ты со своими муками выбора, блин! Вот реально, что мне оставалось делать-то? Ё-моё. Вальд, у меня ни на секунду не было мысли о том, чтобы тебя убить. Ладно, ты прав. Я действительно задумывался о том, чтобы по-настоящему выполнить это задание от организации. Знаешь, а может быть и надо было тебя действительно прикончить. Не выслушивал бы сейчас все это. Знаете, мне кажется, сейчас ничего не произойдет, да, поэтому... А может быть, действительно нужно было прикончить тебя. Да, эй! Ладно, я понял. Слушай, Вальдхар, моя первая мысль была о том, как тебя спасти. Вот и все. Да, но запихнуть меня в другой мир — это реально тупая идея, Ло. Ага. Ну так, а оставлять здесь тоже тупая. Так а здесь-то я хотя бы не сдохну из-за всей этой временной хрени. Но зато сам себя скорее убьешь. Рада, что сейчас у вас все без рукоприкладства. Блин. Вальдхар, я понимаю, что тебе страшно. Мне тоже страшно. И, кстати, мне тоже. Да тихо ты. Ты не должен бояться нас Лолошкой, пойми. Мы одна команда и работаем над одной целью. Да, и у нас нет мысли о том, чтобы как-то избавиться от тебя, Вальдхар. Угу, верно. Ну ты как? Да, слушай, нормально я. Давайте просто, я не знаю, не упоминать этого, хорошо? Ладно. Слушай, Вальдхар, а ты уверен? Чё, в плане? Просто мне бы не хотелось, чтобы подобное повторилось. При всем уважении. Да я же сказал уже, ну не повторится. Чё пристал-то? Блин. Вальд? Да ладно, оставь его в покое. Дай ему все это прожить, пережить и все такое. Это у него особенная реакция. Да, я все слышу. О, новое уведомление. Сейчас, погодите. Задание, сообщение. Кацпар Малецкий. Тема локализация и ликвидация выжившего. Задание Десталь. Бляха-муха. Это насчет Тадмавриэля. Эй, Ло! Слушай, возможно, мое прошлое письмо по поводу этого задания затерялось, а то я ответа так и не получил. Привет, кстати. Как оно там? Какие у тебя успехи? Обнаружил что-то наконец или как? Я не то чтобы на тебя давлю, нет, и не подумай. Но просто какой уже километр без прогресса катимся?
А с последним заданием ты разобрался-то оперативненько. Тебе, может, какая-то помощь нужна, не? Тебе, кстати, аванс выдали уже? Если нет, ты скажи, почти всем уже выдали. Может, сложности какие-то логистические из-за всей этой ситуации возникли? О, аванс. Блин, ну только не это. Ну не до этого же вообще. Чего у тебя? Да Малецкий написал по поводу Тадмавриэля. А я понятия не имею, что ему сказать. Так а в плане? Все процессы штурмовых отрядов остановились. Скажи, что и ты работу приостановил. Серьезно, ты думаешь, для них это будет оправданием? Не знаю. Возможно и будет. А возможно и нет. Если боишься, что штрафанут за бездействие, можешь ответить Кацперу, что следа Тадмавриэля здесь все-таки нет. И нужно искать где-то по другим линиям, как они изначально и предполагали. Да нет, это все звучит неубедительно. Игнорировать письма супервайзера еще хуже. Делай. Блин. И что теперь? Ответить, что приостановил работу над заданием, но узнал, что Тадмавриэль в этой ветке. Ответить, что остановил работу над заданием, но узнал, что Тадмавриэль в другой ветке. Вообще, я уже помню, говорил о том, что мы узнали про эту ветку, поэтому по-любому первое, ответить, что не получилось достать никакой новой информации. Вот это плохо. Короче, если я отвечу второе, то я, по сути, запутаюсь в своих же показаниях, поэтому узнал, что Тадмавриэль в этой ветке, но пришлось приостановить работу. Ладно. Давай. Отвечаем быстро и чисто, как говорится. Все, молодцы. Лая, поговорить? Ну чего? Сказал, что Тадмавриэль где-то здесь, и что пока над заданием не работаю. Ну формально ты ему не соврал. О, какой шустрый. Всегда меня этим раздражал. Реально так быстро ответил? Да, реально, откат про Малецки. Ну-ка. Ну, супер, это уже что-то. Слушай, Лолошка, я понимаю, одному сложно, но ничего. Как только телепортер починит, я попрошу, чтобы тебе направили в помощь коллег для этого задания. Вместе эффективнее. На всякий случай Луизе твое письмо переслал. Надеюсь, от меня с этим вопросом отстанут. А я отстану с этим вопросом от тебя. Блин, не могу перестать думать, что было бы куда проще, если бы ты просто отвязался, если честно. Ну да ладно. Если что, создай заявку на аванс. Попроси там, что тебе надо, а платежники накинут. Что? Они направят подкрепление? Чё? В смысле направят подкрепление? Так Малецкий написал в ответ на письмо Лолошки. Ло, ну ты гений, конечно. Они направят сюда еще целую толпу этих... Блин, ну ты же мог что угодно им сказать. Успокойся, не бойся. Пока еще не стоит на этом фокусироваться. Да? Тебе-то легко говорить, принцесса. Ты-то от них куда угодно можешь сбежать. Не то, что я, блин. Ой, блин, слушай, мы еще найдем, куда тебя деть. Главное, чтобы они этот вагон чинили как можно дольше. Ладно, плевать. Эй, Лолошка, слушай, вообще я здесь не только для того, чтобы смотреть на Вальдхара. Я хотела кое-что проговорить, но не уверена, насколько ему это нужно сейчас слышать. Да, я и так тебя слышу. Слушай, скажи, ты больше никаких писем не получал? Никаких оповещений о правилах безопасности, призывов сохранять спокойствие? Ты о чем это, Лая? Да, блин, я просто ожидала большего, если честно. То есть, такое чувство, что ни к чему эта поломка не привела. Да, мы дестабилизировали ситуацию в Синклите, да, нам это удалось без особых затрат, но выхлоп нулевой. Никаких забастовок, никаких волнений, они просто приостановили работу, без всяких сопутствующих. Без всяких сопутствующих организационных проблем в буквальном смысле. Тебе Малецкий пишет с планами действий после восстановления работы телепортера. Они вообще не сомневаются, что работу скоро восстановят. Они не сомневаются, что все нормально. А мы в итоге так и останемся ни с чем. Да потому что тебе уже все сказали. Изначально идея была тупой. Что? Нормальная была идея. Просто мы бездействуем, пока бездействуют они. Да, бездействуем. У нас и был такой план, разве нет? Ты разве сама не полагалась на сотрудников организации и на их недовольство процессами? О, не надо переводить стрелки на меня. Вообще-то я еще надеялась использовать нашего техника для добычи разного рода полезной информации, помнишь? Ну, прости, он мне не отвечает. Да то-то и понятно. На дно залег. Да и стыдно ему из-за Вальдхара, скорее всего. Лолошка, вот скажи,
Что, по-твоему, мы можем сейчас сделать, чтобы был прогресс? Что? От меня сейчас будет зависеть? Давай снова напишем Питу. Может, прошлое письмо просто затерялось. Нет, это вряд ли. Давай я поговорю с Тадмавриэлем. Он точно знает про организацию что-то такое, что не знаем мы. Давай ничего не делать и просто ждать. Вдруг действительно устроит забастовку. Не, ну самый адекватный вариант это Тадмавриэль, очевидно. Блин. Ну, как будто ничего другого нам и не остается. Угу. Я, если что, схожу к нему. Хорошо, супер. Погодите, вы чё? То есть как это? Ты один пойдешь, что ли? К этому отбиты шо? Да, и уж точно без тебя, Вальдхар. Да... Вы чё? Да я... Да, плевать на вас. Классика. Иди ко мне. Лолошка, если что, я пока что побуду здесь, у тебя. Посмотрю за ним, за Гусыней... за тобой. Одной вечно быть все-таки не хочется, да? Ну... Да ладно, я прекрасно понимаю, Лая. И за Вальдом действительно лучше приглядеть. Угу, спасибо. Пожалуйста. Сейчас, на всякий случай, давайте вот сюда сбегаем. Ну-ка. О, ну наконец-то тренировка. Это не тренировочка. Это меня просто телепортировали. Так, Вальдхар, чё такое? Давай поговорим. Знаешь, ты тут забыл записать про Тадмавриэля. Неизвестно, почему он такой утырок. Ладно, запишу. Лая? Помощь точно не нужна? Я обязательно скажу, если понадобится. Ну, хорошо. Хорошо. Ладно, что в итоге? Мне нужно посмотреть, какие вопросы я хочу задать? Может быть, я могу нажать Нет, «Дорисовать»? мне сейчас не до рисования. Да блин, ну а когда будет дорисование-то, ё-моё? Чё, мы сейчас на всякий случай все это проверили? Типа посмотрели вопросы, а дальше? А что дальше? Так, ладно. Тадмавриэлю нужен скинт. Нельзя приходить к нему с пустыми руками. Все, я понял. Типа попросить аванс, да? Во, аванс 2. Я хочу... Не так. Дайте мне, пожалуйста, скинт. Много. Отправить. Интересно, как я на самом деле написал? Во, заявка на выплату. Здравствуйте. В качестве аванса хотел бы получить скинт. Очень прошу уважать мое право на приватность и при выплате зарплаты стучаться в мой бункер. С уважением, агент Лолошка. Хорош. Ну что ж, получается, прямо сейчас ничего не остается, кроме как подождать. На всякий случай здесь проверим ничего нового. У Вальдхара здесь ничего не положено. Ну да, на всякий-то надо проверить. А теперь самое главное, дайте потренироваться. Наконец-то! Тренировка завершена. Ну-ка. 20 тысяч опыта. Ну, да, хотя бы так. Я просто понимаю, что если я не буду тренироваться, рано или поздно мне понадобится много опыта, а я не смогу просто взять и достать. Здесь вроде бы интеракций никаких нет. Да, ничего поделать не могу. Ай! Что? Она просто телепортировалась! Я видел, как ты телепортировалась! Я понял, ладно, что-то сюжетное произошло. Сейчас, я покормлю тебя. Только не надо меня бить, я тебя умоляю. Вот томатики. На, не кусайся. Не кусаться. Кажется, вы с Гусыней стали немного ближе. Конечно, блин. По классике, дружим, пока кормлю. Сейчас на всякий случай здесь. О, Вальдхар. Вы чё, ребят, решили поболтать? Стоп, ты еще тут? Все? Реально? О чем болтать? Почему я не могу подслушать? Блин, ну знаете, вот это классика сюжетная. Здрасте. От департамента расчета и начисления заработной платы, тема выплата аванса 2. Агент Лололошка, ваша заявка на выплату аванса в кристаллах скинта была получена и направлена в отдел по начислению заработных плат. Из соображений действующих правил безопасности доставка оплаты будет осуществлена с помощью дрона-помощника. Не оставляйте его себе. Это не инструмент полевого департамента. Нам тоже нужны дроны. Благодарим за понимание. Пожалуйста, не отвечайте на это письмо. Окей. Так, ну это было быстрее, чем я думал. Правда, звуки какие-то прям... Да. Это что, дрон так пытается постучаться? А ну-ка. О, привет. Ну-ка. Взять. Оп. Мне нужна вот эта штучка. Спасибо. Подожди, это такая маленькая коровка. Что? Это что такое? Это что за милипиздрическая штучка? Да, не густо. Кстати, а можно мне каждый раз так будут зарплату доставлять? Ладно. Стоп, реально? Крохотная крупица скинта. Едва теплая. Это что такое? Это, блин, Вальдхар, ты что тут делаешь? Ребят?
Ребят, что вы делаете? Я не могу поговорить. Так, а если я сначала скафандр Говоришь поставлю? так, будто я реально несмышленый. Никто так не говорит. Ой, да-да, вам и говорить этого не надо. Ребята, а вы что делаете-то? Блин, Ло, напугал капец. Ты уже уходишь или как? Не забыл заклинание, которому я тебя учил? Не забыл. Блин, слушай, я вот реально все еще думаю, что мне лучше с тобой пойти. А давай нет. Вы лучше обсудите, что нам делать с организацией дальше. Да блин, да мы только и делаем, что обсуждаем. Обсуждаем и обсуждаем. Ни к чему полезному вообще не приходим. Ты задолбало это обсуждение. Лолошка, слушай, он хочет попытаться взломать систему этих бункеров. Не спрашивай. Я сама не понимаю, что конкретно он хочет. Ладно. Слушай, Вальд, ты не испорти мне тут ничего, хорошо? Второго такого бункера просто нет. Ну вообще формально, во второй такой ты как раз направляешься. Верно ведь? Ну получается да. Надеюсь, он будет рад скинту, и я не получу по голове. За то, что пришел без приглашения. Ой, Лолошка, главное будь осторожен. О, у меня идея. Если чё, пойдем за ним через полчасика. Ну ладно. Хорошо, договорились. А вообще, правда, ребят, не наделайте тут всякого, пока меня нет. Да, мы поняли. Окей. Стоп! Реверта! Нога, черт! Неудачно я приземлился, конечно. Ну конечно, сейчас еще и покоцаемся. Блин, ну на самом деле я бы не был столь уверен в том, что здесь все будет нормально, и я бы взял скафандр. А он такой, блин, да плевать, телепортируюсь. Погоди-ка. Тадмавриэль? А я уж заждался тебя. Очень надеюсь, что ждал не зря, Лолошка. Да. Ну вот, типа, поговорить. Да, и тебе привет. Очень надеюсь, ты не с пустыми руками. Нет, не с пустыми. Сейчас, вот, держи. Он же звучит... Это писец. Это вообще трешатина. Молодая кожа, здоровая. Мало. Стоп, ты чего творишь? А что не так? Знаешь, ты бы лучше не пялился. Это невежливо. Невежливо? Ай, ладно, плевать. Ты на вопросы-то мои ответишь? Ну, как мы с тобой договаривались. Этого хватит на один небольшой вопрос. Да, неужели всего лишь один? Ну так, это же наш уговор, Лолошка. Блин, как же ты начинаешь раздражать своей манерностью. Давай без этого. Тебе есть что спросить или нет? Блин, погоди, но... Я почему-то думал, что он скажет мало. Мы ему принесли буквально... Это же дичь какая-то, это маленькая-маленькая крупичечка. Как ты узнал про конец света и про организацию? Как ты перемещался в другие временные линии? Как тебе удавалось скрываться от организации все это время? Бррр. Тут либо первое, либо третье, второй точно неинтересный. Типа, как он перемещается, меня вообще не колышет. Но вот как он скрывается? Потому что если я сейчас задам этот вопрос, это то, что нужно Вальдхару. Я вот, если бы не было Вальдхара, я бы, наверное, первое выбрал. Но, да, как скрываться? Как? Ты действительно решил потратить свой вопрос именно на это? Ну так подумай сам. Да, но почему организация не может тебя отследить? Потому что это же очевидно. Я не пересекаюсь с ней. Да блин, но разве они не могут найти твой бункер и попасть прямо сюда? Давай подумаем. Кого-нибудь из них здесь видишь? Нет, но... Расположение моей обители не так легко обнаружить, как тебе кажется. И защитные механизмы здесь работают против нежданных гостей. Так ты же покидал это место после окончания ветки, разве нет? Да. И тебя никто не смог локализовать? Предположение неверное. То есть ты убивал сотрудников, с которыми пересекался? Но как это возможно? Они же... Прекрати! Не забывай, с кем ты разговариваешь, идиот! Ладно, вопрос отпал. Это был отвратительный вопрос. Поэтому я дам тебе еще один шанс. О, правда? Реально?
как ты перемещаешься в другие временные линии, как ты узнал про конец света и про организацию. Исследовал Скинт. Что в плане исследовал? Что это значит? Это значит, что у кристаллизованной крови Первой Матери способов применения больше, чем ты можешь себе представить, Лолошка. Не совсем понимаю. Как ты смог узнать про конец света с помощью Скинта? Я же тебе уже сказал. Исследовал его. Ладно, и к чему же ты пришел в этих своих исследованиях? Именно ты был лучшим другом моего сына. Поверить только. С помощью Скинта я смог посмотреть вперед. Но как именно? Как ты смог построить все это? Откуда ты взял информацию про время, про то, что от него защищает и... Невероятно, это просто невероятно. Я же уже дважды тебе сказал, но ты все еще не понимаешь. Скинт, мой дорогой Лолошка, Скинт обладает невероятной силой. Силой самой жизни. Если выражаться просто, чтобы тебе было понятнее. А знаешь, что еще означает жизнь? Что? Течение времени. Почему-то я был уверен, что ты сам до этого дойдешь. Ах. Скажи мне, как ты считаешь, что же тогда означает смерть? Обратное течение времени? Какой же ты забавный. Смерть, Лолошка, это отсутствие времени вовсе. Откуда тебе знать, что такое смерть? Ты же... Не надо, не пытайся меня задеть. Умирать я все еще не намерен, как бы тебе этого не хотелось. Ох. Повтори-ка, что я тебе только что сказал. Так. Жизнь — это время, смерть — его отсутствие. Прогресс есть. Ты умеешь запоминать слова. Похвально. Так, блин, а Скинт-то здесь при чем? Черт возьми. Скинт — это особая материя. И у этой материи есть свое, так скажем, обратное вещество, которое олицетворяет совершенно противоположные смыслы и обладает диаметрально противоположными свойствами. Да, черт, я ничего, ты не объясняешь нормально. Почему вы все всегда говорите какими-то загадками? Я говорю тебе столько, сколько ты заработал своим подношением. Да блин, ну да, но вещество обратное Скинту — это антискинт. Ты что, и антискинт изучал? Что ты такого особенного про него узнал-то? Как это вообще связано со временем и организацией? О, блин, я знаю, что антискинт есть в наших с тобой скафандрах, да, я знаю. Почему именно он? Как ты додумался его туда установить? Как именно он работает, Адмавриэль? На мой взгляд, с тебя достаточно. Да. Договоренности нужно соблюдать, Лолошка. Скинт ты практически не принес, а вопросов задал слишком много. Ну так... Адмавриэль, ты ни на один не ответил! Отставить. Твое неумение слушать и слышать — это не мои проблемы. Какой же Глупое создание. Убирайся, пока я не передумал тебя терпеть. Ты сейчас... Серьезно все это? На самом интересном месте? Обалдеть, какое же ты говно, я просто в шоке. Не, ну, какую-то информацию мы получили, значит, дело в Скинте. Скинт — это особая материя, и у этой материи есть свое, так скажем, обратное вещество, которое олицетворяет совершенно противоположные смыслы. Вещество, обратное Скинту, — это антискинт. И что ты такого особенного про него узнал? Как это вообще связано со временем и организацией? На мой взгляд, с тебя достаточно. Окей, то есть это как-то связано с антискинтом. Ты как-то узнал про организацию, про время, про конец времени через антискинт. Напомню, за все сезоны мы про антискинт знаем примерно вообще ничего. Единственное, опять же напомню, при помощи антискинта в сезоне «Последняя реальность» мы связывались с другой реальностью. Когда мы были в реальности Джона, мы связывались со своей и разговаривали с Джодахом и GDH. И как бы все. Прикиньте, вот за столько сезонов ничего толком не знаем про эту материю. А еще я все это время смотрю на трон, который... О, стоп, что? Осмотреть? Это точно не Скинт. Я ничего не чувствую. Интересно, как давно Адмавриэль съел свой настоящий трон?
Я вот как раз об этом только что и хотел сказать. Типа, а неужели он не может просто его съесть? Это стекляшка. Да, нам, по-моему, в 15-й серии показывали, что существует стеклянный скин. То есть просто бутафория. Ладно, еще раз, может быть, поговорим? Не поговорим. Тут у нас ничего интересного. Что это? Что? Мертвая уточка. Она знаете, на кого похожа? На мать. Очень похожая на мать, которая подарила силы. Прикольно, то есть все это время там она была? Погоди, а может быть я тогда найду что-нибудь другое? О, золото, вот это мы заберем. Какая-нибудь бутылочка смотрящего. Опа. А вот это интересно. Это мы 100% открываем. Пожалуйста, дайте железо. Сюда! Стоило только попросить. Медь у меня вроде как в достатке, но все равно возьмем. Ладно, Тадмавриэль, спасибо, что сказал. Значит, правда в антискинте. В антискинте и скинте одновременно. Как вернуть? Я, кажется, понял. Мне нужно написать реверта, да? Бам! Впервые сам использовал. Ну, твою-то мать. Давай, рассказывай, как ты? Зол я. Очень зол. Тебе к нему больше лучше не ходить. Это да, ты вообще как умудрился ногу-то сломать? Это что, он сделал, что ли, да? Нет. Блин, ты вообще узнал хоть что-нибудь полезное-то? Ну, одновременно и да, и нет. Это что значит? Да, этот Тадмавриэль, он прямо ничего не говорил. Все какими-то намеками. Ну, класс. То есть ты поломал себя просто так? Да уж. Вообще ничего не удалось выяснить. Ну, как бы, он мне рассказал про антискинт. Строил какие-то замысловатые логические цепочки. Типа, жизнь, время, скинт, смерть, отсутствие времени, антискинт. А про организацию он ничем не поделился? Кажется, он убил парочку твоих коллег. Убил — это маловероятно. Ладно, сейчас нам это не особо интересно. И снова полевые сотрудники страдают от решений руководства. Возможно, в следующий раз он расскажет тебе больше. Да уж надеюсь на это. Короче, вся цепочка тянется к антискинту, да? Что-то связано с этим черным кристаллом. Ну, я даже не знаю, а как мы можем... Попросить у организации? Хотя тогда мы... О чем мы сможем? Ну, попросим у организации. А нам-то нужен просто скин, чтобы давать его Тадмавриэлю. Так, только погоди, я что-то не понял. А куда делись-то? Лая? Вальдхар? О, господи. Ну реально, что ли? Классика такая. Окей, не буду мешать, поговорить я все равно не могу. Пока. Блин, вот знаете, в чем я уверен? Ну ладно, не прям на 100%. Вот если взять и пересмотреть какой-то другой сезон, где фигурирует антискинт, то из тех фраз про антискинт можно что-то выудить. Так, мертвая уточка, давай-ка положим. И вы поглядите, какая красотуля. Мы реально все заполнили. Понятное дело, что мы вот здесь еще можем что-то положить. Я знаю, что я пропускал как-то ледяную утку, мне проспойлерили, но я ее не нашел, собственно, у меня ее нет. И в итоге мертвая уточка. Очень похожа на что-то до ужаса знакомое. На мать. Я в целом это сразу понял. Может быть, это спойлер? Не буду об этом сейчас думать. О, а вот, кстати, тот самый игрушечный скинт. Цветное стекло, покрашенное под скинт. Клянусь, во всей этой истории меня больше смущает эффект, который мы получили в предыдущей серии. И вот эта фраза Лолошки. Что-то случилось, что-то поменялось. Вот я прям не могу перестать думать о ней. Было бы это просто отравление, я бы подумал, ну ладно, отравление. Но это не отравление, это связано со временем. На значке буквально время. Короче, будем разбираться, будем смотреть. Я думаю, в следующей серии уже поймем куда больше. Например, как минимум про антискинт. Главное, чтобы организация вагоны не починила и не заявилась. Это будет страшнее. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки и подписываться. Это все еще супер-мега огромный буст мотивации и для меня, и для команды, и для... Лолошки, да, он тоже следит. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и... информация от Тадмавриэля. Хоть кто-то мне ее дает. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Подумай об этом на досуге. Ты вообще тут? О, нет. Они что, починили вагон-телепорт? Ты как это ликвидировал? Другана, что ли, своего? Да не-не-не, он мне не другом был. Да. Ну, удачи с твоим заданием. Пока.
Серьезно? Окей, скинт и антискинт. Жизнь и смерть. Жизнь — это время, а смерть — это отсутствие времени. По итогу, как скинт и антискинт связан со временем и организацией? Хороший вопрос, Лолошка. Также мне бы хотелось узнать, как там вагоны. Починили? Ко мне собирается прийти организация? Почему мне не отвечает Пит? Давайте разбираться, и всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы заплатили, получили. Да-да-да, наконец-то торговля с Тадмавриэлем дала плоды. Теперь мы знаем, что умение отца узнавать будущее, прошлое, да и все, что связано со временем, как-то зависит от скинта и антискинта. Кстати, напомню, антискинт или же скинтонит — это штуковина, которая высасывает силы мироходцев, но при этом спасает от действия времени, находясь в скафандре. Про эту черную материю за все сезоны мы знаем настолько мало, что, по сути, мне как-то и нечего сказать. Самое глобальное, что мы имеем, это подсказки Тадмавриэля из предыдущей серии. Подсказки, если что, полный отстой. Короче, по идее, сейчас Вальдхар и Лая где-то в бункере, поэтому попробуем поговорить. Ребята, тренируетесь? Нет, не тренируюсь. Так, стоп, Лолошка, не отвлекайся, давай подытожим. Самое главное, что вчера сказал Тадмавриэль, это то, что у скинта больше применений, чем я могу представить, да? Тадмавриэль занимался изучением скинта и открыл какой-то новый способ его использования, который позволил ему узнать о том, что ветка будет стерта. Как же он там сказал-то? С помощью скинта я смог посмотреть вперед? А не может ли это означать, что... если скинт — это сама жизнь, а жизнь — это время... Какими манипуляциями со временем можно заниматься с помощью скинта? Черт! Все одни догадки, никакой конкретики. Вот бы спросить у него в следующий раз, да прям поподробнее. Хотя, с другой стороны, об организации, наверное, важнее узнать. Или... Так, ладно, это я решу потом. Все равно следующая зарплата не скоро. Голова уже пухнет. Пойду проверю, спит ли Вальдхар. Кстати, да, точно. У нас же секретный модуль. Блин, построил и забыл. Первым делом проверяем секретный модуль и... Все-таки спит. Вальдхар очень-очень много спит в последнее время. Наверное, это означает, что он все еще в процессе восстановления. Вот вроде бы помирились, но какой-то осадочек остался. Причем ссору-то начал он, драку тоже он. А виноватым чувствую себя я. Или, может быть, ну не то чтобы виноватым, а просто хочется подбодрить его как-то. Я понимаю, что ему плохо, а я чувствую себя гораздо лучше, чем когда только оказался в этом бункере. К тому же, я не подвергался длительному действию времени, и я даже не представляю, через что ему пришлось пройти. Но черт, все равно он ведет себя отвратительно. Хочу показать ему, что мы все равно друзья, и я готов поддержать его. Ты погляди-ка, наш Лолошка. Знаете, как обычно, вопреки, но все равно друзья. Задание — все, что нужно для счастья. Забрать мистера О'Флафферти из гаража Вальдхара, раздобыть бутылочку вина, осчастливить Вальдхара. Да, я понимаю, что Вальдхару все еще тяжело, и поэтому хочу подбодрить его. Я не думаю, что это сильно поможет, но... Кажется, у меня есть пара не совсем безнадежных идей. Раздобыть бутылочку вина. А у меня нет, да? Типа, бункер на это пустой? Без алкоголя? То есть мы пьем только безалкогольное. Это важно. Безалкогольное, да. Ладно, в любом случае, одеваемся, погоду проверяем все более чем шикарно и надеемся, что сейчас не будет дождя. Пожалуйста, пожалуйста, и это... О, да, самая крутая погода, жалко, что ночь. Очень быстро доезжаем до гаража. И привет, мистер О'Флафферти! Знал, что ты будешь здесь. Забрать. Задание «Все, что нужно для счастья» обновлено. Так, а еще что нам нужно? Раздобыть бутылочку вина. Так... Но это куда тяжелее, честно говоря. Стоп, забейте! У меня, оказывается, партиклы. Все, сейчас тогда будет. Вот оно, Силанхвариллион. Все, теперь, если что, можно и запомнить. И дайте мне, пожалуйста, бутылочку чего-нибудь некрепкого. О, во, взять вино.
Задание «Все, что нужно для счастья» обновлено. Благодарю. Ой, блин, я не заглушил машину. А, черт. Кстати, чисто в теории, прямо сейчас я нахожусь там, где ни разу не был. Это означает, что я могу, например, куда-то сюда пройти и найти себе немного супа. Да? Данная локация явно не про суп, но при этом радиация здесь... Я понял, что это за место. Именно здесь когда-то давным-давно мы нашли машину. Точно. Но я бы хотел найти что-то в духе еды. Привет. Почта. Так, могу пройти. Не могу пройти. Это явно не еда. Дайте хотя бы немного супа. Хотя бы чуть-чуть поесть, я умоляю. Урановые куски, уголь, сгусток слизи. Нет, это не то. Бляха-муха. Почему так бедно на еду? О. Это что? Это значок, когда ты можешь драться с кем-то. Только погоди, это манекен или нет? Да, это манекен. Я думал, это какой-то моб. Я уж офигел, честно говоря. Здесь в итоге привет, еда, пожалуйста. Ладно, понятно, короче, еды я не найду. Приезжаем, выходим, глушим, забегаем. Привет, Лолошка. Да, и тебе привет, Лая. Чему обязан такой честью? Что? Ну, я к тому, что обычно мне приходится долго тебя искать, а тут ты вон сама пришла. Да ладно, я просто хотела проверить, как вы. Особенно Вальдхар. Ну, то есть, я раньше могла следить за его состоянием, потому что регулярно приносила ему продукты, а теперь он живет у тебя и ест твою еду. Но я все равно немного переживаю. Вообще, знаешь, нам нужно поскорее решить, где мы его спрячем, когда вагон починят. Вот, кстати, да, с этим согласен. О, супер. Знаешь, я как раз думала об этом, и, возможно, наш единственный вариант — это Тадмавриэль. Что? В смысле? Ну что не так? Ты же не предлагаешь Вальдхара к нему во дворец подселить? Да нет, конечно. Просто представь, как бы это было. Да, действительно, это бы... Что? Это пижама? Ладно, это сюрреалистично. Кстати, Тадмавриэль любит выпить, я это помню. Понятно. Да, это даже звучит дико. К тому же, Тадмавриэль и сам не смог бы терпеть Вальдхара у себя в бункере. И, если что, я его частично понимаю. Короче, я имела в виду, что в следующий раз мы могли бы купить у Тадмавриэля информацию о том, как он построил свои бункеры. Да, временное убежище Вальдхара в Блумколе, конечно, ты смог обустроить сам, но оно слишком ненадежное, Лолошка. А нам нужно суметь построить для Вальдхара долговечный и добротный бункер. Возможно, в каком-нибудь безопасном мире. Короче, я даже готова впустить его в мое... Ну, то есть, твое секретное измерение. Но на жестких условиях и обязательных к исполнению. Ага, даже так? А вот это что за вариант, простите? Это что за годнота? Ну, наверное, я просто промолчу, да? Да, Лая, я согласен, это самый безопасный вариант. Может, лучше найдем для него какой-нибудь уютный мир? Вам будет тяжело уживаться вместе. Ну хорошо, если мы говорим про другой мир, то я точно не согласен. Очевидно, что даже Вальдхар на это не будет согласен. Он уже много раз давал это понять. Но, блин, у нас сейчас так много пунктов, которые мы могли бы купить у Тадмавриэля, но у нас нет денег. Ну, блин, ладно. Окей, за безопасность Вальдхара. Хорошо, тогда как будет... Ребятки? Он уже здесь, да? А чё это мы не спим? Доброе утро, моя королева. Я же сказала, я не королева. Ло, и тебе утречка. Так, ну и чё у вас тут? Утречка или нет, Вальдхар, но тебе того же. Ну да. Знаешь, хорошо, что ты проснулся. Мы тут как раз важные вещи обсуждаем. И тебе бы послушать внимательно. Но, подожди. Сначала я должен кое-что отдать тебе. Чё Что? такое? Ну, скорее кое-что и кое-кого. Отдать Вальдхару медведя и вино. На! О, мистер Флафферти! Блин, как же я по тебе скучал, дружище! Спасибо, Ло! Ребят, а пойдемте тогда ко мне в секретный модуль, м? Хочу показать мистеру Флафферти, где он теперь будет жить. Что? О, господи. Как же он прикипел к медведю-то на самом деле? И причем, напомню, он назвал мистера Флафферти этим именем, даже не зная, что он и так назывался.
Вот, мистер Флафферти, наш с собой новый дом. Знакомься. Ну да, новый дом. Стоп! Дамы и господа, перед тем, как продолжить, хотелось бы рассказать, что спустя очень много времени, в 2025 году, впервые в моем мерч-магазине Мироходец новая коллекция! Ура, черт возьми, наконец-то мне есть что показать. Например, футболка «Разрыв шаблона», очень детальная проработка, премиальное качество ткани и шелкографии. Плакаты, браслеты организации, светящиеся браслеты, кружка, а самое главное, мы даже выпустили настолку. Да, настолка «Странные странности». Помещается в карман, правила понимаются за минуту. Играть можно от 2 до 55 человек, но желательно максимум до 8. И что не менее важно, вся настолка выполнена в стилистике сюжетных сезонов. Внимание, акция, друзья! До конца сезона «Точка невозврата» абсолютно в каждый заказ бесплатно вкладывается брелок «Утка Лол-ложка». А если на сайте еще и пройти специальную игру, то можно также бесплатно получить поп-сокет с маской Междумирца. Либо фиолетовая, либо зеленая. Тянуть не буду. Ссылка, как обычно, в описании. Коллекция будет еще пополняться. Мы правда над ней старались. Ну и, короче говоря, продолжаем. 3, 2, 1. Новый дом ненадолго. Почему это? Вальдхар, ну мы же уже обсуждали это. Организация скоро починит вагон, а это значит, что они придут проверить, точно ли ты был ликвидирован. И вот этот никакой секретный модуль тебя не спасет. Мы не можем быть уверены на 100%, что сканеры организации не проникнут через стены этого модуля. Да блин, да, я и так это понимаю. Ну а какие у нас варианты-то? Опять будете мне предлагать в другой мир свалить, что ли? Лая! Что? Чтобы я там с утра до ночи на очке сидел, что мое укрытие сломается? Да вы вообще ничего не понимаете, блин! Я не могу рисковать снова попасть под влияние этой дряни! Не могу! Это настолько невыносимо, что... Тихо, тихо, Вальдхар. Слушай, я понимаю, что тебе страшно и... Принцесса, слышь меня, вот послушай сюда сейчас. Дело вовсе не в страхе. А? И в чем же тогда дело? Хочешь сказать, ты не боишься снова попасть под влияние времени? Да я не знаю. Вальдхар, послушай, я понимаю, через что тебе пришлось пройти, правда. И я понимаю, что сейчас все вокруг кажется тебе очень агрессивным, страшным. Вот, даже твой друг Лол-ложка, посмотри. Вот скажи мне, тебе самому кажется, что это нормально? Твой друг хочет убить тебя. Ну нет. Но я вовсе не боялся его. Ох, да я не говорю, что ты боялся Лол-ложки. Я говорю, что сейчас все кажется тебе враждебным, и ты отовсюду ожидаешь опасности. Так жить очень тяжело, поверь мне, я знаю это. Послушай меня, прошу. Блин. Вальдхар, тебе все равно рано или поздно придется разобраться со своим страхом. Но первый шаг — это признать, что ты боишься. Только тогда ты сможешь этот страх прожить и победить. Ты думаешь, нам с Лол-ложкой не страшно? Ну, конечно страшно, еще как. Но вначале было гораздо хуже. Просто мы прожили свой страх и научились жить с ним. Поэтому теперь мы боимся, ну так, в пределах разумного. И не устраиваем сцены, там, драки, взрывы Да, и... так, слушай, ты что-то уже какую-то чушь начинаешь городить. Ты уж извини. Как же достало. Нет, Вальдхар! Это ты сейчас уходишь в полное отрицание, пойми ты! Из-за твоего страха мы не можем спокойно организовать тебе новое убежище! И обезопасить тебя от организации! Ладно, короче, как хочешь. Если ты не против быть убитым организацией, оставайся здесь. Но мне кажется, в глубине души ты знаешь, о чем я говорю. Подумай об этом на досуге. Да уж, ненадолго Вальдхара подбодрили мои подарочки. Это правда. Ой. Пит! Да ладно, ты все-таки явился! Че, извиняться сейчас будешь, да? Опять. Эй, мужик! Да блин! Лол-ложка! Эй, братан! Ты вообще тут? О, нет. Они что, починили вагон-телепорт? О, блин, точно! А вот об этом я, кстати, не подумал. Давай, иди быстрее, пока они сюда не дошли. И дверь за собой закрой срочно.
А мы с тобой сидим очень тихо, Вальдхар. Блин, ладно, стою. Иди, иди. Понял, хорошо. Ну, хоть мистера Флафферти принесли. Да, действительно, закрываемся. И... Пит! Здорово! А, в смысле, поговорить. О, ну наконец-то! Слушай, братан, я ж думал, ты свалил куда-то. Не, привет. Просто бункер довольно большой. Я пока дошел и... Ну да, понятно. Слушай, брат, Прости, я... стой, Пит. Я перебью тебя. Очень срочный вопрос. Как ты здесь оказался? Неужели телепорт заработал? Сообщение от организации не приходило. Да, не парься, еще ничего не заработало. Просто я-то знаю, как все эти блокировки обойти. Могу телепортироваться в абсолютно любой ситуации. Я ж самый опытный техник в организации. Забыл, что ли? Так что расслабься, братан. Занимайся спокойно своим заданием и все такое. У тебя, кстати, с заданием что там? Как продвигается-то? Ой, блин, точно! Ты же мне типа помог с тем, что я затягиваю. Как бы долго выполняю задания, мне нужно больше времени. А я совсем забыл, что Пит не в курсе. Так, продолжаем. Ты это... Я надеюсь, смог тебе выиграть достаточно километров-то? Да, Пит, спасибо тебе огромное. Ты очень мне помог. Не представляю, как бы я успел, если бы не ты. Нет, Пит, этого недостаточно. Давай ты еще где-нибудь что-нибудь сломаешь. Может быть, с заданием ты и помог, но вот друга моего организации сдал. Да, ты помог, вот. О, ну хорошо хоть так. Хоть не зря этим занимался. То, видишь, как в результате-то получилось. Я это другана твоего сдал. Ой, блин. Брат, слушай, честное слово, я вот, вообще не хотел. Ты прости, прости, что так получилось. Я просто не знал, что еще можно ответить Церберу. Слушай, реально, ты не представляешь, она если зубами в тебя вцепилась, то все, не отпустит. Что? Да, там вообще, слушай, пока она не получит от тебя все, что хотела, вообще не отпускает. А хотела, она чё? Правдоподобное объяснение тому, что я в вагоне штурмовиков ошиваюсь. А врать, что меня послали что-то чинить? Не, брат, точно нельзя. Она бы очень легко и быстро узнала, что я соврал. И поверь мне, они бы не сдерживались, придумывая для меня наказание. Понимаешь, брат, я просто был, абсолютно уверен, что твой друг зарегистрирован. Да чё уж тут говорить-то, мне даже в голову бы не пришло, что ты нелегальщиной занимаешься. Скажи, ты чё, дурак, что ли? Или тебе Малецкий недостаточно доходчиво объяснил, а? Хотя, вот это, кстати, как раз может быть и так. Штурмовики, они ж тупые, блин. Братан, слушай, бросай ты это, бросай. Я понимаю, типа новичок, видимо, не знаешь, что делаешь. Но я тебе как сторожила Синклита говорю, не игрушки это все, понял? Мы тут можем тихонько критиковать начальство, сколько нам влезет, это да. Но настолько в наглую нарушать устав, это, блин, это ж со смертью играть, чувак. Ты меня понял, а? Да, Пит, я тебя понял. Я просто не знал, что его зарегистрировать надо, вот и все. Тут так вот видишь, да? Вот так и знал ведь, а? Это Малецкий не проинструктировал нормально. В итоге тебя штрафуют, и я чуть непонятно во что не ввязался, блин. Капец вообще. Ты сообщения-то какие-то хоть получал, кстати? Да, получил. Да, и чё там? Мне дали задание ликвидировать выжившего. Ты чё, серьезно сейчас? Охренеть! И чё теперь делать с ним? Вообще, наверное, я не буду говорить Питу, что я не убил, да? Я уже его ликвидировал, не переживай. Даже не знаю, Пит. Может, ты подскажешь, как мне друга спасти? Не переживай, я в отчете написал, что цель ликвидирована, а на самом деле мой друг надежно спрятан. Блин, нет, прости, Пит, я больше тебе ни слова не скажу. Нет, я уже ликвидировал его, все, не переживай. Как это? Ты как это ликвидировал? Другана, что ли, своего? Да не, он мне не другом был. Просто, знаешь, какой-то чел лысый, который за мной увязался. Я даже не знал его толком. Понятно. Я ж тебя тоже тогда, получается, не знал-то толком. Ты же никому не расскажешь, что я вот это не сразу про незарегистрированного-то сообщил. Слушай, брат, я же не виноват, я правда думал, он зарегистрирован. Но если начальство-то узнает, меня же это как соучастника приплетут. Тихо, Пит, я не расскажу, конечно. О, это ладно. Мужик, спасибо тебе большое. Я
знаешь, я, наверное, пойду, да? Ладно, хорошо, давай. Заглянешь, кстати, еще как-нибудь? Ну, как это я... Слушай, не знаю. Как-то работы, знаешь, много в последнее время, там... Выходных что-то не предвидится. Прости, братан, прости. Может, как-нибудь зайду, да, но не на ближайших километров. Да. Ну, удачи с твоим заданием. Пока. Серьезно? Блин. Зря я ему сказал, что ликвидировал выжившего. Черт. Ну откуда я мог знать, что он так отреагирует? Сначала он говорит, не нарушай протоколы, нельзя идти против организации, бла-бла-бла. А потом, когда я выполняю приказ от организации, ему это уже бам и не нравится. Блин. Видимо, использовать Пита в нашей подрывной деятельности уже не то чтобы получится. Пора вернуться. Трэш. Я реально выбрал вариант, в котором теряю Пита? Нет, подождите, стоп, я пока не вернулся, я хочу реально вот прям четко, как зритель, понять. У нас буквально ничего не остается из вариантов. Если все, что мы придумывали, оно цеплялось за Пита, то сейчас буквально нет. Знаете, какая у меня единственная цепочка появляется? Две цепочки. Это Тадмавриэль и информация, и получается отвязка от времени. Но Тадмавриэль, конечно, такой чел. Он не то чтобы нам помощник в этом плане. Ладно, я, наверное, сейчас не буду об этом думать. Заходим. Ребята. Ребят. Все, Рассказывай. он ушел. Это, если что, был Пит, наш техник. Не волнуйтесь, система телепортации все еще не работает. Да, просто Пит умеет обходить блокировки. Обходить? Ничего себе крутой. Угу. Я согласна с Вальдхаром. Нам очень повезло с соратником. Блин. Слушайте, вот как раз насчет этого. Спустя несколько минут оживленного рассказа. Да. Черт. Ну, что могу сказать? Жопа, значит? Да стоп, минуточку, какая жопа? Мы в очередной раз получили подтверждение тому, что Пит крайне полезен. И чё? Да то, что другого такого профессионала мы во всей организации не найдем. Скорее всего. К тому же, хоть он и сильно засомневался в Лолошке, все-таки у вас с ним есть контакт и какая-то история общения. Ты уверен, что у тебя никак не получится снова его расположить к себе? Блин, Лая, то, что я видел, это маловероятно. Ну, хотя знаешь, может быть и правда больше нет смысла трогать этого Пита, потому что, судя по всему, план наш не сработал. Никаких подвижек в организации не произошло. А я уже почти и не надеюсь на эти подвижки. Скорее всего, через пару километров организация разберется с проблемой. Ну. И как всегда, ничего не изменится. Черт! Ну как же тяжело сражаться с такой огромной бездушной машиной! Как я это так просчиталась-то? Принцесса, ты чё? Все же... Нет, пожалуйста, вот только не надо меня утешать. У меня есть повод для злости. Мы буквально вернулись туда, откуда начали. Вообще никак не сдвинулись. Никак в нашей борьбе против организации. Поэтому сейчас, Вальдхар, нам нужно искать другие способы воздействия на совет директоров. Я не хочу больше терять ни одного метра. Лолошка. Да, Лая? До твоей следующей зарплаты мы больше ничего не можем узнать у Тадмавриэля, поэтому я иду в свое укрытие. Попробуй раскопать свои старые наброски плана по подрыву деятельности организации. Там, конечно, ничего особо дельного, но... Возможно, пока я буду их пересматривать, мне в голову придет какая-нибудь светлая идея. Ну чё, удачи, принцесса. Опять? Ты только не расстраивайся слишком сильно, ага. Ладно, Вальдхар, постараюсь. Блин. Да. Не нравится мне, когда наша красавица такая грустная. Уж лучше это, типа, злиться пусть, как обычно. Не переживай, Вальдхар, Лая точно справится. Я думаю, сейчас это не самое страшное потрясение в ее жизни. Ой, ну да, ты прав. Но просто понимаешь, ей мало было самой загрузиться, она же еще и меня загрузила. Всеми этими рассуждениями про тебе надо принять свой страх или... Что она там за бред-то несла, я не помню уже. И вот я теперь не понимаю, почему не могу просто забить на то, что она сказала, а? Ну, может быть, потому что она сказала что-то важное, Вальдхар? И тебе нужно подумать об этом? Ну... Ладно, может быть. Ло, я не знаю. Звучало часто как бред какой-то. Не знаю я, короче, не знаю. Все, давай. Мистер Флафферти? Все?
Теперь он будет всегда здесь? Я, кстати, слышал только что Гусыню. По-моему, она прибежала вот в этот модуль, да? А, нет, она, походу, наоборот, убежала. Знаете, что мне реально интересно сейчас? Что было бы, если бы я выбрал другой вариант с Питом? Вот правда, типа, мы, получается, прямо сейчас все нафиг сломали только лишь потому, что я рассказал, что ликвидировал выжившего. Правильно? Я невероятно... Это вот, знаете, тот самый момент, когда я капец как хочу узнать, а что было бы. Я, конечно, Ладно... Наверное, я сейчас очень плохую вещь делаю, но прямо сейчас, внимание, на Бусти я выложу дополнительное видео, где выберу другой вариант, что было бы. Мне, конечно, советовали так не делать, но я попробую. Я реально посмотрю, что будет, потому что это тот момент, когда мы сразу понимаем, что изменится. Осталось только понять, куда делся Вальдхар. Эй, мужик, дружище, ты куда... Ой. А, да, кстати, да, тренировка, я, вылетела уже из головы. 44 тысячи опыта, нормально. Вальдхар, а ты реально куда ушел? Кушать? Гусыню кормить? Не понимаю. На всякий случай проверим эту комнату, здесь мы давно не появлялись. Вальдхара нет. Также проверим томаты. Даже здесь нет? Погоди, а реально, куда он ушел? О! Ты бедненький. Ты чё? Слушай, а я могу покормить гусыню? На всякий случай яйца взять. Сейчас вот это мы съедим. У меня искра так-то уже прям полная. Ну, мы ее жестко восстановили. Я даже не понимаю, мне нужно брать эти яйца? Кстати, а эти яйца вообще могут считаться за скинт? Яйцо гусыни, которое я забрал себе с задания в камерном мире. От него исходит слабая энергия искры. Я так понимаю, она настолько слабая, что даже Тадмавриэля не заинтересует. Эй, вот, кушай. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням. Гусыни вкусно, все. Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Ну все, не злись, на. Давай так, прямо сейчас предлагаю обязательно найти ягоды. Отлично, ягоды найдены, кушаем. А теперь, наконец-то, раз уж у меня 44 тысячи опыта, давай-ка, наверное, мы заработаем очко генома. То есть мне нужно прокачаться до 90 уровня. И да, я могу это сделать прям тютелька в тютельку, обалдеть. 100% хочу это. В чем мать родила? Вы не расходуете запас сил на передвижение, если не носите броню. Да, то есть когда я хожу... У меня в любом случае выносливость тратится. Когда я прыгаю, выносливость тоже тратится. Но с другой стороны, мы можем пойти налегке. Вы передвигаетесь на 70% быстрее, если не носите броню. Это тоже прикольно. И так уж получается, что я, когда буду прокачивать это налегке, буду иметь 40 выносливости. Поглядите на это. Так что, наверное, у меня ее будет уже настолько много, что вот эта прокачка не понадобится. Короче, давай 1, потом 2, еще 3. И проверим, сколько у меня. Я бы не сказал, что начало тратиться как-то медленнее, как будто все то же самое. Ну хорошо, еще разок. И последний 36 уровень. Плюс очко генома, спасибо. Тратится как будто все точно так же, вот правда. Короче, да, требование 40 выносливости, у меня 36. Еще 4 уровня, и я это прокачаю. Вы передвигаетесь на 70% быстрее. То есть смотри, как я быстро хожу, когда прокачал уже до 2 уровня. Собственно, так уж получается, что мы в тупике. Вот знаете, это тот момент, когда я правда не понимаю, а дальше-то что, вот нечего. Настолько нечего, что все. Мы уже даже не то, что как зрители это видим, мы видим это как персонажи. А когда об этом говорят даже персонажи, то получается это что, сюжетом заложено? Ну, получается так. Данный сценарный ход в виде «мы пришли в тупик и мы не знаем, что делать». Это странный сценарный ход, но посмотрим, как он будет развиваться. Самое главное, если об этом говорит даже сам сюжет, то тогда ладно. А вот если бы говорил только я... Неладно. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки, не забывайте про подписки, комментарии. Ну а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и надежда о том, что вы не пропустили мои просьбы мимо ушей. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока, пока. Слушай, у меня сейчас важный разговор к тебе. Хотел поговорить о моей отвязке от времени. Тебе все равно здесь оставаться нельзя. А? Я готов позволить жить бесплатно у себя в бункере, но на правах слуги. Ничего. Примерно так я могу описать послевкусие после, давайте будем честны, почти 10 серий. Отстойный план Лай, полное отсутствие скинта, чтобы нормально платить Тадмавриэлю, тотальное недоверие Пита, который скорее хейтит организацию, но явно не будет пытаться поломать ее, а самое главное, понимание. Да, все то, что я описал, понимаем не только мы, но и персонажи. Цитата: «Мы буквально вернулись туда, откуда начали». Серия за серией, ссора за ссорой, шаг за шагом, продвижение в никуда и сюжет
сюжетное добивание, что как бы мы ни хотели и не хвалили друг друга, у нас полное отсутствие контроля. Нам некуда бежать, мы явно не успеем заплатить Тадмавриэлю достаточно, ибо организация давит на меня все больше и больше, и по итогу... А что по итогу? Даже у меня убито полное понимание, что делать дальше. За десятки серий мы попробовали почти все, что только можно. И да, пришли в никуда. Короче, даже у меня нет идей, что делать дальше, поэтому всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата, сезон, в котором мы там же, где и начали. Да, у нас очень много данных про организацию, да, у нас есть Лая, Вальдхар, мы пытались телепортироваться, получали по жопе от антискинда, получали по жопе от времени, получали по жопе от Тадмавриэля, и все. На этом моменте я понимаю, что нет, мне непонятно, что придумать еще. Правда, на данном этапе у меня стойкое ощущение, что либо наша троица что-то меняет и решает, либо мы так и сидим и ни к чему не приходим. Да, гусыня? Короче, правда, интересно, что скажут другие, но перед этим тренировочка, наша любимая, которая дает примерно 3000 опыта. Сейчас должно быть 6280, да, спасибо. Блин, сколько бы я ни думал об этом, сколько бы ни наматывал круги по бункеру, в итоге все упирается в одно. Нам необходим свой человек в организации. О, привет, Пит. Ну не. Ну, с Питом мы уже, да, поняли, не получится. Малецкий? Не, Эй, привет. согласен. Пита мы потеряли, а вот Малецкий точно не вариант. Совершенно очевидно, что мы не сможем его убедить участвовать в заговоре. Он слишком верен идеалам организации. Нет, точно не Малецкий. Скример... Беннет... Здравствуйте. Со всеми остальными сотрудниками контакты у меня были слишком поверхностные. Прям слишком. О, кстати. Да, есть привет. еще, конечно, Олли, но... Нет, он какой-то немного странный. Вроде бы правда приятный парень, но... я бы не смог ему довериться. Если так подумать, мы вообще толком ни с кем не знакомы. Да и самое главное, сиделкам, скорее всего, гораздо сложнее перемещаться из Синклита в ветки. Нам нужен надежный человек, который готов пойти до конца. А еще лучше, чтобы у него был какой-то контакт с высшим руководством. Чтобы у него был реальный шанс получить доступ к секретной информации. Например, человек, принимать на работу которого зачем-то пришла одна из членов совета директоров. Человек, которому почему-то делают много поблажек и исключений. Я знаю только одного такого человека. Черт. Ну неужели и правда не осталось никаких других вариантов? Нет. Сколько бы логических цепочек я не строил, они все приводят меня к этому выводу. К выводу о том, что наш единственный реальный шанс добиться хоть чего-то в борьбе — это моя отвязка от времени? Нет. Если я отвяжусь, то смогу попасть в Синклит и попытаться получить доступ к нужной нам информации. Лая, конечно, уже отвязана. Она могла бы сделать вид, что передумала и вернулась. Но, во-первых, мы не знаем, что с ней сделают за ее предательство. Я не хочу, чтобы она так с собой рисковала. А во-вторых, если даже ее спокойно примут обратно, то никто не будет доверять ей действительно важную информацию. А для нас важно иметь в Синклите человека, который может втереться в доверие. Я в этом плане уже, ну, вроде как частично продвинулся. Предложить Вальдхару отвязаться тоже не вариант. Если организация о нем узнает, станет ясно, что я их обманул и сдал фальшивый отчет о ликвидации выжившего. Что в итоге будет дальше? Да вот примерно вот так. Вероятнее всего, они сперва захотят исправить мою ошибку, а затем и меня накажут. Ну да. Так она себя ведет точно. И все равно нет. Я не хочу признавать, что моя отвязка вообще возможна. Я не хочу даже думать, что все это время Луиза и Малецкий не блефовали. Мне страшно представить, что со мной будет, если я действительно отвяжусь. Так, ладно, все, хватит. Я уже несколько часов думаю одно и то же по кругу. Надо обсудить этот вопрос с Вальдхаром и Лаей. Это будет тяжело. Особенно, когда в глубине души я надеюсь, что они придумают план получше.
Ладно, я, наверное, сначала попробую поговорить с Вальдхаром, потому что это будет хотя бы не так тяжело. Писец, Лулошка! Я буквально вначале говорил о том же самом! Ну ладно, ладно, об отвязке я не говорил, но сам факт, что мы действительно не знаем, что делать. Все наши планы — это как об стену горох. Буквально ничего не работает. Ай, короче, чё там, Вальдхар? О, ты погляди-ка, а. Ну, как обычно. Привет. Здорово, Ло. Это чё, ты там все топаешь в коридоре, что ли? Ты спортивной ходьбой занимаешься? А это... со мной-то поджиматься на перегонки не хочешь? Нет, спасибо, Вальд. Эх ты. Слушай, у меня сейчас важный разговор к тебе. Так, слушай, а давай только не про мой якобы страх, окей? Я не ожидал вчера, что ты начнешь принцессе поддакивать. Я думал, ты на моей стороне, Ло. Да, слушай, я на твоей стороне, Вальд. Но немного не в том смысле, в каком ты себе это представляешь. Чё ты? Слушай, да я не об этом хотел поговорить, не об этом. О чем тогда? Я хотел поговорить о моей отвязке от времени. О, после изложения всех аргументов. Блин, ну, я понял тебя, Ло. Так-то да, я согласен. Это наилучший вариант. Что? Подожди, серьезно? Вот так просто? Ну, да. Так тут ничего сложного-то и нет. Понимаешь, Ло, мы что-то все время болтаем, но ничего конкретного не предпринимаем. А если и предпринимаем, то это заканчивается вообще ничем. А я очень не люблю сидеть и бездействовать. Я бы и сам, может быть, даже, знаешь, отвязался, что ли. Эй, Вальд, подожди, да куда ты так торопишь события? Я не знаю, давай для начала хотя бы я отвяжусь. Посмотрю, что это такое, и потом уже решим, ладно? Ну ладно, допустим. Хотя я бы предпочел находиться в эпицентре движа. Понимаю тебя. Но опять же, давай пока повременим с таким серьезным решением. Ну... Ладно. Спасибо, что поддержал меня. А чё? Как я мог тебя не поддержать, Ло? Ты железно обосновал свое решение. А других вариантов я, как и ты, здесь вообще не вижу. Почему? Почему ты так быстро согласился? Вальдхар, ну не подводи меня так. Слушай, подожди, это все-таки еще не совсем решение. Нам еще нужно с Лай это обсудить, понимаешь? И ей, скорее всего, эта идея не совсем понравится, Чё? Почему? О, ты просто не слышал ее страшные рассказы об отвязке. Страшные? Ага, она мне с самого знакомства постоянно повторяет, что мне ни в коем случае нельзя отвязываться. И вообще-то я понимаю, почему. Поэтому вот, я так долго не мог даже мысли такой допустить. Но мы сейчас в таком отчаянном положении находимся, что... Вот, пришлось задуматься. Возможно, другого шанса у нас просто нет. А знаешь, я вот считаю, что твоя идея зашибись. Зови давай Лаю сюда, мы ее убедим и задавим числом. Ты серьезно? Думаешь, нас двоих будет достаточно, чтобы задавить Лаю числом? Ну да, ладно, тут ты прав. Силы явно не в нашу пользу. Но поговорить все равно надо, так что я, пошел за ней. Давай. Вальдхар. Кажется, он совсем не понимает, что такое отвязка, раз вот так легко соглашается на этот вариант. Возможно, Лае удастся донести, насколько это серьезный шаг. И вместе мы придумаем что-то, чтобы, ну, как минимум избежать этого. Да? Да. Блин, ну такие мысли, когда, вот знаете, у тебя действительно больше нет каких-то вариантов куда-то двигаться, будут преследовать нас все чаще и чаще. Меня невероятно напрягает, знаете, какая серия? 60-я. Мне прям в голову запал этот эффект. Когда мы отказались убить Вальдхара, у нас появился опять же вот этот эффект. Со значком организации, со значком времени. А если вспоминать сезон «Голос времени», то это еще и значок Скинта. Кстати, а помните, в 61-й серии Тадмавриэль сказал, что скин связан со временем. Ладно, скафандр надеваем, прописываем прунус. Замечательно. Что? Кто? Тихо, успокойся. Знаешь, кажется, я начинаю понимать, зачем еще может быть полезна ваша практика стука в дверь. Это много для чего может быть полезно, Лая. Привет. Много разных сомнительных ситуаций можно избежать. Так, ладно. У тебя что-то срочное? Ну, как тебе сказать? Менее срочное, чем пожар в бункере, но более срочное, чем отжиматься с Вальдхаром на перегонки. Чего? То есть, да, короче, это довольно срочно. Можем прийти в бункер, чтобы мы втроем могли это обсудить? Да, конечно, без проблем. О, супер. Тогда жду тебя там. Ой.
А, тебе нужно сначала что-то взять, понял? Напомню, в предыдущей серии она пошла искать свои старые наметки на планы, как свергнуть организацию, и походу сейчас она их предоставит, покажет, и может быть мы додумаем. Прописываем малус. Раздеваемся, заряжаемся и к Вальдхару подбегаемся. О, Ло, ты уже здесь? А ты знал, что на ней рисовать можно? Это так классно! Хм. Ой. Угу, привет. Так, что тут? Ах. Так, ладно. О чем ты хотел поговорить? О, принцесса, ты тоже уже здесь? Ну, как видишь. Лолошка. А, да, точно. Так вот, я хотел с вами кое-что обсудить. Точнее, мы с Вальдхаром уже начали обсуждать, и мы обсуждали возможность моей отвязки от времени. Что? Ты сейчас серьезно? Да, Лая, абсолютно. О, черт. Лая, слушай, я очень серьезно задумался о том, что моя отвязка — это наш единственный шанс. Шанс добиться хотя бы каких-то намеченных целей. И я вот хотел спросить у тебя, что ты об этом думаешь? Ах, Лолошка, ты прекрасно знаешь, что я об этом думаю. Да, это правда, но все-таки... Так, короче, принцесса, мы вот это сло уже все обсудили и к выводу пришли. К выводу, что это единственный вариант. Я сидеть сложа руки больше не хочу. Пусть он сначала Ло отвяжется, посмотрит там, как ему в Синклите там, или чё, как он там называется. А потом быстренько отвяжусь я, и мы вдвоем на уши эту вашу организацию поставим. Ой, Вальдхар, ну ты же совсем не понимаешь, о чем говоришь. Нет, Лая, если что, я ему отвязываться не предлагал. Это он сам выдумал. Да, я уже догадалась. Вальдхар, ты понятия не имеешь, чем это для вас может закончиться. Во-первых, нет никаких гарантий, что вы эту отвязку вообще переживете. Во-вторых, неизвестно, какими побочными эффектами она может для вас обернуться, если вы все-таки выживете. У мироходцев побочки, как правило, самые жуткие. И в-третьих, по болезненности это сопоставимо с действием концентрированного времени. И в-четвертых, жизнь отвязанного, повторяюсь, это ад без конца и края. Ну что, ты все еще хочешь отвязаться или как? Классная перспектива, правда? Это те самые страшные истории об отвязке? Да, Ло? Слушай, ладно, честно говоря, теперь я должен согласиться с принцессой. Я же говорила. Это ведь правда похоже на самоубийство. Вальд, я согласен с тобой, но у нас же просто не осталось других вариантов. Или, может быть, у тебя есть идеи? Да, ну слушай, я не знаю. Может, в другом направлении поискать? Каком? Да, попробовать все-таки найти живую ветку или параллельную реальность и там обосноваться. О, понятно. Опять ты со своими мироходческими замашками. Нет, Вальдхар, мы уже решили, что так поступать не будем. Наверное, ты забыл, что существует еще огромное, если не бесконечное количество веток, в которых время закончилось. Но не для всех. Огромное количество невинных, типа богов, вампиров, фей, фавнов, прямо сейчас страдает от действия концентрированного времени. Вполне возможно, что среди выживших есть и другие первые. Наши друзья, Вальдхар. Ты же выжил? Значит, скорее всего, выжили и они. Представь себе, что твои друзья прямо сейчас переживают то же самое, что пришлось пережить тебе. О, блин! Угу. И это только из-за того, что организация занимается стиранием веток. Что? Лолошка, ты хотел сказать, организация стирает не те ветки и не занимается спасением выживших? Ну да, допустим, хорошо. В любом случае, это все равно вина организации. Вальдхар, ты точно уверен, что нам не нужно как можно скорее пробраться внутрь Синклита и начать действовать? Блин, ладно, Ло, вот теперь ты прав. Что? Я вот даже не думал об этом, но мы не можем допустить, чтобы кто-то страдал так же, как страдал я. Я готов ради этого пойти на любые риски. Да блин, Вальдхар, погоди уж немного. Сначала на риск пойду я. Да, что, вы... Ах. Ты просто... Плевать, делай что хочешь. Я понимаю, что твоя отвязка сильно бы увеличила наши шансы на успех, и... Я хотела тебя уберечь, но... У меня тоже нет никаких других вариантов, которые бы обеспечили нам реальную возможность влиять на организацию извне. Раз уж ты готов жертвовать собой, то кто я такая, чтобы тебя останавливать? Эй, принцесса, ты чё? Мы же первые, блин! Ты думаешь, мы от какой-то отвязки сдохнем, что ли? Мы!
Да ты не представляешь себе, насколько мы крутые, блин! Ах. Вообще-то, судя по всему, чем сильнее мироходец, тем болезненнее и опаснее для него отвязка. Чё, блин? Раз уж ты собрался отвязываться и мне тебя не переубедить, я правильно понимаю, да? Ну, только знаешь, если у тебя есть идея получше. М, Ладно, прости, Лая. Да мне-то что? Страдать все равно будешь ты. Раз уж ты собрался это сделать, нужно, чтобы мы из этого могли извлечь максимум выгоды. Будет глупо жертвовать собой ради слабых результатов, правда? Ну да, конечно, ты права. Вот-вот. Поэтому нам нужен, во-первых, конкретный и действенный план, как мы это все организуем. А во-вторых, ты должен быть готов к тому, что тебя ожидает в Синклите, чтобы не тратить лишние километры на адаптацию и сразу приступить к делу. Так, погоди, это о чем сейчас? О том, Вальдхар, что Синклит это очень особенное место. Наверное, ты уже знаешь, что Синклит это поезд, да? Ну, в целом догадывался. Чопа, стоп. А зачем вам поезд, если у вас телепортеры есть? Ай, короче, слушайте. Этот поезд никуда не едет. Точнее, он постоянно двигается, но по кругу. Это нужно для того, чтобы сотрудники могли ориентироваться в хронологии событий. Сейчас попробую объяснить. Отвязка — это необходимая процедура для работников организации. Но это мы уже поняли. Минус время, он не привязан ко времени. Вы просто-напросто не попадете в Синклит, если не отвяжетесь, потому что он находится вне времени. Это мы тоже знаем. Пока что вроде все понятно. Нам это проговаривали. А, это Малецкий был. Ого. Ха-ха. Слушайте, а поезд-то не маленький, если так подумать. Он прям получается какой-то бесконечно огромный. На практике же выяснилось, что отвязанным очень сложно понимать, в какой хронологии происходит событие в ветках. К тому же, и внутри самой организации хронология оказалась очень полезной. Благодаря системе дистанционного исчисления удалось гораздо лучше наладить все рабочие процессы. Например, с помощью километров можно отслеживать кого сколько не было. Без системы движения сотрудники появлялись и исчезали бы в Синклите одновременно. Но благодаря тому, что за каждым сотрудником закреплено его место в вагонах, сотрудник появляется там через то число километров, которое его не было. Именно это позволяет отслеживать отсутствие относительно других и самого себя. Теперь понял, ладно. Это, кстати, очень умно. Задачи тоже ставятся на определенное количество километров. На выполнение задания дается 1, 2, 3 километра, 10. Нет необходимости привязывать задачи штурмовиков к локальному времени. Это тоже логично. Все остальные сотрудники таким образом имеют дедлайны и перерывы. Например, обеденный перерыв — это 100 метров и так далее. Короче говоря, течение времени, как выяснилось, не дураки придумали. Оно очень помогает организовывать жизнь и работу. Именно поэтому в организации придумали свой аналог течению времени. Километры. Круто. Лолошка, теперь понятно. ты вот замечал, что Малецкий всегда приходит к тебе в правильном хронологическом порядке? Чё, блин? Ладно. Я имею в виду, что не было такого, чтобы Малецкий пришел и начал говорить о событиях, которые еще не произошли, и утверждать, что они уже произошли. Или вести себя так, будто вы с ним говорили до этого о чем-то, о чем вы никогда не разговаривали. Ну, кстати, нет, не было такого. Угу. Все наши встречи с Малецким логически шли одна за другой. Угу, вот именно. Это все благодаря системе дистанционного исчисления. О, офигеть. Это... Знаешь, мне даже посмотреть захотелось на этот ваш Синклит. Только, Лолошка, я тебе говорю еще раз, не спеши с этим делом. Прежде чем мы примем окончательное решение и ты сообщишь о нем организации, нам нужно очень серьезно подготовиться. Первая проблема — это вот, Вальдхар. О, блин, то есть для тебя я, значит, проблема, да, принцесса? Как же это? Ты не думал о том, что если Лолошка отвяжется, тебе точно нельзя будет оставаться в этом бункере, м? Ну-ка и почему же? Да потому что этот бункер — проходной двор. И не забывай про подкрепление, которое должны прислать для помощи в поисках Тадмавриэля. Лолошка не сможет первое время после отвязки покидать Синклит. Да, потому что ему нужно будет восстановиться после такой тяжелой процедуры, Вальдхар. И вполне возможно, что в эту ветку будут отправлять других сотрудников. И Лолошка не сможет помочь тебе.
Ой, да ладно, не нужна мне никакая... Короче, нам нужно все решить прямо сейчас. Даже если в итоге нам удастся избежать отвязки Лолошки, тебе все равно здесь оставаться нельзя. Лолошка, ты же помнишь, о чем мы с тобой говорили? Да, помню. А, прекрасно. Вы уже, оказывается, за меня все решили. И куда же вы собираетесь меня запихать, а? Да успокойся, мы просто собирались узнать у Тадмавриэля, как построить такой же безопасный бункер, как этот. Да. Знаешь, я не думаю, что он с нами поделится этой информацией. И платить, как я понимаю, нам нечем. Это пока нечем, но можно попробовать договориться. Да, типа я потом принесу ему много всего, потому что я ж сотрудником стану и все такое, не? Тадмавриэль? Ты! Ладно, все, наверное, куда проще. Ты... Какого черта ты здесь? А ну, цыц! Лоэтанна? Лолошка? В кои-то веки я согласна с Вальдхаром. Что ты здесь делаешь? Как обычно, пришел договориться. Ты чё? Ты прослушку на нас поставил, что ли? Тихо, Вальд, спокойно. О, а что ж такое-то? Вы правда думали, что я позволю вам ошиваться в моем бункере и не захочу проконтролировать, чем вы тут занимаетесь? Скажите спасибо, что я ваш питомник не истребил. Развели тут чертов зоопарк. Гуси, сопли какие-то с глазами. Этот вот пьяница, поглядите на него. А ну-ка рот свой закрыл, слышь! Да блин, Вальд, он же специально тебя провоцирует, ты что, не слышишь? Не позволяй ему так играть со своими эмоциями. Так, Тадмавриэль, получается, ты знаешь, о чем мы сейчас разговаривали, да? Поразительная сообразительность. Поняла. И что ты на это скажешь? Ты согласен поделиться чертежами бункера в обмен на что-нибудь? По-по-по. Он все знал. Он абсолютно... Что-нибудь мне точно не подойдет, Лоэтанна. Только скинт. Но скажу сразу, я не собираюсь эту информацию раскрывать ни за какую цену. Что? Почему это? Ну так это же очевидно. Тогда у меня больше не будет контроля над вами. А меня такое не устраивает. Хорошо, мы поняли. А что насчет других твоих бункеров? Я ни за что не поверю, что у тебя их всего 2. Ну наконец-то! Наконец-то хоть кто-то здесь показывает зачатки интеллекта. Но только лишь зачатки. Ты правда думаешь, что я пущу в свой бункер без присмотра эту свинью? Чтобы он мне все сломал? Нет, я своими запасными бункерами разбрасываться не собираюсь. Они мне могут пригодиться. И уж тем более, Лоэтанна, я не собираюсь раскрывать вам их местонахождение. Тогда зачем... Ладно, может быть у тебя есть какие-то предложения? Куда можно было бы спрятать Вальдхара? Естественно, мы тебе заплатим. Есть у меня один вариантик, но он будет стоить вам очень, очень дорого. Что это за вариант? Данный экземпляр я готов поселить у себя во дворце за 500 тысяч кристаллов скинта. Да ты... Тихо, Вальдхар, погоди. Тадмавриэль, 500 тысяч? Ты же хоть понимаешь, что это неадекватная цена? Или ты специально называешь такую цену, которую мы не сможем заплатить? О, ну сможете вы заплатить или не сможете, это уже не мои проблемы. Но если вам совсем негде достать столько скинта... У меня есть еще один вариантик. Как я уже говорил, мне в бункере одному скучно. Особенно не хватает верного слуги. Да, Вальдхар, я готов позволить жить бесплатно у себя в бункере, но на правах слуги. Да ты чё, совсем охренел? Я тебе ноги мыть не буду, ублюдка ты кусок! Ноги у меня гораздо чище твоих рук. Мне от тебя такой услуги не нужно. Всего лишь нужно будет выполнять простые ежедневные дела. Протирать полы, подавать завтрак, обед, ужин, мыть посуду. В общем, вести хозяйство. Это же не так уж и сложно, да? Что скажете? Обалдеть.
Блин, что? А как мы это Вальдхару-то предложим? Нет уж, мы лучше найдем тебе 500 тысяч кристаллов скинта. Нет, мы лучше сами построим Вальдхару новое убежище и без тебя справимся. Вальдхар, я понимаю, что тебе совсем не нравится это предложение, но... А ведь это реально, ну, такой прям единственно действенный способ прям моментально спрятать Вальдхара. Ему нужно просто стать слугой. Ну да. Правда, Вальдхар, это единственный на 100% безопасный вариант. Чё? Пойми же, нигде ты не будешь в большей безопасности, чем там. Да ты чё, блин? Ло! Ну ты сейчас серьезно пытаешься меня уговорить пойти на вот это, что ли? Это же просто... Вальдхар, успокойся. Сейчас я точно согласна с Лоу-ложкой. Пожалуйста, хотя бы просто попробуй. Да блин, вы... Блин, принцесса, ты туда же! Знаете, когда вы вот так вот оба против меня настроены... Нет, Вальд, мы Да не... у меня же ну просто нет сил возражать! Раз мои единственные друзья пытаются меня вытолкать нафиг из своего бункера, значит я реально вообще никому не нужен. Эй, ну что ты такое говоришь? Никто не пытается от тебя избавиться. Наоборот же. Мы всего лишь хотим обезопасить тебя. Да, ну Да и я к тому всё-таки... же, тебе стоит попробовать этот вариант до отвязки Лоу-ложки. Иначе потом уже точно будет поздно что-то менять. Если что-то пойдет не так. Пожалуйста, Вальдхар, ну прислушайся к нашим аргументам, прислушайся. Пока что это лучший вариант из возможных. Бункер Я не- Тадмавриэля лучше всего обезопасит тебя от времени и от верных псов организации. Да, все с вами понятно. Что же он понял? Ну давай, блин, делай со мной что хочешь. Раз уж я тебе нужнее, чем мои друзья. Эй, Вальд, ну не говори таких глупостей. Замечательно. Следуй за мной. Вот так вот, а. Да, как-то это очень быстро произошло. Я тоже офигел. Надеюсь, с ним все будет в порядке. Не переживай, Лая. Мы точно знаем, что пока мы ему нужны, Тадмавриэль нам ничего не сделает. Разве что Вальдхару придется много-много злиться в ближайшие дни. Да уж, представляю. Слушай, мне правда очень жаль, но делать-то нам действительно больше нечего. Вагон-телепорт могут починить на любом сантиметре. Мы не знаем где, то есть когда к тебе в бункер заявится оперативная группа по поиску Тадмавриэля. Знаешь, по крайней мере, мы можем не беспокоиться о безопасности Вальдхара. Угу. А ведь он даже не забрал мистера О'Флафферти. Эх. Ну, мы передадим? Обиделся он на нас, да? Чё там? Мистер О'Флафферти и бутылка. Кстати, знаешь, что я подумала? Надо бы пересчитать свои дневниковые записи. Самые первые, сразу после отвязки. Возможно, там я найду еще какие-то полезные детали. Ну, знаешь, на случай, если в итоге ты отвяжешься. А то я сама отвязалась так много километров назад, что уже не все помню. Да, конечно, Лая. Это хорошая идея. Спасибо большое. Угу. Отдыхай. Блин. И вот я один. И вот я снова остался один. Какая же тишина в этом бункере. Гусыня! Эй, Гусыня, ты хоть покрякай, что ли? Отвлеки меня от этих тревожных навязчивых мыслей. До сих пор не могу поверить, что Вальдхар и Лая согласились с тем, что моя отвязка это правда рабочий план действий. Да, я вроде бы и сам предложил, но до последнего была надежда, что они переубедят меня. Скажут, что я там что-то упускаю, что вот оно, альтернативное решение. Черт, ладно, пока все равно еще ничего не решено. Может быть, нам предоставится другой шанс, какой-нибудь другой вариант. Рано паниковать. Но я все равно паникую. А еще эта сцена с Тадмавриэлем. Ох, какой же Вальдхар все-таки обидчивый. Надеюсь, рано или поздно он поймет, что нам тут всем приходится мириться с неприятными условиями. Мы противостоим такой могущественной организации и находимся в такой агрессивной среде, что ни для кого не вариант просто комфортно устроиться. Лая в бегах, живет в моем карманном измерении совершенно одна, без шанса даже на нормальную жизнь в нормальном мире, в живой ветке. Я вообще начал серьезно рассматривать вариант с отвязкой от времени, чтобы попытаться докопаться до истины и остановить убийство выживших, так что находиться рядом с Тадмавриэлем это пытка, да, но Вальдхар это не худший вариант. Как же я надеюсь, что он это поймет.
Да поймет, конечно. Рано или поздно, когда вот знаете, сюда придут какие-то сотрудники, когда все перевернут вверх дном, поймет еще как миленький. Очень крутая подробная серия в плане поезда, синклита, километров, как это устроено у организации, как они пропадают, заново появляются, как это все не смешивается в какую-то поломанную хронологию событий. Очень круто! Но тем не менее, у нас, вот даже я как зритель понимаю, что нечего больше делать. Вот реально, чё кроме отвязки-то? Я очень надеюсь, что в итоге мы там типа что-то придумаем, но это уже будет какая-то грань фантастики, честно говоря. Вот что вы думаете? Напишите об этом в комментариях. Как я буду кормить гусыню? Ты чё, тут одна останешься? Так, ладно, на этом я буду постепенно заканчивать. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки и подписки. Наконец-то градус накала начал расти. И что будет дальше, узнаем. Но, опять же, не забывайте про ваши лайки. Не пропускайте это мимо ушей. Подпишитесь, чтобы не пропустить будущие серии. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и решение об отвязке. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. О боже мой, Ложка. Черт, Ло! Стоило мне ненадолго задремать, как ты тут же исчез с бутылкой моего лучшего вина! Ты за это еще ответишь! Да, такое произносить даже мне странно. Вальдхар, служанка Тадмавриэля. Только так и никак иначе отец согласился спрятать Вальда у себя в бункере от организации. Но это не самое важное. Тут самое важное, что мы задумались о самой отвязанной вещи в мире. Отвязка от времени. Да, только так мы можем продвинуться дальше. И да, Лая должна рассказать нам самые первые записи из ее личного дневника. Записи, которые написаны в ее первые километры после отвязки. О-хо-хо, какие же опасные темы мы поднимаем. Мне это чертовски нравится. Всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Сезон, в котором мы все поняли. Поняли, что наши планы, попытки и даже телепортации работают примерно никак. Спустя кучу серий до меня доходит осознание, что за весь сезон каких-то радостных событий по пальцам пересчитать. Ну реально, первое — появление Вальдхара, и второе — спасение гусыни. Все, конец! Я очень надеюсь, что, смотря на выбор отвязки от времени, мы хотя бы в этот раз не окунемся в некое деморализующее событие. Проще говоря, в чан с говном. Короче, Вальдхара нет, Лая прямо сейчас ушла за дневником, где написаны ее первые записи после отвязки. Надеюсь, придет скоро, а пока что тренировочка. Опыт фармим, опыт точно понадобится. Сколько у меня там? 9280, нормально. Да, вообще, если так подумать-то, я привык, что Вальдхар был со мной все эти последние дни. А теперь здесь кажется как-то невероятно пусто, что ли. Я очень надеюсь, что Вальдхар сможет понять. Это был наш единственный способ его обезопасить. А вот теперь самое главное. Мне до сих пор не верится, что я и правда задумываюсь об отвязке. Я еще недавно был уверен, что до этого не дойдет, а теперь на! Взяло и дошло. Это всегда казалось чем-то очень нереалистичным, даже после слов Луизы. Короче, надо точно решить и двигаться дальше. Но, если честно, так не хочется. Хочу заняться чем-то менее значительным. Чем? Чем менее значительным? У нас реально самая главная штука на повестке дня. Мистеру Флафферти не взять. Использовать доска, так. Интересно. Ладно. Сейчас попробуем. Ну-ка. Что ты там хочешь написать? Угу, так-то лучше. Нет, все еще остается куча вопросов. Как именно Тадмавриэль использовал скин, чтобы посмотреть в будущее? Что конкретно он изучал? Причем здесь антискинт? Как он перемещался в другие временные ветки? Как и я, через пустошь? Как он тогда про пустошь узнал? Почему он так уверен, что организация способна убить его? И как организация может быть способна убить существо, которое умрет только если само захочет? На эти вопросы Тадмавриэль мне наверняка не ответит. Значит, нужно узнавать это от организации. Самому. А это возвращает к тому самому вопросу моей отвязки. Привет.
Я думал, ты быстрее вернешься. Да, извини, я просто зачиталась. Очень тяжело ориентироваться. Думала я быстро, а вот... Успела пересчитать всего пару десятков страниц. Так, и ты вспомнила, что было после твоей отвязки? Угу. За мной. Ну-ка. Сюда. Ладно. Что, мне обязательно нужно сесть? Давай главное. Ты не передумал? Ну, Лая, я бы очень хотел найти другое решение, правда. Но у меня время не бесконечно Ах. и... Знаю. Короче, ладно, у тебя есть идеи? Да, я думала о том, с кем мы могли бы работать. Короче, мы могли бы обратиться к кому-то из моих знакомых. Но я не знаю, работают ли они до сих пор. Пускают ли их в поля. Если что, нет. Ты ни разу не упоминал их имена. Очевидно, ты с ними даже не пересекался. И что за знакомые? Нет, я не уверена, имеет ли это значение в текущей ситуации. Ну ладно, я понял. Будем придерживаться имеющегося плана. Давай, рассказывай, что вычитала? Уф. Слушай, знаешь, я поймала небольшую ностальгию, пока все это читала. Самая первая запись — мой 15-й километр в организации. О, это настолько начало. Ну давай узнаем. Я тогда только-только достала этот бумажный носитель. Мне его коллега принес. Мне было тяжело запомнить все процессы, в голове все путалось, а доступ к технике мне очень неохотно давали. Пока было ни к чему. Без пушек, без всего, да? Вот я и попросила у него достать блокнот какой-нибудь. И, кстати, не зря, ложка. Бумажные записи реже подвергаются всяким проверкам, в отличие от электронных устройств, так что запомни это. Окей, а что ты про саму отвязку написала? Ну, процесс. Что это очень больно. Но нас, ложка, сейчас не это интересует. Нас интересует то, что ждет тебя после отвязки. Вот оно. Ты же у нас уникальный случай, да? Ты же уже прошел некоторые инструктажи и техники безопасности. Но вот что тебя ждет в самом Синклите, ты до сих пор не знаешь. Первое, что ты получишь после отвязки — перевод в общежитие штурмотряда. Считай, это та же казарма, только, ну, в вагоне поезда. А я думал, у всех свои отдельные вагоны. Слушай, ложка, вот ты вроде у нас опытный парень, да? Понимаешь, насколько глобальный у нас враг? Даже я не знаю, сколько в организации штурмовиков. Как ты себе представляешь столько вагонов? Ну, кстати, да. Длинный вагончик бы получился. Запомни, первое. В общежитии тебе обязательно нужно будет выторговать себе местечко. Где-нибудь подальше от дверей. О, кажется, я понял, почему подальше. Прячься. Это нужно, чтобы когда приходила проверка, ты мог спрятать все, что нужно спрятать. Все нормально? Все нормально. Гусыня. Подожди, а я ее реально с собой возьму? Далее, когда заселишься и пройдешь анбординг, тебе нужно удостовериться, что ты соблюдаешь все правила организации и не совершаешь никаких нарушений. Ты хорошо меня понял? Конечно, я понял, Лай. Да, к себе сейчас относятся с поблажками, ложка. Но мне кажется, это только ради того, чтобы расположить тебя к организации. Твоя задача сделать то же самое. Расположить организацию к себе. Обязательно будь вежлив со всем обслуживающим персоналом. Будь то повара, клинеры, механики, неважно. Просто будь вежлив со всеми. Их мало кто обычно замечает. За ними редко пристально следят. А это значит, что знать они могут больше остальных. Так, ладно. А что мне делать, когда я уже освоюсь? Ну, хорошо выполняй свою работу. Ищи единомышленников, только аккуратно. Ты должен сделать так, чтобы у тебя был доступ к руководящему составу. Надо разобраться, сколько их, кто ими... Стоп, погоди. Вы же не знаете, сколько их, правильно? Но никто не знает, сколько директоров в совете директоров, ложка. Во-первых, они вечно сменяются, а во-вторых, их практически никогда не видно. Нет, Луиза не в счет. Луиза, наверное, самая вовлеченная в Синклит и в его работу, но ее методы и решения вопросов очень... Короче, не подходят, ложка. Ладно. Давай так, это не особо важно, ведь самое главное понять, кто Да и... ты
хватит, слушай, я знаю, уже понял. Понять, кто руководит руководящим составом. Я уже много раз говорила. Надо сделать так, чтобы процессы были пересмотрены. О, ребята, Что? ребята! Вальдхар? Какого черта? Ты как здесь оказался, Вальдхар? Да, ребята, это просто пипец. Как же я от него устал-то. О, можно я, пожалуйста, тут у вас посижу, а? Пожалуйста. Я так больше не могу, вообще не. Это... Да вы же, блин, вы не представляете, какой это кошмар. Тихо, Это- тихо, тихо. Он же только-только забрал тебя. Разве нет? Да блин, да не могу я туда вернуться, ну, ложка, ну ты-то хотя бы пойми. Чё хотите делайте, я туда вообще не ногой. Это, блин, все, нафиг это все. Так, нет. Почему он снова здесь? Черт. Нельзя ему здесь быть, нельзя. А ведь, кстати, да, нельзя. Сейчас, на всякий случай, давай вот здесь посмотрим, что у нас поменялось. План, рисунок. О, мистер Флафферти, Вальдхар и Тадмавриэль. Ну, похоже немножко. Так. Опа. Дневник прочитать. 9 км, 15 километр в организации. О, здесь все совсем по-другому. На самом деле я уже мало что помню из прошлой жизни до процедуры, только какие-то странные фрагменты воспоминаний. Но точно помню и знаю, что здесь все не так, как было в том месте. В месте, где я жила раньше. Голова все еще продолжает болеть. Мне вкололи еще немного. Стало чуть легче. Весь последний километр чуть-чуть подташнивает. Но обещали, что пройдет. Форма красивая. Мне нравится. Обращаться с оружием будут обучать с нуля. Меч забрали. Также у меня забрали тиару. Сказали, что вернут, но не возвращают. Слышала, что происхождение здесь не имеет значения. Наверное, забрали именно поэтому. Статусность подчеркивается рангом и званием. Ну, это как я поняла. Ладно, будем работать. На благо всего сущего, как меня и учили. Тиара, если что, кстати, это головной убор. Типа, знаете, вот там какая-нибудь корона. Получается, она была кем-то важным в своем мире, правильно? Прочитать еще раз? Нет. Забрать я, кстати, не могу. Ладненько. Здесь, хорошо, пойдем туда. Лая, Вальдхар, вы где? Погоди, ну уйти они не могли? Вы здесь? Тихо, куда ты пьешь-то столько? Ты здесь в опасности, Вальдхар, в опасности! Да пофиг мне. Тут никого кроме вас нет, ты не заметила? Ну это же пока что, Вальдхар. Пока что. Ребят, поговорим? Ложка, ну пожалуйста, сделай ты с ним что-то. Не-не-не, это вот надо с ней что-то сделать, Ло. Я просто хочу немного спокойствия и тишины. Ты что, уже устал от физической работы? Серьезно? Да не, Лая, вы не понимаете. Ладно, прислушивать-то, но он заставлял меня слушать его бесконечный трёп. Знаешь, как будто бы это не самое страшное. Нет, да ты не понимаешь, правда. Сейчас расскажу. Его вообще не заткнуть. Он рассказывал мне про то, какие у него были планы на Архе еще тогда при Завесе. Рассказывал, как он хотел подчинить себе другие миры, даровать свое благо всем существам, как он строил свою церковь, какие надежды у него были на Лукия, на Играсу, какие планы он строил по тому, чтобы снять печать, как он боролся с архейцами после того, как печать упала. Его было не заткнуть, Ложка. Ну реально, ну просто не заткнуть. Каждый раз, когда я пытался его перебить, он заставлял молчать меня. Вот просто брал и говорил молчи. Я не мог говорить ничего. Он принуждал меня постоянно слушать. В мельчайших подробностях. О, я так устал от всего этого. Но, Вальд, прошла же буквально одна ночь. Не, Ло. Это была не ночь. Это была целая вечность. Да ну нафиг. Вот сейчас я, кажется, понял, что ощущают эти ваши отвязанные. Время длится бесконечно долго. Это работает совершенно не так, не неси чепухи. Короче, Ло, будь другом, принеси еще бутылочку, а лучше несколько. Давайте просто выпьем, я прошу вас. Я хочу забыть Тадмавриэля и его глупые сказки. Стой, а ты можешь сказать, что-нибудь ценное Тадмавриэль рассказывал? Что-то, что могло бы заинтересовать нас? Ну, он рассказал, как убьет нас всех, если мы сдадим его организации. А вот повторять я этого не хочу. Я хочу просто напиться до беспамятства. О, еще этого нам не хватало.
Да чё тебе там не хватало, принцесса, ты не понимаешь? Ты бы того же просила, проведя с этим ублюдком столько времени! Эй, успокойся, не кричи на меня. Ло, вообще-то за тобой должок, ты помнишь? О, черт, Вальдхар, от тебя уже пахнет алкоголем. Ну нет, я все еще стою на ногах, а значит надо еще! Ну давай же, блин! Как старые добрые, а? Как старые добрые. Блин, согласиться и дать Вальдхару побыть в бункере еще немного, отказаться и отправить Вальдхара к Тадмавриэлю, заставить Лаю принимать решение. Ну еще немного побудь, ладно. Ты так отчаянно еще не просил. Реально. Тадмавриэль невыносим, я понимаю твое желание отвлечься. Хоть и не поддерживаю такой способ, окей? Ложка! Ты хочешь дать ему напиться у себя в бункере? Я правильно сейчас поняла? Да чё, да ладно тебе, принцесса. Это будут культурные посиделки. Давай, присоединяйся к нам, а? Уверен, тебе тоже надо отвлечься немного. Не трогай меня. Делайте, что хотите. Ну чё, с тебя бутылки получается. Вечеринка на троих обновлено. А, все-таки на троих, да? Ой, что? Отдать О'Флафферти? А! Да, тихо, не кусайся! Сейчас я покормлю тебя, погоди! Пожалуйста, не трогай меня, тупая ты гусыня! Ну что ж ты постоянно так не вовремя просишь покушать? Томаты, да, кушай. Гусыня считает, что вы хороший мальчик, спасибо. Прежде чем отдам Мишку, давай сразу, наверное, вечеринка на троих. Найти пару бутылок вина, отдать вино Вальдхару. Обалдеть. Вальдхару настолько невыносимый жить с Тадмавриэлем, что он заявился ко мне в бункер, чтобы напиться до беспамятства. Вопрос его алкоголизма поднимем как-нибудь потом. А пока надо бы принести ему немного вина, как он и просил. Найти пару бутылок. Сейчас, погоди, давай вот отдать. О, спасибо. Привет, с тобой бы я эти муки точно смог вынести. Вы немножко провалились, мистер. Вот, я вам помогу. Восстанавливайтесь. Каким образом мы достанем эти бутылки, думаю, и так понятно. Знаем мы одно местечко. Выходим. Какая погода? Хорошая погода, везет. Люблю, когда и солнечно, ничего не печет. Кстати, заводим машинку. И нам нужно куда-то... По-моему, вот сюда. Я точно не помню, но бар Силан Хварилион находится слева. Вот в эту сторону. Эгегей, ребята, я принес вам это самое, боже мой. Это самое принес вам, держи. Мистер Флафферти? Давай. О, наконец-то! Что, наконец-то? Ты пробовала когда-нибудь? Что? Ло у нас, если что, захмелеет от одного глоточка. Ему пока не предлагаем. А давай-ка. Чего? Интересно попробовать, что это такое. Ну, честное слово, не ожидал. На вкус это просто отврат. Даже не знаю, зачем попробовал. Ты всегда так говоришь. Кстати, Вальдхар, а как вы с Ло познакомились? О-хо-хо! Принцесса, это было очень давно. Кстати, да, Лая. Так давно, что ты даже себе представить не можешь, моя хорошая. Ой. Что-то... Ну, давай, рассказывай. Нас Играса познакомил. Который сын Тадмавриэля, да? Да, Лая, это он. Он самый, принцесса. Я Играсу помню столько же, сколько себя помню. Мы с ним всегда были друзьями. Сейчас даже тяжело вспомнить, когда именно мы с Играсой начали дружить. В те времена такая дружба между человеком и эльфом была чем-то не совсем обычным, знаешь, Илая. Эльфы с людьми хоть и сотрудничали и даже уживались, но не так тесно, как после того, как изобретения Играсы увидели свет. Но мы все равно как-то вот сблизились. У нас, можно сказать, были похожие ситуации в семьях, и нашли утешение друг в друге. А наш Ло, он чё? Ну, он учился вместе с Играсой, насколько я помню. А вот я, кстати, не помню этого. Я на тот момент учиться с эльфами вообще не мог, точно не мое. Но это никогда не мешало мне интересоваться тем, чё вообще там Играса-то изучал. Он мне вечно что-то рассказывал, чем-то делился, а я слушал и запоминал. Человеческие училища все-таки таких знаний не давали, а Играса, он ценил мой интерес.
ценил энтузиазм. И интеллект, кстати, тоже, да, интеллект. Я вам все-таки не дурак какой-нибудь, Лая. И Лолошка, если ты забыл. Поверить, честно говоря, сложно. Да, ну ладно, вообще Играс так же говорил. Мы, знаешь, с ним бывало на одну тему могли по несколько часов спорить. Спорим и спорим, спорим и спорим. Ну, короче, вообще Играсель был реально отличный парень. Вот прям как есть говорю. О, а вот уже и все первые. Он со всеми мог найти контакт. И с птицами, и с дворфами, и даже с гнолами. У него отсутствовало это, знаешь, высокомерие неприятное, типа... Вот такое высокомерие обычно присуще эльфам. Он как-то очень легко находил хороших и верных друзей. И, в общем, друзья Играсы постепенно становились и нашими сло-друзьями. А дальше все. Я не буду тебе рассказывать, Лая. В смысле, а мне? Ну хотя бы мне расскажи, черт возьми. О, боже мой. Ложка. Черт, Ло! Ты красный такой, будто снова выпил ту самодельную настойку Нардуша. А, ты все-таки расскажешь еще что-то? Давай, давай, мне очень интересно. Нардуш это вот этот вот, получается, орк. А, помню как сейчас. Вот это было пойло, конечно. Ложка, ты же не... А вина-то какие были у нас? О, вина прям закачаешься. Не то, что эти ваши вина современные. Фу, блин. Даже называется отвратительно. Обалдеть. Знаешь, я вообще ничего из этого не помню. Но почему-то все равно очень переживаю за всех наших друзей. Да, о, я тебя понимаю, я тоже. Я просто хочу думать, что с ними все нормально. А если нормально, то что, ну спасем их, блин. Ай. Их не постигнет та же участь, что постигла меня. Там, в Аддаке. Откуда я пришел, короче. Аддаки. Так назывался мир, в котором ты все время жил, да? Ну, типа того, ага. Ну да ладно, короче, проехали. Держи. Почему проехали, Вальд? Расскажи, как там было? Интересно же послушать. Ну, блин. А знаешь, что мне было бы интересно послушать? Мне было бы интересно послушать про тебя, принцесса. Понимаешь? О, кстати, Лая. Мы реально уж про тебя вообще не знаем практически ничего, блин. Я не знаю даже, что такого вам рассказать, если честно. Пожалуй, пас. Давай лучше ты, Вальд. Не, ты чё, так неинтересно? Давай, Ло, переубеждай ее. Вальдхар, оставь Лаю в покое, лучше расскажи про свою Аддаку. Эй, Лая, да давай, я уверен, тебе есть чем с нами поделиться. Либо первое, либо второе. Я, знаете, что, наверное, сделаю? Вот этот вариант с Лаей я нажму сейчас, а первый вариант я тоже сниму и выложу отдельно на Бусти. Таким образом, мы узнаем и про нее, и про него. А почему бы и да, как говорится, и никто мне не запретит. За что деньги уплочены, как говорится, да, Лолошка? Короче, Лая, давай, я уверен, тебе есть чем с нами поделиться. Ой, ладно. Раз уж тебе так хочется. Но я, если что, правда мало что помню. Это последствия отвязки. О, она реально расскажет. Где, что ты? О, фига. Могу сказать, что ты, Вальдхар, был прав в какой-то мере. Я действительно была принцессой. Чё, в какой-то мере? Я бы сказала, в полной мере. Чё? Да, я была дочерью правительницы одного королевства. У нас это называлось немного иначе, королев и королей не было, но суть примерно та же. Я была единственной дочерью, поэтому меня готовили перенять власть после моего совершеннолетия. В целом, это все. Я жила, училась политическим искусствам, иногда баловалась. Это была тихая, размеренная жизнь, не считая периодических нападок варваров. О, а что потом? А потом, Лолошка, жители моего королевства начали медленно исчезать или умирать. Моим родителям было настолько плохо, что я убила их сама, чтобы не мучились. И тогда-то я технически стала правительницей. Правителям нельзя было бросать свой народ, поэтому свою собственную жизнь я не стала забирать. А потом меня нашли люди из организации и забрали с собой. Лая. Да, это вообще ужас. Самый настоящий ужас. С тебя точно хватит алкоголя. Да, больше не хочется. Да, еще раз, Лая,
Ты убила своих родителей? Угу. Пришлось. Да. Да, с нас и правда хватит. Вальдхар, ты подняться сможешь? Вау. Ой, блин. Блин, это как трупак какой-то, что? Это писец. А, мы, кстати, можем поговорить, да? Да. Помоги встать. Протянуть руку. О, А? Что такое? Ах, ты ж пьяный болван! Ну иди сюда! Стоило мне ненадолго задремать, как ты тут же исчез с бутылкой моего лучшего вина! Это что? Ваша вечеринка окончена. Ай, даже поверить не могу, что ты опустился до кражи. Воровать вина низко даже для такого, как ты! это самое. Заткнись! Договоренности нужно соблюдать! Ты за это еще ответишь! Что касается тебя, ты тоже ответишь! За мной! О, какая драма. Слушай, как думаешь, Тадмавриэль прикончит его? Нет, я думаю, что не станет. Он же сам сказал, что нужно соблюдать договоренности и все такое. Ну да. На всякий случай, Ло. Больше в бункере ничего не обсуждаем. А, кстати, да, ты права. У меня после этого вина голова так кружится. Ты же тоже пила. Ты как себя чувствуешь, кстати? Нормально, я же не пьянею. В смысле? Потому что ты отвязанная, да? Чего? Нет, конечно. Ты что, еще не знаешь, сколько в Синклите пьянчук? Я просто никогда не пьянею. Особенность организма такая. Ты информацию как? Воспринимать еще можешь? Ну, да, наверное. По глазам вижу, что не очень. Ладно, я просто хотела продолжить наше обсуждение. Но ты явно не способен. Ай. До сих пор плохо осознаю, что мы обсуждаем вероятность твоей отвязки. Отвязки, ложка, еще раз, отвязки! Ой. Я в такой растерянности. С одной стороны, хочется тебя отговорить, а с другой... Ничего другого я даже придумать не могу. Знаешь, сейчас в нашей команде не хватает какого-то Малецки, например. Он всегда был спокоен в подобных ситуациях и всегда знал правильный ответ. Ну, нет, в этой ситуации у него будет только один ответ, Лая. Да, я знаю. Напиши-ка, кстати, ему. Спроси, как дела, например. Скажи, что рассматриваешь такой вариант. Я думаю, он поделится чем-то полезным, даже если будет убеждать тебя отвязаться. А ты думаешь, он уже знает, какое в итоге будет мое решение? Я думаю, он предпочитает об этом не задумываться. Ему же нельзя. Или он что-то подобное тебе уже говорил? Не, я просто... Слушай, а ты-то случаем не знаешь, отвяжусь я в итоге или нет? Что? В плане? Ну, я задумался, потому что наше с тобой взаимодействие, оно же тоже достаточно линейное. Ты говорила, что Малецкий приходит ко мне в нужном хронологическом порядке. И не говорит мне того, что я еще знать не должен. Ты же, получается, делаешь то же самое, Лая. А, ты об этом. Не совсем. То есть ты можешь переместиться в любой временной отрезок, правильно? Давай так, Лолошка, я не знаю, как тебе это объяснить, пока ты привязан. Нет, мне не это надо, просто скажи. Ты знаешь в итоге, что произойдет? Ты видела это? Ты была там? Эй, куда, подожди. Слишком много вопросов, слишком быстро. Я просто всегда перемещаюсь вперед. Сейчас это выходит уже как-то интуитивно. И иногда не попадаю. Возможно, ты заметил в нужный мне временной отрезок. Чуть-чуть перескакиваю или наоборот. Но никогда не возвращаюсь назад. Сейчас уже перестало практически. Но так далеко я посмотреть все равно не смогу, Лолошка. А вот почему? Почему не можешь? Потому что я не хочу все уничтожить каким-нибудь парадоксом. Ладно, все, я пошла. Мне и так не понравилось вспоминать эту прошлую жизнь. Это почти физически неприятно. А тут еще и эти вопросы твои. Лучше напиши пока Малецкий. Давай. Пронус. Хорошо. Пока. Да. Ладно, планшет. Чтобы у него спросить? Просто поинтересоваться о последствиях или сказать, что я начал рассматривать отвязку? Я думаю, надо... Начал задумываться об отвязке. Так.
Все. Блин, я реально все чаще об этом думаю. Ну, типа, для меня это уже реально как норма, думать об отвязке каждую секунду. Я уже в какой-то степени хочу этого. Меня уже вообще не пугают никакие минусы этой отвязки. Ну-ка, на-ка, что мы там написали? Сообщение от Лолошка, кому Кацпар Малецкий. Отвязка. Эй, привет, как дела? Слушай, с Тадмавриэлем ситуация почти не продвигается. Наверное, ты прав. После отвязки разобраться с этим заданием действительно будет проще. Я начал задумываться о том, чтобы отвязаться скорее, потому что другого выхода уже просто не вижу. Расскажи, к чему мне готовиться? Я смогу подготовиться самостоятельно. Буду благодарен за любые советы. Да, вот прям настолько. Ну... А, что? Сразу уведомление? Отказ про Малецкий, тема отвязка. О, да ну неужели это наконец-то свершилось? Да ты, блин, представить не можешь, как я рад. Вообще, знаешь, это больше личный разговор. Я бы пришел к тебе, если бы не эта дурацкая тупая поломка. Ну да ладно, конечно, давай расскажу основные вещи. Короче, процесс отвязки почти сугубо такой медицинский. Процедуру проводят сразу несколько существ, так что не парься, все будет под контролем, Это относительно болезненно. Зависит от твоей выносливости. Но ты эту боль даже и не запомнишь, не парься. Да, это ощущается так, будто тебя физически отклеивают от предначертанной временной линии твоей жизни. Извини за такие выражения, но это правда что-то вот такое похожее. Отклеивают медленно. Это все очень неприятно на базовом физическом уровне, но твой мозг поможет тебе справиться, да. Будет выброс гормонов всяких. Твой организм попытается тебя даже защитить. Вот слушай, фиг знает, может тебе даже понравится. Некоторым моим коллегам казалось в процессе, что они всю суть мироздания поняли. Но это пройдет буквально через пару километров, так что не волнуйся. Кстати, ты же понимаешь, что ты потеряешь доступ к пустоши, да? Надеюсь, это не заставит тебя передумать. Блин, Поверь, тебе если что не нужна будет эта пустошь, не? Если ты и так будешь отвязан, не понадобится. Если есть какие-то вопросы, ты пиши обязательно. И расскажи мне, как твои дела. Может быть, скучаешь там без меня, не? Кстати, а ты чё, пьешь на рабочем месте, что ли? Что за сердечки в конце письма? Подожди, правда? А, реально. Блин, мне так нравится эта серия. Но, кстати, если так задуматься, ты же понимаешь, что ты потеряешь доступ к пустоши. Блин, потеряю доступ к пустоши. Черт. Я же потеряю контакт со смотрящим. О, нет, все-таки стрёмная эта затея. Надо думать еще. Вдруг, не знаю, действительно есть какой-то другой вариант. Вариант, который мы еще не рассмотрели. И вот тут не хватает, знаете, момента, чтобы смотрящий появился. Или ты не появляешься, потому что уже все знаешь. Я вот что понял. Я только что прям сейчас задумался. Смотрящий не появляется после 60-й серии. Помните, в моменте, когда мы подрались с Вальдхаром, у меня произошел вот этот вот эффект. С тех пор смотрящий вообще ни разу не появлялся. Повторюсь во второй раз. Мне безумно нравится эта серия. Я наконец-то, вы знаете, как зритель, наконец-то, блин, получил ответы на те простецкие вопросы, которые, ну, давным-давно, на самом деле, надо было бы уже показать, рассказать и так далее. Но то, как это было подано, ну, блин, ну так душевно, ну согласитесь. Для меня Лая, Вальдхар и даже вот эта вся история, которая по кусочкам все еще складывается про Играселя, она прям раскрылась. Все они раскрылись. Не знаю, как вам, пишите обязательно в комментариях, потому что весь ваш фидбэк — это как-никак лучший фидбэк. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки, не забывайте про подписку. Я очень надеюсь, что вы поддержите меня, команду и всех, кто причастен к созданию, а также надеюсь, что вы не пропустите это мимо ушей. Да, я знаю, как эта фраза бесит, но я прям, ну, уже вот на коленях стою, пожалуйста. Еще раз спасибо, а если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и история каждого, история почти всего, чего мне было интересно, но можно было бы и побольше. Всем удачи, всем пока, пока. Я вообще не понимаю, как это возможно. Нам всегда говорили, что количество веток постоянно и неизменно. Происходит что-то очень странное. Опять никаких подтверждений там... Ой, обалдеть. Лая, которая когда-то неиронично принцесса, сбежавший лысый от Тадмавриэля, предыстория дружбы Вальдхара, Играселя и Лолошки, а самое главное, первое, что тебя ждет после отвязки, перевод в общежитие штурмотряда. Чего, блин? Выторгуй местечко где-то подальше от дверей, чтобы когда проходила проверка, ты мог спрятать все, что надо спрятать. Чё это за тактики? Я еще даже не дал стопроцентное согласие. Но, все-таки напомню, мы написали Малецкий, что готовы рассмотреть вариант отвязки. В
ответ он выкатил целую тираду о том, как рад, и зачем-то упомянул, что я потеряю доступ к пустоши. Ты чё, меня обратно переубеждаешь, что ли? Короче, смотрим дальше. Всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата, сезон, в котором мы немножко расслабились. Да, я могу точно и стопроцентно заявить, что предыдущая серия — это первая серия за весь сезон, когда лично я, как зритель, не ощутил ни капли давящей атмосферы. Истории, предыстории, информация о том, что делать при отвязке, Тадмавриэль, замучивший Вальдхара своей болтовней, и самое важное, все более четкое понимание, что без отвязки мы находимся в точке, откуда бежать буквально некуда. Не знаю, заметили вы или нет, но не только я пытался уйти отсюда, но и Тадмавриэль. У него было сильно больше времени. Он куда более подкован в выживании. Но нет, даже он просто вечный, одинокий беглец. Короче, ближе к делу. Могу ли я прямо сейчас найти кого-то? Лая, Вальдхар, Ох, блин. Не уверен, что мне когда-либо приходилось принимать настолько же серьезное решение, как решение об отвязке от времени. Ой, кстати, я также не думаю, что высшее руководство хотело, чтобы я знал, что после отвязки я потеряю доступ к пустоши. Неужели Малецкий проговорился? Но откуда у него тогда вообще такая информация? Он же просто штурмовик, хоть и начальник. А может ли быть, что все-таки эта информация должна была до меня дойти? Черт. Не хочу даже думать, что Малецкий сознательно участвует в манипуляциях совета директоров и... Стоп. А может быть, это они им манипулируют? Точно! Конечно, это же очевидно! Как же я раньше до этого не догадался! К тому же Малецкий не выглядит как человек, которым сложно манипулировать. Прости, Кацпер, у тебя много других достоинств, но правда, проницательности среди них точно нет. А что же касается пустоши? Ну, с практической точки зрения после отвязки действительно мало что поменяется. Я смогу даже более свободно перемещаться между мирами, ветками, временными точками, и при этом не буду каждый раз страдать от этого. Но вот потеря контакта со смотрящим... Черт. Смотрящий, твою ж... Слушай, дружище, я не очень понимаю, чего именно ты от меня хочешь. Я догадываюсь, я правда догадываюсь, что тебе что-то от меня очень нужно. Ты ведь не оставляешь меня в покое, но если ты и дальше будешь так внезапно появляться, у меня инфаркт случится. И помочь я тебе не смогу. А если, кстати, я еще и отвяжусь, то ты не сможешь помочь мне. Да, не то чтобы от тебя много помощи, но все-таки мысль о том, что у меня есть с тобой контакт, как-то успокаивает, знаешь. Скажи, смотрящий, мне стоит отвязаться? Это ведь позволит нам с Лаей и Вальдхаром сильно приблизиться к цели. Или это будет полная катастрофа? Скажи. Ледяной взгляд смотрящего ничего не выражает. Ну, естественно, блин. С чего я взял, что ты захочешь как-то помогать мне? Да уж. Какая содержательная беседа. В очередной раз. И тем не менее... Возможно, все-таки в критический момент я мог бы рассчитывать на его помощь. Ну мог же, да? Ведь не просто же так он появляется. Дело явно очень серьезное. И смотрящий хочет, чтобы я что-то с этим сделал. Наверное. Неужели он не направит меня? Или неужели он позволит принять неверное решение? Я так устал от этого. Да уж. Смотрящий все-таки появляется. Что я могу сказать? Опять никаких подтверждений там... Я прошу прощения. Тут, О, ты! Ты агент Ложка, да? Ну да, допустим, это я. А ты кто? Отлично. Приятно познакомиться, Ложка. Я Стелла. Стелл? В смысле, окей, привет, Стелла. Так... Ну, ты из организации, правильно? Угу, верно, да. Ну, так и что ты здесь делаешь? Покажи мне свой бункер. Что?
С какой стати я должен показывать свой бункер? Чего? Это какая-то что, проверка официальная, да? Тогда покажи официальный документ, подтверждающий это, и Ой, может... Ну это, конечно, капец. Нет, это никакая не проверка. Что за чушь ты несешь? И, кстати, тут есть жучки или уже сняли? Малецкий сказал, что всю прослушку убрали. Ну, прекрасно. Мы одни? Да, в бункере больше никого нет, кроме моей гусыни. Кого? Это птица такая. Она не умеет разговаривать, поэтому... Понятно, понятно. Вообще, если что, я знаю, что ты общаешься с Лаей. Кого? Я не... Ой, не надо, брось, не прикидывайся, ага. В Синклите это уже 1000 километров, как старая сплетня. Об этом даже научный отдел уже знает. Хотя там одни ботаны работают, с которыми никто не общается. Так вот, я знаю, что Лае не нравится организация, и поэтому она свалила. Ах. Мне тоже не нравится в организации. Меня там все ненавидят. И я не понимаю, почему. Совершенно ни за что, просто ненавидят и все. Нашли себе, значит, козу отпущения, да? Ага. То есть ты про коз, значит, наслышана. Чего? Причем тут козы вообще? Мы о серьезных вещах говорим. Приведи сюда Лаю. Мне нужно поговорить с ней. Я хочу помогать ей в ее деятельности против организации. Я хочу отомстить. Я понял. Так вот она ты, та самая Стелла. Это же, блин, про нее писали, да? Погоди, сообщение. Вот самое-самое первое сообщение. Стелла, в очередной раз напоминаем, энергетический вампиризм не является формой питания для поддержания нормального функционирования. Мы аннулировали твой доступ в административный вагон. О, кстати, это важно. Ты всех достала, Стелла. Я просто сейчас в шоке. Ну, что? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Мы не занимаемся никакой деятельностью против организации. Да, конечно, Стелла, я немедленно приведу Лаю, и мы примем тебя в команду. Подожди здесь, я сейчас вернусь. Стоп, погоди. То есть, получается, по организации ходит слух, причем среди всех, что мы подрываем деятельность организации? Бляха-муха, все наши действия, получается, полный отстой. Даже не столько отстой, сколько сюр полнейший. Ладно, подожди здесь, я сейчас вернусь. Хорошо. Только прошу тебя, Стелла, стой на месте, пожалуйста. Не двигайся. Чего? Это еще почему? Мне вообще-то скучно, я хочу твой бункер посмотреть. Да просто у меня защитный протокол активирован. Если кто-то посторонний попытается выйти из этого модуля и попасть в другие, его током бьет. Да, сильно бьет. Ясно. Вот, значит, какое у тебя отношение к гостям, да? Ну, это, конечно, капец, блин, да. Ладно, жду тебя здесь. Давай, побыстрее, ага. Я в шоке. Ладно, я не знаю, как это комментировать. Ты такая большая, блин. Ты реально выше, чем этот проход. О, знак отвязки, вот эта серая прядь. Или что это? Это прядь вообще? Это волос? Какая же, блин, дичь реально. Ты только гусыню мою не съешь, хорошо? Сейчас все, одеваемся. Где-то вдалеке прописываем пронус. И Лая. О, заметила. Опять что-то в дневник пишет, да? Привет, Лолошка. Да, привет, Лая. Слушай, мне твоя помощь нужна. У меня в бункере творится какая-то дичь. Да, заявилась ко мне некая Стелла и требует, чтобы я позвал тебя. Стелла? Ага. Говорит, ее в Синклите все ненавидят, и она хочет отомстить, помогая нам. Это что, попытка организации выйти на тебя, да? Как-то, знаешь, слишком топорно. Они реально думают, что мы на такое купимся Так, и... стоп, Лолошка. Я думаю, ты сейчас просто не совсем понимаешь, о ком идет речь. Это же Стелла. Так, Стелла и что? Ты что, о Стелле не слышал? Ну как, да, ее имя вроде знакомо, но я толком ничего не знаю о ней. Ну понятно. Короче, рассказываю. Стелла — это самый ненавистный сотрудник в Синклите. Буквально во всем Синклите. Для каждого из сотрудников. Ее ненавидят даже больше, чем Асу, ты понимаешь? Чем Асу, Лолошка. Ты спросишь, что же такого сделала Стелла, что ее так ненавидят? Не может же живое существо быть настолько невыносимым. Поверь мне, Лолошка, может. Да, хорошо, окей. Вообще, знаешь, если честно, она действительно показалась мне немного, ну так, занудной. Это слабо сказано. Но, Лая, погоди, это все, конечно, прекрасно. Но что она у меня в бункере-то делает? О, а вот это, кстати, хороший вопрос. Что дословно она сказала тебе? Так, кажется, что она хочет помогать нам в нашей деятельности против организации.
потому что отомстить хочет. Попросила вот тебя привести. Ну тогда пойдем, чувак. Стой! Стой, Лая, подожди, какой, блин, пойдем! Тебе не кажется, что все это очень подозрительно? А ты и правда совсем не знаешь Стеллу. Ложка, поверь, ее совершенно точно не стали бы использовать как подставное лицо. Никому бы такая идея в голову даже не пришла. Ну так вот, может быть они блефуют и специально выбрали сотрудницу, на которую бы никто не подумал. О, нет, ты не понимаешь. Любое существо будет избегать малейшего контакта со Стеллой, если это возможно. Да и к тому же она такая непроходимая тупица, что агент под прикрытием из нее совершенно никудышный. Ложка, еще раз. Я никогда в жизни ни в чем не была так уверена. Стелла совершенно точно пришла сама. И поскольку она работает в отделе учета, мы могли бы получить от нее кучу полезной информации. Это означает, что мне придется с ней разговаривать. За что? Ты видишь, Ложка, на что я готова пойти ради нашей цели? Если я не доживу до дня нашей победы над организацией, расскажи другим о моем подвиге. Малус. Писец. Я что-то понять не могу, она прикалывается или серьезно? Все это звучит как одна большая шутка. Но ладно, впечатление такое, что Лая совсем не шутила. Посмотрим, что из этого выйдет. Малус. О, Лая! Ты... Лая? Вот ты где. Пойдем. А, ты меня искала. Да-да-да, я здесь. Так, блин, ребята, это первый раз, когда Лая сейчас будет с кем-то разговаривать из сотрудников организации. Я, может быть, путаю что-то, но, по-моему, реально первый раз за весь сезон. Мне даже интересно, что скажет Стелла. Типа, ну чё, куда ты пропадала? Чё, когда вернешься? Бла-бла-бла. Все еще стоит реально. Боится тока. О, Лая! Привет, подруга! Да, здравствуй, Стелла. Ложка сказал мне, что ты хочешь помочь. Совершенно верно, Лая. Садись 5. Ой, слушай, меня в Синклите окончательно все задолбали, поэтому не хочу больше там находиться. Стелла, отстань, Стелла, ты токсичная, Стелла, хватит хамить. А сами-то на себя бы посмотрели, тогда, может быть, поняли бы, что я всего лишь реагирую на их агрессию. Это, конечно, капец. Короче, я хочу отомстить за всю ненависть, которую на меня ежедневно вываливают сотрудники Синклита, Лая. Так что я готова, да, я готова поучаствовать в любой деятельности против организации, которую вы мне предложите. Это равноценный обмен, не? Я просто... Вы предоставляете мне жилье, питание, а я помогаю вам. Заодно у вас тут повеселее станет, а то кисло пока как-то. Да. Слушай, Стелла, мы очень рады получить твое предложение. Ложка, ты вот что думаешь? Мы же готовы принять Стеллу в нашу команду. Согласиться и предложить Стелле жить в бункере? Согласиться и предложить Стелле жить в карманном измерении? Да! Точно не в бункере. Отказаться и послать Стеллу обратно в Синклит. Интересно, что на это Лая скажет, когда я скажу про карманное измерение? Да, мы согласны. И я думаю, мы можем поселить ее в моем карманном измерении. Что? В смысле у тебя в карманном, Ложка? Ну так а где же Лая? Не в бункере же, где ее легко может найти организация, правильно? И тем более не сама знаешь где. Ладно. Ой, ну замечательно. Знаете, если честно, я бы вот прямо сейчас заехала. Просто тут дело такое. В силу особенностей моей анатомии мне нужно покормить дополнительные рты. А находятся они у меня в таком месте, что, ну, на публике я не могу этого сделать, да? Так что сопроводите меня, пожалуйста, прямо сейчас в мою комнату. Да, конечно, Стелла. Я думаю, долго находиться в бункере нам не стоит. Повторяй за мной. Пронус. Ладно. Сюда. Пронус. Пронус. Погоди, стоп! А у меня теперь вопрос, а чё, вагон-телепортер починили? Я не понял, а как она телепортировалась? Нам ничего об этом не расскажут? Если она смогла телепортироваться, а другие? Лая. А, мне, наверное, нужно к ней, точно. Тогда мы быстренько одеваем.
Ты серьезно? Ну да блин, ну ты серьезно? Ну какое задание? Так, погоди, сейчас быстро. Открыть все клапаны. Необходимо срочно сбросить воду, иначе система замкнет. А ну-ка, что скажешь? Внимание, внимание, критический уровень воды. Требуется ручной сброс. Для того, чтобы осуществить сброс воды вручную, необходимо открыть запорные клапаны в нижней части водяного резервуара. Эту операцию необходимо произвести как можно быстрее во избежание короткого замыкания центральной системы. Ага, ладно, я понял. В целом я и так примерно понимал, как это работает. Скафандр надеваем. Хотя какой надеваем? Зачем? Просто прыгаем сюда. Теперь давай, проверять. Сейчас будем проверять. Где? Вот эта вода? Или какая-то труба, может быть? Во, открыть вентиль. Сейчас, погоди тогда. Вот это снова нажимаем. Вентиль, потом вентиль, 4-й, 5-й. Задание экстренный сброс воды выполнено. Фух, ну, вроде бы мы красавчики. И на том спасибо. Теперь возвращаемся. Лолошка, у тебя есть какая-нибудь склизкая желейная еда? Стелла попросила. Для себя и для своего второго рта. Ну, да, у меня есть желе. О, отлично. Неси сюда скорее, а то пока что она питается моими мозгами. Тебе не по себе, да? Ой, кстати, а я знаю, где у меня желе есть. Сейчас, погоди-ка. Опа-на! А у меня, оказывается, слаймы погибли. Да, и яйцо слайма обратно преобразовалось. Ну, ё-моё, сейчас тогда сюда поместим. Далее, желешки забираем. Неужели хоть кому-то это понадобится? Это, кстати, мы закроем. Ну, нафиг. И... вот, держи. Ну-ка. Пронос. Всегда, пожалуйста. Эй, стоп, минуточку. А как Стелла здесь оказалась? Она явно из сиделок, а значит вряд ли может обойти систему как Пит. Вот что имела в виду Лая, когда сказала, что им не стоит долго находиться в бункере. Новое уведомление. Да ладно. Административная дирекция. Восстановление всех внешних процессов. Вниманию всех сотрудников Синклита. Сообщаем вам о том, что поломка в распределительно-телепортационном вагоне отдела исполнения решений была устранена. О, значит, ко мне скоро Малецкий придет, да? Распределительно-телепортационные вагоны всех отделов были снова активированы и работают в штатном режиме. Полевые департаменты должны приступить к осуществлению рабочей деятельности. В связи с вынужденными задержками в сроках выполнения полевых задач, просьба остальным департаментам оперативно реагировать на все запросы из полевых департаментов, помечая их как приоритетные. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства. Внутрикорпоративное расследование завершено. Причины установлены. Виновные будут наказаны. Пит. Блин. Что-то мне как-то даже не по себе стало. Если приостановка процессов из-за поломки как-либо повлияла на ваши рабочие задачи, просьба немедленно сообщить об этом вашему непосредственному супервайзеру, во избежание еще больших задержек в рабочих процессах. Окей, ладно. О, черт. Что-то мне не нравится эта часть про внутрикорпоративное расследование. Очень надеюсь, что про виновных они только для устрашения написали. Пит, пожалуйста, пусть с тобой все будет в порядке. Все же ты профессионал и смог замести следы, правда? Они ведь тебя не поймали. Ох, черт. Неужели уже? О, как быстро все заработало и как быстро ко мне начали стучаться. Ну, конечно. Сейчас, погоди-ка. Скафандр надеваем. Я ставлю на... либо Малецкий, либо... Олли. Я не знаю, почему Олли, вот эта ящерица. Но, наверное, все-таки в большей степени это Малецкий. Привет. Эй, привет, напарничек. Чё, впустишь? Да, конечно, заходи, Каспер. Рад тебя видеть. Вау, как мы давно не видели Малецкий, обалдеть! Лулошка, я так рад, что наконец-то заработал этот чертов телепорт. Тем более, мне так не терпелось с тобой обсудить сам знаешь что. Ну, когда ты собираешься отвязываться-то, а? Уже готов? Эй, Малецкий, я не могу сказать, что готов, если честно. Но я чувствую, что скоро буду готов, да. Хорошо, ладно. Серьезно? То есть ты не будешь меня зазывать отвязаться прямо сейчас? Не станешь уговаривать и все такое? О, зачем? Я уже расслабился и просто наблюдаю. Жду твоего решения. Я же знаю, что ты его примешь. А еще я больше не хочу так жестоко обманываться, как тогда, с вечеринкой-сюрпризом, помнишь? Это было наивно с моей стороны вообще-то. Теперь я понимаю, что ты отвяжешься только тогда, когда, сам будешь готов. И вечеринку-сюрприз я начну готовить только тогда, когда ты уже на операционном столе лежать будешь. Хорошо. И спасибо, что не давишь на меня. Ой, да ладно. Уже давно мне нужно было понять, что это бесполезно.
Ой, и, кстати, чуть не забыл. Важный вопрос. Как у тебя там с Адмавриэлем-то? О, ну как тебе сказать? Не очень, если честно. Я понял, что смогу его найти только если отвяжусь. Ну да, конечно. Отвязка, знаешь, делает все гораздо проще. А еще, я думаю, могу добиться продления заморозки этой задачи до самой твоей как раз-таки отвязки. Все равно сейчас все очень заняты разгребанием накопившихся задач. У нас уже вон сколько километров работы-то простаивало. Мне, кстати, сообщили, что твое подкрепление задержится. Ага, ну хорошо, без проблем. Ну ладно, я тогда, наверное, пойду, да? Работы действительно очень много. Буду держать тебя в курсе по делу Адмавриэля. Пока, напарничек. До встречи. Пока, Малецкий. Вот мы и наконец-то поболтали. О, блин, хорошо, что в этот момент у меня в бункере никого не было. Как же мне повезло. Впредь нужно быть гораздо осторожнее. Надо сообщить Лае о починке телепорта. Хотя, видимо, она и так уже это поняла. Да, я как раз в скафандре. И сразу же прописываем пронус. Ну вот, короче, как-то так, да. О, наконец-то ты. Лай не особо разговорчивая, если честно. А я, знаешь, чуть со скуки не заснула с ней. Короче, тесновато у вас тут, знаешь. Нет даже отдельного помещения для меня. Ну, хотя бы тихо. А то в Синклите на последних километрах вообще невозможно находиться. Без конца в наш отдел то заходит, то выходит. И так туда-сюда постоянно, понимаешь? Видите ли, чрезвычайная ситуация. Никогда такого не было, даже протокола на этот случай нет, бла-бла-бла. Ой, это, конечно, капец. Как Сильви сломала 4 руки, так, конечно, бедненькая Сильви. Давайте не будем загружать ее работой, давайте поможем бедненькой Сильви. Хотя у нее вообще-то было еще 2 здоровые руки. А когда Стелла хочет свой пасьян спокойно разложить, так всем плевать, да? Давайте будем до нее докапываться со своей чрезвычайной ситуацией. Давайте побольше работы ей навалим. Слушай, Стелла, это все чудесно, да? А что за чрезвычайная ситуация-то? Ну да, точно, ты же штурмовик. Вас же особо в такие вещи-то не посвящают. Ну и правильно вообще. От штурмовиков всегда куча проблем. Но я в Синклите больше не работаю, а значит могу и рассказать. Несколько километров назад обнаружилась новая незарегистрированная ветка. Ах. Что? Незарегистрированная? Это... Незарегистрированная ветка, это плохо? Ой, ну ты серьезно не знаешь, да? Ой, ну это, конечно, капец. Ну как вас таких до работы вообще допускают? Это же база, базированная база. Все ветки были зарегистрированы изначально, с того самого миллиметра, когда была создана организация. Ну не может быть незарегистрированных веток, ну просто не может. А тут на тебе, прикинь, новая ветка. Ты представляешь себе, какая у нас паника поднялась? Протоколов-то на такое нет. Так. Стелла, ты точно уверена, что это новая ветка? О, смотри, проснулась наконец. Соизволила осчастливить нас своим присутствием, да, Лая? Ну я же сказала уже, ветка не зарегистрированная. Что за глупые вопросы? Я же из Синклита специально ушла, чтобы не слушать тупые вопросы постоянно. Нет, подожди, Стелла, мне кажется, ты не поняла мой вопрос. Я поняла, что ветка была не зарегистрированная. А вопрос все-таки, новая эта ветка или нет? Я видела отчеты, отдел контроля уже несколько раз все перепроверил. Если ветка до этого не была зарегистрирована, значит ее до этого не существовало. Иначе бы отдел учета о ней знал. Ты что, сомневаешься в нашей компетентности, Лая? Нет, Стелла, ты что, ни в коем случае. О, и кстати, Лолошка, мы, кажется, про гусыню забыли. В смысле? Ну это, покормить гусыню, иначе она умрет, помнишь? Да, точно. Я не могу это... Да, гусыня, точно. Вот, слушай, Стелла, прости, нам с Лолошкой нужно покормить его птицу. Это дело сложное. Там один человек ну никак не справится. Я скоро вернусь. Угу. Ну, хорошо, ладно. А можно я с вами... Маус. А можно я с... Маус. Господи, как это шедеврально! Все
все ненавидят Ложка, Стеллу. срочно, произошло что-то серьезное. Никогда в истории организации еще не обнаруживали незарегистрированных веток, понимаешь? Тем более, если эта ветка, как говорит Стелла, новая. Я вообще не понимаю, как это возможно. Нам всегда говорили, что количество веток постоянно и неизменно. Единственное, что влияет на их количество, это стирание веток организацией. Происходит что-то очень-очень-очень странное. Да, понятно, что веток бесконечное количество. Можно было бы подумать, ну и что, Лая? Какая разница, это всего одна новая ветка. Но это бесконечное количество, Лолошка, с самого начала было зарегистрировано. Даже одна новая ветка — это что-то совершенно невообразимое. Наверное, все-таки хорошо, что Стелла теперь с нами. Я попробую вытянуть из нее как можно больше информации. Я только одного не понимаю, почему именно Стелла? Почему именно мне приходится ее расспрашивать и жить с ней в одном измерении при этом? Ну за что? Да, Лая, мне очень жаль. Но давай все-таки сосредоточимся на положительных сторонах, да? О, конечно, тебе-то легко говорить. Пронус! Да. Не могло нам просто повезти. Нет, я не верю. За все приходится платить. К нам на голову буквально свалился союзник, о котором мы даже не просили. Но при этом, возможно, он доведет нас всех до самоубийства. Сначала я думал, что Лая излишне драматизирует, но сейчас я понимаю, что и пары часов с ней в одном помещении не выдержал бы. Зато при этом, благодаря Стелле, мы узнали об этой незарегистрированной ветке. Интересно, все ветки существовали изначально, с момента создания организации. И тут вдруг внезапно появляется новая. С чем это может быть связано? Откуда вообще берутся ветки? Эй, кстати, забыла спросить. Ты получил уже сообщение от организации, да? Стелла мне рассказала, что вагоны-телепорты работают. А, блин, да, кстати, получил. Ко мне уже и Малецкий успел зайти. Шустрый, как всегда. Ладно, я пошла из Стеллы информацию вытягивать. Пронус. Охренеть, не встать. Вот это на самом деле очень интересно. Я реально сначала подумал, что вот на этих последних километрах, как говорит Стелла, там все обсуждали либо починку вагона, ну то есть поломку скорее, и меня. Но тут немного другое. Все обсуждают появление новой незарегистрированной ветки. Причем той ветки, о которой не знает организация. Случилось это буквально недавно, да? Сейчас, как сказала Стелла, давай еще раз прочитаем. Все ветки были зарегистрированы изначально, с того самого миллиметра, когда была создана организация. Не может быть незарегистрированных веток. Ну просто не может. А тут на тебе новая ветка. Но теперь надо бы разобраться, а чё это в итоге за ветки такие? Точнее, ветка. Давай-ка сразу пропишем еще раз Прунус. Может быть, они там о чем-то болтают. Так. Привет, ребят. А, ну да, болтают. Но сейчас мы об этом, видимо, не узнаем, да? Ля, как это клево! Мне так нравится, куда сейчас уходит сюжет. Наверное, я не буду вам мешать, ребятки. Сейчас на всякий случай, правда, вот это проверим. Ничего интересного. И... мало. Знаете, какая еще проблема может быть? Приносим свои извинения за предоставленные неудобства. Внутрикорпоративное расследование завершено. Причины установлены, виновные будут наказаны. И об этом даже Лолошка сказал. Очень надеюсь, что про виновных они только для устрашения написали. И тут я, знаете, не столько про Пита думаю, а еще и про то, что если поймают Пита, по сути поймают и меня. Я на миллиарды процентов уверен, что Пит меня сдаст. Вот на миллиарды процентов. Да, он, конечно, может бесконечно говорить, что да не, братан, я не сдам и все такое, но сдаст. Мне почему-то кажется, что если на него надавить, если на него надавят, то жопа. Сейчас, хочу еще раз, на всякий случай, вот здесь прочитать. Аса Браун приемная. Вот, старина Пит, почти пенсионер. Ага, значит, про Пита ничего нового не добавили. Блин, обидно. Также, дамы и господа, не хотелось бы поднимать эту тему, но прямо сейчас 5, 4, 3 и 2. 2 супа у меня остается, и мы с этими супами как-то должны прожить. Да, это моя последняя еда, и... Стой! 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 О, я без скафандра вышел. Как же хорошо, что здесь все хорошо, пока не открыл эту дверь. Все, надеваем. Блин, я сейчас так пересрался. Это писец! Как хорошо, что дверь была закрыта. В общем, идея такая. Я быстро попробую найти консервированный суп. Я много где не был, я много где не лазал, много чего не взламывал. И вот, допустим, здесь. Нет, это не утка. Нет, это не утка. Попробуем найти быстро и чисто. А для этого нам нужна школа.
Эй, привет, школа! Давненько мы тут не были. Скажи, пожалуйста, что я не забрал все консервы. Умоляю тебя. Имба! Да. Вот, я верхние ящики не проверял. Что у нас тут еще есть? Грецкий орех, тоже хпшечка. Точнее, сытость, железо. Все остальное не надо. И если у меня сейчас будет хотя бы 15 консерв, то я буду понимать, да, этого будет хватать на много времени. Ну или хотя бы на несколько серий. О, ну наконец-то. 8 штуковин, итого 18. Но при этом я также понимаю, что в этой школе мне уже нечего ловить. Я там точно ничего не найду, ибо я всю ее перерыл, прям всю. Что ж, значит существует что-то такое, подо что у организации нет протокола. Появление новой незарегистрированной ветки. Но интересно, почему она появилась? Ваши догадки в комментариях. Также не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки, комментарии, как я уже сказал, подписки. Подписки нужны, чтобы не пропускать, что будет дальше. Ну и это просто большая мотивация для меня и команды. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Ложка и незарегистрированная ветка. Всем удачи, всем пока. Пока. А еще Стелла. Координаты ветки ты тоже запомнила? Ой, Лая, ну что за глупый вопрос? Ну, само собой. Предлагаю отправиться прямо сейчас. Но, Лая, тебе придется помочь мне попасть в пустошь. Что за... Что? Какого? О, пипец. Нас посетила достаточно статная фигура, дамы и господа. Здравствуй, Стелла. Характеристика. Работник организации, сиделка, ненавидит всех, ненавидят все. И самое главное, это, конечно, капец. Не сказать, что я рад такой встрече, но через ее слова стало понятно, что прямо сейчас на последних километрах Синклита происходит полный хаос. Цитирую. Несколько километров назад обнаружилась новая незарегистрированная ветка. Никогда такого не было. Даже протокола на этот случай нет. Учитывая панику Лаи, дело не просто странное, оно скорее что-то на уровне страшное. Нам всегда говорили, что количество веток постоянно и неизменно. Даже одна новая ветка — это что-то совершенно невообразимое. Окей, моя догадка. Если ветка появилась, то, получается, там кто-то есть. Там кто-то живет, правильно? Давайте узнавать. Всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Ложка. Добро пожаловать в точку невозврата, сезон, в котором мы узнали про ветку. Да, новая незарегистрированная ветка. Походу, это тот случай, когда информация из Синклита быстрее долетела до меня, нежели до, например, Малецки. Либо мне просто не хотят говорить об этом, черт возьми. В любом случае, спасибо, Стелла. Получается, рад и не рад нашему знакомству одновременно. О, и кстати, напомню, когда Стелла все это рассказывала, Лая прям включилась в диалог, ей стало супер интересно, и прямо сейчас они там вроде как болтают, Лая узнает все больше, а мы тем временем одеваемся и... Не нравится мне это, ой, не нравится. Лая все еще не приходит. Вроде бы она должна была выведать информацию Стеллы, но ее уже очень долго нет. Что же у них там случилось? Начинаю бояться, что Стелла ее до смерти задолбала разговорами. И, видимо, не теми разговорами, которые нам от нее нужны. Нам нужно срочно узнать, что это за новая ветка такая. Знает ли в организации, как она появилась? И можно ли попасть в эту ветку? О, нифига! Это очень хороший вопрос. Ты это не оставляй его, Ложка, не оставляй. Если бы нам с Лаей удалось такое провернуть, если бы удалось попасть, возможно, мы бы узнали что-то об устройстве веток в принципе. Кстати, интересно, каково это? Я ведь так давно не бывал в живых ветках. Наверное, организация еще не успела ее стереть, правда? Это ведь ветка только-только появилась. Об этом, кстати, тоже можно спросить у Стеллы. Что ж, видимо, пора в карманное измерение. Лая, держись, я уже иду. Ну, да, в целом я туда и собирался, поэтому сразу прунут. Отлично. Ложка, сам с ней разбирайся. Что Да я... у меня сил уже нет. Нет, ты должен разобраться с ней. Ну ты посмотри только, что это? Какую мебель она мне притащила? Лая, подруга, мы что, в курятнике каком-то или как? Нет, извини, дорогуша. Я привыкла жить в приличных условиях.
Стелла, вот представь себе, я спокойно сплю на этой кровати и ни капли не... Это капец, конечно. Да хоть на соломе спи, Лай, мне плевать вообще. Со мной я так обращаться не позволю. Ну, теперь ты понимаешь, с кем мне тут приходится иметь дело. Господи. Знаете, это, наверное, первый раз, когда мне искренне жалко Лаю. Стелла, не волнуйся, я здесь все для тебя обустрою в лучшем виде. Так, перестань наезжать на Лаю. Нормальная кровать. Эй, Стелла, если тебе здесь не нравится, вали обратно в свой синклит. Ну, наверное, я отвечу первое, потому что... Почему я отвечу первое? Потому что Стелла многое знает. Нам нужна информация. Как бы я не хотел сейчас заступиться за Лаю, а я реально хочу заступиться, я, наверное, все-таки вот это выберу. Стелла, не волнуйся, я здесь все сделаю в лучшем виде. Ага. Наконец-то. Замечательно. Записывай. Мне нужна большая удобная кровать с ортопедическим матрасом, красивый столик, стул, комод или шкафчик какой-нибудь для хранения вещей. Угу. Само собой, все должно сочетаться между собой. Да. И еще ширма. Мне нужна хоть какая-то приватность, раз уж я не могу получить отдельную комнату. А мне еще нужно второй рот и второй желудок кормить. Не забывай. Кстати, об этом. Вообще-то я еще и голодная. Ты желе мне принес? Нет, Стелла, я, к сожалению, не принес. Ну, понятно, да. Я так и думала вообще. Вы, штурмовики, вообще о других не думаете. Давай, поторапливайся. У меня уже оба желудка голодные. А это значит, я могу начать вредничать. Начать? Я тоже об этом подумал. На вашем месте я бы не стала испытывать мое терпение. Давайте. Слушай, Лолошка, она меня уже окончательно достала. Давай скорее иди за едой и мебелью. Может быть, это ее хотя бы ненадолго заткнет. Задание номер класса люкс для Карен. Что? Для какой еще Карен? Найти красивый мебельный гарнитур с большой кроватью, смастерить ширму. Высокая ширма, 5 штуковин. Это что такое? Офига, чернильный мешок. Ну ладно, это мы найдем. Обустроить уютный уголок для Стеллы. Оставить запас сладкого желе для 2 желудков Стеллы. Стелла требует обустроить для нее угол в моем карманном измерении. Так и хочется просто ее послать куда подальше. Но нам все еще нужна от нее информация. И эта информация стоит куда дешевле, чем у Тодмувриэля, это точно. Цена-то, по сути, символическая. Немного мебели класса люкс и... Лай на психическое здоровье. Ну и немного желе, чтобы успокоить оба ее рта. Да, хорошо. Опять начали болтать. Здесь ничего нового. Ну, окей, хорошо. Я тогда, наверное, не буду задерживаться. Малус. И прямо сейчас... Кажется, я знаю, где можно было бы попробовать поискать такую мебель. Например, в пригороде, да. Там явно много обеспеченных семей жило. Но для начала нужно убедиться, что у меня есть достаточно желе. Желе, хорошо, я понял. В целом у меня много желе, я точно это помню. Слайм вылупляется, желе у меня, ну, вроде как нормально, типа 17 штуковин, это много. Скафандр надеваем, и погода, пожалуйста, да, хорошая погода, мне это определенно нравится. Лишь бы не дождь, как говорится, да? И... Ну да, конечно, на что я вообще надеялся? Дождь и еще ночь. Ладно, поехали. И в какой дом нас ведет? Вот в этот. Так, что тут у вас на богатом? А что мне еще раз нужно? Получается, забрать это, правильно? Найти красивый мебельный гарнитур. Во! Следовательно, я просто... Ух ты ж, ё-моё. Здорово. Это мы забираем. И далее понимаем, что надо как-то взять этот гарнитур. Это, я так понимаю, дерево, верно? Киркой я это не поломаю. Я не буду пытаться это поломать киркой, поэтому мне нужен топор. Благо, у меня тут как раз и верстак легко найдется, и характеристик на железные инструменты хватает. А ну, привет. Да, это ломается, только давай как-то аккуратненько. Подскажите, я все правильно сделал? Да, зачеркнулось. Смастерить ширму, сделано. Обустроить уютный уголок. Обязательно паркуемся где-нибудь в безопасном месте. И... экстренный аккумулятор. А давай-ка заберем. Все, здесь более ничего интересного. Следовательно, Прунус. ЗГГТГ. Давай еще раз. Прунус. Сразу меня Супер. послушала. Всем привет. Ну, наконец-то. Какой же ты все-таки медленный.
это, конечно, капец. Ну что, ты нашел подходящую для меня мебель? Да, Стелла, нашел. Сейчас все установлю. Вот и прекрасно. Ой, бедная Лая. Ну, давай попробуем. Где? О, тут уже все убрано. Что мне делать? Чё, прям самому расставлять? Вы чё, реально? А я вообще не шарю. Ну, типа, блин, я не знаю, королевское кресло куда-нибудь явно вот сюда, чтобы удобнее болтать с Лаей. Ладно, я шучу, сейчас что-нибудь придумаем. Чисто в теории мы можем поставить где-нибудь за стеночкой. Так, погоди, еще раз. Поговорить мы точно не можем, следовательно, мы не... А, стоп, что это было? А, во, да, Стелла, поговорить. Давай, штурмовик, ну поживее. В темпе. Да я и так все делаю в... Все, я понял. Теперь все появилось. Поставить стул. О, какая красота. Так, дальше, что у нас? Поставить ширма. О, какая красота. Кровать. Далее столик. Что еще у нас тут надо поставить? Сундучело для хранения вещей. И вот тут ты, значит, будешь что, переодеваться, кушать. Я вроде как все. С кем-то могу поговорить? Алло. Что мне нужно сделать? Желе, я понял, да, мне же еще нужно отдать. Либо куда-нибудь вот сюда в сундук положить, типа в этом Ну что духе. там, все? Да, Стелла, все готово. Окей, ща проверим. Давай, проверяй. Что, нормальная кровать? Понятно. Я вообще не понимаю, как ты сюда залезешь. Ну что, как тебе? Ну, в целом нормально. Но можно было бы, конечно, побольше кровать найти. Но для начала пойдет. Давай, говори, что ты хотел узнать. А то мне второй рот кормить нужно. Я хотел спросить, знаешь ли ты еще что-нибудь про эту новую ветку? Ой, ну капец, реально, блин. Да меня в Синклите с этой новой веткой все без конца доколебывались. А теперь еще и ты тут, да? Ну ладно, я расскажу. Я уже наизусть досье на эту ветку помню. Ранее не зарегистрирована, изначально стертая линия. Что? Да, ответвление от линии номер 68У, 75968У, 75960Z, 9581435GS, 659724567V, 04698-26. Обалдеть. Я столько раз это идиотское досье перечитывала, редактировала и пересылала, что даже все эти циферки на память знаю. Эй, Стелла, а что значит изначально стертая? Ай, Лая, серьезно? Капец, вам чё, штурмовикам все по 300 раз объяснять надо? Этой ветке вроде даже уже придумали неофициальное обозначение. Мертворожденная. Так понятнее? Она появилась сразу стертой, Лая. И там нет никаких живых существ, ну, судя по всему. Но там также пока и из наших никого не было. Вагон телепорта меньше километра назад починили. Поэтому, не, мы пока не знаем, как она могла возникнуть и что там вообще происходит. Ладно, слушай, Стелла, я не представляю, как ты все эти цифры запомнила, но это очень круто. Расплюнуть. Скажи-ка, координаты ветки ты тоже запомнила? Ой, Лая, ну что за глупый вопрос? Ну, само собой. Ага. А ты сможешь на бумажке написать? Лая, ты что, не веришь мне? Не, ну это капец. Почему я должна тебе что-то доказывать? Сейчас. Где у тебя тут бумага? Какой бардак, ничего не найти. Да, сейчас, Стелла. Капец, она реально тупая. Она просто пипец какая тупая. Ходячее желе. Вот, подавись. Теперь-то ты видишь, что глупость сморозила. Да, конечно, Стелла. Прости, пожалуйста. Вот это я с собой возьму. Ну все, давайте, оставьте меня наедине с моим вторым ртом, ну! Мы страшно проголодались. Нас тут голодом морят. Ладно. Что в итоге? Ложка, Встретимся у тебя в бункере. Эй, стой, Лая, подожди. Я сюда из гаража переместился. поняла. Эй, ты чё, подглядываешь? Нет, конечно нет. Маму. Лолошка, я думаю, нам нужно прямо сейчас немедленно отправиться в эту ветку. Если я правильно помню, с какой скоростью происходят бюрократические процессы в организации, то у нас есть максимум километр. Через километр там начнут появляться дроны, зонды, а через 2-3 уже и отдел контроля.
ты же понимаешь, что мы просто обязаны воспользоваться этой возможностью. Да, конечно, само собой. Супер. Предлагаю отправиться прямо сейчас. Но, Лая, тебе придется помочь мне попасть в пустошь. Чего? Просто я боюсь, что у меня самого может не получиться. Ладно. Тебе нужно просто попробовать переместить меня с помощью твоего телепортера. Я так понимаю, он работает только на отвязанных, правильно? Точно, поняла. И поэтому тебя выкинет в пустошь. Да, это я и хотел сказать. Ну, благо она это поняла. Давай. Пошел процесс. Сейчас я, получается, буду в пустоши. И... Эй! О. Эй, смотрящий! Неужели ты не смотришь? Ну ладно, в этот раз я сам. Так. Лая. Лая. А, где же сейчас Лая? Лая. Черт, нет, я совсем ничего не чувствую. Другая ветка — это очень сложно, слишком. Ладно. Эй, опа. Смотрящий, ты здесь, да? О, я так и знал, что ты все равно смотришь, даже если мне тебя не видно. О, и он поможет? И он поможет. Вот, блин, а мы уже научены. И сразу туда. Да, это получается в другую ветку мы так просто не можем попасть. А? О, Лолошка, ты уже здесь? Я не понимаю вообще, что происходит в этой ветке. Смотри. Погоди, а какого черта? Это же буквально бункер. Ну, то есть это... Что за... Что? Какого... Лая, это могила Вальдхара? Нет, подожди, скажи, что это шутка какая-то. Ты сейчас приколоться надо мной решила, да? Ну, конечно, нет, Лолошка. Не думаю, что это шутка. Никто не знал, что мы придем сюда. Так. Нужно выяснить, есть ли какие-то еще отличия в этой ветке. На первый взгляд, как будто бы нет. Ветка изначально стертая, по крайней мере, согласно информации отдела учета. Но может ли быть такое, что Тадмавриэль в этой ветке все еще живой? Лолошка! А вдруг и Лолошка из этой ветки выжил? А что, если прямо сейчас он в бункере? А если он выйдет? Ой-ой-ой, вам ни в коем случае нельзя пересекаться, Лолошка. Надо найти какое-то менее опасное место в этой ветке. Давай проверим бункер Тадмавриэля. Угу. Риверта. Черт! Ты... Что, ты как, в порядке? Нет, не совсем, Лая. Понимаю. Так, что у нас здесь? Скафандр. Скафандр-то скафандром, но... Япона, мать, что у меня с искрой? Господи, это... О, стоп, что? Утка! Погоди, это... Мне кажется, или это утка... Убийца? О, реально утка-убийца! Это отсылка на Голос Времени, прикольно. Если что, в сезоне Голос Времени были гильдии, и одна из гильдий — это гильдия убийцы. Они носили именно такую одежду. Ладно, тоже ставим на зарядочку и... Пойдем? Лая? А, да, идет. Тадмавриэль? Погоди, нет Тадмавриэля, да? Мне кажется, или как будто тут что-то другое, или все-таки то же самое. Трон такой. Что-то не видно Тадмавриэля. Он точно жив в этой ветке? Погоди, это что, тоже утка? Съехавшая утка, да ладно! Сразу две! Давай еще поговорим. Я думаю, нам нужно осмотреть весь бункер. Угу, согласен. Окей, я просто, по-моему, не помню, что была вот эта... Дверь. Лаэтана, Лололошка, какой приятный сюрприз! Привет. Добро пожаловать! Хотя вас никто и не приглашал, знаете ли, у меня так давно не было гостей, что... я даже и не против. Ну чего вы стоите? Садитесь! Стоп. Нет, спасибо, Тадмавриэль. У нас особо нет времени. Да, как жаль, Лаэтана. Но я рад видеть, что ты вернулась. Понимаю. От нашего травоядного Лолошки такого ты не ожидала.
настолько не ожидала, что разобиделась и покинула нас. Но я знал, что ты вернешься. Давно пора было, а то наш бедный Лолошка совсем зачах. После такого у него окончательно крыша поехала, да еще и ты оставила его одного. Он не просто ко мне не заходил все это время, он даже не реагировал, когда я к нему приходил и пытался поговорить с ним. Не реагировал даже, когда я швырял его о стены бункера. У меня во дворце мебель более разговорчивая. Но я рад, Лолошка, что ты пришел в себя. Должен сказать, ты меня сильно удивил, когда убил Вальдхара. Не думал, что у тебя на такой смелости хватит. Но вот я вот что тебе скажу. Зря ты это сделал. Я вот, смотри-ка, тоже убил Лукия, а потом взял и пожалел об этом. Сижу теперь один в этом бункере и умираю от скуки. Лолошка, слушай, мне кажется, мы уже достаточно узнали. Надо срочно уходить из этой ветки. Это небезопасно. Ай-яй-яй, Лоитанна, гости дорогие! Шептаться в присутствии хозяина дома — это неприлично. Мы просто... Тадмавриль, нам нужно... Да, мы хотели показать Лолошкин скафандр. С ним возникли проблемы, знаешь ли. Да, Лолошка, пошли. Ну, возьмем скафандр. А, да. Мы сбежим, да? Немедленно надевай скафандр. Но погоди, Лая... Черт возьми, сейчас же надевай. Да, ладно, хорошо. Сейчас надену. А что не так? Почему она так стремится быстро уйти, я не понимаю. Это что сейчас было вообще? В этой другой ветке есть другой Тадмавриэль и... Другой я? И этот другой я убил Вальдхара? Нет. Смотрящий, помоги мне! Ну скажи уже наконец, что происходит? Что мне делать? О, слушай, ты ведь поможешь мне, правда? Ты на шаг ближе к тому, чтобы понять. О, так, ну это же уже неплохо, да? Я на шаг ближе. Спасибо, дружище, обнадежил. А может быть, ты меня еще на шаг приблизишь к пониманию, а? Ледяной взгляд смотрящего ничего не выражает. Ну нет, ну скажи, ну что я должен понять, что? Ничего не выражает. Да что я должен понять? Скажи мне, смотрящий! Что ты делаешь? Ты А? Ну нет. Что я должен понять? Просто словами скажи, что? Смотрящий... Черт. Ладно. Блин, ну реально, ну что я должен? Смотрящий. Ладно, я должен сам догадаться. Лая, прости, что я так вот, без объяснений. Я просто боялась, что ты можешь встретиться с самим собой. Но при Тадмавриэле говорить такое, это... Да, Лая, я тебя понял. Мне самому в той ветке было так жутко, что хотелось как можно скорее оттуда убраться. Да уж. Ты ведь осознаешь, что произошло, правда? Нет, если честно, пока не совсем. Ну, конечно, да, ладно, это нормально. Во-первых, я вообще не понимаю, как могла появиться новая ветка, а во-вторых, она еще и изначально мертвая. При этом Тадмавриэль там все равно был, и ты тоже был. А тебя не было, получается? Нет, меня там и быть не могло. Я же отвязанная, поэтому одна на все ветки. Видимо, Тадмавриэль интерпретировал мое отсутствие так, будто я была шокирована твоим поступком и просто ушла. А на самом деле я просто была здесь, в твоей ветке. Откуда эта ветка вообще могла взяться? Какого черта? Слушай, Лолошка, на самом деле я тебе словами не могу объяснить, насколько это все дико. Не должно такого происходить, понимаешь? Не должно! О, черт. Мне очень не хочется этого произносить, но... Это еще один веский довод в пользу твоей отвязки от времени. Я знаю, что мы еще не приняли решение, и поверь, я бы ни за что не стала приводить аргументы в пользу отвязки, если бы они не были настолько серьезными. Никогда еще на моей памяти в организации не происходило ничего настолько безумного.
Да, ладно, хорошо, Лая, я понимаю. Прости. Мне жаль, что дошло до того, что мы всерьез обсуждаем это. Да нет, все в порядке, Лая. Ты сделала все, что было в твоих силах, и продолжаешь делать. И буду продолжать. Я думаю, тебе пора вернуться в бункер. К тебе теперь в любой момент могут заявиться из организации. А мне же нужно проверить, как там Стелла. Ладно, хорошо. Давай, до встречи. И держись там. Окей. Что ж, вот я и остался один. Наедине со своими мыслями. О, этого-то я и боялся. Ладно. Лая права, нужно действительно вернуться в бункер. О, блин, а ребята, а чё у меня с искрой-то? А чё делать-то? Ладно, в любом случае, открываем, заводимся и погнали. Ой, хорошо, что у меня есть машина, вот реально. Если бы не машина, я бы, наверное, так страдал сейчас. О, чёрт. Я не могу перестать думать о могиле Вальдхара. До сих пор вижу ее перед глазами. Оказывается, существует ветка, где я правда убил его. Да блин, это же даже звучит бредово. Не может быть, такого просто не может быть. И тем не менее, я своими глазами видел эту ветку. Я видел эту могилу. Неужели этот другой Лолошка из той ветки... Это тоже в какой-то степени я. Да, конечно, я помню. Когда я получил от организации задание по ликвидации Вальдхара, я правда на секунду задумался. Это был очень странный момент. Я не ожидал, что мой мозг подкинет мне такую мысль. Сам бы я никогда о таком не подумал, 100%. Эта мысль, она просто появилась у меня в голове как бы сама собой. Но тогда я помню, я сразу отмахнулся от нее. Я уверен, что никогда бы не стал убивать Вальдхара. И тем не менее, есть ветка, в которой я сделал это. Как мне жить-то теперь с этим знанием? Ну, как-нибудь поживем. У нас появилась другая ветка. И в этой ветке, заметьте, Тадмавриэль интерпретирует отсутствие Лаи таким образом, как будто она была, но надолго вдруг исчезла. Мы можем осознавать одно истинное. Эта ветка появилась тогда, когда в 60-й серии я выбрал не убивать Вальдхара. Я примерно начинаю понимать, почему это плохо для организации. Потому что, смотрите, та ветка, которая появилась новая, вот именно новая ветка, в ней Лая как будто бы существовала. То есть член организации как будто бы был, но потом резко вдруг исчез. Даже Тадмавриэль об этом говорил, что Лаи все это время не было. А если мы говорим про ветки, которые должны были существовать все это время, то такой проблемы нет. Потому что эти ветки были созданы давным-давно, и в них члены организации появляются только тогда, когда надо появиться. Блин, я не знаю, как вам это объяснить, но надеюсь, вы понимаете, о чем я. Именно поэтому не может существовать других веток. Не может появиться другая ветка. Иначе это парадокс не только для самой ветки, но и для организации тоже. Блин, это очень интересно. Но все-таки давай-ка мы забежим вот сюда. Отлично. И я все еще не могу нормально бегать. О, все. Теперь могу бегать. Наконец-то. Небольшое ответвление. Некоторые в комментариях меня спрашивали, могу ли я в итоге кататься на машине в бункере. Давай-ка вот так сейчас попробуем сделать. Мы ее глушим. Потом нажимаем спуститься. И... Вопрос. Будет? Да ладно! Она реально тоже телепортируется. То есть я могу на ней кататься здесь? Это так... Блин, трэшово звучит на самом деле. Очень крутые вопросы, короче, у нас задаются. Но давай немножко еще отвлечемся. Утка-убийца. Вот сюда. Нет, ну вот сюда? Нет. Вот сюда? Нет. Вот сюда? О! Ух ты! Ой! А как? Погоди! Стой, а как перелез... Вау, я не знаю кнопки, как перелистнуть. Как? Бляха-муха! Так, ну ладно, наверное, как-то можно, а я не знаю, мне не говорили. Короче, утка-убийца, что ты можешь? Немного странно, что в комплекте есть пуговицы. Отсылка на главу убийц. Там была женщина по кличке Пуговица, как-то так вроде бы. Съехавшая утка, давай посмотрим. World's Best CSS Developer. Лучший разработчик
CSS. Ну, ладно, это сильно. Это очень крутая серия. На самом деле, вот это убийство Вальдхара. То есть, получается, если мы сейчас пойдем к Тадмавриэлю в этой ветке, то все будет окей. Мы встретим Вальдхара, мы встретим Тадмавриэля. Весь этот момент, всю эту серию обязательно лучше запомнить. И я уверен, это все еще как-то будет разбираться и дополняться. А пока что, давайте-ка мы, наверное, будем постепенно на этом заканчивать. Если я сейчас буду дальше об этом думать, у меня мозги поплывут. Но вам не запрещается. Пишите свои догадки в комментариях. Спасибо большое за просмотр. Если вам нравится то, что вы смотрите, не забывайте, пожалуйста, ставить лайки. Не забывайте подписываться. Ну а самое главное, также не забывайте, что ваша поддержка, все вот эти клики, те же комментарии, подписки, это буст мотивации. Мы, правда, стараемся делать лучше, мы прорабатываем нечто на будущее. Самое главное, что мы учитываем некоторые ваши пожелания, но эти пожелания могут доходить до вас там с задержкой в 1, 2, а то и даже 3 месяца. Так что, если вдруг что, мы учитываем комментарии, правда. Но имейте в виду, что все не быстро. Спасибо большое еще раз за просмотр. Не забывайте поддерживать. А если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и бедная Искра и мертвый Вальдхар. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Я знаю, что вы договорились о том, чтобы сдать меня организации, поэтому решил напомнить также о том, что у меня в бункере живет твой друг. Ты понял меня? Все с тобой будет в порядке, не парься. Я видела на тебя досье. Что? Вау, никогда бы не подумал, что скажу подобное, но мы видели могилу нашего погибшего и одновременно живого друга. Да, ответвление в виде новой незарегистрированной ветки — это сильно. Нам даже удалось поговорить с, по сути, другим Тадмавриэлем, а также понять, что эта новая ветка появилась из-за меня. Ага, тот самый выбор — убивать или не убивать. Но, самое интересное, если верить Стелле, у организации на такой случай даже протокола не было. Любопытно, черт возьми. Смотрим дальше. Всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата, сезон, в котором мы видели жизнь и смерть. Да, создание другой временной ветки — это буквально поломать судьбу. Просто представьте, даже организация не могла знать, что такой исход событий вообще мог существовать. Напомню, ветка не зарегистрированная, ее тупо никогда не было. Также напомню, впервые за очень долгое время со мной связался смотрящий и сказал: ты на шаг ближе к тому, чтобы понять. Ай, да, смотрящий, если бы ты принимал участие в конкурсе «Загадка вселенной», ты бы получил первое место. О, и кстати, не знаю, заметили вы или нет, но когда мы только-только вернулись в нашу ветку, на меня немного наложился эффект со значком времени. Я так понимаю, что этот эффект появляется именно тогда, когда Лолошка находится рядом или в моменте, тесно пересекающимся с самим Лолошкой. Напомню, в предыдущей серии мы буквально были около бункера, где, по идее, сидел другой я. Обалдеть. Ладно, догадки догадками, но прямо сейчас моя Искра в целом чувствует себя... До сих пор не могу в это поверить. Другой я из другой ветки, действительно убил Вальдхара. Это же... Да просто в голове не укладывай... О, Лолошка. Да, привет, Лая. Пожалуйста, сделай что-нибудь. Я так больше не могу. А что с... О, Черт. Лая, что у тебя Да ё-моё. Привет, Стелла. Да, привет. Что это с ней? Стелла, я же сказала не ходить за мной. Ой, Лаечка, мало ли что ты там сказала, ты же... Стелла, это ради твоей же безопасности. Ты что, не понимаешь? В этом бункере в любой момент могут появляться сотрудники организации. Ну да, а могут и не появиться. Ой, ну это, конечно, капец. Видишь, чем мне приходится иметь дело? Как тебе там? Ну же, возвращайся в Пру-Нус. Эй, Лая, я не собираюсь возвращаться. У меня уже голова болит там сидеть все время. Я хочу проветриться, развеяться. Проветриться, да? Развеяться? Мне кажется, Стелла, ты не совсем понимаешь, что значит скрываться от организации. Лолошка, скажи ей, пожалуйста.
Блин, девочки, у меня тут свои мысли про Вальдхара и все такое, вы меня перебили. Стелла, немедленно возвращайся в убежище. Лая, знаешь, мы могли бы отвезти Стеллу в гараж, а я не против Стеллу на пикапе прокатить. Показать достопримечательности Силанхвы. Не, ну про гараж как будто прикольная идея, не? Чего? В гараж? Знаешь, честно говоря, не очень весело звучит. Но это лучше, чем километрами сидеть в темной пещере, я уверена. Ложка, я... Ну вот скажи мне, зачем ты ей потакаешь, а? Она же совсем так обнаглеет. Тихо, тихо, Лая. Зато будет более охотно делиться информацией. Ладно. Отлично. Ну, тогда пойдемте? Можно Пойдем, и... да Стой, стой, погоди-ка. А как же лазеры? Что? Какие еще лазеры? Ой, Лаечка, все тебе объяснять-то надо. Ну, лазеры. Ложка. Понятно, видимо, ты не в курсе. В этом бункере есть секретная система безопасности, которая бьет тебя лазером Током, током. Ой, какая разница? Да нет, Стелла, ты не переживай. Система безопасности сейчас как раз отключена. Ну, допустим. Тогда веди меня в свой гараж. О, погоди, я понял. Мы типа посадим тебя в пикап? Реально? Ну давай, иди. Лоу. А, мне нужно, что, до машины дойти? Я не понимаю. Давай на всякий случай вот это закроем. По-любому надо. Либо погоди, все куда проще, мне тупо нужно одеться. Да, реально, просто одеться. А я-то думал. Ух ты. Вот как она умеет, оказывается. Слушай, Лолошка, а Стелла, она точно сюда влезет? Да, я действительно шикарная женщина, я с тобой согласна, Лая. Но думаю, все-таки влезу. Тебе придется полностью освободить кузов, Лолошка. Приступай. Понял. Это так странно, честно говоря. Ой, подожди. Сначала освободить кузов. А, ну да, конечно. То есть мне еще и придется почистить инвентарь. А чистить-то и особо некуда. Сейчас дайте пройти. Погоди. Всякие ненужные руды убираем. Все ненужное выкидываем. Далее багажник тоже очищаем. И все. Я готов, Стелла. Поговорить. О, господи! Это просто шедевр! Офигеть, какой шедевр! Я уже вроде когда-то произносил, да? Статная женщина! Ой, да, заводим машиночку. Все. И прямо сейчас в гаражик. Где там, куда там? А, налево, я понял. Давай аккуратненько, Стелла, ты там главное не перевернись. И машину нам не переверни. Это Блумколь, Стелла. Знакомься. Начинают уже осматриваться. Нам вот направо. Смотри, вот здесь у меня было воспоминание с Мишкой. Да, когда-то давным-давно я тут увидел маленькую девочку, мистера О'Флафферти. Но ты, главное, не задумывайся об этом. Мы просто едем дальше. Сюда. И направо. Эй, Лолошка, слушай, мне кажется, не поместится Стелла в мастерскую. Да, ты, пожалуй, права. Тогда оставлю машину снаружи, а поговорить мы можем в гараже. Ну и чё это? Куда ты привез меня? Стелла. Не, реально, чё это за убожество? Тут еще хуже, чем в пещере, в которой вы меня держите. Да, я знаю, Лая. Ты штурмовик, тебе пофиг. Ты хоть на картонке можешь спать. А я не могу. Я-то уважаю себя. Что за... Ты за языком-то следи, Стелла. Что, в точку попала, да? Блин, дамы, может быть, давайте мы... Прекратите! Позвольте мне просто поухаживать за вами, окей? Скажите... Ну да. Чего вам хочется, а? Я исполню любой ваш каприз. Ой, какой приятный молодой человек. Вот бы ты был покрупнее, да глаз было бы побольше. Да. Так что вам угодно, сеньорина? Ну, у меня, конечно, много что угодно. Но давай начнем с плотного обеда. То, ой, голова у меня уже болит от голода. Совсем меня не кормите. Стыдно должно быть. Принеси мне побольше сладкого желе. А потом обязательно десерт. Я люблю фрукты и овощи. Ну и, кстати, не могу просто так их есть. Так что принеси мне смузи. Ой. А еще с Лай, знаешь, так скучно.
Это, конечно, капец. Так что принеси мне каких-нибудь приключенческих романов. Ну и можно еще игровую приставку. Я без планшета осталась. Да, конечно, все найдем. Лая, а тебе чего-нибудь хочется? Нет, мне ничего не надо. Ты уверена в этом? Да, я уверена в этом. Ага, ну, ладно. Задание успокоить древнее зло. Открыть... Это лучшее название для квеста. Сделать смузи для Стеллы и Лаи. Взять в бункере побольше сладкого желе 20 штуковин. Приключенческие романы 3 штуки. Найти игровую приставку, отдать все Стелле и Лаи. Блин, ну, я так понял, мы возвращаемся на круги своя. Мальчик на побегушках, наконец-то. Великий камбэк. Ладно, если серьезно, то потакать Стелле и потакать Лаи это совершенно разные вещи. Потому что потакать Стелле это постоянно получать все новую и очень, давайте будем честны, важную информацию. Ты организацию за смузи продашь мне, поняла? Да, Стелла очень страшно достает Лаю. Я думаю, если я принесу Стелле ее хотелки, то она хотя бы временно успокоится и от Лаи отстанет. Кроме того, хоть это и сказала сама Лая, что ничего не хочет, я все-таки для нее принесу что-нибудь. Если так подумать, я понятия не имею, что ей нравится. Но ладно, наверное, смузи это нейтральный вариант. А, ну да, все, я понял, типа смузи из Стелли и Лай, вот почему здесь такая строчка. На всякий случай поговорим? Не поговорим. Ой-ой-ой, самое приятное, что мне тут партиклы разместили, поэтому я примерно понимаю, куда ехать. Ага. Это то самое место, где мы деревья выращивали. Помню такое. Далее чуть-чуть левее. И вот здесь, да? Ой, блин, а что это за место такое? Как будто я здесь первый раз. О! Погоди, это блендер! Это ж чертов блендер, то, что мне надо! Да-да-да, вот оно, смузи. Далее, получается, ягодки мы легко добудем в бункере. Игровая приставочка. Ты где? Вот сюда партиклы показываются. Здесь можно пройти. Вау! А тут такая комната приятная на самом деле. Экстренный аккумулятор забираем. О, приставка, спасибо. Задание успокоить древнее зло обновлено. Далее, еду мы тоже забираем. Жалко, что одна консерва. Почему так мало? А, окей, спасибо. Партиклы показывают дальше. Вообще, Лая, конечно, права. Сильно потакать Стеллиным капризом не стоит. Но я очень надеюсь, что в будущем нам это принесет плоды. Благодаря ей мы и так уже многое узнали. Это новая ветка, в которой есть свой Тадмавриэль и свой Лолошка, которая к тому же появилась совсем недавно, дает нам хоть какую-то информацию о том, как устроены ветки. Как минимум, теперь мы знаем, что линия может быть ответвлением от другой линии, судя по цитате Стеллы из досье на эту ветку. А еще мы знаем, что это первая ветка, которая появилась уже стертой. Получается, все ветки изначально были живые, на момент, когда организация их регистрировала. То есть все стертые ветки — это... Да, это дело рук организации, кроме этой, единственной. Это особо ничего не объясняет, но зато теперь у нас хотя бы есть ощутимые зацепки. Можно попробовать выяснить, что организации известно об этой новой ветке. Это было бы гораздо проще сделать в Синклите, конечно, но можно хотя бы спросить у Малецки. Задание веток больше, чем в лесу, но зачем? Обновлено, ну-ка. Вполне возможно, что понимание природы веток, или линий, могло бы приблизить меня к раскрытию секрета организации. Они занимаются тем, что стирают ветки, но... Что такое ветка? Сотрудники организации утверждают, что веток бесконечное количество, а также, что они все были зарегистрированы с самого начала, с момента создания организации. Но вот бам, и недавно появляется новая ветка. Она была стерта с самого начала. В этой ветке был свой Тадмавриэль и свой Лолошка, который убил Вальдхара. Разузнать, какие данные о новой ветке организации удалось получить. Окей. То есть мы все-таки спросим у Малецки. Это хорошо. Нравится такой вариант развития. В итоге мы приехали в библиотеку. И нам нужны романы, точно. Школьная литература. Блин, это просто шикарный квест. Приключенческие романы. Так, взять книжка. 3 пикинера. Далее что у нас? Вокруг Архея за 80 карасов. Нормально. О, тут даже подпись есть. Приключения 3 пикинеров во сне. Захватывающее путешествие на прыгающих мечах. Ладно, а где еще? А вот, берем. Властелин луковых колец. Ой. Новое уведомление. Ща, погоди, у меня тут описание. Человек, гнол, орк, эльф и дворф отправляются на поиски закуски к пиву. Это просто гениально.
реально. Ай, блин. Так, ладно. Что? Уведомление. Читать, сообщение. Опа, Кац Промалецкий. Тема локализация и ликвидация выжившего. Блин, это опять про Тадмавриэля, да? Эй, Лолошка, привет! Как и обещал, информирую об изменениях в задании по поиску Тадмавриэля. Организация не готова прислать подкрепление, так что ты уж извини. Работай пока что как-нибудь сам, окей? К сожалению, я правда никак не могу тебе помочь. У нас тут последние пару километров, прикинь, вообще непонятно, что творится. Все на ушах стоят. Произошло кое-что очень странное. Поэтому сейчас весь Синклит пытается решить эту проблему. Прости, не могу тебе рассказать, в чем дело. Ты давай уже отвязывайся наконец, а? Тогда сам придешь в Синклит и узнаешь. И поиски Тадмавриэля быстрее будут продвигаться. Ты же сам говорил, что без отвязки тебе это задание не выполнить, ну? О, и кстати, у нас тут одна сотрудница куда-то делась. Надеюсь, ты с этим никак не связан? Шучу. Просто, как показывает практика, если происходит какая-то непонятная фигня, то ты обязательно оказываешься в этом замешан. Ты ведь никак в этом не замешан, правда? Ладно, удачи. Если что, пиши. Ну, как тебе сказать? Конечно, не замешан. Она вообще сама пришла. Да, Малецкий, как тебе сказать-то? Ну, получается, что в этом замешан я. Да. Но я не виноват, Малецкий, правда. Стелла сама ко мне в бункер заявилась. Ладно, наверное, я просто не буду отвечать на это сообщение, и все. Не хочется напрямую врать Малецкий. И надеюсь, он не захочет спросить у меня об этом лично. Вот и правильно, да, не надо. Не нужно буламутить воду, как говорится. Или как там говорится-то, кстати. Значит, книги есть, далее приставка есть. И нам что еще нужно? Побольше сладкого желе и смузи. Но не только для Стеллы, но и для Лаи. Окей, сейчас все будет. Приезжаем, забегаем. Скафандр на зарядочку выставляем. И, пожалуйста, скажите, что у меня достаточно желе. Я умоляю. О, 63, окей. Я думаю, мне понадобится, ну, хотя бы всего 20. Задание обновлено, благодарю. Остается только смузи, а для этого нужны ягоды. Как я это сделаю? Выкидываем всю ненужную пыль. Она мне явно не пригодится. Далее пытаемся выбить ягоды. Это не ягоды. Во, сразу попалось, спасибо. И теперь очень аккуратненько все это сортируем. Мне нужны только ягоды. Ювелирно объединяем и 2 смузи получаем. Задание «Успокоить древнее зло» обновлено. Наконец-то. О, боже мой, все эти сборы — это трэш. Эгегей, красотки, я уже все. О, блин, мне так нравится, что меня телепортируют вот через черный экран. Это очень удобно, спасибо большое. Так вот, красотки, я вам все сейчас принесу. Планшет заранее сюда, ключи берем. И... Простите, что прервал вашу дружескую беседу, но... Вот, держи. О, супер! Это как раз то, что я и хотела. Ты даже не облажался, смотри-ка. А теперь давай. И ты тоже. Оставьте меня одну. Мне поесть надо. У меня уже вон, второй рот от голода кусаться начинает. Пойдем. Окей. Поговорим? Да, спасибо тебе, Лолошка. Это хотя бы на время ее займет. Я очень и очень устала. Отдать смузи? О, точно. Вот, держи. Зачем? Да, я подумал, нечестно как-то, что я столько всего Стелле принес, а тебе ничего. Я, правда, не знал, что тебе нравится, Да и... нет, спасибо, правда. Я люблю сладкие напитки. О, ну это хорошо. Ладно. Очень вкусно. Спасибо еще раз. Ну все, я поела. Давайте, идите меня развлекать, ну. И реально просто зайдем, как ни в чем не бывало. Ой, я поела, а голова все не проходит. Что такое? Не понимаю этого. Мне все время плохо и становится постоянно хуже. Стелла, ты же во времени находишься. Ну да, точно. Я так давно не была во времени, что даже забыла эти ощущения. Теперь все понятно. Погодите, вы сейчас о чем? А это, по-твоему, не очевидно? Эй, Стелла, успокойся. Лолошка не обязан знать такие вещи. Лолошка, это сложно объяснить, но я постараюсь. Мы со Стеллой последние километры находимся вне Синклита, то есть во времени. Но поскольку от времени мы отвязаны, Вселенная компенсирует это удвоенным давлением пространства.
Но, как видишь, Стелле тяжелее, чем мне. Потому что штурмовики привыкают к давлению пространства. Мы ведь постоянно ходим в миры. Да и к тому же в Синклите есть специальные процедуры, с помощью которых можно сбросить давление, если вернулся не в лучшем состоянии. Но, как ты уже понял, вне Синклита эти процедуры недоступны. Ага, понятно. А ты-то как с давлением справляешься? Ты же уже вроде как много километров не была в Синклите. Ну сначала и правда было тяжело. Но потом начало становиться все легче. А сейчас просто нормально себя чувствую. Ой, бла-бла-бла. Очевидные вещи и снова бла-бла-бла. Лаечка, ну хватит уже, а? У меня только больше голова болеть начинает от твоего бубнения. Отвлеки меня как-нибудь. Понятно. Лая? Блин, а что мне делать? Как же болит головушка. Я страдаю. Да, Стелла, чем же тебя отвлечь? Чего? Ну разговорами, ну чем же еще? Ну расскажи мне, не знаю, почему ты до сих пор не отвязан? Отвязка бы сразу бы решила все твои проблемы. Вообще скажу честно, я не понимаю, как можно жить во времени. Фигней какой-то занимаешься, короче. Блин, Стелла, я знаю, что вам отвязанным сложно понять это, но... Отвязка — это страшная процедура. Чего? В смысле? Ну, я боюсь, что что-то пойдет не так, и... Например, я могу не вынести отвязки. Или вообще умереть, Стелла. Да ну тебя. Все с тобой будет в порядке, не парься. Я видела на тебя досье. Что? Стелла, что ты творишь? А чё? Нам нельзя говорить такие вещи. Ты не понимаешь, что ли? Из-за таких слов могут появляться парадоксы. Ой, Лаечка, ну конечно ты капец. Мы же не в Синклите. Я там больше не работаю, значит не мои проблемы. Ложка, Лаечка, не отвлекайся. Я ушла и возвращаться не собираюсь. Если им там не нравятся парадоксы эти, пусть сами бегают с ними и разбираются. Я уже достаточно набегалась в этом Синклите долбаном. Ты вообще не понимаешь, да? Ты ведь таким образом делаешь хуже не организации, а всей ветки! Ой, погляди на нее. А может быть, ты делаешь хуже всему мирозданию? Слышь? Сотрудники организации, а уж тем более какие-то там штурмовики, мне указывать не будут. И вообще напомню, Лайка. Ладно, черт. Я вижу это надолго. Интересно, если я сейчас уйду, они вообще это заметят, не? Наверное, стоит попробовать. Прости, Лая. Ты же просто не понимаешь, что ты несешь. Ты что, забыла всему, чему тебя учили? Эй, я пошел. Я пошел. Это писец какой-то. Подожди, но самое-то интересное. Я могу не вынести отвязки или вообще умереть. Ой, да ну тебя, все с тобой будет в порядке, не парься. Я видела досье на тебя. То есть, получается, я реально отвяжусь. И я реально выживу. Если раньше я еще хоть как-то мог с сомнениями воспринимать слова Луизы де Саль, то слова Стеллы я беру за самую чистую монету. Вот поймите как есть. За самую чистую. У меня сейчас реально как будто какое-то второе дыхание открылось. Я теперь точно знаю, что если я отвязываюсь... Нет, давайте не так. Когда я отвязываюсь, то точно выживаю. Эта информация невероятно важная. Мы ее точно держим в голове, а пока что приезжаем. И прямо сейчас мы реально оставляем Лаю и Стеллу наедине. Это мы заряжаем и... Опа! Здравствуй, дорогой союзничек. Здравствуй, Тадмавриэль. Привет, Ло. Эй, ты молчи. Ложка, я перехватил сообщение с твоего планшета о том, что в Синклите заработал телепорт. Хочу напомнить тебе, что у нас с тобой есть уговор. Я знаю, что вы договорились о том, чтобы сдать меня организации, если вам что-то не понравится в моих действиях. Поэтому решил напомнить также о том, что у меня в бункере живет твой друг. И если ты сдашь меня, то организация прикончит меня. Но и Вальдхарана прикончит вместе со мной. Он же тоже выживший, подлежащий устранению, как и я. Понятия не имею, что ты нашел в нем. Слуга из него паршивый. Да и запашок от него какой-то... Ну раз уж он тебе дорог, то я бы подумал хорошенько, прежде чем делать какие-то глупости. Ты понял меня? Да, я понял. Вальдхар, Да? у тебя перерыв.
Ровно 10 капель. Если опоздаешь, последуют санкции. Алло! Как же я соскучился по тебе! О, черт, Вальдхар. Я же видел его могилу. Эй, Ло, Я видел могилу, которую я же сам и вырыл. ложка. После того, как убил тебя. Эй, Ло! Ло! Да, Вальд, прости, я немного выпал. Вообще, я правда тоже соскучился по тебе. Да, еще бы! Без меня совсем скучно, небось, правда? Как там, это... принцесса? А, Лая? Она в порядке. Чё, какие новости? Черт. Я же даже не могу рассказать ему про Стеллу. Тут везде жучки Тадмавриэля. Да так, ничего особо нового вроде. А, да? Блин, ну ладно. А у тебя, кстати, как дела? Да, так, ну, жить можно. Чё там? Надеюсь, Тадмавриэль тебя не заставляет ему ноги мыть? Да, Ло, перестань, ты меня убиваешь. Да, Вальд. Ты даже не Ноги представляешь, мыть, блин. насколько ты сейчас в точку попал. Я правда не понимаю, как мне теперь смотреть тебе в глаза. Этот Лолошка, который убил тебя, он же... Ло, Насколько мы с ним Ложка, похожи? Мы... алло, эй, Ло! Блин, ты чё такой странный ты сегодня, я не понимаю. Ты в порядке? У тебя случилось, может, чё не? Ой-ой-ой. Мне рассказать о могиле. Нет, я не буду рассказывать. Я поясню почему. Вальдхар очень долго говорил о том, что я задумался, и мы его долго переубеждали, что нет, такого не было. Мы не думали даже об этом, никогда бы не подумали и все такое. А если я расскажу ему о другой ветке, где Лолошка реально задумался, то по сути Вальдхар поймет, что он был прав. Следовательно... Все, там, я думаю, его уже ничем не переубедить. Не рассказывать, объективно нет. Да не, Вальд, правда, ну ничего не случилось, все в порядке. Понятно. Да, я просто не выспался, наверное. Да, я понимаю. Мне этот Мавриэль вон тоже особо спать не дает. Вечно у него какие-то бессмысленные поручения для меня. Вот и сейчас. Мне уже пора возвращаться. Перерыв давно закончился. А я не хочу, чтобы он меня наказал. Да, подожди, наказал? Серьезно? Ну, да. Ты что, в детском саду, а он воспитатель твой? Да ладно, Ло, ну блин, это что-то Мавриэль, ты чё? Мы и так знали, что он конченый ублюдок. Он меня, конечно, жутко бесит, но... Ай, я начинаю понимать, почему вы с Лай решили меня к нему отправить. Просто вот хотел сказать тебе, что я больше не обижаюсь. Вот. Ты реально, ну не переживай из-за меня, реально. Конечно, жить с ним это не самое приятное, что может произойти с человеком, но он хотя бы кормит меня и даже дает пользоваться его винным погребом. Так что я неплохо живу. Неплохо? Ого. Только мне это, слушай, реально идти надо. Ло, прости. Ему очень не нравится, когда я опаздываю. Ну ладно. Валь, ты если что, заходи почаще. Да, не знаю, получится ли. Он меня вообще никуда не пускает. Но я попробую, обязательно. Пока, Ло. Давай, реверса. Обалдеть. Я ничего не понимаю. Вальдхар себя как-то очень странно вел. Он же обычно агрессивный, очень громкий. Даже мне, своему другу, он не стеснялся прямо высказать свое недовольство. А тут, что это только что было? Он как будто сам же пытается себя убедить в том, что находится не в худших условиях. При том, что условия хуже не придумаешь. Ха. Это уже похоже на какой-то стокгольмский синдром, не? И закончится это может плохо. Ой, как плохо. Черт, Вальдхар, держись, пожалуйста. Один Лолошка тебя убил, другой послал жить с худшим врагом. Да. Хоть бы что-то отвлекло меня от этого давящего чувства вины. Ой. Да ты типа серьезно? Вот тебя, блин, и отвлекло. Так, где? Подожди, что? Где поломалось? Нет, погоди. Сразу надеваем скафандр. Ай-яй-яй, вот оно что. Потушить. Больно. Это очень больно. Далее мне нужна проводка, получается. Далее давайте сразу еще трубы возьмем. Где они? Вот они. Ай, блин. Заполняется эта долбаная полоска. Не умирать, Лолошка, не умирать. Сейчас мы найдем, что нужно починить. Вот. Починить. Да, полоска начала постепенно убывать, но все равно где-то прибывает. Да где, блин? Ага, нашел. Пищеблок. В этот раз огнетушитель. На! Сюда. Так намного приятней. Ой.
Что? Я не могу двигаться. А, все, я могу двигаться. Фу, блин. У меня, короче, какая-то дичь. А, это из-за того, что полоска заполнилась. Все, давай еще тушим. И где тут починить проводочку? Починить. О, какая у меня жопа с организмом. Пипец, срочно нужен медмодуль. Блин, вообще получается, если бы я не выбрал тогда пойти в гараж со Стеллой, а, например, выбрал бы просто покатать ее на пикапе, то... А чё бы было, интересно? Неужели она бы тогда не попросила смузи, не попросила бы все это? Мы бы просто покатались, и было бы все зашибись? Получили бы мы информацию о том, что на нас есть досье. А вообще знаете? А ну-ка... Та-дам! Добро пожаловать на выбор! Я не против Стеллу на пикапе прокатить, показать достопримечательности Силанхвы. Бам! Ура, 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 ура! А все, что будет дальше, дамы и господа, мы узнаем на Бусти. Ссылка в описании. Так, короче, ладно, на этом я буду постепенно заканчивать. Мне безумно понравилось то, какую информацию мы получили. Стелла, ты лучшая болтунья. Я хочу с тобой проводить время, да. Посмотрим, что Лая сможет из нее выудить. Но ту, какую информацию дала Стелла, Лае явно это не понравилось. И походу, на самом деле... это действительно может привести к каким-то парадоксам. Об этом мы тоже еще узнаем. Не забывайте, пожалуйста, про ваши лайки и подписки. Вся ваша поддержка — это лучший буст мотивации. Не только для команды, но и для меня. Потому что, ну... я, как-никак, как ютубер, на всю эту статистику смотрю постоянно. Поэтому, правда, если вам этот канал дарит хоть какой-то позитив, ну, я надеюсь, вы позитив привнесете и мне. Спасибо большое. А вообще, если вы здесь впервые, то вы можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка, Тадмавриэль, Вальдхар, Стелла, которая болтунья, а самое главное, Малецкий, который написал, что в Синклите происходит жопа. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока-пока. А ты вообще, ну ничего, такой симпатяшка. Скажи, у тебя подружка есть? Что? Ты точно в порядке? Да, блин, цель была сложная, там очень сложная. Да, вот. Обалдеть. Даже тянуть не будем, самое главное. Расскажи мне, ты почему до сих пор не отвязан? Фигней какой-то занимаешься. Стелла, я знаю, сложно понять, я боюсь, что что-то пойдет не так. Я могу не вынести отвязки или умереть. Ой, все с тобой будет в порядке, не парься. Я видела досье на тебя. Очевидно, Лая, как и я, не знала этого. Но я не меньше, чем она обалдел, как Стелла сказала такую важную и, по сути, парадоксальную информацию. Ты ведь таким образом делаешь хуже не организации, а всей ветки. Или даже всему мирозданию. Далее они начали сраться, а я... ну а что я? Сбежал. Также, благодаря Малецки, мы подтвердили, в Синклите жопа, и никто не знает, что делать с этой новой незарегистрированной веткой. Правда, открыто он мне об этом не сказал. Эй, Малецки, я тоже сотрудник, мог бы и поделиться. Короче, смотрим дальше. Всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата, сезон, в котором мы попадаем в гущу событий. Ага, потеря Пита, смерть и не смерть Вальдхара, информация от Адмавриэля про время, огромная Стелла, новая ветка, а самое главное, моя отвязка, после которой, цитирую, все будет в порядке, я видела досье на тебя. Черт возьми, я бы такое досье почитал, это правда. Напомню, помощь организации искать Адмавриэля ко мне не придет. Не придет, ибо вся организация решает вопрос новой незарегистрированной ветки. Скажу честно, на базовом уровне я могу попытаться догадаться, что одна такая новая ветка может спровоцировать появление других веток, а потом еще и еще. Также эти слова смотрящего: ты на шаг ближе к тому, чтобы понять. Окей, надеюсь, это правда. Короче, зато сейчас я точно знаю, дабы начать, надо немножечко поспать. А, прям сразу катсцена, окей. Привет, Ло. Так. Короче, если даже Стелла сказала мне, что я... Ой. Так, тихо. Надо держать себя в руках и не сболтнуть случайно ничего лишнего. Зная, что Тадмавриэль может подслушивать. Короче, надо разобраться, что мне осталось сделать до отвязки. Капец. Так странно осознавать, что решение уже принято. А принято ли?
А принято ли? Вот, это главный вопрос. Что такое? Мне нужно что-то здесь найти? Никак не могу понять. Тадмавриэль говорил, что он везде был одинаковый. В каждой временной линии, куда он попадал. Значит ли это, что я тоже везде одинаковый? Значит ли это, что это я убил Вальдхара? Не какой-то другой злой Лолошка, а вот именно что я. Нет, это же бред какой-то. Это все даже звучит неправильно. Это не мог быть я. Я бы никогда не смог убить собственного друга. Не в такой ситуации, когда можно просто взять и найти другой выход. Это определенно был другой Ло. Ло, о котором даже думать стрёмно из-за его жестокости. Ну как сказать? Все-таки тут я не согласен. Я думаю, что это действительно наш Лолошка. Но вот именно из-за этого некого парадокса случилась новая ветка. То есть это настолько другая ветка, которую даже организация не зарегистрировала, что там Лолошка другой. Хотя обычно они все похожи. Ну ладно, это мои догадки, это не точно. Что у нас? Жизнь, время, скин, смерть, отсутствие времени, антискин. Тадмавриэль посмотрел вперед с помощью скинта. Да, это мы помним. Тадмавриэль убивал сотрудников организации. Организация не знает, где находится бункер Тадмавриэля. Вот насчет убийства, я помню, когда я это сказал Лае, она такая, типа, не убивал, что-то в этом духе. Типа, как-то обезвреживал сотрудников, непонятно, но, думаю, в будущем узнаем. И прям... Что такое? Если я точно не мог убить Вальдхара, то почему Лолошки в разных ветках отличаются? А Тадмавриэля, судя по всему, нет. Запишу на всякий. Может ли быть такое, что только я везде разный, а остальные остаются такими же? Да нет. Это перебор. Как-то слишком эгоцентрично считать, что целые временные линии отличаются только тем, какой я в них. Нет, ну, я, конечно, привык быть в центре всякого, но это же правда слишком. Наверняка все существа по-разному ведут себя в каждой отдельной ветке. Это было бы, ну не знаю, логично, разве нет? Короче, ветки отличаются тем, как в них устроена жизнь тех, кто в них обитает. Например, разные характеры, модели поведения и всякие подобные вещи. Разве не так должно быть? А вот Тадмавриэль везде один, потому что он мерзавец вселенского масштаба. Нет, правда, я не могу себе представить доброго Тадмавриэля. Наверное, такое возможно только в той ветке, где он не стал... самим собой. Как же тяжело об этом думать, голова раскалывается. Отвязка. Короче, нужно вернуться к отвязке. Необходимость отвязаться от времени как будто давит уже со всех сторон. Вопросов становится все больше и больше с каждым днем. Рисков и проблем тоже. Смотрю на все это и понимаю, я же практически ни в чем не продвинулся. Все мои догадки о времени, ветках, о самой организации — это же только предположение. Нет, я устал предполагать. Короче, надо наконец действовать. Если, то есть, когда я отвяжусь, я потеряю доступ к вневременной пустоши. Правильно? Да, правильно. Получается, вот, я смогу перемещаться между ветками, но не смогу больше видеть смотрящего. Почему у меня появилось резкое ощущение, что это может быть в интересах организации? Так, ладно, все, хватит. Надо просто попробовать поговорить с самим смотрящим. Нормально поговорить. Попытаться заставить его отвечать так, чтобы я понял. А это значит... надо встретиться с Лаей. Да. Без нее в пустошь я точно не попаду. Конечно, да, есть еще Стелла, но нет, Стелла точно не вариант. Окей. Так. Ну это, конечно, капец. Да, и тебе привет, Стелла. Блин, как же не вовремя, почему именно сейчас? Ну что, какими судьбами? Ты серьезно? Ты вот так вот приветствуешь даму? Это после того, как ты бросил меня непонятно где? Да уж, жесть. Понятно. Стелла? Капец. Стелла? Тебе что-то нужно? Эй, Стелла! Чё? Ой, да, конечно, мне что-то от тебя нужно. Что за вопросы-то тупые? Ой, да
Капец какой-то. Я же не просто так к тебе пришла, ну. Я такая несчастная, я не могу. Господи, что? Я даже не могу. Не, ребят, сори. В такие моменты я не могу нормально отыгрывать ложку. Мне совершенно не нравится это место, где живет Лая. Я ужасно себя там чувствую. Там вообще какие-то ненормальные условия. Так я же лучшую мебель для тебя нашел, Стелла. И приставку, и книжки, и... Вот оно. Вы, мужики, все одинаковые. Никакой поддержки не получишь от вас. К тебе пришла, значит, девушка с проблемами пришла. А ты ей даже не посочувствуешь, серьезно. Это, конечно, капец. Извини, пожалуйста, Стелла. Я просто не понимаю, что происходит, если честно. Ой, ну я же сказала, я пришла к тебе, потому что у тебя мне нравится больше. Ты погляди на это. Столько штучек, которые можно потрогать. Столько всего интересного. С Лай не поболтать нормально. И вообще там делать особо нечего. Она спрятала от меня все. Вообще все, это капец. На приставке твоей только одна игра. А книжки скучные. Я у тебя посижу. Мне нужно расслабиться. И вообще, помоги мне. Даму развлеки. А то у меня стресс. А стресс очень-очень плохо влияет на упругость моей слизи. И на пищеварение. Да. Охудеть. Я так и не понял, чего конкретно она от меня хочет. Как можно развлечь Стеллу? Да никак. Просто сказать Стелле, что в бункере очень опасно, и попросить уйти. Откупиться от Стеллы едой, дать Стелле почитать книги про архей. Сказать Стелле, что в бункере очень опасно, и попросить уйти. По-моему, норм. Не? Ну, она же наверняка разумная, да? Хоть и очень своеобразная. Ладно, попробую. Стелла. Чего? Знаешь, я очень ценю твою компанию. Правда ценю. Но мы же уже обсуждали, тут небезопасно. Здесь в любой момент могут появиться сотрудники организации. Чего? Тебе не следует здесь находиться. Если тебя обнаружат, Ой, то... все, брехня. Как же вы мне с этим уже надоели. Я не боюсь этих штурмовиков, понятно? Если они здесь окажутся, я тут же уйду обратно. Эти идиоты не найдут меня. Но, Стелла, еще раз. Меня накажут. Ой, ты капец. Ты думаешь, я тупая? Я быстро уйду, они даже и не заметят. Я девушка такая, быстрая. И вообще, вы так много про это говорили, но ни одного из ваших я здесь так и не увидела. А у меня идеальное количество глаз, если что. Ясно. Да уж, кажется, я ошибался. Стелла! Стелла Богара, ты что делаешь? Куда ты идешь? Алло! Это мой бункер! Это тебе нельзя! Да блин, Стелла! Тебе кто? Это самый Это, знаете, вот реально неприступная крепость. Хоть толдыч, хоть не толдыч, вообще... Куда ты идешь? Это мое! Это мое! Нет! Это мое! Здесь за все время никто не был. Ну ладно, когда проверка. Да, ничего интересного. Ну нифига. Че, тебя развлекать склад должен? Куда? Ой, не трогай мои трубы! Не трогала. Нет! Поломала мне, зараза! Сейчас, короче, я обязательно это прочитаю, но... вот здесь нормально, вот здесь дышится. Уговорить Стеллу уйти как-нибудь. Сделать все возможное, чтобы Стелла не разгромила бункер. О, это правда. Вот именно как только я нашел возможность отправиться к смотрящему, передо мной появилась Стелла с просьбой развлечь ее. Я не понимаю, что конкретно она хочет. У нее же есть буквально все для развлечений. Да и момент самый неподходящий. Хотя, не уверен, есть ли вообще подходящий момент для Стеллы. Надо найти способ от нее избавиться, срочно. Да, как? Ну да, починить. Во-первых, починить. Где у меня трубы? Вот трубы. Мне нужны, очевидно, другие кислородные. А у меня, по-моему, кончились кислородные трубы. Блин, погоди. Не, только не говорите, что у меня реально эти трубы, все. Каюк. На всякий случай, может быть, здесь, пожалуйста. Да, все нормально. Компоненты, наверное, не берем. Погнали. Долбаная Стелла, что ж ты творишь-то? Все, починить. Благо, опыта у меня достаточно. И куда ты ушла? О, Стелла. И чё это зачем?
Чё? А, могу поговорить. Вообще, знаешь, тут так странно пахнет. Это, конечно, капец. Это, конечно, капец. Что ты хочешь? Не трогай! Не трогай мои геномы! Не Боже помогу. мой, да куда ж ты Да. геномы-то трогать? Никто их не трогал! Это... Провод, где? У меня есть провод. Куда это чинить? Где? А вот чинить. Да ты тварь-то такая, блин, желейная! Иди отсюда! Поговорить не могу. Куда идешь? Куда? Только не направо. Налево. Нет, за что? Не трогай, пожалуйста. Изучаешь, да? Тут, если что, ничего не написано. Поговорить? Эй, Стелла, пожалуйста. Ты можешь ничего не трогать. Чего? Ой-ой-ой, ты что, злишься, что ли? Так брутально, знаешь. А ты вообще, ну ничего, такой симпатяшка. Знаешь, может быть, мне просто настолько скучно, что... Скажи, у тебя подружка есть? Что? Какая к черту подружка? Нет, у меня подружки. Значит, с тобой явно что-то не так. Ну, не считая количество глаз и рост, конечно. Извини, но нет, я не могу рисковать. Я очень ранимая. Прости, Лололошка. Я знаю, что ты сейчас думаешь. Такая красивая девушка у тебя в гостях. Угу. И тебе очень тяжело держать себя в руках. Я прекрасно тебя понимаю. Ходишь за мной тут как щеночек, погляди. Не знаешь, как ко мне подступиться. Ну давай, пожалуйста, вот без этого, Мне нужен серьезный и крупный мужчина. А если бы у меня была подружка? О, тогда это бы все меняло. Тогда была бы причина тебя у нее увести. Что? О, это была бы такая романтичная история. Стелла, это, конечно, капец. Ну, не знаю. Ну, что? Что ты там тронула? Погоди. Ты... Как ты могла двери тронуть так, что тут все полетело? Я просто в тотальном афиге. Так, вот компоненты, мне нужны компоненты. Вот, 2 штуки. И я помню, еще были. Да, у меня компоненты где-то здесь валялись. Сейчас я на всякий случай заберу. Вот, берем. Давай сразу еще. Электричество работает, все работает. Пожалуйста. Я тебя прошу, умоляю, не трогай ничего. Кстати, знаете что? Я, наверное, вот так сделаю. Стелла, ты где? О, нет, только не слизи, пожалуйста. Поговорить? А это у нас что такое? Это что-то вкусненькое, да? Да, очень вкусное. Но здесь есть нельзя, Стелла. Чего? Почему это? Из-за специфики воздуха в бункере. Можно есть только там, где вы с Лаей сейчас живете, вот. Серьезно? Знаешь, у тебя здесь оказывается очень стрёмно. Вечно все ломается, такое все хрупкое. Это просто ужас. Да, я согласен. Может быть, ты тогда вернешься обратно к Лае? Ой, ну как же ты достал со своей Лаей, капец. Я не знаю, где Лая. Куда-то слиняла. Сказала, что у нее уши болят. Думаю, это из-за пространственного давления. А это кушать можно? Нет, это гусыня, ее есть нельзя. Чего? Почему? Выглядит аппетитно. Так, только нет. Беги! Гусыня, ран! Ран, гусыня! О, нет. Почему ты не идешь? Гусыня, прости. Стоп, подожди, она же есть, ее не будет? Может, ты... Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, это трэш. Только бункер мне не поломайте, пожалуйста. Ай, помогите! Что я сделала тебе? Что я тебе сделала? Помогите! Помогите мне, что я сделала тебе? Что мне нужно сделать? Ложка, Что? помоги мне, пожалуйста! Я не знаю, что мне сделать! Больно! Блин, покормить гусыню! Надо покормить гусыню, точно, покормить гусыню, сейчас! Срочно томаты, черт возьми! Блин, Стелла, пожалуйста, свали отсюда! Ох, что за жопа у вас там происходит? На, кушай! О, реально, помогло. Фу.
Ой. Как ты вообще смеешь, скажи? Натравил на меня своего монстра пернатого. Это какой-то капец. Прости, Стелла. Я не думал, что так случится. Ну нет. И вот ты так развлекаешь даму. У тебя какая-то непонятная помойка. Поговорить с тобой не о чем. Так еще и убить меня хочешь. Погляди на себя. Да, Стелла, никто не пытался тебя убить. Вот понятно, поэтому у тебя нет никакой подружки. Я ухожу. Пруну. Да. Черт. Блин. Трешатина та еще. О, зато избавились от проблемы. Вообще, это... Я обожаю Стеллу. Вот что хотите, говорите, я обожаю Стеллу. Жалко, что мы, конечно, инфу никакую не получили. А, стоп, погоди. Но мы узнали, что Лаи нет. А это ведь так, кто мне нужен. Получается, если... Наконец-то она ушла. Надеюсь, это заставит ее больше вот так вот не появляться. Так, ладно, Лая. Надо найти Лаю. А где ее искать-то? Лучший вариант оставить Лае записку в Прунусе, чтобы она сама меня нашла. Но тогда опять придется взаимодействовать со Стеллой. Она ведь только ушла. Еще и обиделась. Может быть, теперь даже не скоро вернется. Хотя... Ладно, наверное, все-таки лучше извиниться перед ней. А то решит вернуться в организацию, еще там пожалуется на меня. Да и Лаю я вряд ли смогу найти сам. Поехали. Решит вернуться в организацию и пожалуется на меня. Да не знаю, как будто саму Стеллу больше наругают. В любом случае мы... Ну... Так. Ложка. Блин. Ну за что мне это? Эй, Ло, ты как? Извини, Каспер, я задумался. Не ожидал тебя увидеть. Как-то он странно выглядит. А я вот, прикинь, вот задание только урвать моментик смог. Столько километров не виделись, да? Ты как? Это... У тебя хорошо все? Малецкий? А у тебя-то все хорошо? Ты очень странно выглядишь. Да просто задание, оно непростое, Ло. Немного вот устал. Ой, блин. Не представляешь, какой бардак сейчас в Синклите творится. И сотрудницы пропавшие, и внутренние расследования эти, и внешние расследования, которые... Стой, что? Внешние расследования? Да. Да забей, знаешь, там забей. Просто... Ой. Давай, может, это, не знаю, обнимемся, Ло. Я же скучал по тебе. Что происходит, Малецкий? Давай, обнять. Что-то я, знаешь, блин, очень устал, вот, если честно, очень. Малецкий, ты точно в порядке? Да, блин, цель была сложная там, очень сложная. Да, вот. И физически, и морально было. Погоди, а что за цель-то? Кстати, а тут у тебя все так же... Ничего не поменялось. Ну и хорошо, что ничего не поменялось. Малецкий, что должно было поменяться? Слушай, а ты чё на письма не отвечаешь? Я же переживаю за тебя, балбес. Мало ли что, ты ж тут один. Да. Чё происходит, Малецкий, реально? Я не понимаю, что с тобой? Что должно было поменяться? Что? А тут у тебя все так же. Хах. А что должно? Ну ладно, Гусыню. Да, прости, я вечно забываю. Ты, может быть, сказать мне, чего хочешь? Ты какой-то нервный. Каспер, я за тебя сейчас переживаю. Да блин, ну, у меня была самая тяжелая цель за все время моей работы. И я просто... Короче, знаешь, я рад, что у тебя все как обычно. Давай, может, уже все обсудим в Синклите, а? Когда ты готов будешь. Хорошо. Да, давай, я пойду. Отчет писать. Я вообще тут не должен находиться. Но ты так не делай, кстати. Так, все, пока. Да, давай. Черт, это что сейчас было? Что это за задание такое, что аж сам Малецкий так перенервничал? Малецкий, которого с детства обучали убивать. И почему он на все так смотрел странно? Нет, по порядку. Я собирался к Лае. Надо идти к Лае. Ладно, меня это немного... Да что ж такое, Лая? Я как раз хотел к тебе идти.
Ой, да, привет. Стелла мне успела пожаловаться, что теперь долго не сможет есть. Не из-за психологической травмы, а вторым ртом. Ну, ладно, сейчас не об этом. Надо поговорить, Лолошка. Не поверишь, мне тоже с тобой надо поговорить. Не здесь. Давай в другом месте. И точно не у меня. Хорошо. Что за происходит, блин? С этой новой веткой это... Да... Я же даже ответить не успел. Ладно, я понял. Поговорим в гараже. Ой, блин, а я бы не понял на самом деле. Я реально не понял, что надо в гараж. Давай, надеюсь, погодка будет нормальная. Пожалуйста, пожалуйста, хорошая погода, хорошая погода. О нет, там плохая погода, это это просто отвратительно. Давайте, не знаю, немножко зарядить, хотя пофигу на эту канистру, плевать. Просто сядем, быстро, оп, оба. 2% потерял буквально за вот эти 2-3 блока, я в шоке. Ладно, главное сейчас просто доехать до гаража и, надеюсь, ничего не случится в этот момент. Меня немного напряг Малецкий на самом деле. То есть у него было какое-то тяжелое задание, и он был весь порван. То есть у него было оборванное... все! Он кого-то убил! Машиночка, давай сюда завозим. Аккуратненько. Hello. Здесь опять! Тем более, это вдруг он проснется, а меня нет! Вальт, успокойся, это быстрый разговор. Я верну тебя обратно. Обещаю. Ребят, привет. О, наконец-то. И тебя позвали. Да, решила собрать всех вместе, Вальдхар. Что такое? Я смогла немного разузнать про мертвую ветку, Ло. Чё? Погоди, реально, чё? Ты меня впервые назвала Ло? Лая, это ты? Что? Ну, мертвая ветка? Ты ничего не говорила про мертвые ветки. Тихо, пожалуйста, успокойся и просто послушай. Не, слушайте, я не понимаю, что тут происходит, но как будто бы ситуация становится только хуже. Хотя, казалось бы, куда уж там хуже-то? Ло, ты же хотел отвязаться от времени, так когда ты уже отвяжешься-то, а? Чтобы у нас был хоть какой-то шанс закончить этот трындец. Вальдхар, я уже почти... Почти. Когда это почти уже станет? Уже? Так. Вальдхар, пожалуйста, успокойся. Мы сейчас над этим работаем. Но давай ты выслушаешь меня. Ну давай. Я узнала что-то, что поможет нас приблизить к пониманию работы организации. Как минимум то, что в ее работе есть сбои, которые сыграют нам на руку. Да, тебя, походу, это очень сильно впечатлило. Чё, стресса в последнее время много, да? Ты сейчас о чем? Ну, принцесса, погляди-ка. Кажется, ты становишься королевой. У тебя морщинка появилась. Но не переживай, мне так даже больше нравится. Что? Быть такого не может. Ну как же. Я своими глазами вижу, Лая. Тот самый момент, когда девушка становится... Так, тихо. Сядь. Просто сядь. Погоди, а ведь правда? У нее текстурка поменялась, не? Так, еще раз, слушайте внимательно. Я узнала, что мертвая ветка появилась из этой. Чего? Но как это возможно? А как это вообще работает-то? Ло, ты ничего ему не объяснял, что ли? Так я и сам понятия не имею, как образовываются эти ветки, Лая. Серьезно? Ты ни разу не додумался спросить об этом? Так, короче, давайте проясним. Вы же понимаете, что временные линии исходят не из одной точки, да? Нет. Да, реально, Лай, что это? Линии, точки, уроки геометрии какие-то. Послушайте, временные ветки бывают совершенно разной длины. Они рождаются одна из другой. Ветки, Ло! Ветки, как у мать твою древа! Поверить не могу, на что вообще я надеялась. Да блин, Лая, почему ты злишься? Да, реально, принцесса, ты ж только что меня успокаивала. Да ладно, хорошо. Ну так хорошо, тогда продолжай. В общем, новая мертвая ветка родилась из этой. Понимаете, да? Считалось, что так вообще не бывает. Ну? И чё? Эта ветка фактически уже ликвидирована. Из нее не могла родиться еще одна. А это значит, что организация сама в этом не разбирается. Кстати, ко мне приходил Малецкий и говорил про какое-то внешнее расследование. Да, потому что они все болваны, и они сами некомпетентны в вопросах зачистки. О, как я представляю, это что будет, когда об этом все узнают и... Эй, принцесса, королева, так а чем эти ветки вообще отличаются-то? Вот эта ваша новая ветка чем-то отличается от нашей, не? Черт. Ложка,
расскажем ему. Даже не знаю. Вы о чем? Рассказать о том, что Вальдхар погиб от моих рук. Почему-то вот сейчас, когда он понимает, что мы его пытались спасти все это время, и как бы дали ему даже надежду на то, что он выживет там в бункере Тадмавриэля, он готов это выслушать. Я прям почему-то верю в это. Валь, слушай. Я, пожалуй, отойду. Да чё происходит-то? Короче, эта новая ветка была такая же, как и эта. Все было практически то же самое, только Так, в этой новой ветке тебя не было. не было... В смысле? Ты был мертв, Вальд. Чё? Подожди, типа я не рождался? Типа я тебя убил, Вальд. Ну вот! Так я ведь так и знал! Я, черт возьми, так и знал! Тихо, Вальдхар. Я знал, что ты хотел убить меня! И убил Ло! Да нет, Вальдхар, это не так. Да я... не, ну в смысле не так, когда так? Блин, да даже Тадмавриэль лучше, чем ты, Ло! Он хотя бы не скрывает, что он ублюдок! И не делает вид, что он мой друг! Риверта! Ладно, я... Реально? Лая? Поговорить? Я его понимаю, если честно. Дадим ему прийти в себя, окей? Такое тяжело принимать, Лолошка. Особенно с его опытом. Ты что, реально не знал про ветки? Нет, не знал. Это вау. Просто вау. Я пойду. Стой, подожди. Нет, я должна идти. Попытаюсь разузнать что-нибудь еще. Продуктивной беседы все равно не выйдет. Да нет, я просто хотел немного... Прекрасно, черт возьми, просто изумительно. Даже спросить ничего не успел. Если новая ветка образовалась из этой, это что же значит? Да ничего это не значит, черт побери. Когда я смогу просто попасть к смотрящему? Так много вопросов, это невыносимо. Новое уведомление, сообщение. О, зарплата. Департамент расчета и начисления заработной платы. Выплата премии. Дорогой Лолошка, уведомляем вас, что у вас появилась возможность получения дополнительной премиальной выплаты. Сообщите, пожалуйста, в заявке, если для вас это актуально. Заявку можно создать в разделе «Заработная плата» вашего персонального профиля на данном устройстве. Пожалуйста, не отвечайте на это письмо. Спасибо. Так, погоди. Премия? Что ж, видимо, сначала я наведаюсь к Тадмавриэлю. С ним тоже есть много нерешенных вопросов. А потом уже смотрящий. Окей. Я понял. То есть скин, да? Сейчас, извиняюсь. Вопрос. Ничего нет. Обязательно перед тем, как куда-то ехать, надо выехать из этого Блумколя. Ну нафиг, я что-то, знаете, когда нахожусь в этом гараже, ловлю некую депрессуху. Заглушаемся. И раз уж я все равно сейчас поставлю на зарядку, сразу топливо. А то 600 это уже мало. Как же быстро тратится, у меня просто 92 уже. Заходим. Гусыня там бегает, хорошо. И давай-ка на всякий случай промах. Стелла? Стелла, прости, что так вышло с Гусыней. Уходи. Просто уходи сейчас же. А не то я начну кричать. Ладно, хорошо, Стелла. Так, я даже не знаю, это... Лая. Ой, что это? Лампа? Я поставить не могу. О, Гусыня, привет. Прописываем маус. Так, и у нас получается прям... Вот тебе и запасной вариант. Что? О чем ты? Наверное, имеется в виду, что Стелла не выручит меня, дабы телепортироваться. В пустошь. Ой, погоди, Лолошка, давай на всякий пожарный, чтобы потом в будущем не забыть, что ты написал. Ты же наверняка что-то написал, правильно? План вроде не поменялся, рисунок все такой же. Здесь никакой новой информации, структура нет. Заметьте, тут даже про Стеллу ничего не написано, потому что мы буквально ничего не писали. Жалко, хотелось бы почитать. Короче, у нас прямо сейчас планшет, у нас прямо сейчас зарплата, премия и
И сделаем мы это в следующей серии. Мы обязательно попросим, мы обязательно поговорим с Тадмавриэлем, а потом пойдем к смотрящему. Решаем все быстро и отныне еще быстрее. Только так. Очень надеюсь, что вы не забудете поставить лайк и подписаться. Ваша поддержка — это лучший буст мотивации. Спасибо большое, если вы не забудете, если не пропустите мимо ушей. Ну правда, я знаю, насколько это бесячая фраза. И даже эта фраза немного бесячая. Но все-таки я как-то двигаю, надеюсь, этой фразой ваш палец в сторону, там, нажатия. Блин. Спасибо еще раз. Если вы здесь впервые, то можете еще и позвать друзей. А с вами были Лолошка и Премия. Всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока. Пока. Я хотел попросить тебя в пустошь меня закинуть. Просто скажи мне стоит отвязываться или нет? Это не будет ужасной ошибкой? Ответь хоть что-нибудь. Что? Что? Да, это жестко. Тревожный Малецкий в разодранной одежде, его самый тяжелый заказ, Стелла, которая крушит и ломает, а также Лая, подтвердившая наши догадки. Новая ветка началась в моменте, когда я не убивал Вальдхара. Скажу честно, я специально в предыдущей серии не комментировал, чтобы вы сами подумали, но очевидно, самая сложная цель Малецки — это я, Лолошка, его друг. Да, он убил меня где-то там в ответвлении и пришел ко мне сюда, дабы проверить, что хотя бы здесь я живой. Вот почему он так нервно смеялся и не хотел все рассказывать. Кстати, о смерти. Я решил напрямую рассказать Вальдхару об ответвлении, о его убийстве, а он в целом, как я и догадывался, начал быковать и ушел. Короче, сейчас наша цель — попросить премию, заплатить Тадмавриэлю за информацию, а самое главное — уболтать смотрящего. Всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья, я Лолошка. Добро пожаловать в точку невозврата, сезон, в котором мы многое узнали. Ага, данные о ветках, смерть Вальдхара, смерть меня, про которую напрямую Малецкий не сказал, но стало понятно, Стелла, которая хоть и тупая, но очевидно полезна, а самое главное — зарплата. Прямо сейчас я могу открыть планшет, зарплата, премия и написать про скинт. Наконец-то. Но сделаем мы это после небольшой рекламной паузы. Дамы и господа, Мироходец.ру — это мой мерч-магазин, где продаются крутые вещи. Там недавно была новая коллекция, и ссылка в описании. Конец. Ну все, черт возьми, я готов, зарплата, премия. Хочу побольше скинта. Чау. Отправить? Ваша заявка отправлена. Я думаю, они очень быстро ответят, но прямо сейчас у меня шикарные новости. Я научился листать уток. О, это было быстрее, чем я ожидал. Департамент расчета и начисления заработной платы. А вот это получается мое. Здравствуйте, прошу выплатить мне премию в виде кристаллов скинта. На всякий случай напоминаю о необходимости стучаться. С уважением, агент Лолошка. Ага. Так, короче, сейчас прочитаем, но я научился листать уток. Мы просто нажимаем бам. Бам. Да, это делается тупо влево-вправо. Я сначала какие-то тут стрелочки искал, но нет, все оказалось куда проще. Мне вот пока так нравится. Теперь снова планшет, сообщение. И что сказали? Агент Лолошка, ваша заявка на выплату премии в кристаллах скинта была получена и направлена в отдел по начислению заработных плат. Пожалуйста, не отвечайте на это письмо. Так, и что? Может быть, мне сразу одеться? Давай проверим. Надеюсь, там хорошая погода, пожалуйста. И... Ну, погода-то хорошая, но зарплату пока не дадут, окей. На всякий случай заранее потренируемся, чтобы потом не забывать. Сейчас у меня сколько там, 30 тысяч опыта, да? А, 27 тысяч всего лишь, блин, это мало. Надо бы обязательно побольше накопить. А пока что, томаты, привет. Осталось только гусыню найти. Эй, я слышу тебя, ты где-то здесь, да? Привет, привет, моя маленькая, да что, блин, а? За что? Вот, кушай, все. Каждый раз, когда она видит томаты, просто... Ну, что это происходит, а? Надо, наверное, еще не забыть про слаймов обязательно. Сколько тут? 19 гнили, маловато. Сейчас сразу положим сюда томаты, и пусть гниют, как говорится. Опа. А вот и наш скинт. Ха. Надо отдать организации должное. Несмотря на то, что бюрократия у них очень медленная и неповоротливая, зарплаты и премии они выплачивают очень быстро. Вот же ж, знает, чем подкупить сотрудников. Кто будет вникать в детали, если на первый взгляд все такое добренькое, да еще и вовремя платят, да?
Да я думаю, может быть, это и не зарплата. Может быть, это Малецкий, может быть, кто-то другой. Может быть, это дрон. Опа. Во-первых, погодка такая, ничего, поменялось. Это Бэннер, по-моему, да? Стил Бэннер. Привет. Приветствую, мистер Лолошка. Возможно, вы меня не помните. Меня зовут... Стил. Я помню вас. Ну, а вы не перестаете удивлять. У нас в Синклите только и говорят, что о вашей... вашей оригинальной персоне, да. И что обо мне говорят, Бэннер? Да так, вы не подумайте, ничего плохого не говорят. Просто вы очень необычный сотрудник, вот всем и интересно. А вообще, я тут все-таки для того, чтобы доставить вам вашу премиальную выплату. Сейчас. Держите. Опять маленький кусочек. Ну спасибо, блин. Хорошего дня, мистер Лолошка. Хорошего километра, мистер Бэннер. До встречи. Да, до встречи. Да. Они никогда не дают договорить, да? Ладно, сейчас это все равно не важно. Скинт я получил, и в этот раз они даже расщедрились. Значит, получится выбить из Тадмавриэля больше информации. Наверное. Так, кстати, а что если я захвачу еще и парочку гусиных яиц? Тогда, возможно, он ответит более развернуто и ясно, чем в предыдущий раз. Это, кстати, хорошая идея. У меня 10 яиц, у меня 3 кусочка. Заходим обратно. И нам... Что, наверное, нужно сразу телепортироваться? Давайте я попробую написать «Реверто». Нет, это так не работает, да? Ладно. Наверное, тут имеется в виду, что я могу снова покормить гусыню. Эй. Да, реально могу. Гусыни вкусно. И у меня уже 11 яиц. Офигеть. Сейчас обязательно нужно все ненужное убрать. Ну ладно. Вроде бы я готов. Реверто. Ну вот так это работает, да? Понял. Все куда проще. Черт, стой, точно. Вальдхар же тоже здесь. Последний наш разговор был не самым приятным. Оно и понятно. Вальдхар узнал, что в той новой ветке я его убил. Надеюсь, он сейчас чем-то занят, и мы просто не встретимся. Блин, а у меня правда вылетело из головы, что Вальдхар тоже здесь. О нет, он там. Работай. Да работай, ну блин, знаешь, вином мог бы и поделиться. Из чего это вдруг? Мог? Но смотри-ка, не захотелось. Да тут же даже пыли нет, блин. Я буквально вчера это все смахивал. Эй, а ты почему не здороваешься? Где твои манеры, Лолошка? Я... Здравствуй, Тадмавриэль. Вальд! Понятно. Вальд. Ай-яй-яй, Лолошка, что же такого ты натворил, чтобы так обидеть своего дорогого друга? А знаешь, Тадмавриэль, я отвечу на этот вопрос, если ты заплатишь мне скинтом. Что? Да, или ответишь на любой мой вопрос. Да, ты все-таки очень забавная букашка. Но нет, меня не настолько интересуют детали твоей биографии. Однако, меня очень интересует то, что у тебя в кармане. Я готов ответить на твои вопросы в рамках нашего уговора. В обмен на скинт. Ну, чё, я сразу все отдам? Держи. Что ты будешь с ним делать? Да! Какого? Ты его сейчас правда съел? Ну да. А в чем твоя проблема? Я просто... Я не знал, что скинт можно использовать вот так. Ну так, ты вообще много чего не знаешь, Лолошка. Но сейчас так уж и быть. Узнаешь чуть больше. Что? Ну, я же не задал вопрос. Когда я основал свою компанию по добыче скинта, у меня появились неисчерпаемые ресурсы для разного рода экспериментов, которые... исчерпаемые. Да чего? Что? Ресурсы, говорю, были исчерпаемыми. Ты же их исчерпал в итоге. Скинта в архее не осталось.
Я так понимаю, ты хочешь у меня отбить желание отвечать на вопросы, да, Лолошка? Нет, все, молчу. Черт, блин. Зачем я только что это сказал? Что за джоновские замашки? Так вот, я получил неограниченный доступ к Скинту. Его было настолько много, что я просто не знал, что с ним делать. И однажды я просто попробовал его есть. Никогда я еще не ощущал такой энергии крови первой матери в моих венах. Не понимаю, как я раньше до этого не додумался. Это было непередаваемо. И это дало мне новые способности. Продолжай, интересно. Ну так и остальное ты уже знаешь. Я рассказывал. Ты смог посмотреть вперед, правильно? Именно. Но все-таки, Тадмавриэль, как ты это умудрился делать? Ты правда думаешь, что я расскажу тебе, Лолошка? Если бы ты мне весь зал завалил Скинтом, то может быть. Но задай вопрос поскромнее. Ты серьезно? Ну я же тебе целых 3 кусочка дал! Стоп. Отдать яйца? Так, надеюсь, я не все отдам, пожалуйста. А это еще что такое? Это яйцо. Яйцо, содержащее энергию искры. Возможно, его жевать попроще будет, чем кристаллы Скинта. Ну ладно. Хорошо. Допустим, я готов ответить на еще один твой вопрос. На 1? Я дал тебе 11 яиц, чувак! Так, блин, ладно. Расскажи, что ты знаешь об организации. Расскажи о природе Скинта и антискинта. Расскажи о том, как устроен твой бункер. Блин, ну тут точно не 3. Это либо 2, либо 1. Ну прям очевидно. Да, наверное, он все-таки про Скинта и антискинт много знает, поэтому давай. Да что ж такое, ну я же в прошлый раз тебе объяснял. Тадмавриэль, я бы не назвал это объяснением. Нет, я объяснил нормально. Это ты не понял. Но я могу объяснить снова, более подробно. Раз уж в этот раз ты заплатил больше. Скинт — это, как известно, кристаллизованная энергия искры, Лолошка. Знаем. То есть кристаллизованная кровь первой матери. Это мы тоже знаем. О, привет, Джон. Когда говорят, что в мироходцах течет кровь первой матери, имеют в виду именно силу искры, вырабатываемую ОМП. Я надеюсь, все это тебе известно. ОМП — орган межпространственного перемещения, вроде бы так, да, известно. Знаешь, я так долго занимался исследованиями Скинта, что много раз думал, пора остановиться, я уже наверняка знаю о нем все. Но каждый раз естественная тяга ученого подталкивала меня продолжать. Любой на моем месте уже давно бы остановился, довольствовался бы известным. Но не я, Лолошка. Только не я. Последним моим гениальным открытием стала теснейшая связь Скинта со временем. Точнее сказать, полная их эквивалентность. Да, я уже говорил тебе, что энергия искры — это энергия самой жизни, а жизнь — это время. Любое живое существо живет во времени. Что? Подожди, а как же сотрудники организации? Ну, ты хочешь сказать, они мертвы, что ли? О, я вижу, тебе бесполезно что-либо объяснять. Да хватит пить, давай уже! Противоположность жизни — это смерть, Лолошка. Противоположность Скинта — антискинт. Противоположность времени — его отсутствие, антивремя. Процедура отвязки не уничтожает время твоей жизни. Она всего лишь выносит тебя вовне. Соответственно, отвязанные живут вне жизни и смерти, вне времени и антивремени. Мне вот интересно, ты уже догадался? Что? В плане, о чем догадался?
о том, почему Искра и Скин дают возможность перемещаться между мирами. Ну, потому что первая мать так устроила. Но, ложка! Да потому что Искра теснейше связана со временем. Значит, мироходцы больше привязаны ко времени, чем все остальные. А поскольку Вселенная всегда старается сохранить баланс, мироходцы оказываются менее привязаны к пространству. Именно поэтому они могут без проблем в этом пространстве перемещаться. Ну да, ладно, это логично. Естественно, это логично. И поэтому отвязанные от времени сильнее привязываются к пространству, правильно? До такой степени, что оно начинает на них давить. Да, наконец-то ты хоть до чего-то додумался сам. Но, Тадмавриэль, если мы так привязаны к этому времени, почему я могу путешествовать во времени через пустошь? Ну так ты же первый. Что? В плане? Чем что это значит? сильнее искра мироходца, тем больше ему подчиняются и пространство, и время. Ох, да. В свое время я съел очень много скинта и научился смотреть вперед во времени. Поясняю для непонятливых. Я научился предсказывать будущее. Что? И ты предсказал конец времени в этой ветке? Именно. Наконец-то. И ты использовал антискинт, то есть антивремя, как антидот к концентрированному времени в воздухе. Верно. Да блин, ну это все очень странно. Ладно, если, наверное, опять же переслушать, это будет все понятно, но... О, какая-то сложная тема, да? Расскажи об организации. Чего? Ты правда думаешь, я собираюсь еще что-то рассказывать? За те жалкие крупицы, которые ты заплатил? Одну вещь скажу я тебе, Лулошка. Я решил с тобой сотрудничать только потому, что понял. Мы с тобой похожи гораздо больше, чем тебе кажется. Что? Ты считаешь, что я конченый мерзавец, злодей и психопат. Но знаешь, ты и сам-то еще похуже будешь. А теперь давай, убирайся из моего бункера. Я устал от тебя. Но что? Подожди, в плане? Что ты несешь? Ты сейчас правда собираешься разговаривать так со мной в моем же бункере? Если ты будешь оскорблять меня подобным образом, то да, Тадмавриэль. На правду не обижаются, запомни это. А теперь убирайся отсюда. Ладно. Видимо, лучше действительно убираться отсюда. Риверта. Черт. Как же много новой информации. Но хотя бы в этот раз разговор получился продуктивным. Хотя я вообще не понял, что это был за непонятный поток оскорблений в конце. Типичный Тадмавриэль. Но зато, кажется, я нашел подтверждение тому, что мне однажды сказала Лая. Мироходцы тяжелее переносят отвязку, чем остальные существа. Если кристаллизованная искра это скинт, а скинт это время, значит, по сути, энергия искры это энергия времени. То есть отвязка для мироходца это не только отвязка от времени, но и отвязка от искры? Блин. Если это действительно так, то неужели я потеряю свою искру после отвязки? Хотя Тадмавриэль сказал, что противоположность скинта и искры это антискинт. А отвязка это что-то, что выносит тебя за пределы и времени, и антивремени. Значит, она не должна так разрушительно действовать на искру, как антивремя. То есть антискинт. О, блин. После этого разговора отвязываться стало куда страшнее. Это точно не будет ошибкой. Может, все-таки не нужно этого делать. Так, ладно, надо наконец поговорить со смотрящим. И в этот раз мне никто не помешает. Ни Стелла, ни Малецкий. Да пусть хоть сама Луиза ко мне придет. Все подождут. Сейчас важнее всего спросить у смотрящего про отвязку. Если даже он мне не поможет, то мне никто уже не поможет. Но чтобы переместиться, мне нужна Лая. Да, точно.
скафандр. 86% заряда. Давай сразу зарядим, на всякий случай. В целом, я более-менее понял, что сказал этот Мавриэль. То есть, получается, отвязка тебя, как отвязанного, не до конца разделяет от времени. Скорее, выносит за скобки. Ну, вот примерно так я это понял. Именно поэтому эти отвязанные могут воздействовать и перемещаться во времени, но также обратно выходить за эти самые скобки, где на них это время не давит. Вот как-то так, опять же. Но меня прям реально третий раз уже вот это беспокоит. Я решил с тобой сотрудничать только потому, что понял. Мы с тобой похожи гораздо больше, чем тебе кажется. Ты считаешь, что я конченый мерзавец, злодей и психопат, но ты сам-то еще и похуже будешь. Ладно, в любом случае мы зарядились, прописываем пруну. И... О. Привет, Лая. Да, сейчас. Привет. Я понял. Привет. Если что, Стелла кормит второй род. Да, я так и понял. Ты просто так пришел или зачем-то? Да, Лая, я хотел попросить тебя в пустошь меня закинуть. Зачем? Мне очень надо, честное слово, очень. Хочу узнать, стоит мне отвязываться или нет. Слушай, я, конечно, помогу. Но, надеюсь, тебя там отговорят от отвязки, правда. Я на это надеюсь. О, даже так? Спасибо. Надеюсь, что смотрящий отговорит от отвязки. Это сильно сказано. Так, ладно. Фу. Я просто ищу. Смотрящий! Не так, да? Ну как же тебя вызвать-то? Смотрящий! Эй, смотрящий, а знаешь что? В этот раз я добьюсь от тебя ответа. Я никуда не уйду, пока ты мне не скажешь что-нибудь. Ладно. Это... Приступим к плану Б. Смотрящий! Эй, смотрящий! Ну, смотрящий! Реально, это и есть план Б. Эй, смотрящий, я тут! Поговори со мной! Смотрящий! Я бегу тебе навстречу! Почему ты не бежишь? О, черт. Ой. А вот и ты, смотрящий. Я уже устал за тобой гоняться, честно. Я знаю, что тебе от меня что-то нужно, иначе бы ты не преследовал меня. Так может быть, ты все-таки поможешь мне? Потому что это сейчас твой последний шанс. Ледяной взгляд смотрящего вызывает тревогу. Что? Подожди, то есть ты хочешь сказать, что это мой последний шанс, не твой? Ну, возможно. Просто скажи мне стоит отвязываться или нет? Это не будет ужасной ошибкой? Ответь хоть что-нибудь. Что? Что? Какого черта? Смотрящие! Чтобы исправить ошибки, ты должен принять решение, которое уже принимал. Должен пожертвовать всем. Но что за ошибки? Как я могу их исправить, если я даже не знаю... Что? Нет. Нет, смотрящий. Что происходит? Почему тебя так много? Ты разве не один? Я один. Всегда был и всегда буду. Мой плащ разорван, распущен на нити. Что это значит? Чёрт, что же происходит? Ты больше ничего не хочешь мне сказать? Ладно, знаешь, на самом деле я все равно, кажется, понял твой ответ. Просто, понимаешь, смотрящий, это не тот ответ, который я хотел услышать. Не тот! Спасибо тебе. Я должен отвязаться, чтобы решить все свои... О! Ошибки. Ёптель-моптель! Ты что делаешь? Смотрящий сказал, мой плащ разорван. Джодах рассказывал мне, что плащ смотрящего — это ткань самого времени. Но почему именно я должен исправлять ошибки? Почему?
Я, впрочем, и так уже был готов пожертвовать всем ради того, чтобы прекратить эти бессмысленные смерти. Наверное, именно их подразумевал смотрящий под ошибками. Или, может быть, ошибки — это стирание веток? Да, скорее всего, второе. Стирание веток. Отдельные жизни смотрящего особо не интересуют. В этот раз я, наконец, получил четкий ответ. Насколько ответы времени вообще могут быть четкими? Наверное, я должен быть рад, что наконец-то могу быть уверен, но... Теперь я чувствую себя всего лишь заложником ситуации. Будто от моей собственной воли здесь ничего не зависит. Будто все уже давным-давно решено. Надо поговорить с Лаей. Может быть, она меня успокоит. Так, интересно. Я получил четкий ответ. Еще раз. Чтобы исправить ошибки, ты должен принять решение, которое уже принимал. Должен пожертвовать всем. Ой, блин, это так тяжело. Это очень круто, честно, очень круто. Но капец, как сложно. Всегда был один, всегда буду. Мой плащ разорван, распущен на нити. Мы подобное уже видели в финале «Голос времени». Там реально ткань мироздания, мы ее прям воочию видели, как она ломается. То есть, получается, с самим временем что-то происходит. Сам смотрящий страдает. Понимаете? Вот это нужно учитывать. Страдает сам смотрящий, то есть страдает само время. Но дабы исправить ошибки, мне нужно пожертвовать всем. Нужно сделать то решение, которое я уже принимал. Ладно, окей, все, я, наверное, не буду сейчас об этом думать. Мне нужно поговорить с Лаей, поэтому мы прописываем Прунус. Угу. Ну, привет. Ты в зеркало смотришься? Может быть, Стелла? Поговорить? Чё, кто это? Чего? Ты серьезно осмелился здесь появиться? После того, как повел себя со мной в последнюю нашу встречу? Ой, это, конечно, капец. Все. Не хочешь со мной разговаривать? Я уже даже не помню, как я точно! Тебя заклевала гусыня! Так это ты виновата! Это я тебя ненавижу, чертова... Ладно, Лая, поговорим. Лая, что ты делаешь? Ой. Лолошка, это ты, да? Ты уже вернулся? Что такое, что? Я тут... Ну... Лая, давай успокойся и по-честному, хорошо? Я видел, чем ты занималась. Ладно, хорошо. Кажется, я нашла ту морщинку, о которой говорил Вальдхар. Подожди, ты сейчас серьезно? Абсолютно. Я старею, Лолошка. Как это возможно? Единственное объяснение — это то, что я провела так много километров во времени, что начала обратно привязываться опять же ко времени. Стой, Лай, успокойся. Разве руководство организации не утверждает, что отвязка — это необратимый процесс? Ой, Лолошка, организация вообще много чего утверждает. Хотя, должна признаться, в таких фундаментальных вещах даже я не сомневалась. А выяснилось, что и тут они наврали. Слушай, Лая. Что? Я поговорил с самим временем. Что? Временем? Да, я понимаю, что это звучит дико, но... Помнишь, я говорил тебе про смотрящего? Это и есть старина время. И в пустоши мне иногда удается поговорить с ним. Что? Да, он сказал мне, что я должен отвязаться. Отвязаться? Не напрямую, конечно, сказал, но... Лая, если не пытаться обмануть самого себя, то это становится очевидным. Понятно. Ну что ж, зато